Миры Артема Каменистого. Стикс. Ирен Рудкевич. Адская сотня Стикса. Книга 2. Читает Александр Никитин. Глава 1. «Батя! Батя!» Командир поднял голову, отвлекшись от разложенной на столе карты, и внимательным взглядом смерил вошедшего. Ну, конечно. Кто еще может так орать, кроме психа? «Тебя что, стучаться не учили?» «Виноват!» – вытянулся по струнке боец. «Бать, там ветрянка на связи с Причерноземья. Говорит срочно!» «А что именно?» – уточнил батя, и, увидев, как боец пожал плечами, кивнул. «Ладно, иду». Оттолкнувшись от стола, командир упругой походкой человека, полностью контролирующего свою жизнь, двинулся в сторону хижины связи. Зашел внутрь. «Что там, чёс?» Вместо ответа боец с позывным «Чёс» поднялся из-за обшарпанного стола и протянул командиру ларингофон от стационарной рации. «Тебе это лучше самому услышать», – прокомментировал он. «Батя на связи», – коротко сказал батя в микрофон. «Ветрянка, что там у тебя?» «Бать, у Черной Земли собирается орда. Одних только моллюсков наблюдаю уже несколько сотен. Крупняка тоже много. Мелочь даже считать не возьмусь. «Размер?» Очешуительно огромный. Фронт примерно 7-10 километров. На такой не покатаешься даже. Кинологов не хватит». Катанием на орде у бати и его бойцов называлось мероприятие, когда боевая группа выходила в рейд как раз под катящуюся через соседние лоскуты орду и с ее помощью добиралась до нужного места. Главными в подобном мероприятии всегда были Винт и Ворон, кинологи, обладавшие умением брать некоторое количество тварей под свой контроль. Правда, срабатывал этот фокус пока только на небольших ордах. В более-менее крупных, взятых под контроль тварей попросту не хватало, чтобы пережать тупой голод всех остальных. Попытки, конечно, предпринимались, но пока заканчивались только тем, что группа вынуждена была отступать без результата. Батя надеялся, что проблема решится с появлением еще одного-двух кинологов среди его бойцов, но за последние несколько месяцев это умение не обнаружилось ни у кого из новичков. Поэтому большие орды по-прежнему представляли из себя угрозу существованию только-только начавшей восстанавливаться адской сотни. «Чёрт!» – выругался батя. «Направление?» С 96-го, по идее, двинуться через 23-й. Троечка небоскреб. Скорее всего, Африку тоже заденет. Орда реально огромная. Я, такой еще не видал». Батя поднял глаза на карту, висящую на стене за спиной связного. Нарисованная вручную, она состояла из нескольких десятков листов бумаги формата А4, склеенных между собой скотчем, и во всей своей красе демонстрировала известную бойцам сотни часть мира, в которую они попали. Карта была копией той, которую когда-то начал создавать батя. Еще одна копия была в большой хижине, приспособленной под проведение оперативных совещаний. А самая первая, та самая, которую начал составлять батя, едва только попав в этот мир, хранилась во всегда собранном рюкзаке у командира. Большинство лоскутов на карте были помечены цифрами, но некоторые вроде склада, троечки, небоскреба, Африки и нескольких других приметных имели названия. В основном по сути того, что на них было расположено. На троечке, например, располагался супермаркет «Троечка». На складе, собственно, склад, на который прилетала военная техника вроде МРАПов, натовских тягачей МАН и вполне себе советских БТРов и мотолык. Взглядом батя отыскал лоскут под номером 89, расположенный в зоне Причерноземья. Так бойцы обозвали ряд лоскутов, за которыми вместо привычного уже мира появлялось то, что они называли Черной Землей. Нашел, посчитал количество лоскутов по прямой, отделяющих его от Африки. 9. То есть порядка 70 километров. Для обычного мира ни о чем. Но тут, в пекле, это огромное расстояние. Большинство лоскутов представляют собой настолько плотную городскую застройку, что на эти чуть больше, чем полсотни километров пришлось устанавливать аж 2 промежуточные антенны, чтобы обеспечить связь с самым западным наблюдательным пунктом на том самом 89-м. По такой местности с ветерком не пронесешься. «Ясно. Уйти успеешь? В перпендикуляр к орде». «До Монстродома могу попробовать добраться», – неуверенно произнес боец. «Там пока затишье, но это ненадолго. Дальше вряд ли». Батя перевел взгляд на лоскут под названием «Монстродом» и решительно приказал. «Выдвигайся, заберем тебя со смотровой». «Так точно, бать, выдвигаюсь». Облегченно выдохнул боец и прервал связь. Батя, отложив ларингофон, задумчиво потер небритый подбородок. 9 лоскутов. На машине под невидимостью можно добраться часа за 4, но это слишком долго. Формирование орды – процесс скоростной. Максимум часа через 2 она двинется на восток. Значит, помимо невидимости нужен еще кинолог, который будет отводить твари от вкусной человеческой консервятины. Тогда время в пути сократится до тех самых 2 часов.
Грёбаная Орда. Как же она не вовремя. Вот-вот Африка на обновление пойдет. Караван готов к выходу, и в нем каждый боец на счету. А кинологи Ворон с винтом так вообще на вес золота. Собственно, только благодаря им батиным людям практически при каждом обновлении удается без потерь покидать Африку и возвращаться на нее. В этот раз тварей будет намного больше, чем обычно. У многих окрестных лоскутов, идти тихо налево, срок обновления совпал с Африкой. Еще и уходить из-за этого придется новым маршрутом, мне хорошо знакомым, что тоже добавляет рисков. Чос смотрел на командира со спокойным любопытством, но вопросов не задавал. Псих замер у двери, сверля командира вопросительным взглядом. «Псих, винта с Вороном ко мне, живо! Всем остальным ускорить погрузку, будем уходить раньше. И передай Горелому, пусть подготовит форт к одиночной поездке. На все про все ему 10 минут». Наконец решил батя. «Есть!» – отрапортовал псих уже из-за пределов хижины. А батя, заложив руку за спину, принялся расхаживать из угла в угол. Значит, монстродом. 9 лоскутов. В невидимости часа 4. В невидимости с кинологом 2. То есть ветрянку они смогут подобрать примерно в тот момент, когда Орда двинется на восток. Соответственно, обратный путь по прямой не выйдет. Придется делать крюк через лоскуты севернее Троечки, ПГТ и других, расположенных в ряд с ними. Если фронт Орды и правда настолько большой, то сильно севернее. Батя бросил быстрый взгляд на копию карты, висящую на стене. Черт, один из лоскутов, по которым предполагается добраться до монстродома, тоже пойдет на обновление, примерно через 1,5 часа. Значит, либо прорываться с огромным риском, либо увеличивать крюк на еще 3 лоскута. Время, мать его, время. Африка обновляется около получаса. Обычно караван уходит на западную сторону недостроя, самого тихого из соседних лоскутов, за 8 часов до обновления, чтобы не попасть в самый поток спешащих на пир тварей. При этом большая часть каравана там и остается, поскольку недострой – спокойный лоскут, да еще и заранее подготовленный для стоянки. На Африку ближе к концу обновления направляется группа зачистки с одним из кинологов, в то время как второй остается с караваном. Сегодня обновлений в округе много, поэтому и маршрут другой. Караван двинется на восток, затем через заброшенные фермы к высоткам, соседствующим с озером. С учетом Орды, маршрут придется еще скорректировать в сторону севера хотя бы на 1, а лучше 2 лоскута. Черт, как же не хватает 3-го кинолога. Будь он, и у бати сейчас не болела бы голова о том, как все заново перерасчитать за 20 минут до выхода. Может рискнуть и оставить обоих кинологов в караване, а за ветрянкой махнуть в одиночку? Нет, не успеет. Да и риск самому по-глупому задвухсотиться слишком велик. Бросить ветрянку? На такое батя пойти не сможет. Смог бы раньше, в той, прошлой жизни, когда превыше всего был приказ. Здесь приказывает он. И отвечает за своих бойцов тоже он, и никто больше. А бойцов у него не так, чтобы много. Белые жемчужины, помогавшие новеньким гарантированно приобрести иммунитет от местной заразы, уже закончились, а естественный иммунитет встречался крайне редко. Вон, в позапрошлый раз из 1,5 десятков спасенных не оказалось ни одного иммунного. Зато при их спасении батя потерял кучу техники и 2 опытных бойцов, Гвоздя и Моржа. Значит, решено. Орда пройдет по Африке примерно за 4 часа до обновления. Выждав час, караван кружным путем вернется на недострой, чтобы дождаться обновления. И только после того, как на Африке отпируют твари, зайдет на лоскут и займется уборкой и восстановлением крепости. Если все сложится удачно, то к этому моменту караваном снова будет командовать сам батя. Тогда можно будет подумать о том, чтобы все-таки провести зачистку. Если нет, зачистка отменяется. А с выжившими в этом случае уж как повезет. Теперь надо выбрать, кого из кинологов лучше взять с собой, а кого оставить в караване. Ворон в буквальном смысле слова берет тварей под контроль, причем сразу многих. Винт, на котором Док в свое время ставил эксперименты с жемчугом, умеет среди тварей опознавать своих, то есть тех, которые когда-то были бойцами его бати-взвода, но оказались неустойчивы к местной заразе. С чужими Винт не так эффективен, как Ворон, может удерживать меньше тварей и не так долго, но вот со своими у него там отдельная атмосфера, и слушаются они его беспрекословно. Пожалуй, Винта будет лучше оставить. Твари, конечно, бегают по всем подряд лоскутам и, бывает, забредают достаточно далеко, но вероятность встретить своих в окрестностях Африки выше, чем в Причерноземье. Это значит, Винт будет более эффективен в охране каравана. Встретив своих, он их уговорит встать на защиту каравана, что усилит позицию бойцов и добавит безопасности. А с чужими лучше справиться как раз Ворон. «Командир!» В хижину заглянул Горелый. «Подготовил форт?» Без пояснений спросил батя. «Так точно, давно готов. Что за спешка?»
Ответить командир не успел. В дверном проеме показались Винт с Вороном. «Бать, вызывал?» «Вызывал», — подтвердил командир. «Бойцы, смена планов. Ворон, мы с тобой сейчас махнем за ветрянкой. У Черной Земли собирается Орда, сам он выбраться не успеет. Винт, найди Дока. Пусть возьмет на себя командование в мое отсутствие. Каравану двигать через 71-й и 63-й к высоткам, чтобы не пересечься с Ордой. Если потребуется, то и дальше на север, до безопасного места. Как пройдет, возвращайтесь на недострой и ждите нас. Группе зачистки отбой. До моего возвращения караван не покидать. Пока будете в пути, ищи своих и бери под контроль. Пусть тоже обеспечивают безопасность. Натравишь их потом на какую-нибудь мелочь, чтоб тихо отвалили. Всем все ясно?» Так точно, бать. «Так точно, бать». Нестройным хором подтвердили бойцы и замерли у двери. «Что встали?» — строго поинтересовался батя. Бойцы переглянулись, и вперед неуверенно выступил Горелый. «Бать, ты извини, но может кого-то из нас с винтом отправишь?» Батя удивленно приподнял бровь. Спасение ветрянки, бойца вверенного ему подразделения, он считал ни много ни мало своей личной ответственностью. Очутившись в этом мире и полгода прожив в полном одиночестве, батя успел отвыкнуть от мысли, что над ним есть вышестоящее командование. Потом, восстанавливая свой взвод, единственное, что осталось в этом мире от ЧВК «Адская сотня», привык к тому, что теперь командование – это он и есть. Правда, командование на то и командование, чтобы сидеть в штабе, держать в своих руках всю информацию и планы и приказывать. Выполнять приказы должны младшие офицеры и солдаты, и только они. Цинично, но правильно. Если отрубить змее хвост, она выживет, а без головы шансов у нее нет. Но батя все равно оставался тем, кем был по своей сути всегда. Тем самым младшим офицером, командиром всего-то взвода, и мыслил как положено комвзвода, а не генералу. Командир отвернулся, скрывая досаду. Прав Горелый, абсолютно, мать его, прав. У бати под началом за 1,5 года набралось всего 43 человека. Из них 15 бойцов его взвода, включая Сокола, его двойника Дрозда, 5 американских пехотинцев, один из которых, а вернее, одна, снайпер, 4 местных чернокожих женщины и 2 малолетних негритенка, вообще не бойцы, но не бросать же их на произвол судьбы. И 17 ополченцев, из которых 9 парни максимально толковые, а остальные пока что очень даже так себе. Всего 43. Без него, бати, и однозначно гражданских 36. Практически 2 взвода, если так разобраться. Целых 2. Да, пора конкретно задуматься о создании армейской структуры, где ему придется однажды попрощаться с боями и осесть в штабе, как главному стратегу. Винта и Ворона, бойцов опытных и обладающих максимально полезными дарами, назначить командовать этими взводами. Экипажи танков «Черный орел» распределить по одному на взвод, дополнить ополченцами в качестве рядовых. Станут они хорошими бойцами, никуда не денутся. Или погибнут, что в этом мире явление практически обыденное. Да, после обновления Африки придется заняться организацией всего этого. В конце концов, это сейчас у него не полных 2 взвода, а через время, пусть и приличное, будет уже целая армия. Особенно, когда они научатся максимально безопасно охотиться на брандашмыга, короля местной пищевой цепочки, и по совместительству поставщика чудодейственных белых жемчужин. «Это приказ», — твердо процедил сквозь зубы батя, ставя точку в своем решении. «Так точно», — обреченно согласился Горелый. «Чёс?» — обернулся батя к связисту. «Передай ветрянке, мы выезжаем. И сворачивайся тут. Караван отправляется по готовности. Раньше выйдете, целее будете». Есть, бать. Кивнул тот и сразу принялся паковать рацию. Сам командир, бросив еще один взгляд на висящую на стене за спиной связиста карту, ее, разумеется, перед отбытием каравана бойцы снимут и заберут с собой, вышел наружу. Над Африкой, как и всегда, нещадно палило солнце. В мареве прогретого воздуха царила привычная уже суета. Ополченцы, женщины и дети деловито переносили в тентованные манны оружие, провизию и прочие жизненно необходимые запасы. Батины бойцы проверяли уверенные им транспортные средства. Чуть в стороне чадил движком один из черных орлов. При прошлом обновлении Африки и ее зачистке танк был поврежден. Горелый сумел привести его в относительный порядок, но не до конца. Не хватило деталей, которые по первоначальному плану собирались снять с новых орлов, которые окажутся на Африке после обновления. Что ж, из-за Орды танку придется подождать полноценного ремонта еще пару месяцев. Впрочем, орудие на нем в порядке, в отличие от ходовой, так что черт бы и с ним. Сейчас загрузит красавчика на тягач и поедет с комфортом, а не своим ходом, как обычно. Боеспособность не потерял, вот с платформы тягача и будет ее применять, если понадобится. В общей сложности караван насчитывал 13 единиц техники. 3 экспериментальных танка Т-95 «Черный орел»,
3 МРАПа, 1 МАН, приспособленный как раз под перевозку боевой техники, и 2 с кустарными тентами, основные, как назвал их однажды док, барахолки, 3 бронированных пикапа с пулеметами в кузове и старенький потрепанный внедорожник «Форд» цвета белой с ржавчиной. Внедорожник был найден в крепости после одного из обновлений. Вернее, он всегда там появлялся, но обычно в состоянии бесполезного металлолома. Но после одного из обновлений «Форд» неожиданно оказался вполне цел, и батя, не раздумывая, пристроил его к делу. Как ни странно, но внедорожник, имевший видок «развалюсь на первой кочке», на деле оказался вполне себе ухожен и бодр. Просто ополченцам, которым он до обновления служил верой и правдой, до внешнего вида машины не было никакого дела. А вот за движком и ходовой они следили, как выяснилось, очень даже тщательно. Боевого назначения Форду не нашлось, поэтому его использовали просто как машину сопровождения и разведки. Больше он ни для чего не годился. Но решетки ему на окна, понятное дело, все равно приварили, и на крышу умудрились пристроить ПКМ под стандартную 7. Так что мелочевки вроде всех разновидностей зомби и не особо развитых горилл Форд был уже не по зубам. Задняя дверь внедорожника была распахнута, из нее торчала обтянутая камуфляжем задница ворона. Сам боец почти полностью был внутри, проверял состав ручного оружия, которое было практически приписано к внедорожнику. «Комплект?» — уточнил батя, подходя ближе. Полный. Вылез из Форда ворон. Горелый следит, чтоб тут всегда все было. Под комплектом подразумевались 3 автомата АДС в компоновке Bullpup, стоявшие на вооружении адской сотни в родном мире бати, 2 стареньких, но ухоженных и рабочих АК-47 из запасов ополченцев и по 10 полных рожков патронов каждому из них. Кроме этого, в карманах на внутренней стороне передних дверей имелось по паре гранат F1. И, конечно же, в багажнике стоял цинк с лентами для ПКМ. «Тогда погнали. Готов?» Батя подошел к двери водителя, распахнул ее и плюхнулся на сиденье. Провернул ключ, ждавший своего часа прямо в замке зажигания, и Форд взрыкнул движком, заводясь. Так точно, бать. Ухмыльнулся ворон и, тряхнув угольно-черной шевелюрой, которой раньше не особо-то стриг, а теперь и подавно чуть ли не отращивал, едва не бегом направился к двери переднего пассажира. Командир повел внедорожник к заранее распахнутым воротам крепости. Перед обновлением их использовали редко. В большинстве случаев один из танков попросту проламывал западную стену, ближайшую к недострою, и в пролом за ним шла вся остальная техника. Так было удобнее и проще, а кроме того позволяло экономить горючее за счет прямой, а не кружной дороги. Сегодня маршрут у каравана был другой, так что ворота использовались по прямому назначению. Выехав из крепости, батя повернул направо и поехал к реке, намереваясь выбраться с Африки на недострой, так как на остальных границах уже наблюдался нездоровый ажиотаж тварей. Сухая, покрытая трещинами африканская земля прекрасно подходила для езды даже на седане, не говоря уж про приспособленный к гораздо худшим условиям форт. Деревянный частокол, носивший гордое название крепости, от скорости сливался в сплошной однородный фон. По левую руку несла свои желтые потоки широкая полноводная река. Незадолго до водопоя она свернула еще левее, на спокойный лоскут с давно разрушенной и уже заросшей сорной травой и деревьями промзоной. Обычно твари этот лоскут не жаловали. Обновляется редко, свеженького мясца на нем не прилетает. Однако перед обновлением Африки они все равно шли на этот лоскут, как на самой близкой крепости. Река им, конечно, не нравилась, но она появлялась на Африке далеко не каждый раз. «Ворон, готовься!» Врубая невидимость, бросил бойцу батя. «Сейчас начнется». Глава 2. Первая тварь Топтун, уже почти доросший до стадии моллюска, появился на противоположном берегу реки незадолго до ее изгиба. Скорее всего, примчался на звук и начал метаться по своему берегу. Преодолеть реку он не мог, увидеть спрятанный под невидимостью форт тоже. Но звук, исходящий с противоположной от преграды стороны ни с чем не сравнимый запах человечины, подсказывали, что жратва там точно есть. «Бать, увести, пока других не вызвал». Спокойно поинтересовался ворон. «Пока не надо», — подумав, решил батя. «Перед водопоем сам отстанет». Так и случилось. Река повернула к югу. Форт продолжил движение на запад, и голодный Топтун, недовольно урча, остался на своем берегу. Батя снял невидимость, одной рукой держа руль, второй скрутил крышку с фляги с пойлом и сделал глоток, восстанавливая силы. Проехав водопой, Форт слегка подпрыгнул на стыке Африки и недостроя. «Теперь внимательно», — велел батя. «Первым действую я, ты по команде или по ситуации». Есть!» — откликнулся ворон
и, повернувшись всем телом к заднему сиденью, ухватил один из лежащих на нем АДСов. По привычке проверил патроны, предохранитель, переключатель, воздух, вода и уставился в окно внимательным взглядом. Недострой проехали за 10 минут. 3 зомби и пару горилл, встретившихся по пути, просто обогнали. Не того уровня твари. Скорость, чтобы потягаться с машиной, развивать еще не умеют. А вот дальше началось. Орда – явление стихийное и формируется у западных границ этого мира на лоскутах, граничащих с черной землей, местом, где все окрашено в антрацитово-черный цвет. Все, в смысле вообще все. Земля, трава, растения, другие элементы пейзажа. Людям, ступившим на черную землю, в первую же секунду нахождения на ней становится очень нехорошо. Сходит с ума вестибулярный аппарат, ориентация в пространстве и даже мышцы. Твари на черноту тоже стараются не заходить. Видимо, испытывают похожие симптомы. Но вот в Орду они собираются именно рядом с ней. Но в то же время, когда нечто вроде зова заставляет твари сбиваться в Орду, у черноты что-то происходит. И на лоскутах, довольно далеких от тех мест, твари без того вечно голодные и смертельно опасные, словно бы окончательно съезжают с катушек. Стаи, раньше враждовавшие между собой, сливаются. Слабые одиночки теряют страх перед сильными тварями и тянутся к ним. В итоге эти объединения, уже лишенные лидеров и ведомые лишь каким-то непонятным инстинктом, тоже станут частью Орды, когда та пойдет через места их обитания. Орда неразумна. Обычную развитую тварь или даже целую стаю можно обмануть, обвести вокруг пальца, или даже подсунуть вместо себя другую лакомую добычу, потому что она всегда будет оценивать усилия, которые затратит на охоту за потенциальной едой и степень риска. Взвесит все за и против, своим странным, но все-таки умом. Но Орда, она не думает о еде, не думает вообще ни о чем. Она просто несется с запада на восток, сметая на своем пути все и всех. Жрет, что съедобно, рушит, что ломается, и бежит, бежит, бежит. Первую такую стаю удалось обойти, заехав на троечку. Твари, услышав мотор, ринулись на звук и не желали отставать, несмотря даже на то, что батя сразу же врубил невидимость. Пришлось подключаться Ворону со своим умением. Дальше стало сложнее. Но в целом поездку к смотровой Монстродома пока можно было назвать спокойной по меркам этого мира. Лоскут Монстродом получил свое название из-за расположенного на нем Монстродома, огромного и уродливого человейника в 30 подъездов и столько же этажей. В мире бати такие строили в столице его необъятной родины ради того, чтобы впихнуть в нерезиновую как можно больше жителей, желательно высоту, а не ширину. Длину панельно-бетонного чудовища, утыканного одинаковыми однообразными квадратами зеркальных окон и коробками кондиционеров под ними, не измеряли, но визуально он тянулся примерно на километр. На первом этаже виднелись дополнительные входы для магазинов, над некоторыми красовались олиповатые вывески. Под землей находилась крытая парковка для жильцов на огромное количество машин и мест, практически пустая. Видимо, обновления хватало этот лоскут в тот момент времени, когда дом только-только начали заселять. Батя, сбавив скорость и все еще под невидимостью, въехал во двор и направился к въезду на парковку. Машину, конечно, можно было оставить и во дворе. Без людей внутри она не представляла интереса для тварей, если не находилась у них на пути, но рисковать не хотелось. После каждого обновления Монстродома батины бойцы демонтировали шлагбаум парковки, поскольку этот лоскут часто становился перевалочным пунктом, как в случае рейдов к черноте, так и при необходимости немедленно эвакуировать наблюдателя с расположенного через 89-го лоскута. Проехав большую часть огромного пространства, разграниченного массивными столбами и яркой желтой разметкой, батя припарковал внедорожник на привычном уже месте под торцом Монстродома, ближайшим к смотровой. «Погнали!» – бросил он Ворону и, взяв с заднего сиденья АК-47, вылез из машины. Перебегая от столба к столбу, пересекли пространство между припаркованным внедорожником и дверью к ведущей на смотровую лестнице. Поднялись и оказались на большой террасе, с одной стороны примыкающей к стене Монстродома, а с другой обрывающейся над высоким берегом, протекающей рядом реки. Когда-то эта смотровая терраса, предназначенная для отдыха местных жителей, была уставлена скамейками, декоративными деревьями. Но этот мир внес свои коррективы, и прошедшиеся по лоскуту сразу после его обновления твари разнесли всю красоту, да к тому же еще и пообедали. На это недвусмысленно указывали валявшиеся вокруг обглоданные костяки. С первого взгляда на смотровой негде было укрыться, но батя и его бойцы давно уже приметили небольшую будку 2 на 2 метра, укрытую по самую крышу лианами дикого винограда, из-за этого не бросавшуюся в глаза. По факту это была кинобудка с проектором и небольшим окошком, сквозь которое изображение падало на стену дома,
а вся смотровая превращалась в эдакий кинотеатр под открытым небом. Но главное, будка была построена из крепких бетонных блоков и имела вполне себе бронированную дверь с замками. Понятно для чего, чтоб никто не украл дорогой проектор и аудиоаппаратуру в перерывах между сеансами. Однако сотня приспособила ее под совсем другие цели. Внутри всегда имелся спальный мешок, пара бутылок водки, 5-литровая баклажка с водой и запас продуктов с длительным сроком хранения. На 100% укрыться от тварей в этой будке было нельзя, но временно перекантоваться, пережидая обновление соседнего лоскута, запросто. Убедившись, что смотровая пуста, батя с Вороном двинулись к будке. Но, будучи на полпути к ней, увидели, как распахнулась ведущая в нее дверь, и навстречу им вышел Ветрянка. Видок у бойца был потрепанный. На левой руке вместо рукава присутствовали пропитанные кровью и щедро обсыпанные смесью перцев бинты. Но настрой был, как и положено, боевой. Оружие Ветрянка не бросил, и батя бы не удивился, обнаружив, что станцию связи боец также умудрился эвакуировать. Именно так, кстати, и оказалось. «Командир!» Добежав до бати, скинул руку в воинском приветствии Ветрянка. «Докладываю, пост связи по приказу покинут. Оборудование полностью вывезено и находится в рабочем состоянии. Рядовой Ветрянка готов к дальнейшей службе». «Молодцом!» — хлопнул его по плечу батя. «В будке?» «Ага, там». — кивнул Ветрянка. «Бать, пойла не найдется? Не стал запасы трогать, решил потерпеть». «Смотри, не дотерпись!» — посторожил командир, но флягу с пояса снял и протянул бойцу. «Да я в меру, бать!» — ответил тот и сделал 2 больших глотка. Поморщился, высунул язык, проветривая его от вкуса тухлых носков, и добавил. «Не дурак же, при сильном голодании набодяжил бы сам, разумеется». «Хорошо», — кивнул батя. «Готов уходить?» Боец кивнул. «Ворон, хватай станцию, заберем, раз Ветрянка ее вынес». «Так точно, бать!» — ответил Ворон, будучи уже почти у будки. Скрылся внутри и тут же вышел, неся перед собой завернутую в брезент станцию. Автомат он закинул за спину, так что защита бойца и самих себя полностью легла на батю с Ветрянкой. В гараже их ждал неприятный сюрприз, вроде парочки пробравшихся в него моллюсков. Батя сразу врубил невидимость. Ворон взял твари под контроль и направил на смотровую, пообещав, что там куча вкусностей и свежей двуногой еды. Моллюски, в отличие от крупных тварей, которых батя все чаще и чаще звал про себя элитой, разумом не обладали совсем. Так что, отталкивая друг друга, понеслись в указанном направлении и даже не задумались о том, что едой-то пахнет совсем не оттуда. Загрузившись в форт, поехали к выходу из гаража. За руль на этот раз сел Ветрянка. Его способность заключалась в умении бить молниями, что против Орды было не особо полезно. Поэтому батя и Ворон теперь занимались исключительно тем, что обеспечивали экипажу внедорожника максимально возможную в реалиях этого мира и ситуации безопасность. За буквально 20 минут, которые бойцы провели на смотровой Монстродома, ситуация на улице изменилась кардинально. В подземный гараж они въезжали практически спокойно. Твари в округе были, но не так, чтобы много. Теперь же их количество исчислялось сотнями, и они были везде. И уже по одному только этому факту можно было сказать, что Орда вот-вот придет в движение, если еще не пришла. На первую группу из 3 моллюсков, 5 горилл, кусача и десятка мелочевки нарвались прямо на выезде. «Мля!» — только успел сказать Ветрянка, выворачивая руль так, чтобы не налететь на радостно улыбнувшегося внезапно появившейся еде моллюска. Внедорожник, снеся бампером мусорку, подпрыгнул на бордюре и понесся по газону. «Там ограда!» — заорал Ворон. Взять под контроль твари он, правда, не забыл. Так что те хоть и бросились было в погоню, но быстро потеряли интерес к добыче и ринулись в подземный гараж. Невысокую ажурную ограду сносить бампером не пришлось. Ветрянка провел форт дальше по газону и нашел место, где ограда заканчивалась, а вместо нее лежали 2 бетонных полусферы, которые полноценному внедорожнику были сродни невысоким кочкам. «Давай на 69-й», — велел батя. «Уйдем севернее, там проще будет». Он уже успел приготовиться к тому, что сейчас придется отстреливаться, а значит, привлекать внимание и без того раздраженных тварей. «Через мост?» — не отрывая взгляда от дороги, уточнил Ветрянка. Батя задумался. Выездов с Монстродома на 69-й было 2. Ближайший пролегал через широкий вантовый мост. Вернее, это на этом лоскуте он был вантовый, а ровно на середине реки сменялся бетонным, с вычурными статуями по бокам и кучей лепнины. Совпадали мосты как родные, но поскольку относились они к разным лоскутам, случиться могло всякое. Так что путь через мост был самый короткий и быстрый, но и одновременно рискованный. Второй выезд пролегал по вылетному шоссе. Тут никаких сюрпризов на стыке лоскутов не ожидалось. В условиях, когда время не жмет, наилучший выбор. Но вот как раз времени-то у бойцов и не осталось. «Да, через мост», — подтвердил батя. «В
В случае чего бросим машину и двинемся дальше пешком. Или рванем на второй, если удастся». Есть через мост. Откликнулся Ветрянка, выезжая со двора монстродома. Путь длиной в 3 с небольшим километра запомнился бате только напряжением и огромным количеством курсирующих по лоскуту тварей. Невидимость работала откровенно паршиво. Твари словно бы сошли с ума и своим глазам уже не верили, ориентируясь исключительно на слух и нюх. Вся нагрузка по их отводу легла на ворона, но ему было тяжело справляться с таким огромным количеством, и боец то и дело прикладывался к фляге с пойлом. Наконец они выехали на набережную, и Ветрянка прибавил скорость. За Фордом тут же увязались зараженные, на этот раз включая несколько штук элиты. Дорога была относительно свободной. Похоже, раньше она являлась широкой пешеходной зоной, поэтому Ветрянка просто вжал педаль газа в пол. Ворон увел элиту и тварей вроде кусачей и моллюсков, а батя, несмотря на то, что внедорожник был под невидимостью, пришлось взяться за ПКМ. Шуметь не боялись, твари, даже не видя добычу, все равно ее чуяли и бросались в погоню. Да и сам внедорожник на больших скоростях рычал так громко, что звук эхом возвращался от стоящих аж в полукилометре домов. «Ветрянка, быстрее можешь?» — уточнил батя на секунду, сунувшись обратно в салон внедорожника, чтобы подхватить новую ленту для ПКМ взамен отстрелянной. Никак нет, командир. Обороты в красной зоне, передача максимальная. Откликнулся боец. Нам еще 1,5 километра продержаться, а там уже мост. «Хорошо бы». Согласился батя и полез перезаряжать пулемет. Однако через километр стало понятно, что им не повезло. Вантовый мост был на своем привычном месте, а вот второй половины не было. Вернее, была. Но что-то при обновлении пошло не так, и 2 пролета, ближайших к Вантовому мосту, рухнули в реку. «Бать, что делать будем?» На удивление спокойно поинтересовался Ворон. «Может, все-таки попробуем на Орде прокатиться? Хотя твари плоховато слушаются, то и дело поводок обрывает». Боец от усилий весь взмок. Пойла в его фляге уже почти не осталось. «Отставить прокатиться!» – бросил батя. «Не в этот раз». А сам, восседая за ПКТ, задумался. Раз Ворон жалуется, что твари плохо его слушаются, значит, зов Орды слишком силен, и прокатиться на ней не выйдет вот прям точно. Что, мля, тогда остается? Уйти на своих двоих, бросив форт, как изначально планировалось, в случае подлого невезения уже не выйдет. Твари слишком близко, и со стороны домов постоянно набегают новые. На трупы мелочевки крупняк не сильно-то отвлекается. Орда, что с нее взять? «Ветрянка, давай кругом через дворы ко второму выезду», – скомандовал батя, возвращаясь в салон внедорожника. Никак нет, командир, не успеем. Мотнул головой боец. Но есть другая идея. «Говори». 3 километра набережная обрывается, и река поворачивает на стык 69-го и 59-го. Еще через километр обычно бывает брод. До него там конкретное бездорожье, но форт должен пройти, если аккуратненько. Да и твари далеко от Орды не пойдут. Ну, большая часть. «Дорогу куда дальше знаешь?» – только уточнил батя. Командир, обижаешь. Ее все связисты знают. Не маленькие же, все отходы давно изучили и отработали. Ухмыльнулся Ветрянка. «Гони!» – приказал батя и снова сел за ПКТ. Вовремя. Излишне шустрый моллюск уже примеривался запрыгнуть на крышу внедорожника. Батя, не думая, вжарил ему в грудь длинную очередь, испортив твари все приготовления. Повредить не повредил. Пули простучали по броне твари, но прыжок сбил. Моллюск оскорбленно заурчал и продолжил погоню. Командир перевел ствол пулемета на вовремя попавшегося зомби и зарядил ему 2 в голову. Зомби упал как подкошенный, а моллюск, не успев подпрыгнуть над неожиданной преградой, споткнулся и пропахал набережную своей и без того измятой мордой. После этого до твари наконец дошло, что еда не такая уж и вкусная, а Орда совсем в другой стороне, и она решила отчалить восвояси. На смену ей тут же пришли горилла и топтун, но эти не могли развить настолько большую скорость, поэтому быстро отстали. Спустя пару минут количество тварей, преследующих внедорожник, резко уменьшилось. Причина этого бате была хорошо видна из-за прямолинейности набережной и ее подъема в сторону 69-го. По южной части монстродома пошла Орда. Выглядела она впечатляюще даже с такого расстояния. Огромная масса тварей, больше напоминающая лавину или сель, чем стадо извращенных этим миром, но все-таки живых существ. «Ну, кажется, пока пронесло». Вслух выдохнул батя, вытирая рукавом потный лоб. Но расслабляться было рано. Глава 3. Отстреливаясь от залетной мелочи,
Экипаж внедорожника добрался до обещанного брода, который, на удивление, никаких сюрпризов бойцам не приготовил. Форд, немного потрепанный после бездорожья, спокойно проехал по броду и оказался на 120-м лоскуте, совсем рядом с 59-м. Ветрянка остановил машину и заглушил, давая движку отдых. Зараженные, гнавшиеся за бойцами, отстали, уйдя в Орду, и вокруг бойцов воцарилась редкая для этого мира тишина. Батя вылез из внедорожника и подошел к реке. Наклонился, зачерпнул ладонью воду и умылся. «Вот это была погоня!» – выдохнул Ворон, тоже выбравшись на свежий воздух. «Думал, все, уже не выберемся». «Отставить фатализм», – приказал батя. «Бывало и хуже». А сам задумался. Пока что вокруг тихо, но это ненадолго. Орда, она проходит волной шириной в 1-2, редко 3 лоскута. На 4-х с обеих сторон твари чует ее зов уже не особо сильно, а на 5-6 так и вовсе жизнь течет своим чередом. Так что расслабляться не следует. Затишье это очень ненадолго. Пройдет минут 10, может 15, и к броду намылится твари уже с этой стороны. Да и по пути на родную Африку все равно придется держать ухо востро. «Бойцы!» – зычно объявил командир. «Отдых 10 минут. Умыться, перезарядиться, отпиться пойлом. Кому надо, пожрать тушенки. И в путь». Повторять дважды не пришлось. И Ворон, и Ветрянка занялись делом. В смысле, отдыхом. Ровно через 10 минут уже стояли наготове у Форда. «По коням!» – скомандовал батя и снова сел за ПКТ. «На 120-й!» 120-й был в целом спокойным лоскутом. Большую часть его площади занимали зеленые насаждения сельскохозяйственного применения. Внедорожник, сминая пшеничные колосья колесами, неторопливо двигался на восток, к стыку 48-го и 49-го лоскутов. В обычной ситуации батя предпочел бы ехать через 48-й, почти такой же спокойный, как и 120-й, но по случаю Орды предпочел его соседа, на котором расположился кусок обычного среднерусского городка. На улице городка въехали под стук колес на стыках бетонных плит, уложенных вместо асфальта. Звук был похож на перестук колес поезда и убаюкивал. Но батя не расслаблялся. То и дело вертел головой и стволом ПКТ, вглядываясь в подъезды и окна обшарпанных 3- и 5-этажек. Невидимость он не снимал, а вот Ворону дал время передохнуть. Но тот тоже не развалился на сиденье, а контролировал окрестности с АДС в руках. Буквально через 3 дома пришлось пострелять. Навстречу внедорожнику выскочили 4 зомби и горилла. Машину они не увидели, но звук мотора разносился далеко окрест и все равно привлек их внимание. Разборки заняли не больше минуты. Мелочь уложил Ворона из АДС. Гориллу упокоил батя. Остановились, быстро вскрыли наросту гориллы и двинулись дальше. Примерно в том же режиме проехали почти весь лоскут, так и не встретив действительно опасных врагов. Причем невидимость батя больше не включал. Перебрались на 34-й. Раньше 34-й номер был у лоскута, впоследствии переименованного в Оружейку. Но постепенно известная бате и бойцам территория расширялась. Лоскутам требовались номера. И было решено не мудрствовать и первым делом использовать освободившиеся цифры. Так 34-й лоскут и оказался по соседству с 27-м, 39-м и 134-м. Тут уже начиналась привычная высотная застройка, которая занимала большую часть лоскутов. Не офисные деловые кварталы, пока всего лишь спальный район, но явно современный с высотками немногим меньше монстродома, с дворами, недостаточными для парковки автомобилей жителей и потому заставленными вдоль и поперек с редкими кусками газона и детскими площадками, настолько маленькими, что даже бате становилось стыдно за отечество, которое он искренне любил всем сердцем. Во дворы заезжать не стали. Оттуда явственно слышалось урчание тварей, и не только зомби, судя по тембру. Командир снова набросил на внедорожник невидимость, а Ворон приготовился брать твари под контроль. Вопреки ожиданиям, этот лоскут тоже миновали почти спокойно и ушли на 27-й, чтобы между экипажем и краем Орды сохранялось расстояние в минимум 2 лоскута. Тут стало веселее. Зов Орды добрался далеко не до всех тварей, так что то и дело бате с Вороном приходилось применять свои умения. Разок даже умудрились нарваться сразу на 3 крупных стаи, возглавляемых элитой. Вожаков Ворон сразу взял под контроль. Но тут появилось еще 2 стаи, и пришлось полчаса покружить по лоскуту, отстреливаясь, пока удалось оторваться. Причем на этот раз применить свой дар пришлось даже Ветрянке. От графика движения параллельно с Ордой в результате этих гонок и кругаля по краю монстродома отстали уже на час. Значит, неконтролируемая волна тварей уже, скорее всего, прошлась по Африке. Если у каравана все прошло хорошо,
то он вот-вот выдвинется на восток, на недострой, и двигаться к месту его стоянки особого смысла нет. Поэтому можно срезать маршрут по более близким и хорошо знакомым лоскутам. Бойцы, судя по их виду, задумывались о том же. «Бать, что скажешь?» – поинтересовался наконец Ворон и задумчиво поскреб заросший щетиной подбородок. «Есть смысл на высотке двигать? Может, попробовать связаться с караваном? 6 рядов между нами, может и добить». «Ветрянка, выполняй», – подумав, сказал батя. «Ко времени и так уже опоздали. Можем потратить еще 5 минут». «Так точно», – отрапортовал связист и принялся расчехлять станцию. Караван, однако, на связь так и не вышел. Дистанция была предельной, а высотки вокруг мешали сигналу пройти. Поднимись бойцы на одну из них, может, и смогли бы добить до каравана, но бросать верный форт без присмотра не решились. «Идем на узкий. Может, статься встретим по дороге. Если нет, там и решим, куда дальше», – решил в итоге командир. С 27-го перебрались на 17-й. Снова офисная застройка, но уже не российская. Указатели все на английском языке. Здания нарочито квадратные, дороги узкие, с цветной разметкой, тротуары, наоборот, широкие. Номера раскуроченных машин не имели привычного региона и подписи «РУС» и состояли в основном из букв. Пару раз батя даже подметил сочетания, которые при наличии некоторой фантазии можно было бы прочитать как весьма нелитературные. «Нью-Йорк, что ли?» – себе под нос пробурчал Ветрянка. «Был я тут однажды. Дерьмо, а не город. Толпы и пробки хуже, чем в Москве. Это как тебя занесло?» – удивился откровению Уоррен. «Да по старой работе еще до сотни. В командировку ездил», – туманно пояснил связист. «Отставить разговоры», – строго вмешался батя, и бойцы примолкли, сосредоточившись каждый на своих задачах. Одна задержка потянула за собой другую. 7-й лоскут проскочить до планового обновления не успели, и к нему стали стягиваться твари. Благо, из-за Орды их количество оказалось заметно меньше, чем обычно. А поскольку обновление 7-го обычно происходило за какие-то 15 минут, объезжать его через 8-й не стали. Переждать было быстрее, чем снова давать круги. Форт задом загнали в тупик между двумя кирпичными зданиями, узкие настолько, что пришлось сложить боковые зеркала, чтобы в него влезть. Ветрянка заглушил двигатель, батя включил невидимость, а Ворон развалился на сиденье. Его умение, скорее всего, сейчас не понадобится. Несколько раз мимо тупика проносились стаи, но все они были некрупные и в большинстве своем с не особо-то развитыми лидерами. Элита так вообще всего дважды попалась, и то молодая, и скорее всего еще без способностей. Пока ждали, окна внедорожника не закрывали, чтобы унюхать, когда из воздуха пропадет едва заметный привкус кислинки от близкого обновления. А когда он пропал, поехали в сторону 7-го. Тут уж всем пришлось поднапрячься. Батя и Ворон занялись тварями, а Ветрянка старался вести внедорожник так, чтобы двигатель работал максимально тихо, для чего ему постоянно приходилось подбирать передачу и обороты. Если бы дорога была свободной и прямой, Ветрянка бы не напрягался, но поскольку ему приходилось одновременно постоянно маневрировать между остовами машин и прочим мусором, то он полностью сосредоточился на своих задачах. На 7-м уже вовсю хозяйничали твари, однако живых людей тоже еще оставалось много. Кто-то пытался покинуть лоскут на машинах, кто-то пешком. И те, и другие, оказавшись вдруг на стыке родного города и Нью-Йорка, застывали с выражением ужаса и непонимания на лицах, и тут же становились жертвами тварей. Ветрянке стало еще сложнее лавировать, но пока он справлялся, хотя скорость пришлось сбросить до минимума. Батя и Ворон обливались потом от напряжения. Непрерывное применение даров выжирало их силы с невероятной быстротой, да и обычная усталость от операции по спасению Ветрянки тоже уже чувствовалась. В конце концов, прошло уже 5 часов с того момента, как они покинули крепость, а до перезагрузки Африки оставалось всего 3 с небольшим. Практически незамеченными они проехали больше половины 7-го лоскута. Деловые небоскребы неожиданно уступили место зданиям пониже. Все еще офисным, но уже не таким монументально пафосным. Тут на первых этажах вместо отделанных мрамором холлов появились разнообразные торговые центры, супермаркеты и даже автомойки. «Командир, может, зайдем на этот, как его, шопинг, во?» Отвлекся на секунду от дороги связист и вдруг с изменившимся лицом резко вывернул руль и ударил по тормозам. Форд, визжа шинами, оставляя за собой черный след на асфальте, пошел юзом, заметно забирая влево. Послышался тихий удар о заднюю часть правого борта, и внедорожник, продвинувшись еще на пару метров, наконец остановился. «Ветрянка, ты охренел?» Разъяренным быком взревел батя. «Чё творишь, идти твою налево?» «Ребенок, командир!» Ошарашенно произнес Ветрянка.
«Пацан, я его сбил, походу, правым бортом. Надо бы глянуть, жив ли». «Рехнулся!» – вмешался и Ворон. «Сейчас как заурчит твой пострадавший и в глотку тебе вцепится. Ну и нахрена мы тогда за тобой перлись, а?» Батя с бойцом был согласен, но что-то останавливало его от логичного и правильного решения ехать дальше. Что-то внутри отозвалось на слово «пацан». «Сидите в машине, сам посмотрю». Беря в руки АК-47, распорядился он. «Прикройте». Пацан действительно оказался мальчишкой лет 12. Темноволосый, в рваных от падения джинсах и светлой футболке. Удар задел его по касательной, поэтому, когда батя подошел к нему, пацан сидел на асфальте и очумело тряс головой. «Ты как, малой?» – поинтересовался командир. «Да вроде ничего». С некоторой заминкой ответил мальчишка, сфокусировав взгляд на коротко стриженном дядьке лет 40 на вид, в потертом камуфляже и с автоматом в руках. «Дядь, ты поаккуратнее рулил, что ли? Я тебя даже увидеть не успел». И тут, наконец, до него дошло, что автомат вполне себе настоящий. «Ой, – испугался пацан, а потом лицо его озарилось радостью. а вы военный, да? Слушайте, у нас тут апокалипсис какой-то произошел. Монстры набежали. Как в фильме, представляете? Вы на помощь приехали, да?» «На помощь. – эхом откликнулся батя, растерявшись от неожиданного перехода. Зовут тебя как, парень?» «Семен я. – откликнулся пацан. Слушайте, а?» Вопрос был прерван урчанием. Батя среагировал моментально, скинул калаш и дважды выстрелил в обратившуюся в зомби женщину метрах в 10 от них с мальчишкой. Пацан вздрогнул, проследил взглядом за падающим телом и непонимающе посмотрел на батю. «Чувствуешь себя как? На человеченку не тянет?» – поинтересовался командир. Мальчишка, мгновенно испугавшись, помотал головой. «Ладно, тогда в машину садись», – велел батя. «Будешь выжившим». «Как в фильмах». Снова просиял пацан. «Вроде того. Батя, отведя ствол автомата в сторону, протянул мальчишке руку. Меня Андреем звать. Позывной батя». «Дядя Андрей, а мы за мамой заедем?» Хватаясь за протянутую руку, спросил Семен. «Она недалеко отсюда работает. Вон там, я к ней шел». Батя посмотрел в указанном направлении. «Далеко?» 4 остановки на автобусе». У командира сжалось сердце. Граница лоскута располагалась раза в 3 ближе. «Не заедем. Покачал головой батя и, подбирая слова, пояснил. Там мы уже были. Твоей маме не помочь». «Тогда я с вами не поеду. Твердо сказал мальчишка, отдергивая руку. Я без мамы». Продолжение фразы утонуло в громком урчании. По тембру батя опознал элиту и решил, что разговоры пора заканчивать. Вот же попался этот пацан на дороге, упертый. И ведь уже не бросишь, пока не заурчит. Ладно, пускай обижается сколько хочет, потом сам все поймет. Отбросив калаш за спину, батя схватил пацана за талию и перебросил через плечо. «Ворон!» Боец сразу понял, что от него хотят, и открыл заднюю дверь внедорожника. Помог бате запихать внутрь отчаянно сопротивляющегося мальчишку. «Элитой займись», – велел ему батя. «Ветрянка, гони! Пацана сам свяжу». «Вы не военные, вы террористы. Вырываясь, завопил Семен. Я в полицию пожалуюсь. А ну пусти, амбал». Сопротивлялся он отчаянно, но против бати ничего, конечно, сделать не смог. Командир скрутил мальчишкой руки и ноги скотчем, валявшимся в кармане двери, и заклеил ему рот. На всякий случай еще пристегнул, чтоб не выпрыгнул на ходу. Заныл Семен, и по щекам его потекли крупные слезы. «Ты прости, пацан», – устало сказал батя. «Матери твоей мы помочь не сможем точно. Да и не нужна ей наша помощь, по правде сказать. Ну да сам поймешь скоро, где оказался. Хотел бы я тебя обрадовать, что это как в фильме, но это хуже, намного хуже. Еще посмотрим, не обратишься ли и ты». Последнюю фразу командир произнес уже одними губами, предварительно отвернувшись, чтобы мальчишка не увидел. И снова накинул на внедорожник невидимость. Ветрянка повел Форд к выезду с 7-го лоскута. Спустя 1,5 часа они были уже на узком лоскуте через один соседствующим с небоскребом. Сейчас было бы неплохо снова попытаться связаться с караваном, чтобы уточнить его местоположение, но подходящего для связи спокойного места не было. Батю это немного раздражало. Крюк на высотке и обратно отнимет у экипажа Форда еще минимум 2 часа. До обновления Африки осталось около 2. Что делать? Ловить караван на лоскутах, входящих в его маршрут? Все бы ничего, но лоскуты большие. А точно по определенным улицам в этом мире никто не перемещается. Он слишком изменчив и опасен. Может случиться даже такое, что караван изменит свой маршрут, если возникнет необходимость. Так что вероятность встречи по дороге слишком мала.
Поколебавшись и засунув куда поглубже переживания за оставшихся без его, бати надзора людей, командир все-таки принял решение двигаться прямиком на недострой. Ветрянка вырулил по дорогам узкого в нужную сторону, и вскоре внедорожник с бойцами и мальчишкой внутри уже ехал по западному краю хорошо знакомого бате небоскреба. Подобранный пацан, кстати, все еще был человеком. Устав вырываться, он с тоской смотрел в заднее стекло Форда и молчал. Батя его не трогал, понимая чувства пацаненка. Тот, по идее, и сам уже должен был сообразить, что местность вокруг меняется слишком резко. Спустя ровно час внедорожник был на недострое, а через полтора воссоединился с караваном. «Командир, докладываю. Стоянка каравана прошла спокойно. Боестолкновений сверхобычного не было. 200-х нет, есть 2 300-х. Ранения незначительные. Оба бойца в строю». Отчитался перед батей док. «Кто?» – коротко уточнил командир. «Кир и Джон. Бойцам оказана вся необходимая медицинская помощь». «Хорошо. Позволил себе немного расслабиться батя. Что по настроениям? Обновление еще не началось?» Док просиял. «Дай команду, бать. Бойцы рвутся в бой. Группа зачистки готова. Периметр цел. Можно поджигать». Батя помолчал секунду, принимая решение. Потом скомандовал. «Зачистку разрешаю». «Да». Скинул кулак вверх док и бегом умчался передавать приказ. А командир устало усмехнулся. «Надо же, прямо как по маслу все прошло». Глава 4. Обновление Африки началось строго по расписанию. К моменту, когда кислый туман над ней рассеялся, группа зачистки подожгла периметр, вроде того, что использовал батя в своих самых первых, одиночных еще зачистках. Только теперь этот периметр состоял из целых 3 колец, по очереди отсекавших тварей, ждущих свежатинки. Батя хоть и устал как черт, двинулся на зачистку вместе с бойцами, взяв с собой винта вместо порядком уставшего ворона. Пацана оставил на попечение ветрянки, попутно успев дать доку указание аккуратно ввести мальца в курс дела. Почему-то у дока лучше всех получалось объяснять новичкам, куда они попали. «Группа готова», – по рации доложил двойник Сокола Дрозд. «Погнали!» – объявил батя. Группа зачистки состояла из 10 человек-пехотинцев, 2 орлов с экипажами в 2 и 3 человека, 2 пикапов с парами бойцов и мраппа, вести который сам батя и взялся. К нему подсела бывшая америкосовская снайперша Мэри. По причине переразвитого либидо девушка была крайне популярна у бойцов сотни, да и сам батя не гнушался временами устраивать с ней свидания. При этом бойцом снайперша была отличным, и дело свое знала она отлично. Исключительно как бойца, батя ее прямо сейчас и воспринимал. В кабину Мэри не полезла, сразу устроившись в специально оборудованном снайперском гнезде. Она же первой и заметила тварей. «Командир, вижу бой. 2 моллюска, 1 топтун, десяток мелочи. Наши, танк Black Eagle, отбиваются». «Бойцы, орел по курсу. Взять целым». Сориентировался батя. «Мэри, топтун твой. Дальше по обстановке». «Есть, командир». Откликнулась снайперша. Батя надавил на газ, направляя мрап по дуге к отбивающемуся от тварей танку. Мимо него пронеслись оба пикапа и орлы. Танки от юрких машин чуть подотстали, но им и не требовалось приближаться к бою. Стволы их пришли в движение и навелись на самого крупного моллюска. Сначала выстрелил один танк, но снаряд лег рядом с тварью, причинив ей незначительный ущерб, хотя осколками посек приличную часть тупой мелюзги. Второй орел подстраховал собрата. Этот выстрел вышел отменным. Моллюска буквально разметала на клочки. И тут твари, осаждавшие нового орла, наконец обратили внимание на пришедшую еде на подмогу другую еду. «Орел-2, отличный выстрел», – похвалил батя. «Орел-1, перезарядились?» Практически одновременно с похвалой застрекотали пулеметы на обоих пикапах, развлекая оставшихся зомби и неслабо опечаленного гибелью сородича второго моллюска. Наверху гулко стукнула винтовка Мэри, и топтун, в которого она выстрелила, рухнул. Вместе с ним навеки упокоились 4 довольно развитых зомбака, уже имевших признаки перерождения в горилл, и одна горилла. Это уже постарались пулеметчики. На опечаленного моллюска хватило одного снаряда. Тварь перла на обидчиков абсолютно прямолинейно, так что сделать поправку на скорость было несложно. Экипаж «Орла-1» не сплоховал. «Молодцы, идем к крепости». Экипаж нового танка, заметив подмогу, не стал задавать лишние вопросы и пристроился к группе зачистки в хвост. Одновременно с этим они вышли на связь со спасителями.
Местная сотня использовала в рациях привычную по прошлой жизни частоту. «Черный орел вызывает незнакомцев. Парни, спасибо, вовремя вы. Вы даже не представляете, что за чертовщина тут творится». По голосу батя узнал Севу. Держись нас, Сева. Ухмыльнулся командир. Мы с этими тварями давно соседствуем. Знаем, как их валить. «Батя, ты? Узнал его и водитель-механик. Да как, мля?» Потом. Отрубил батя. Все потом. Твой экипаж Орел-3, как понял? «Так точно, бать, Орел-3». В толпу зараженных, дерущих лапами второго орла, и знакомый уже белый внедорожник, который в этот раз почему-то участвовал в бою, группа зачистки вошла под грохот выстрелов из пушек и стрекот пулеметных очередей. Мраб, идем искать выживших. Орел-1, займи тварей. Орел-3, ты с первым. Орел-2 со мной. Пикапы на подхвате. Винт, твой выход. «Так точно, бать. Есть командир». Нестройно донеслось из рации, и боевые машины стали расходиться полукругом, перестраиваясь на ходу. Батя вывел МРАП на левый фланг этого полукруга и замедлился, высматривая пехотинцев, которых можно подхватить на борт сразу. Чуть правее двинулся параллельным курсом Орел-2. К большому батиному разочарованию подобрать никого не удалось. Бойцы, вместо того, чтобы оценить ситуацию и предпринять попытку выйти из нее с наименьшими потерями, упорно продолжали сражаться. А может, очередной батя приказал не отступать, и они просто выполняли этот приказ. Как бы то ни было, но между крепостью и местом, где проходил бой, живых обнаружить не удалось. Ворота в крепость, обычно открытые, в этот раз оказались заперты. Это сразу привлекло внимание командира. Не сказать, чтобы оно было прям необычно или неожиданно, но батя от чего-то ощутил тревогу. Как будто ополченцы-бойцы сотни действовали отдельно друг от друга. «Командир, вижу живого. Голосом Мэри вдруг ожила рация. Справа бежит от топтуна». Батя резко повернул в указанную сторону и увидел бойца с позывным «Кузен». Тот со всей возможной скоростью пытался убежать от преследующего его топтуна, но физические возможности развитой твари человека были несопоставимы. Винт, от тебя на 11 часов. Займи топтуна. Кинолог состоял в экипаже «Орла-1» и в основном занимался тем, что держал развитых тварей, способных повредить даже танки, подальше от ценных машин. Но радиуса действия его дара хватило на то, чтобы замедлить топтуна, дав шанс улепетывающему от него человеку. Дробно застучал пулемет на сопровождавшем МРАП «Орле-2». Коротко бахнула винтовка Мэри, добавляя эффекта. Топтун, благодаря воздействию винта, вдруг засомневался, что гонится за едой, растерянно замедлился и тут же получил в грудь приличное количество свинца. Мэри! Снайперша не ответила. Но в зеркале заднего вида батя увидел, как открылась боковая дверь бронеавтомобиля и сбросил скорость. Кузен, как и экипаж спасенного танка, не стал задаваться вопросами, откуда на поле боя взялся вполне себе американский МРАП, почему его сопровождает знакомый, но слегка тюнингованный черный орел с эмблемой адской сотни и нештатными надписями белой краской «Лариска сила» и «Русские не сдаются». С разгона спрыгнул на подножку, ухватившись одной рукой за дверь, а другой за проем. Несколько мгновений балансировал, пытаясь удержаться. Но тут из бронеавтомобиля высунулась женская рука в тонкой черной перчатке, ухватила кузена за грудки и втянула внутрь. Батя снова нажал на газ и повернул влево так, чтобы дверь захлопнулась под собственной тяжестью. Мэри, в гнездо! «Уж я, командир». Секундной заминкой отчиталась снайперша. Подтверждая ее слова, по начавшему было приходить в себя топтуну, снова коротко бахнула винтовка. Этот выстрел оказался удачнее предыдущего. Мэри попала в стык броневых пластин, и топтуна повело вбок. В попытке удержать равновесие тварь упала на четвереньки, открыв взгляду нарост на затылке. Мэри снова выстрелила, и на этом все было кончено. Кузен! – позвал батя. «Командир, Тут же нарисовался спасенный боец. ты как тут оказался? И откуда?» Потом. – оборвал бойца батя. В салоне есть автоматы, включайся. Задача вытащить с поля боя как можно больше наших, до того, как их сожрут. Негров и амеров тоже берем, если попадутся. Глаза бойца полезли на лоб. «Бать, ты ж сказал стоять любой ценой». Отставить. Сквозь сцепленные зубы прорычал батя. Спасаем всех, кого можем спасти. Наши в приоритете. «Так точно, бать». Обескураженно кивнул боец и взялся за дело. Пока командир подбирал кузена, группа зачистки развлекалась от души. Тварей из-за прошедшей орды было в этот раз немного, да и те, благодаря огненному периметру, прорвались далеко не все. Третий танк дополнительно усилил позиции группы зачистки. Орлы, прикрывая друг друга, играли в догонялки замедленными винтом, элитниками и моллюсками. Остальных гоняли по полю боя пикапы, тоже решившие поработать в паре.
Батя и Орел-2 вломились во всеобщую веселуху под радостное улюлюканье бойцов и сразу же наделали шороху. Орел-3 даже изобрел новый способ убийства топтунов. Винт замедлил тварь, а танк с разгона проехался по ней траками. Веса боевой машины вполне хватило, чтобы продавить еще не очень крепкую броню твари. «Поаккуратней там!» – рявкнул батя. «Про ресурсы не забываем, ля!» «Виноват, бать!» – со смехом отозвался Горелый, командир и механик-водитель Орла-1. Батя усмехнулся. Все-таки лихие у него парни. Повезло с подчиненными. За время боя подобрали еще 2 бойцов, очередного моржа и американца, который приготовился было сдаваться русским, но Мэри, заглянув в салон из снайперского гнезда, послала ему воздушный поцелуй и пальцем указала на бойницу в борту, дескать, подключайся. Амер все понял правильно и присоединился к делу. Вскоре бой был окончен. «Бойцы, все целы?» – осведомился батя. И вот тут радость у него поутихла. Обнаружились потери в экипажах пикапов. Пулеметчики. Излишне шустрый элитник умудрился снести лапой Зубастого. Что дальше произошло с бойцом, выжил ли он, пока было неизвестно. Кроме этого пострадал Чёс. Правда, не так фатально. Ему, пробегавший мимо моллюск, вырвал правую руку. Первую помощь в виде жгута, обезболов и укола, чудо-дряни, который док варил из янтаря элитников, бойцу уже оказали. Дальше его следовало доставить к каравану, а там уж пусть док сам пострадавшим занимается. Грозился же, что в этом мире можно даже потерянную конечность отрастить. Вот пусть и продемонстрирует. «Пикап-2, примите спасенных и двигайтесь к доку. Пикап-1, со мной на поиски Зубастого, вдруг жив. Орлы, охрана периметра. И за крепостью приглядывайте. Не нравится мне, что она заперта». Зубастого нашли спустя 5 минут. Вернее, то, что от него осталось. Забирать не стали. Все равно придется жечь трупы тварей, за исключением элитников. Вот и Зубастого вместе с ними сожгут. Осталось выяснить, что с крепостью. «Мэри!» – позвал батя. «Возьми мегафон, пообщайся с нашими чернокожими друзьями. Объясни, что мы свои, и нас надо бы встретить хлебом-солью, а не свинцом». А если не свои? Со смешком поинтересовалась американка. «Тогда пусть пиццей встречают», – хохотнул батя. Ест, командир. Вскоре над мрапом разнесся усиленный громкоговорителем голос. Что именно Мэри вещала, батя не слушал. Он, собственно, мог бы сказать и сам, но ему было откровенно лень. Да и американке он вполне себе доверял. Это там, в прошлой жизни, они были врагами и пристрелили бы друг друга при первой возможности. Но этот мир уравнял всех. Тут не имелось национальности как таковых. Были только люди, по воле случая получившие иммунитет от местной заразы и вынужденные объединиться ради выживания. Когда снайперша закончила, над крепостью воцарилась тишина, долгая и гнетущая. Люди там были, батя видел признаки их присутствия. Выставленные над частоколом стволы калашей, легкий дымок от непогашенного до конца костра. Но выходить к спасителям пока никто не собирался. «Мэри, дальше я сам, прими руль». Готовясь к худшему, решил батя. Американка тут же переместилась в кабину, а командир на ее место. «Может, дело в языке?» Без особой уверенности подумал он. «Принимают нас за врага?» «Уважаемые защитники крепости!» Начал он, взяв громкоговоритель. «Мы пришли спасти вас. Я батя, командир присланного вам на помощь взвода ЧВК «Адская сотня». Враг уничтожен, но, к сожалению, это еще не конец. Без нашей помощи вам не обойтись. Еще раз повторяю, мы не враги и не предлагаем вам сдаться. Мы пришли помочь и...» Договорить ему не дали. Знакомо грохнула пушка, и из-за бревенчатого частокола вылетел снаряд. «Отступаем!» – заорал батя в рацию, но бойцы уже сами поняли, что дело приняло неожиданный оборот. Все оставшиеся на поле боя машины еще до команды дали задний ход и этим спасли себя. Снаряд разорвался в метре от носа Орла-3, единственного, кто задержался со стартом на короткое мгновение. Шрапнель осколков застучала по броне танка, волна огня лизнула ее, оставляя после себя жирную черную копоть. Что за хрень? Возмутился Винт. Fucking shit, they are idiots. На родном английском поддержала кинолога Мэри. Командир, они нам точно нужны. «К черту!» – ответил порядком разозлившийся батя. «Не хотят, не надо. 4 мы вытащили, остальные сами пусть разбираются». И, пожевав в задумчивости губами, добавил. «Бойцы, слушай мой приказ. Орел-1, следи за воротами. Дернутся, мочи их к такой-то матери. Орел-2 и 3, патрулируйте периметр вокруг дохлых тварей. При появлении новых – огонь без команды. Остальные – потрошить тварей. Отбираем самых крупных и валим отсюда.
Переночуем на недострое. Сюда вернемся утром». «Бать, а что со спасенными? – уточнил Горелый. Обратиться ведь могут». «Док сам проследит, не маленький. – отрезал командир. Найдет, как их обезопасить друг от друга. Все, работаем». Сбор содержимого наростов на затылках тварей занял 40 минут. Бойцы занимались этим не в первый раз, имели при себе все необходимые инструменты. А после того, как он оказался закончен, батя отдал приказ возвращаться. Ночь на недострое прошла спокойно. Хотя люди и удивились, что на Африку пока нельзя. Пацан, которого батя привез с 7-го лоскута, оказался иммунным. А вот из 4 спасенных один к утру все-таки обратился. Но док действительно принял все меры безопасности, и никто при этом не пострадал. Несчастного гумана пристрелили и двинули, наконец, к крепости. Сегодня ворота были открыты, и прямо в них виднелось сразу 2 объеденных костяка. «Предупреждал же». При виде их вздохнул батя и дал отмашку на зачистку. Сам остался с караваном. Был уверен, что уж со свежими зомби его бойцы справятся без проблем. Боевая техника встала на защиту и контроль вчерашнего поля боя. И из барахолок полезли гражданские. В их задачи входило вскрытие наростов у тварей меньше моллюска, а также уборка территории. Трупы зомбаков грузили в кузов одного из натовских тягачей, чтобы вывести. Элитников чернокожие ополченцы распиливали на куски при помощи бензопил. Эти куски потом будут разложены вокруг крепости, чтобы отпугивать тварей поменьше. Батя контролировал процесс, но и сам не гнушался грязной работы. Попутно наставлял Семена. Пацан, просвещенный доком, больше не истерил и старался изучать мир, в который попал, с жадностью, свойственной только подростковому возрасту. При виде дохлых тварей он, конечно, слегка побледнел, от давно привычного бате запаха разложения даже проблевался, но все равно старался помогать как мог. Толку от него было немного, но мальчишка старался, и батя как мог отвечал на его вопросы, показывал виноградины и горох, объясняя, что это и для чего, и даже ловил некоторый кайф от общения со смышленым пацаном. «Бать! Батя!» Отвлек его оклик бойца. Командир поднял голову. «Что случилось, ветрянка?» «Ничего плохого, бать!» Тут же успокоил его связист. «Тогда почему по рации не доложил?» «Ну, там это...» Неожиданно замялся ветрянка. «Что именно это?» Строго сдвинул брови батя. «Яснее говори». Черт с ней, с показной субординацией. Не была она в части и в прежней сотне, а уж в этой новой и подавно. Но так теряться от простейшего рапорта о том, что что-то случилось... «Не злись, командир. Неожиданно попросил боец. Не знаю я, как о таком правильно говорить. Тебе лучше самому посмотреть». «На что, мля? Вы там что, разговаривающего моллюска нашли?» Резко бросил батя первое, что пришло в голову. «Или еще одного батю?» Добавил внутренний батин Петросян и сам же заржал над шуткой. Но растерянный боец вдруг выпрямился и почему-то заулыбался. «Так точно, командир. Батю и нашли. В смысле тебя. Ну, копию еще одну. Вроде пока не урчит». Глава 5. Батя едва не пошатнулся от неожиданности. Когда он только начал восстанавливать сотню, задавался вопросом, что будет, если в этом мире вдруг появится еще одна его копия, и приходил в ужас от перспектив. Потом эти размышления забылись за суетой дней. Батя успокоился. И вот на тебе. Что с этим теперь идти его налево делать, а? В целом к копиям командир относился индифферентно. Ему нужны бойцы. И какая разница, одинаковы ли они с лица, как говорится в одном старом мультфильме или нет. Тем более, что 2 одинаковых у него уже есть. Ворон с Дроздом. И вроде ничего. Крышей не текут от радости встречи. Наоборот, решили считать себя близнецами. И жутко этим гордятся. Да и второй Горелый, хоть и не застал погибшего первого, но вполне его заменил с практической точки зрения. Правда, с батиной копией вопрос был совсем в другом. Речь шла не о бойце подразделения, а о командире. Вернее, теперь уже о 2 командирах, каждый из которых привык быть главным. И неизвестно, смогут ли они между собой договориться. Потому что батя, полгода в одиночку, выживавший в этом мире и сумевший организовать жизнь тут как для бойцов, так и для гражданских, и по сути возродивший адскую сотню, уступать свое место пусть себе же, но менее опытному точно не собирался. Оставалось только выяснить, окажется ли второй батя достаточно разумным, чтобы сознательно отказаться от претензий на место главнокомандующего. Поскольку командиру перед бойцами положено быть уверенным, батя собрал всю волю в кулак, отбросил сомнения и рявкнул. «Ну, второй я, и что?
Чудо, какого никто не видел. Чего говорить боялся. Я, может, втайне ворону с Дроздом завидовал, а тут радость такая». Последняя фраза, разумеется, принадлежала внутреннему Петросяну, который решил прикрыть растерянного батю своими тупыми и не всегда смешными шуточками. «Виноват, командир!» С облегчением выдохнул Ветрянка. «Докладываю. Второго тебя сразу заперли в очищенной хижине. Воду, еду и пойло предоставили. Держать как обычно?» «Да», – кивнул батя. все равно раньше времени на него не найдем». И, отвернувшись, продолжил заниматься делом. Ветрянка отправился обратно в крепость. Зачистка все еще продолжалась. Спустя час батя отправил гражданских обедать. Привычные ко всему старички тут же потянулись к одной из барахолок, а вот Семен от еды пока отказался, только морщась, сделал глоток пойла из батиной фляжки. Сам командир отдыхать не стал. Вместо этого сел за руль второй барахолки, которую загрузили трупами тварей, и повел ее за реку, на лоскут заброшенной промзоной, которую с некоторых пор стали называть крематорием. С ним отправились несколько ополченцев. Выгрузив трупы, вернулись, и работа по уборке территории продолжилась. Наконец из крепости доложили, что зачистка завершена. Вторая барахолка сразу отправилась на разгрузку, забрав с собой женщин и детей, в то время как мужчины продолжили убирать трупы тварей. «Тебе тоже туда», – подтолкнул Семена к крепости батя. «Дядя Андрей, я с вами!» – заупрямился малец, но командир остался непреклонен. «Тут ты и так хорошо поработал, не надо надрываться. Помоги пока внутри, мне так будет спокойней». «Ну ладно». Протянул мальчишка и неохотно отправился вслед уехавшей барахолки. К вечеру основные работы были завершены. Трупы, которые могли привлечь других тварей своим запахом, сожгли на крематории. Расчлененных элитников разложили вокруг крепости. Пусть хоть пару недель, пока не сгниют, мелочевку поотпугивают. Очистили территорию внутри чистокола и несколько хижин, включая самую большую. Ночевать снова придется без особых удобств, но хотя бы на привычном и родном месте. Поужинали. Батя распределил бойцов на дежурство. Новичков, Севу, Кузена и двойника Ветрянки, уже получившего позывной «Мокрянка» или по-простому «Мокрый», позвал на беседу. Батя не давал покоя тот факт, что бойцы продолжали сражаться, даже когда исход стал ясен и надо было отступать. Оказалось, они выполняли приказ своего бати. Тот, попав в кисляк, часть бойцов приказал двигать внутрь крепости, к ополченцам, а части остаться снаружи и принять бой на себя, пока остальные не зайдут врагу в тыл. Это никак не вязалось ни с закрытыми воротами крепости, ни с тем, как группы зачистки поприветствовали из-за чистокола. Да и тот факт, что нового батя обнаружили в крепости, а не в том самом тылу, да еще и живым, тоже подсказывал, что тут что-то нечисто. Однако бойцы не врали. Об этом командиру говорил второй его дар, появившийся после принятия белой жемчужины. Сначала батя не понимал, куда этот дар применять, если вокруг и так все свои. Но потом сообразил, что каждые 2 месяца могут появляться и новые люди, которых, разумеется, стоит проверять на искренность. «Ясно», – вздохнул батя по окончании расспросов. «Ладно, бойцы, осваивайтесь. Сегодня никаких дежурств, отсыпайтесь. А завтра первым делом к доку. Пусть определит вам порции пойла и гороховки и похимичит над будущими дарами. Потом двините к психу. Он ведет в курс дела, назначит в дежурство и выдаст мыльно-рыльные и чистые шмотки. Ну а как хижины расчистим окончательно, будете обживаться. Пока можете у психа бутылку бренди взять. Скажете, что я разрешил. День у вас был тяжелый, расслабиться не помешает. Но дальше сухой закон. Все, свободны». Оставшись один, командир задумчиво подпер кулаками подбородок и задумался. Но ни к какому выводу так и не пришел, поэтому счел за лучшее лечь спать. Сон облегчения не принес. Батя ворочался в своем спальном мешке и никак не мог остановить поток мыслей. Даже думал уже встать и пойти допросить своего двойника, но все-таки решил оставить это дело на утро. Под то самое утро, наконец, и забылся на какие-то пару часов. Из хижины батя вышел помятый, невыспавшийся и злой. Санитарный уголок с бочками воды и ямами для туалета еще не подготовили, поэтому помочиться пришлось прямо под чистокол. Но там, где женщины не увидят, они за такое даже бате по шапке надавать способны. Хранительница очага, мля. И не ругнешься на них, ведь правы будут. Убедившись, что внутреннее хулиганство осталось никем не замеченным, батя отправился на раздачу еды. Получил свою банку тушенки, с тоской вспоминал об овощах и куриных тушках, которые довольно часто удавалось добыть еще не испорченными после обновления троечки. Подумал, а не приспособить ли один из тягачей под мобильную грядку, чтоб свои помидоры с огурцами растить.
но мысленно махнул рукой, отметая затею. Может быть, потом, когда у него под началом будет хотя бы 150 бойцов и 100 гражданских, и он вернется к этой затее. Но пока рук и так не хватает, так что нахрен. Ел командир не спеша, намеренно растягивая процесс, потому что идти к двойнику отчаянно не хотелось. Почему-то он заранее ничего хорошего не ожидал от общения с самим собой. Словно сработала чуйка и подсказывала о грядущих неприятностях. Но откладывать разговор до бесконечности батя не имел права. Сдав пустую банку, из нее, возможно, Горелый и его умельцы соорудят что-нибудь полезное в хозяйстве. Батя со вздохом отправился в хижину, где все еще был заперт его двойник. «Командир!» – скинул руку в неумелом воинском приветствии чернокожий ополченец по имени Аксу. «Докладывай, все спокойно!» «Молодец, вольно. Похвалил батя и хлопнул бойца по плечу. Свободен на 20 минут. Я пока сам тут». Боец расплылся в широкой белозубой улыбке и, придерживая древний, но ухоженный калаш, едва не бегом помчался завтракать. А батя, выдохнув, решительно отодвинул занавеску, прикрывавшую вход, и вошел в хижину. «Где мои люди?» Тут же услышал он требовательный голос. Его собственный голос. Батин двойник сидел у дальней стены, связанный по рукам и ногам. В хижине царил полумрак, так что лица вошедшего он не видел, иначе наверняка бы засомневался в целостности собственной крыши. Примерно как сомневался в этом сам батя, когда впервые увидел копии своих бойцов. Батя, зная себя, приближаться к двойнику не стал. Он сразу задал встречный вопрос. «По большей части мертвы, потому что ты приказал им стоять до конца. Зачем? Ты же понимал, что шансов против тварей у них нет». Двойник усмехнулся. «Я не буду отчитываться перед врагом. Русские не сдаются. Если ты не заметил, то я тоже русский». Стиснул зубы батя. «Ага», – согласился двойник. Который работает с амерами. За сколько они тебя купили? Сколько стоит твоя родина?» Бате оставалось только скрежетнуть зубами. Разговор предстоял поистине тяжелый. «Вставай», – велел он двойнику. «и прыгай сюда». «Нахрена?» – язвительно поинтересовался тот. «На солнышко в последний раз посмотреть. Хватит с меня этого долбаного африканского светильника». «Если мозги не растерял, будешь на этот светильник еще долго любоваться. Вставай», сказал, «если, конечно, тебе нужны ответы». Двойник нарочито громко вздохнул и, изображая полное отсутствие интереса, покачал головой. «Не хочу». Батя тут же ощутил в словах двойника прямо-таки махровую ложь. Хотел он ответов, еще как хотел. Просто пытался продавить оппонента, демонстрируя равнодушие, которое по большому счету не ощущал. «Ну, твое дело». Взял прием на вооружение батя. «Тогда продолжай сидеть тут». И отвернулся, сделав вид, что уходит. «Где мои люди?» Зло раздалось сзади. «Я видел, как ты увел один из моих танков. Где экипаж?» «Хочешь знать, поднимешь свою задницу и пойдешь за мной». Отчеканил батя. «У тебя пару секунд, пока я не задернул занавеску с той стороны». В том, что двойник, проиграв словесную баталию, пришел в ярость, догадаться было несложно. Но внешне он никак этого не проявил, разве что все-таки поднялся, хоть и сделал это в последний момент. «Ноги развяжи», – потребовал он. «На улице». Отрезал батя, не оборачиваясь. «До нее и так допрыгаешь». И услышал издевательский смешок. Ожидаемо. Он, скорее всего, вел бы себя так же в аналогичной ситуации. Вот только он не был врагом собственному двойнику. Вот в чем разница. Это требовалось продемонстрировать максимально быстрым и эффективным способом. Отойдя от хижины метра на 3, батя остановился и прислушался. Да, так и есть. Двойник выбрался из хижины, но за ним не пошел. Наверняка сейчас стоит и привыкает к свету. Пусть. Хорошее зрение ему сейчас понадобится. «Ну и что ты мне хотел показать?» Спустя минуту поинтересовался двойник. «Видишь хорошо? Зайчиков ловить перестал?» Вопросом на вопрос ответил батя. «Тогда смотри». И, наконец, обернулся. Лицо двойника изумленно вытянулось. Потом на нем проступило непонимание. «Ну что, насмотрелся?» Из-под лобья уточнил батя. «Ты кто такой?» Наконец спросил двойник. «Копия бати. Ты, кстати, тоже». «Я не копия». Упрямо мотнул головой двойник. «Она самая». Настоял на своем батя и устало потер переносицу. «Слушать готов? Тебе, брат, мало что в моем рассказе покажется правдой, но поверить придется, иначе очень скоро окажешься в зубах тех тварей, что напали на твоих и на амеров». Дальше пошло проще. Батя говорил, двойник слушал с круглыми от удивления и неверия глазами. Иногда задавал уточняющие вопросы,
Но батя своим вторым даром чувствовал, что двойник ищет нестыковки в его словах, а не ответы. Тем не менее, вскоре это чувство пропало. Двойник наконец поверил. «Чертовщина, как есть!» – прокомментировал он, когда батя закончил. «Она!» – кивнул командир. «Так что, воевать с нами будешь? Или отвезти тебя к парням, которых мы спасти успели?» «Повоюешь тут», – вздохнул двойник. «А Меров, говоришь, у тебя уже 5 тут?» 6 вчера подобрали. Мэри, думаю, уже провела ему первый урок русского языка». Двойник хохотнул. О любвеобильности снайперши он ничего не знал, но о смысле фразы про урок догадался сразу. «Слышь ты, который я, а где у вас тут лазарет? Башка трещит невыносимо. Надо, чтоб док глянул, не контузия ли? Док хоть-то живой?» «Одна штука имеется. Только тебе, брат, лазарет чуть позже надо будет. Пойло, что тебе с тушником принесли вчера, пил?» «Который из годовалой выдержки носков? Нет, конечно. Вылил. Такое дерьмо пить себя не уважать». «Не будешь пить? Либо зомбаком станешь, либо от головной боли и помрешь». Батя снял с пояса флягу. Хотел просто бросить двойнику, но вспомнил, что тот все еще связан, поэтому достал нож и пошел освобождать. «На!» Закончив, все-таки сунул двойнику флягу. 2 глотка, не больше. И пить это теперь постоянно придется». Двойник скривился, но к фляге все же приложился. Прислушался к себе. «Слушай, а помогает». Спустя пару секунд резюмировал он. «Вот уж никогда не думал, что чем крепче носки, тем чудодейственнее настойка». «Это ты еще не знаешь, из чего сделано», – мрачно пообещал батя. «Ладно, идем, покажу тебе, как мы тут живем». Сама крепость двойника не впечатлила. Хотя он удивился чистоте и тому, как быстро ее навели. Подсокал языком, глядя на переоборудованные манны и мраб. Вытаращил глаза, посчитав танки. В взводе их было всего 3, а тут уже 4. Подивился Соколу и Дрозду, походя поприветствовавшим батю и с осторожным любопытством оглядевшим его двойника. Понаблюдал, как Горелому с ремонтом помогают американский штурмовик Джон, его спасенный вчера соплеменник и 3 негров. Когда увидел женщин и детей, тоже присвистнул и не удержался от вопроса. «Чего этих-то не вооружил, раз у вас тут постоянно война с тварями?» «Не женское дело. Кто захотел, те сами оружие взяли. Остальных зачем заставлять?» «А кто не захотел, зачем они?» – не понял двойник. «Обуза же». Батю кольнула острая игла неприязни. «Быт обеспечивают», – отрезал он. «Тут мало кто первые же часы после обновления переживает, да еще и с иммунитетом оказывается. Никем разбрасываться нельзя. Понадобится вооружаться. Учим мы тут всех». «Ну, твое дело», – решил уйти с острой темы двойник. «Раз ресурсы и количество бойцов позволяют гарем держать, то чего бы и нет». Ресурсы не то чтобы позволяли. Еду, одежду, содержимое наростов тварей для пойла – все по сути добывали бойцы, а чем больше появлялось народу, тем больше становилась и нагрузка. Женщинам и детям, к тому же, требовалось и множество бесполезных с мужской точки зрения вещей. Учебники, всякие кремы и шампуни с ароматом то ли луговых, то ли лесных трав, какие-никакие игрушки, специфические гигиенические средства. Правда, благодаря женщинам быт бойцов тоже улучшался. Это утром все завтракали тушенкой из запасов, потому что не успели вчера полностью обжиться. Но уже к обеду те самые женщины наверняка приготовят что-нибудь вкусное в костровой яме. Те же самые женщины выстирают и залатают всю одежду, позаботятся о том, чтобы возле бани всегда имелся запас чистых полотенец и тот самый шампунь вместе с мылом. При загрузке каравана удостовериться, что все лежит на своих местах, мгновенно разберутся со сроками годности притащенных с троечки продуктов. Это не говоря уж о том, что в этом мире мужики без секса со временем с ума сходят до того, что даже к зомбачкам лезут. Так что и тут африканки, дамы весьма благодарные и страстные, тоже пользу приносят. Снижают, так сказать, потенциальную напряженность в обществе. Так что жестокосердие двойника бати ой как не понравилось. Но он вынужден был напомнить себе, что, оказавшись в этом мире, поначалу и сам многого не понимал. Понимание пришло много позже, когда появились Мэри и любовница Ромео. Когда обе они обеспечили бойцам регулярный секс для снятия напряжения. Когда американка оказалась еще и отличным боевым товарищем, а Марта впервые накормила бойцов обыкновенными макаронами с кетчупом, которые еще тогда и в глаза впервые увидела и готовить не умела. На осознание, что есть обуза, а что ею не является, у бати ушло много времени. А двойник? Что ж, и он со временем должен будет все понять сам.
Глава 6. Второй батя изучал устройство жизни в этом мире так, что сразу становилось ясно. Он профессионал своего дела. Из тех, кто едва ли будет ныть о том, как ему не повезло. Кто понимает ситуацию как есть и использует все возможности, чтобы ее улучшить. Однако батя первый никак не мог отделаться от ощущения, что над его новой адской сотней нависла угроза. Батя хорошо знал себя и был почти уверен, что двойник рано или поздно тоже начнет командовать. Не то чтобы ради перехвата власти, нет, просто он так привык. А два командира в одном отряде зло, хуже которого нет. Те парни, которые давно уже с батей, понятное дело, и слушать будут его. А что насчет новичков? Они-то в случае, если придется выбирать, как пить дать, предпочтут своего батю. В общем, так и так сложности будут. И чтобы их хоть как-то нивелировать, надо сделать, чтобы батя с двойником стали различимы для бойцов внешне. Да и позывной новичку тоже нужен другой. Второму бате, как и ожидалось, идея не пришлась по душе. Однако сильно возбухать он, как ни странно, не стал. С внешностью ты, брат, извиняй. Какая есть, такая есть. А позывной? Ну давай, дедом буду. Пойдет? Пойдет. Не стал пока спорить батя. Обживайся, дед. И добавил то же, что сказал вчера бойцам-новичкам. Зайди для начала к доку. Пусть тебе пойло и гороховки выпишет. А потом к психу сходи. Сходить-то схожу, Согласился дед. Только, брат, не все мы с тобой обговорили. Еще не все. Командование, как я понял, ты за собой оставляешь. Разумеется, Кивнул батя. я дольше всех в этом мире. Умею выживать в нем и группой, и в одиночку. Людей я тут по крупицам собирал буквально из ничего. Технику тоже. В общем, понимай как хочешь, дед. Батя нарочно назвал двойника новым позывным. Но тут все моими руками создано. Люди привыкли к правилам, которые я установил. Все работает, как видишь. Работает хорошо. Ломать я это не позволю. Ожидаемо, Кивнул дед. но понимаю, как никто. Батю снова кольнул ощущение неискренности собеседника и близкой беды. Хорошо. Тогда на данный момент ты являешься моим подчиненным. Иди к психу. Он тебе все необходимое выдаст. Потом к доку загляни обязательно. Выдавать свою осведомленность командир, разумеется, не стал. Но с доком решил поговорить первым. Это, впрочем, от деда не укрылось. Ты вроде другой порядок называл. Как ни в чем не бывало, напомнил дед. Порядок не важен. Также деланно равнодушно пожал плечами батя. Пойло ты хлебнул, до вечера копыта не отбросишь. Так что выбирай сам. Ладно, тогда к психу пойду. Дед сделал вид, что поверил. Бывай, бать. Позже увидимся. И снова соврал. А бате оставалось только скрежетать зубами от досады. Надо было пристрелить этого двойника, и дело с концом. Свои бойцы бы поняли, и новичкам бы все сами объяснили. А теперь разгребай это вот дерьмо. Дед, он ведь явно что-то задумал. Настроение у бати окончательно испортилось. Дед вроде как действительно направился к психу, но батя своему дару верил больше, чем своему же двойнику. Дед темнил и хитрил, не выдавая свои истинные намерения. Так что можно быть уверенным, как только батя отвернется, двойник тут же махнет к доку. И дока надо предупредить, чтоб не болтал лишнего. Он, конечно, и сам не дурак, но все-таки осталось только придумать как. Помогла бате случайность. Поскольку крепость все еще требовалось приводить в порядок после обновления, мимо то и дело сновали люди. Чернокожих ополченцев командир решил в это дело не вмешивать, но тут увидел сокола или дрозда, черт их разберет, пока сами не скажут, кто есть кто. Жестом подозвал к себе, вопросительно поднял бровь. «Да сокол я!» – Ухмыльнулся боец. «Чего-то ты, бать, все никак не привыкнешь». Скоро сам поймешь, каково это. Поддержал шутку вновь поднявший голову Петросян, но батя строго цыкнул на него, и внутренний юморист убрался восвояси. Дело есть. «Двойника касается?» – проницательно уточнил сокол, понизив голос. Его. Не стал скрывать батя. Не доверяю я ему, скользкий какой-то. Сокол, мне надо, чтобы ты сбегал к доку и сделал так, чтобы его не было на месте, когда к нему придет дед. Пусть он к Семену сходит, например, поинтересуется, как малой, а на обратном пути случайно ко мне заглянет, обсудить что-нибудь или там ресурсы пересчитать. Все, разумеется, не по моему приказу, а в рамках обычных обязанностей. «Понял, бать, не вопрос», – кивнул сокол. «Дед, значит?» Ага. «Жаль, что не внук». Позволил себе шутку боец. «Все понял, бать. Разреши идти?» Иди. Сокол ушел, а батя отправился заниматься своими делами. Док зашел к командиру уже ближе к обеду. «Ну ты даешь. С порога начал он. Боевого пацана притащил. Одобряю, бать». Ты про кого? Не понял батя.
все это время занимавшийся расчетами обновлений полезных в хозяйстве лоскутов вроде троечки из склада. «Да про съемку твоего, не про двойника же!» – пояснил док. Батя вздохнул и рукой показал на колченогую табуретку, стоящую с противоположной от него стороне стола, который занесли в хижину каких-то 1,5 часа назад. Док с кряхтением плюхнул задницу на табуретку, поелозил, ища самое удобное положение. «Ну, что скажешь про второго меня?» – поинтересовался батя. «Не особо много. – скривился док. Меня Сокол успел предупредить, так что я уже собирался к съемке, когда дед этот ввалился. А смотреть мне его пришлось. Пойло и гороховку прописать там. От вопросов отбрехался, но могу поспорить. Завтра опять явится. Бать, я бы на твоем месте с ним поосторожней был». «Придется», – вздохнул батя и потер пальцами переносицу. «Ну, раз ты и сам все понял уже, то свободен, док. Я только хотел предупредить, чтоб ты чего лишнего при нем не сболтнул». «Ты про то, у кого из наших какие дары?» – погрустнел док. «Ему и спрашивать не придется. Парни его с нашими общаются. Так что не сегодня, так завтра вся информация будет у деда в руках. Он, пока к тебе шел, видел, как Горелый с Севой в подбитом орле ковырялись, пытались ходовую наладить. Сам Сева, может, из любопытства интересуется, он сам, знаешь, такой. Но он же деду подчиняться привык. Так что все выложит, что узнал, как только командир прикажет». «Я теперь его командир», – стиснул зубы батя. «Ты», – не стал спорить док. «но новички к своему привыкли». «Да, проблема», – протянул батя. «Посоветуешь что-нибудь, док?» «За наших я бы не переживал. Внешне могут и попутать. Но когда дело дойдет, разберутся. А вот с ополченцами и гражданскими...» Док замолчал на полуслове и, побарабанив пальцами по столу, добавил. «Поближе к себе его держи, командир. Но я присмотрю, где смогу. Не нравится мне этот твой дед. Особенно с учетом того, что парней в бой отправил, а сам в крепости отсидеться решил. Типа он командир, не должен он слишком сильно собой рисковать, чтобы группу без батьки не оставить». Лицо у бати вытянулось от удивления. «Не знал?» – усмехнулся док. «Но новички мне вчера в один голос твердили, что он хотел в тыл к тварям зайти с малой группой». «А у него самого не спросил, да?» «Как-то забылось». Вынужден был признать свою оплошность батя. «Так вот, он мне прямым текстом сказал, что погибать не имеет права, поскольку командир». – повторил док. «Просто имей это в виду, бать. А то интересная ситуация вырисовывается. Это ты все время с группами ходишь, а он...» Снаружи послышались голоса. «У Семки твоего, понимаешь, есть острое желание стать бойцом. Вот прямо сейчас. Не сбившись с ритма, тут же переключился док. Дайте ему, видите ли, автомат и научите. Говорю ж, боевой пацан». В хижину заглянул дед. «Так и знал, что застану тут обоих». Расплылся в ухмылке он. «Чё, док, докладываешь?» «Так точно». Хмуро буркнул док, из-под лобья уставившись на деда. «Говоришь, в бой рвется?» – поддержал бойца батя. «А приведи-ка его завтра утром ко мне. Займусь обучением». «Есть, бать». – вскочил с табуретки док. «Разреши идти?» «Иди». – кивнул командир и, дождавшись, пока док выйдет, показал двойнику рукой на табуретку. «Садись, рассказывай». «Чё рассказывать?» Ухмылка деда стала шире. «Как что? Как обживаешься тут?» «Да потихоньку». – пожал плечами дед. «С парнями пообщался, танки посмотрел, остальную технику. Интересно, вы ее допилили. Прямо как в этом, безумном маске. Реально помогает против тварей этих». «Против мелочи отлично помогает. А крупнику и активная броня орлов нипочем. Скрывают, как консервную банку». На лице деда мелькнула тень запоздавшего испуга, но тут же пропала. «Получается, надежной защиты от тварей нет?» Батя покачал головой. «Только комплекс мер, но полной гарантии все равно не выйдет». «Ясно. Можно совет дам?» «Валяй», – согласился батя. «Бать, посмотрел я на твоих подчиненных. Разбаловал ты их. При виде командира даже брови не ведут. Даже док твой, когда я к нему пришел, сказал завтра зайти и смылся». «Во-первых, ты им не командир». Снова одернул двойника батя. «А им-то откуда знать? Выглядим мы с тобой, брат, одинаковее некуда», – возразил дед, не дослушав. «Во-вторых», еще жестче продолжил батя, которому категорически не понравилось, что его перебили. «в моем мире и в сотне не было принято соблюдать формальную сторону субординации. Может, мне еще требовать, чтобы парни, бросив все дела, по стойке смирно шеренгами выстраивались при моем появлении? Здесь, дед, не армия и даже не та ЧВК «Адская сотня», к которой ты привык. У каждого бойца есть свой круг обязанностей. Каждый он и выполняет. Сам, без приказов и контроля со стороны. А внешне эта шелуха мне тут ни к чему». Дед нехорошо прищурился. «Бать, ну ты как будто обучение в сотне не проходил. Проспал все, что ли? Так я напомню. Солдат надо держать в строгости и подчинении.
чтоб по движению твоей брови бросались приказ выполнять. Командиром ты им должен быть, а не другом, понимаешь? Стратегом и тактиком, а не боевым товарищем в окопе». Бате разговор нравился все меньше и меньше. Проблема присутствия двойника встала уже в полный рост. Это в первый же день его пребывания в крепости. Что будет дальше, у командира пока даже предположить не получалось. Но ничего хорошего это точно. Тем не менее, он все-таки попытался объяснить позицию как руководства сотни из его мира, так и свою собственную. Подчинение, дед, строится на уважении, а не на страхе. А уважение – это когда бойцы знают, что командир всегда с ними и за них. Тогда и субординация появляется сама собой. Настоящая субординация, а не показушная. Когда каждый сам знает свое место. В твоей сотне, может, и было иначе, но в моей именно так. Может, вам психологию просто не преподавали? Не согласился с ним дед. Бать, человек такое животное, которое всегда будет пытаться занять место повыше. И удержать его от этого может только рука в ежовой рукавице. Если солдат при появлении командира сам не принимает стойку смирно, это плохой солдат. Такой и в бою будет не твои, а свои приказы выполнять. Или еще чего захочет, чтобы его командир, как обычный рядовой, тоже на передовую лез и свою шкуру под пули подставлял. Батя, мягко говоря, охренел от такой отповеди. И тут же почувствовал прилив гнева. Что значит шкуру свою подставлял? Да командир обязан просто своим примером демонстрировать, как надо. Иначе это не командир группы, а какой-то штабной генерал, у которого поле боя карта, а бойцы – бездушные оловянные солдатики на ней. Что? Серьезно? Гнев бати, видимо, отразился на его лице, потому что дед желчно усмехнулся. Реально сам их поведешь? Хотя чего я спрашиваю, если и так знаю? Это ж ты после Омеровской соски в матюгальник вещал, да? Батя багровей начал подниматься из-за стола. По-твоему, быть командиром – это отправить группу на гарантированную смерть, а самому отсидеться в крепости? Это оскорблять отличного бойца только потому, что ты не можешь выбросить к чертовой матери свое прошлое и принять, что в этом мире все иначе. Да какой ты сам тогда командир? Ну точно, дурак. Со вздохом резюмировал дед. И тут же слетел с табуретки на пол, получив прямой удар кулаком в подозрительно хрустнувший нос. Охренел! Взвился он. Батя, не спуская глаз двойника, встал из-за стола и прошел к двери, открыл ее и зычно гаркнул. «Дежурного ко мне!» Дежурными в крепости все были по очереди, за исключением, разумеется, детей. Даже женщины эту тяготу жизни разделяли с мужчинами поровну. Так что выполнение своего приказа бате долго ждать не пришлось. Уже через 5 минут перед ним на вытяжку стоял чёс. Вместо правой руки у него был обрубок, спрятанный под завязанным узлом рукавом. Но самочувствие бойца вполне позволяло нести службу. Это там, в старом мире, он валялся бы в госпитале на бейсболах и капельницах. А тут заживление ран любой сложности у людей шло намного быстрее и проще. «Чёс, вызови мне винта, дока и психа», – велел батя и добавил. «Срочно!» «Слушаюсь!» Не стал задавать вопросов боец и бегом умчался выполнять приказ. А батя вернулся в хижину. Дед уже снова сидел на табуретке и был занят самостоятельной вправкой носа. Можешь сколько угодно считать себя правым, но ты хреновый командир. Прогундосил он. Что будет с твоими солдатами, если ты сдохнешь в бою? А с гражданскими не подумал? Батя думал об этом примерно ежедневно. Сам себя корил за то, что не может осесть в штабе и не лезть в бой, потому что все тут держалось исключительно на нем. И в то же время он понимал, что пока еще рано даже задумываться об этом. Только он, батя, имеет уникальнейший опыт одиночного выживания в этом мире и видел такое, перед чем спасуют даже его замы, Винт и Док. От скорости принятия решений зависит жизнь всего поселения, основанного новой сотней, и чтобы ее обеспечить, батя просто обязан быть на передовой и участвовать абсолютно во всем. Хотя потом, конечно, ему все равно придется стать штабным, но генералом, а не крысой, как этот двойник, чтоб не сказать матом. Винт с Доком прибыли буквально через пару минут. У кинолога вид батиного двойника с опухшим носом вызвал удивление. Зато Док обо всем догадался сразу. «Карцер?» – уточнил он. Батя зло кивнул. «И под охрану. Минимум 2, строго наши. Глаз заключенного не спускать. Разговоры с ним не вести. Содержать в браслетах. Никого близко не подпускать. Особенно его бывших бойцов касается. Док, под твою ответственность. Как все сделаешь, новичков ко мне по одному». «Так точно, бать!» – кивнул Док и посмотрел на деда. «Сам пойдешь или силой отвезти?» «Так у вас, значит, бойцами не разбрасываются?» – криво ухмыльнулся дед. «Ну-ну, удачи в выживании, парни. Она вам точно не лишняя будет». «Молись, чтобы она была», – сквозь зубы процедил батя. «Твоя жизнь зависит от нее, как бы не сильнее наших». И в упор посмотрел на своих бойцов. «Док, если в каком-нибудь бою меня сожрут, командование переходит к тебе. Если сожрут и тебя, к Винту.
Деда в таком случае без жалости в расход. Винт, собери завтра утром бойцов. Объявлю им сам». «Слушаюсь, бать, так точно». Нестройно ответили бойцы. «Зря ты так, командир». Пф. Сплюнул на пол дед. «Увести», – велел батя, едва сдерживаясь, чтобы не врезать двойнику еще раз. «Оба ко мне зайдите перед новичками». И демонстративно вернулся на свое место за столом. Дед с кряхтением встал, всем своим видом демонстрируя, что досталось ему сильнее, чем на самом деле. Батя снова сдержался, хотя сам не понял, каким чудом ему это удалось. Опустил взгляд на карту, ту, что была с ним с первых дней в этом мире, и снова начал высчитывать обновление склада, троечки и близлежащих к ним лоскутов. Дед еще немного покряхтел, но вынужден был подчиниться бойцам и уйти. А батя остался один в полном душевном раздрае, отчаянно жалея, что, спасая ветрянку, не задержался по дороге и успел вернуться к каравану до обновления Африки. Сожрали бы твари этого чертового двойника, и к лучшему. Скольких проблем бы тогда не нарисовалось. Глава 7. Разговоры с новичками продлились до самого ужина. Сначала батя поговорил с каждым с глазу на глаз, задавая одни и те же вопросы и тщательно отслеживая, соврут они или нет. Потом вызвал всех вместе и объявил о своем решении отправить их бывшего командира в карцер. «За попытку осудить действия командования в боевой обстановке», – объяснил он. «Понимаю, что вам сейчас очень непросто, но выбор у вас простой. Или вы вступаете в мою адскую сотню и с этого момента подчиняетесь исключительно моим приказам. И в мое отсутствие приказам моих замов, Дока и Винта. Или валите вон из крепости и дальше выплываете самостоятельно. Оружие, патроны к нему, запас виноградин и горошин, консервы. На первое время вам выдадут. Но в случае, если явитесь обратно, мы будем считать вас врагами. После ужина общий сбор. Там примите присягу. Или не примите. Дело ваше. Сразу предупрежу. Попытаетесь обмануть, и я это почувствую. Есть у меня такой дар. За это пристрелю на месте. Ясно?» «Так точно, так точно». Вытянулись по стойке смирно замуштрованные дедом бойцы. «Свободны», – махнул рукой батя и, дождавшись, пока они уйдут, посмотрел на Дока. «Что скажешь?» «Не знаю, бать», – искренне ответил тот. «все-таки он их командир, а ты поставил их перед выбором, предать его или нет. Дальше все будет зависеть только от того, были они довольны положением вещей в своем взводе или не особо. Это для нас то, что тебе дед тут втирал, дико звучит. Но мы уже не первый раз замечаем, что даже двойники друг от друга хоть немного, но отличаются. Вон Сокол с Дроздом, внешне как близнецы, а характер-то не один и тот же. И Ветрянка с Мокрым тоже очень разные, если понаблюдать. Так что не могу сказать точно, бать, что у бойцов деда в голове. Если решат с нами остаться, присмотри за ними, ладно?» – попросил батя. «Условия я им действительно жесткие поставил. А ты знаешь, что когда людям страшно, они много на что пойти готовы. А потом...» «Присмотрю», – пообещал Док и вдруг сменил тему. «Бать, а я ведь тебе про Семку так и не рассказал. У пацана зачатки дара нарисовались. Угадай, какого?» «Давай без угадаек», – устало покачал головой командир. «Скучный ты, бать, ладно. Пацан-то наш, похоже, ценным бойцом будет. Если хорошо дар разовьет, то хрен там его хоть одна тварь достать сможет». «Это как?» – заинтересовался батя. «Невидимка вроде меня?» Не невидимка. В общем, пацан, когда вы его увозили, вас сначала принял за военных, потом за террористов. А когда вы его увозили, у него было только одно желание – каким-нибудь образом выбраться из машины и рвануть подальше от вас. Это потом он понял, что вы его действительно спасли, а не украли. Но...» Нравоучительно подняв палец вверх, встал на любимую стезю Док. «Желание уже было сформировано, а ты же знаешь, как это начальное желание влияет на то, каким будет дар. Вот в результате этой совокупности у Семки...» «Все, Док, понял я, понял». Сообразив, что сейчас Дока понесет, остановил его батя. «Не начинай. Что за дар?» «Телепортация», – усмехнулся Док. «Представляешь себе потенциал использования? Я парню усиленную гороховку назначил и подсказал, как тренироваться. Малец-то боевой. Узнал, что мы в рейды ходим. Уже просится с нами. Присмотрись, бать». «Еще только детей я в бой не таскал», – проворчал батя. «Да он и без тебя в него вяжется», – ухмыльнулся Док. «Лучше возглавь это безобразие, чем потом расхлебывать будешь. Дар у парня ценный, пусть под приглядом будет».
Батя открыл было рот, чтобы похвалить Дока, но тут в хижину снова заглянул Чёс. «Ужин, бать!» Идем. Тут же подобрался командир. Это с Доком он мог вот так спокойно поговорить по душам и даже попросить совет. Перед остальными, даже перед винтом, ему надлежало быть опытным командиром, а не обычным уставшим от забот человеком. Особенно это касалось новичков, которым батя не доверял. И очень надеялся, что ошибается в своем недоверии. Подготовить костровище только к ужину и успели, поэтому истосковавшиеся по нормальной еде бойцы, за исключением тех, кто находился на боевых постах, уже выстроились в очередь с алюминиевыми мисками и кружками в руках. Батя с Доком пристроились в конец очереди, за новичком Севой, который тут же попытался пропустить их вперед. Отставить. – велел батя. Кто первый встал, того и сортир. Сева вытаращил глаза от удивления, привычно потянул руку к колбу, но остановил ее на полпути и неловко улыбнулся перед тем, как отвернуться. Док довольно подмигнул бате и кивком указал на бойца. Дескать, этот походу наш будет. На ужин женщины приготовили что-то типа каши с тушенкой и ароматными травами. Какими именно, не смог бы определить даже лучший в мире шеф-повар, потому что, узнаю он о том, как неожиданно смешались в крепости русская и африканская кухня, помноженные на несколько ограниченные возможности, то умер бы от культурного шока. Тем не менее, результат каждый раз получался очень даже ничего. Бойцы, привыкшие к походам и скромной пище, конечно, не были гурманами, но каждый раз оставались весьма довольны стараниями женщин. После ужина состоялась импровизированная присяга. Приняли ее абсолютно все новички, включая соплеменника Джона и Мэри. Этот смысла произносимых слов пока не понимал, но Мэри заранее объяснила Арчи, так звали американца, общий смысл. Фальши ни в ком из новичков батя не почувствовал, поэтому позволил себе немного расслабиться. Вкратце сообщил, за что посадил своего двойника под замок, объяснил, что формальная сторона субординации ему не интересна, а практическая должна выполняться неукоснительно. После позволил бойцам распечатать упаковку армянского 5-звездочного коньяка. Поскольку людей было много, упаковку приговорили практически сразу, после чего стали потихоньку расходиться. Утром жизнь вошла наконец-то в привычную колею. Через 6 дней обновился склад, и батя собрал группу для рейда. С собой взял 2 танковых экипажа, один под командованием Горелого, второй новичковый, пусть учатся на практике. Из остальных бойцов взял Ромео, Кира, Дрозда с Соколом и, разумеется, Винта. Усилил отряд 5 ополченцев, и в последний момент все-таки поддался на уговоры Дока взять Семена. Основным аргументом было то, что склад расположен всего через 1 лоскут от Африки, да и тот недострой. Это давало неплохие шансы на то, что рейд будет относительно спокойный, а пацану надо как можно скорее пробуждать и развивать свой дар. Мальчишка, когда узнал, что отправится в рейд, прямо-таки засиял от счастья. Теперь он щеголял в новеньком, ушитом женщинами камуфляже и удобных кроссовках, и ужасно гордился пистолетом Макарова в поясной кобуре. Пистолет ему выдали с глушителем, но скорее на всякий пожарный, потому что из МРАПа, на котором собиралась ехать вся группа, кроме танковых экипажей, батя ему выходить строго-настрого запретил. Обносить склад сразу после обновления не было никакого смысла. Собственно, склад, давший лоскуту название, был заперт, поэтому твари обычно не интересовал. Разумнее было подождать, пока они сами уберутся. Что, в общем, и сделали, подъехав к границе лоскута спустя целые сутки после обновления. За всю дорогу ни разу не выстрелили. Батя держал отряд под невидимостью. Винт отгонял тварей, которые еще не ушли. Въехав на лоскут, встали у ворот склада, над которым на этот раз красовалась 5-конечная звезда, что намекало. МРАП подогнали максимально близко, чтобы облегчить загрузку, и вскрыли ворота ангара. Внутри на этот раз оказалась пещера Аладдина. Батя даже на несколько секунд потерял дар речи, когда увидел 2 новеньких БТР-152, да еще и заправленных под завязку. В соседнем помещении обнаружились РПГ-7 вместе с запасом боеприпасов и совсем уж сокровища в виде 3 десятков противопехотных мин МОН-90 и комплекты взрывателей МВЭ-72. «Загружай!» – коротко велел батя. «Сева, Горелый, выделите по бойцу для БТРов». На обратном пути пострелять все-таки пришлось. Колонна техники производила слишком сильный шум и привлекла внимание сразу 3 крупных стай тварей. Большую часть уложили из пулеметов. По 2 руберам и элитнику пришлось поработать танковыми пушками. В результате немного пострадал один из новеньких БТРов. Элитник слегка порвал когтями 8-миллиметровую броню левого борта,
Но боевая машина осталась на ходу, так что бросать ее не стали. В крепость вернулись ближе к вечеру. Горелый сразу отогнал БТРы в свой уголок, приспособленный под мастерскую, да так там и остался. Батя распорядился выгрузить РПГ, монки и взрыватели и отправился к себе. Там его уже ждал док. «Ну что?» – спросил командир. Тихо все, бать. Сидит, не рыпается. Пожал плечами док. Новички к нему тоже не рвутся. В остальном все спокойно. «Хорошо». Усевшись за стол, батя положил подбородок на сцепленные в замок пальцы и задумался. С двойником надо что-то делать. Не держать же его в заперти до бесконечности. Может, взять его в рейд и дать шанс себя показать? Или, если откажется, высадить на лоскутах подальше от Африки, и пусть сам выживает. «Слушай, док, ты не проверял? У деда дар еще не начал формироваться». Пока нет. Удивился вопросу док. Могу еще проверить. «Не спеши. Остановил его батя. Перед рейдом на 3. Что-то ты явно задумал. Сразу понял командира док и хитро прищурился. Батя устало вздохнул, раздумывая, поделиться своими мыслями или не стоит. И все-таки решился. Док, выслушав командира, помолчал, отрешенно разглядывая стены хижины, и с сомнением проронил. Сомнительно мне что-то, бать. Дед он. Док защелкал пальцами в воздухе, подбирая слова. Он нутром вообще другой. Больше похож на штабного, чем полевого командира. Мыслит глобальней, но и отношение к подчиненным у него соответствующее, как к шестеренкам в механизме. «Вот тут и оно», – уныло подтвердил командир. «В штабе он, наверное, пришелся бы ко двору, но в бой с таким бы я точно не пошел». Никто не пойдет. Поддержал мысль док. Наши так точно. Да и новички уже распробовали. Каково это, когда тебя за человека принимают, а не за безликую пешку? Кстати, бать, тут может нарисоваться проблема. Что делать будешь, если дед пойдет на твои условия? Тут батя немного опешил. Оказывается, к такому варианту исхода он не был готов, подспудно уверившись, что двойник предпочтет уйти, а не встать под батя на командование. «Мля, правда, что он будет делать?» Доверие к деду у него уже не появится. Да что там, не было его этого доверия с самой первой секунды, когда командир узнал о двойнике. Дар, конечно, подскажет, действительно ли дед смирился с текущим положением или юлит, но можно ведь просто обходить скользкие темы, не давая прямых ответов. А батя уже много раз замечал, что этот его второй дар реагирует только на ответы, а не молчаливые намерения. И вот что, ежедневно допросы устраивать двойнику? Да ну, бредятина полная. Вот и выходило, что, задумав предложить деду выбор, батя всей душой надеялся именно на то, что двойник предпочтет уйти. Надеялся так сильно, что не допускал и мысли об ином исходе. «Понятия не имею», – честно признался батя вслух, не зная даже, доку он отвечает или самому себе. «но не сидеть же ему в карцере вечно». Нет, конечно. – мотнул головой док. Но в целом я с тобой согласен. Не останется он. И ты бы не остался. Давай скажем честно. Подход к бойцам у вас с дедом может и разный. Но уж в этом вы с ним реальные однояйцевые близнецы. На этом, в общем, и разошлись. Батя велел доку сохранить разговор в тайне и тихо подготовить для деда ствол, запас патронов, виноградин, гороха и жемчужину, чтобы простимулировать двойнику появление первого дара или, если повезет, дать толчок второму. Оставшись один, потянулся к ящику стола, в котором всегда хранилась фляга с коньяком. Доставать ее командиру практически не приходилось. Но сегодня, похоже, был такой день, когда и выпить не грех. Сделав глоток, батя завинтил крышку и снова убрал флягу. Потер ладонями лицо. «Сдаешь, бать?» – мысленно спросил он сам себя. «Не вывозишь ответственность?» И тут же сжал зубы, отгоняя напрашивающийся ответ, а вместо него твердо прошептал себе под нос. «Вывезу. Не в таком звездатом дерьме плавал. Вывезу». Заснул он, тем не менее, снова только под утро. Обновление троечки должно было произойти через 3 дня, и тут уже к рейду готовились основательно. В отличие от склада, который мог подождать и день, и даже 2, пока с него уйдут последние твари, с троечкой ситуация обстояла иначе. Конечно, ломиться на лоскут сразу после того, как сойдет кисляк, и пробивать себе дорогу сквозь толпы местных мутантов – дело гиблое. Но и выжидать слишком долго тоже нельзя. Надо дать тварям пару часов поживиться, после чего уже заходить на лоскут, отстреливая тех, кто не успел уйти. Нет, можно, конечно, и не спешить, но при обновлении всегда первым вырубается электричество, и холодильники с быстро портящимися продуктами уже буквально через сутки начинают прилично пованивать и привлекают внимание тварей. А после повторного их нашествия
супермаркет всегда оказывается попросту разгромленным. Поэтому в случае с троечкой рисковать придется, иначе батины люди вынуждены будут сесть на голодный паёк. Зато после рейда женщины в этот же вечер порадуют бойцов блюдами из натурального мяса, а то, что не успеют приготовить, закоптят в запас. Не владей батя невидимостью, никогда бы не рискнул сунуться на только что обновившийся лоскут. Это был бы приговором для бойцов, за которых он нес ответственность. Не будь у него винта и сокола, аналогично. Но дары у сотни подобрались таким удобным образом, что риск стал оправдан, особенно с учетом накопленной боевой техники. Правда, брать с собой придется практически всех бойцов, но с учетом новичков можно даже себе это позволить. Новички займутся защитой крепости, им помогут ополченцы. При острой необходимости за оружие возьмутся даже женщины и дети. Хоть до такого дела никогда еще не доходило, стрелять их все равно научили. За день до рейда в хижину к деду наведался сначала док под предлогом контроля появления дара и возможной коррекции схемы употребления гороховки, а потом и сам батя. «А, явился?» Далеко не с радостью поприветствовал его двойник. «Чё хотел?» «Поговорить», – спокойно произнес батя. Он морально готовился к этому моменту предыдущие 2 дня и сейчас полностью владел собой. «О чём?» «О завтрашнем рейде». Воцарилась тишина. Спустя пару секунд дед ее нарушил. «Что предлагаешь?» Батя незаметно выдохнул. Несомненное преимущество в общении, можно сказать, с самим собой – отсутствие долгих словесных прелюдий. Конкретика и ничего кроме конкретики. «Выбор». Дед выслушал предложение и надолго замолчал. Батя терпеливо ждал, прислонившись к стене у входа. Наконец, двойник заговорил. «Бать, ты извини, но по мне так это, мля, дурацкая затея – оставлять меня в твоем отряде. Ты ж сам понимаешь, не уживемся. Ты командир мягкий, я жесткий. А с той хренью, которая вокруг творится, я твою мягкость не приму». Тогда остается только второй вариант. Батя хоть и ощутил некоторую досаду, едва смог скрыть радость от того, что двойник скоро исчезнет из крепости и жизни его бойцов. «Ты смог выжить, значит, и я осилю». Пожал плечами дед. «Соберу свою 100. Может, будем потом с тобой товарно-рыночные отношения устраивать. Кто знает. Оружие только дай какое-нибудь, чтобы отбиваться от этих монстров было чем. Тебе предоставят не только оружие, но и все, что потребуется в первые дни». Ну тогда забились. Принял окончательное решение дед. Завтра говоришь. «Да». Кивнул батя. Не тянешь резину. Усмехнулся дед. «Слушай, брат, 2 просьбы. Мне б с бойцами своими попрощаться. Все-таки не 1 год вместе служили. Разрешишь? И помыться не помешает, что ли. Кто знает, когда потом доведется. А у вас тут вроде как есть что-то вроде бани». «Баня? Слово громкое, но помыться, пожалуйста». Не стал отказывать батя. «Да и к парням разрешаю. Что уж. Но, дед, перемещаться по крепости будешь строго под конвоем. Тут уж извини». Так и быть, извиню. Ухмыльнулся дед. «Что уж теперь. Оба ведь все понимаем. Да, бать?» «Да». Кивнул командир и вышел. Глава 8. Выехали из крепости, как только рассвело. На этот раз батя взял почти всех своих бойцов, оставив в крепости только однорукого Чоса. Он все еще восстанавливался после зачистки, и тащить его с собой не было никакого смысла. Зато боец приглядит за крепостью и при необходимости сможет организовать новичков и ополченцев на ее оборону. Сначала батя хотел взять в рейд вместо танков новенькие бронетранспортеры. Не такие мощные, защищенные как танки, но зато имевшие преимущество в виде большей маневренности, что иногда бывает важнее брони и вооружений. На них уже установили крупнокалиберные пулеметы «Корт» под патрон 12,7 мм вдобавок к штатным и сильно устаревшим СГМБ под 7,62. К тому же Горелый все равно постарался усилить и их, наварив на бока и крышу БТРов дополнительные листы железа и решетки, а на колеса приварив спиралеобразные шипы. Но все-таки передумал и приказал Горелому подготовить пару «Орлов». Против крупняка, который наверняка не раз встретится на лоскутах, лучшего оружия пока нет. Помимо этого в рейд на троечку отправились оба МРАПа и тягач-барахолка. Горелый, Ветрянка, Кир, Ромео, Псих и Синица разбились по экипажам танков. Дрозд сел за руль тягача с тентованным кузовом, приспособленным под перевозку всего и вся. В кабине с ним устроился винт, а снайперское гнездо на крыше занял Сокол. Рыжий и Кот составили экипаж пикапа сопровождения.
Джон, Мэри и Ворон устроились в одном из давно уже усиленных все теми же шипами решетками мрапов, а батя, Док и дед обосновались во втором. В крепости помимо 2 орлов и БТРов остались еще 1 мрап, 2 пикапа и 2 манна. Как же мало людей. – подумал батя, встраивая свой мрап в походный порядок между тягачом и замыкающим танком. Всего 4 машины удалось укомплектовать, и все бойцы уже при деле. Может попробовать с лоскутов людей подбирать, как Семена. Ну и что гражданские, если толковые будут, то обучатся быстро, вон ополченцы тому пример. И тот же покосился на сидящего завязанными глазами деда. А ну как еще один такой вот попадется. Стиснув зубы, отогнал себе эту мысль. Рисковать придется. Просто, придется. Несговорчивых можно вот так же отправить в свободное плавание. А людей где-то брать надо. Да, придется обучать, как ополченцев. Да, кто-то окажется толковый, а кто-то нет. Но иные варианты попросту отсутствуют. Местная зараза косит абсолютное большинство попавших в это пекло. Каждые 2 месяца при обновлении Африки сюда попадает не менее сотни человек. Из них иммунными оказывается от силы человек 5-10, а то и меньше. И спасти получается далеко не всегда и не всех. Зато потери происходят постоянно. Такими темпами полноценное поселение не создать. Да что там поселение? Скоро на технику вроде тех же БТРов сажать станет некого. Дав себе зарок, что если встретит гражданских в рейде, обязательно попытается их подобрать, батя включил невидимость и сосредоточился на деле. Планы планами, а безопасность отряду обеспечивать надо. С Африки выехали спокойно. Разбросанные вокруг крепости куски тел элитников, хоть уже и прилично пованивали, пока все еще отпугивали тварей рангом пониже. Крупняк этим лоскутом между обновлениями интересовался крайне редко, но не лежал он на основных путях миграции тварей, да и с точки зрения сытности стоял где-то в хвосте их рейтинговой таблицы. Собственно, поэтому батя и не побоялся взять с собой обоих кинологов и абсолютно всех своих парней, кроме калеки Чоса. На недострое, обычно таком же спокойном и тихом, как Африка, уже ближе к границе с троечкой, наткнулись на первую стаю из 13 тварей. Мелкоту, 3 горилл и топтуна расстреляли из пулеметов. Моллюска несколькими удачными выстрелами в незащищенную часть тела на пару сняли Сокол и Мэри. Потрошить тварей не стали. Расписание движения было важнее случайной добычи. Вскоре количество тварей заметно увеличилось, так что на троечку въезжали, врубив на полную катушку дары бати и обоих кинологов. Но без стрельбы все равно не обошлось. Винт с Вороном взяли управление над самыми крупными тварями, но на огромное количество мелочи им просто не хватило сил. Один из танков все-таки пострадал. Крупная горилла, почти уже переродившаяся в топтуна, проткнула когтями крышку моторного отсека. Но нанести существенный вред не успела. Ее тут же метким выстрелом снял то ли Сокол, то ли Мэри. Танк по результатам быстрой самодиагностики, запущенной гориллом, остался в боеспособном состоянии. Чтобы облегчить задачу, подконтрольный крупняк натравили на моллюсков и топтунов, а всех остальных начали мочить из пулеметов и снайперских винтовок. Вперед продвигались медленно и осторожно. Хоть большая часть тварей, собравшихся на обновление троечки, уже покинула лоскут, опасность все равно поджидала за каждым углом. И если экипажи танков и даже мрапов могли благодаря кинологам чувствовать себя относительно уверенно, то бойцам на тягаче и пикапе о такой роскоши оставалось только мечтать. Поэтому тягач старались держать в середине группы, окружив его более бронированными машинами, а экипаж пикапа развлекался гонками, отвлекая тварей и путая им все планы. Подъехав к супермаркету, расположили технику полукругом, а МАН подогнали задней частью вплотную к огромному панорамному окну. Бампером разбили стекло, и большая часть бойцов ринулась внутрь. В машинах остались лишь снайперы, кинологи и ветрянка с психом. Началась погрузка. Сметали все, до чего могли дотянуться. Упор делали на консервированных продуктах в жестяных банках. Когда они закончились, занялись овощами. Еда для местных условий крайне непрактичная своей скоропортящестью, но крайне важная для поддержания видимости жизни, а не выживания. Ее брали немного. Так, на пару дней вкус побаловать. Аналогично поступали и с мясом, но его набирали больше из-за удобства погрузки. Холодильники с ним, оснащенные колесами, подкатывали к выбитому окну. Батя с временно освобожденным дедом перекидывали их содержимое под тент. В сетчатую метр на метр размером корзину, в которой валялись какие-то дешевые тряпки, накидали мыльно-рыльного, предметов гигиены, халатов, тапок и полотенец с витрин. Так корзины и загрузили все в кузов, после чего распределились обратно по машинам. Курс на 9. Выстроившись в походный порядок,
отряд двинулся к указанному лоскуту. Перебравшись с троечки на 5-й, кинологи отпустили большую часть тварей, которых так и держали под контролем, предварительно натравив их на выбежавшую навстречу колонне стаю из 20 голов под предводительством молодого моллюска. Батя намеренно повел к задуманному месту высадки деда всех бойцов. Не хотелось разбивать группу. К тому же на обратном пути у них станет на одну машину меньше. Батя не мог просто так взять и выбросить своего двойника черти где на поживу тварям, поэтому намеревался просто отдать ему один из мрапов. Сам себя клял за излишнее благородство, но иначе поступить попросту не мог. До 9-го добрались относительно спокойно. Оставшиеся под контролем кинологов 2 очень крупные твари намекали остальным мутантам, что соваться к ним не стоит. Да и сама колонна, хоть и производила изрядный шум, двигалась под невидимостью, поэтому многочисленные встреченные стаи ею интересовались довольно умеренно. 9-й лоскут представлял из себя довольно спокойное по местным меркам место. Это был не лоскут очередного делового центра с небоскребами, а всего лишь кусок обычного городского жилмассива. Дома тут имели этажность от 10 до 20, но в основном это были кирпичные свечки с 4 квартирами на этаж, и стояли они на приличном отдалении друг от друга. Между домами располагались непривычно огромные дворы, причем большую их часть занимали зеленые насаждения, большие детские площадки с разнообразными горками и качелями, уличные спортивные тренажеры и беседки. Машин по краям придомовых проездов было мало, то ли обновление захватило этот лоскут, когда большинство жильцов было на работе, а то ли местные жители не особо нуждались в личных транспортных средствах. Как бы оно ни было, совокупность всех этих факторов делала 9-й лоскут местом относительно безопасным для того, чтобы высадить на нем деда. Тем не менее, о безопасности никто не забывал. Тягач в компании обоих орлов остановился у одного въезда во двор. Элитник, которого контролировал винт, тоже. Оба мрапа и пикап в сопровождении второго элитника въехали во двор, где одна из бронемашин с вороном в экипаже и пикап сразу отправились контролировать второй въезд. Батя остановил свой мрап приблизительно посредине двора и вышел наружу, заглушив двигатель, а ключ оставив в замке зажигания. Док без команды вытолкал из броневика деда. Всю дорогу до троечки и после двойник провел завязанными глазами. Батя, зная себя, опасался, что дед запомнит дорогу к крепости. После того, как закончили обносить супермаркет на троечке, двойнику завязали глаза, чтобы он не мог запомнить дорогу, а возвращение деда в планы командира не входило. «Что, приехали?» – поинтересовался двойник. «Снимать можно?» «Снимай», – распорядился батя. Дед с наслаждением стянул с лица многослойный кусок ткани. «Наконец-то!» «Слушай сюда, брат», – холодно и максимально твердо заговорил батя. «С тобой остается мрап. Раскатывай на нем аккуратно. Движок шумный, а у твари отличный слух. К тому же крупняк при необходимости вскроет броню, как консервную банку. Внутри АК-47 и АДС. Каждому по 3 полных магазина и по цинку россыпью. 2 РПГ-7 с комплектом снарядов. Нож, чтобы скрывать нарост у тварей. Алкоголь, чтобы развести пойло. И уксус с содой для гороховки. 30 виноградин на первое время, пока не научишься добывать их сам. Тебе хватит с запасом. Не забывай фильтровать хлопья, они ядовитые. 10 горошин, запасная одежда и ботинки, мыльно-рыльная. Тушняк и шоколадные батончики, чтоб с голода не откинулся. 3 банки перца. С его помощью можно на время отбить тварям нюх. Пара запасных канистр. Ну и хватит с тебя. Я, помнится, вообще без всего сумел обойтись. Значит, и ты осилишь. На крупных тварей не суйся. У них помимо брони тоже бывают дары. Собственно, все. «Карту не оставишь?» С кривой ухмылкой поинтересовался дед. «Чтоб ты по ней обратно к крепости вышел», – хмуро съязвил батя. «Разумеется, нет. Ты теперь сам за себя. Док!» «Иду, бать!» – откликнулся лекарь. «Дай ему жемчужину и проконтролируй, чтоб прижилась». «Это еще зачем?» – насторожился дед. «Чтоб у тебя тоже дар появился», – пояснил батя. «В одиночку ты жемчуг не добудешь, так что не советую отказываться». «Такая же дрянь, как пойло?» «Нет, как таблетка в оболочке. Надо просто проглотить». «Сначала подержи в руке, чтоб нагрелось», – вмешался док. «Тут сложные процессы сонастройки одной органики на другую ради создания устойчивого симбиоза». «Док! Док!» Хором резко бросили батя и дед, и лекарь замолк на полуслове, ошарашенный двойным напором. Помолчал, глядя пустыми глазами вдаль. Видимо, слушал ощущения, исходящие от деда и выданные ему красной жемчужиной, и кивнул. «Глотай».
А нормально, что хреновина нагрелась? С сомнением посмотрел на свой сжатый вокруг жемчужины кулак дед. Хорошо, Подтвердил док. значит, настройка прошла как положено. Можешь глотать. Но, надеюсь, не превращусь в одного из монстров после ваших экспериментов. Усмехнулся дед. А что, сам по себе дар разве не появится? Вроде парни твои говорили, что должен. Батя почувствовал раздражение. Слишком долго длится этот разговор. Пора его заканчивать. Жемчугом будет быстрее. Теряя терпение, объяснил батя. А если один уже сформировался, но еще не проявился, то жемчужина обеспечит тебя вторым. Больше даров, больше шансов. Ладно, понял. Неожиданно перестал упираться дед и закинул краснуху в рот. Сглотнул, прислушиваясь к ощущениям. Тепло. Наконец прокомментировал он. Вот и хорошо. Облегченно выдохнул батя. Ну бывай, брат. Надеюсь, больше не увидимся. Но искренне желаю тебе выжить и найти свое место. Найду, брат, не беспокойся. Усмехнулся дед. Как бы еще не пришлось нам с тобой президентами местных крохотных лоскутов становиться и внешнюю политику выстраивать. Переговоры там, встречи на высшем уровне и все такое. Бывай, брат. На том и разошлись. Батя по рации вызвал второй МРАП и вместе с доком загрузился в него. Джон вывел бронемашину к ожидающим командира танкам и тягачу. Снова выстроились в походный порядок. Несмотря на то, что кинологи уже крайне устали, батя велел двигаться в сторону противоположной Африки, для того, чтобы дед не смог определить направление крепости. Батя на его месте точно бы попытался это сделать, поэтому предпочел перестраховаться. Выдержав некоторое время, чтобы дед точно успел увидеть, в какую сторону поехали бойцы, батя врубил невидимость. Место, где высадили деда, располагалось на юго-западной границе 9-го лоскута. По ней двинулись в сторону 10-го. С него планировали прямо по южной стороне уйти на 123-й и прямым ходом через 122-й, 121-й, узкий, безымянный и небоскреб выйти на Африку. Путь занял бы не очень много времени, но кинологи держались уже из последних сил. Поэтому, выехав на 10-й, батя объявил привал на полчаса. Укрылись в небольшом дворе между рядами полуразрушенных гаражей. Уже на подъезде к нему кинологи отпустили тварей. Но невидимость батя снял, только когда все машины заглушили двигатели. Полчаса на отдохнуть и пожрать. Скомандовал он в рацию. Машины не покидать. Повторять дважды не пришлось. Привлечь тварей запахом еды из барахолки батя не боялся. Кузов «Манна» был обвешан тканевыми мешочками со смесью перцев, отлично перебивающей ароматы еды. Да и упаковки замороженного мяса оставались герметичными, что тоже препятствовало распространению запахов. Спустя ровно 30 минут снова двинулись в путь. Первым из гаражей выполз МРАП, разумеется, под невидимостью. Тварей в ближайшей округе нет. Отрапортовал Винт. Тогда вперед. Уже в рацию отдал приказ батя. Бронеавтомобиль посторонился, пропуская один из орлов. Следом за танком двинулись пикап и тягач. На хвост последнему сел МРАП, а замкнул колонну второй черный орел. Однако на выезде из двора в рации раздался голос сокола, сидевшего в снайперском гнезде над кабиной тягача. Бать, тебе не кажется, что кислым запахло? Командир похолодел, сразу догадавшись, о чем речь. Приоткрыл окно бронеавтомобиля, принюхался. Кисляк, поворачивай на 19-й. Вот и стало понятно, куда делись все твари. Ушли, чтобы не попасть под обновление. По плану 10-й лоскут должен был обновиться только через 2 дня. Но сбои графика в этом мире были делом обычным и даже уже привычным, и никого не удивляли. Их вероятность всегда приходилось учитывать при выборе дороги. Поэтому батя по возможности старался при каждом выезде за пределы Африки иметь запасной план. И вот этот план пригодился. Бойцам, крутившим баранки, никакие объяснения не требовались. Все и так знали, что граница с 19-м находится ближе, чем со 123-м. Поскольку машины шли по широкому шоссе, то маневр перестроения выполнили четко, как на учениях. Увеличив интервалы, все развернулись одновременно и, прибавив газ, двинулись на 19-й в обратном порядке. Тишину не соблюдали, осторожность тоже, ни к чему. На лоскуте, где уже завоняло кислым, твари днем с огнем отыскать не выйдет. Чуют гады близкое обновление и вовремя сваливают. Так что пока можно их не опасаться и гнать вперед. Потому что когда вдобавок к кисляку появится туман и сверкнут первые молнии, на самом деле батя не знал, что будет, если попасть под обновление. Но был уверен, что точно ничего хорошего, иначе бы и твари не обращали внимания на этот процесс. Позади сверкнуло раз, другой, третий, и головной танк, взревев движком, выжил из себя максимально возможную скорость.
Мрапу и тягачу было проще. У этих машин еще оставался запас скорости. А вот замыкающий «Орел» отстал уже метров на 200. И судя по черному дыму, который он оставлял за собой, та горилла все-таки сумела повредить движок танка. «Горелый, что у тебя?» Рация выдала только порцию помех. Обновления всегда нарушали коротковолновую связь. «Черт!» – выругался батя и врубил невидимость. Замыкающий «Орел» не успевал. За ним уже ползли клочья белесого тумана, пытались ухватить его за корму и громыхающие по асфальту траки. Граница 19-го уже была близка, до нее оставалось буквально метров 100, но танк заметно замедлился. Подключились кинологи, развели в сторону ожидавших появления обновленного лоскута тварей, освобождая дорогу. Первый «Орел» с разгона преодолел стык и тут же взял немного правее. Следом пересек его Мрап. «Тоже сверни!» – велел батя Джону, и пехотинец повторил маневр «Орла», но выбрал левую сторону. Дрозд на тягаче сам догадался, что делать. Он даже не попытался остановить тяжелый МАН, просто пролетел между танком и бронеавтомобилем и только после этого начал слегка подтормаживать, удерживая машину под контролем. Следом промчался пикап и прижался боком к Мрапу. Батя посмотрел в зеркало заднего вида. Второй «Орел» еще боролся, хотя туман уже окутал его наполовину. Винт и Ворон продолжали держать крупных тварей, но мелкие с повиновения вышли почти сразу и сильно возбудились от рева танкового двигателя. Спасало только то, что все машины находились под невидимостью, иначе тут уже завязался бы бой. Впрочем, без него, в любом случае было не обойтись. «Мэри, расчищай!» – бросил батя снайперши и переместился за пулемет, буквально на мгновение опередив Дока. Выстрел из винтовки прозвучал одновременно с началом работы пулемета. Глава 9. Пулеметная очередь прошлась по мелким тварям, подобно косе. Мэри точечно выкашивала всех, кто по уровню развития был между зомби и моллюском. С задержкой буквально в пару секунд ее поддержали рыжий из кузова пикапа и сокол из гнезда тягача. Грохнул пушечный выстрел. Это исправный «Орел» взялся помогать еще и кинологам, разнося лапой головы крупных тварей. Первый 152 миллиметровый снаряд снес развитого моллюска. Второй и третий уложили молодого элитника. Четвертый ушел в молоко. Тварь, которой он предназначался, в последний момент почувствовала опасность и окуталась едва заметным силовым полем своего дара. Снаряд, врезавшись в поле, взорвался. Осколками посекло слишком близко находившегося топтуна. Но ни он, ни тварь с даром сильно не пострадали. Твари, ожидавшие обновлений, наконец сообразили, что на них напали, и сильно заинтересовались этим фактом. Но увидеть наглую еду, спрятавшуюся в своих рычащих, чадящих и бахающих консервных банках, не смогли из-за батиной невидимости. Начали принюхиваться, однако едкий запах пороха, смешанный с кислятиной, так густо разлился в воздухе, что невозможно уже было определить его источник. Обостренный слух тоже не особо помог. Слитный грохот выстрелов эхом отражался от стен окружавших место боя зданий, сбивая тварей с толку. Поврежденный «Орел» был уже буквально в 20 метрах от границы лоскута. Из тумана виднелся лишь передок танка и ствол пушки, но экипаж продолжал бороться. «Давай, Горелый, давай!» Сквозь зубы процедил батя, не прекращая поливать выскакивающих на пути танка тварей свинцом. «Жми!» И Горелый вжал. Туман окутал лоскут до самых границ, сомкнулся так плотно, словно был чем-то осязаемым, и тут же расступился, выпуская из себя чадящий танк. «Да, мля!» Одновременно выкрикнули батя, Мэри и Док. Командир тут же расширил невидимость, пряча под нее чудом вырвавшегося из неминуемой опасности «Орла». Танк, грохоча гусеницами и движком, к которому явно пришел конец, на инерции дополз до тягача, проигнорировав дернувшийся было навстречу пикап, и остановился. Ствол танковой пушки развернулся в сторону тварей и выплюнул снаряд. Одновременно с этим открылся верхний люк, и из него высунулся ветрянка. Вин, сидевший за рулем Манна, понял соратника сразу. Выскочил ему навстречу, спрыгнул в кузов тягача, откинул тент. Вдвоем бойцы быстро начали перегружать из танка в тягач неиспользованные боеприпасы. Когда закончили, «Орел» произвел еще один выстрел и затих. Из люка выпрыгнул Горелый, замахал руками, привлекая внимание экипажа уцелевшего «Орла». Бойцы его, похоже, поняли, потому что ствол их боевой машины нацелился на открытый люк. Горелый показал им большой палец и с разбегу забрался в кузов тягача. «Отступаем!» Тоже сообразив, о чем договорились бойцы, скомандовал батя в рацию. Черт его знает, услышит его приказ сквозь помехи или нет, но им точно пора уходить.
Твари пока еще не поняли, где их враги, да и процесс обновления 10-го их сильно отвлекает, но бесконечно долго эта патовая ситуация длиться не может. А неподвижный орел, подорванный снарядом, прикроет отход. Джон медленно выжал газ и повел мраб от 10-го лоскута. Намеренно ехал, не набирая скорость, чтобы показать остальным бойцам, что им надо двигаться следом. Его поняли. За бронеавтомобилем двинулся тягач, а замыкающим пристроился оставшийся в строю орел. На счастье бати и его бойцов обновление как раз заканчивалось. Туман начал рассеиваться. Твари, попытавшиеся было преследовать отряд по звуку двигателей, резко потеряли к нему интерес и рванули на 10-й лоскут. Остался только элитник, обладавший даром ставить силовое поле. Этот все-таки предпринял попытку двинуться вслед за отрядом. Но не очень уверенно. Сделав буквально пару шагов, он остановился рядом с брошенным танком и, печально уркнув, обернулся в сторону лоскута, с которого завлекательно потянуло, еще даже не успевший испугаться свежатиной. Экипаж «Орла» под командованием психа воспользовался моментом, выплюнул еще один снаряд, точно влетевший в раскрытый люк брошенного «Орла». Раздался взрыв. Элитника, несмотря на его силовое поле, отбросило на несколько метров. К сожалению, не убило. Но желание преследовать огрызающуюся добычу у твари пропало начисто. Поднявшись, элитник громко заурчал и, припадая на одну из лап, все-таки поковылял в сторону обновленного лоскута, сообразив, наконец, что невидимая, но очень уж дерзкая консервятина ему не по зубам. Батя выдохнул и отпустил пулемет. Пронесло. И даже без потерь обошлось. В смысле человеческих. Танк не в счет. Орла, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделать. Зато экипаж цел и, кажется, даже невредим. «Перекличка!» – на всякий случай объявил батя. Завершением обновления помехи пропали, и рация заработала как обычно. Орел-1, оба порядок. Ман в порядке. Орел-2 с нами, тоже нормально. Пикап целы. По очереди отчитались бойцы. «Хорошо, курс на 18-й, оттуда на 8-й», – Решил батя. «Снайперам не расслабляться. Кинологи, отыщите мне новую пару крупника для сопровождения. Осилите?» Без проблем, командир. Так точно. Хором откликнулись Винт и Ворон. Отряд, за какой-то час потерявший 2 машины, но зато сохранивший человеческий ресурс, двинулся в сторону Африки, место, которое давно уже привык называть своим домом. 18-й преодолели почти спокойно из-за того, что большинство тварей с него рванули на обновленный 10-й. Но ближе к границе с 8-м снова пришлось вступить в бой. Невидимость, к сожалению, не скрадывала звуки двигателей, а слух у тварей был ого-го какой. Лучше, чем нюх у овчарки-пограничника, как любил время от времени поговаривать внутренний батин Петросян. Чтоб уйти от напавшей стаи, насчитывавшей сразу 30 или около того голов, горелому ветрянке пришлось организовать экстренный сброс куриных тушек из троечки. Большую часть тварей это отвлекло, но 3 моллюска и предводитель элитник все равно продолжили преследование. Элитника взял под контроль Ворон. Это оказался удачно разожравшийся один из своих. Моллюсков Винт заставил сильно замедлиться, и их просто и без затей расстреляли из пулеметов. Элитника решили взять с собой в качестве охраны. Ворон заверил, что, несмотря на усталость, сможет его удержать. Свернули на 8-й лоскут и проехали его практически без приключений. А буквально на границе с 7-м сопровождающий группу элитник разволновался и стал срываться с поводка. Ворон быстро разобрался, в чем дело. Бать, он на 7-й идти не хочет. В любую сторону, кроме 7-ки, согласен. А на нее ни в какую. Отрапортовал он. Бате это показалось подозрительным. «Стоп машинам!» – отдал приказ он. «Походу обновление будет». «Так было уже», – напомнил Ворон. «Неделю назад. Семена там подобрали». Батя помнил это и сам. Грёбаная орда, а вернее грёбаное то, что ее вызывает. Помимо нашествия тварей, угробивших наблюдательный пункт на 89-м, еще и все расписание перезагрузок сбило. Удивительно, как строечка и складом свинью не подложила. Обновление, как подозревал батя, было единственным, что могло напугать элитника настолько. «Да вы, мля, сговорились, что ли?» Тихо пробормотал он себе под нос. Открыл окно, принюхался. Нет, кислого запаха в воздухе пока не было. Да и толпы зараженных вроде как еще не собирались у границы 7-го лоскута. Но поведение твари, которую держал Ворон, было слишком подозрительным. Что в конце мля концов может настолько напугать элитника, кроме обновления? Тем более элитника и своих. Разве что брандашмык. Но следы его жизнедеятельности были бы уже заметны. Такой махине всю застройку на лоскуте переломать, что ему, бате, зубочисткой в зубах поковыряться. Как бы оно ни было,
7-й лоскут придется обойти. Тут идти его налево без вариантов. И уже даже не важно, что там за опасность. Раз боится элитник, то и людям тоже следует. Поворачиваем на 121-й. Достав карту и сверившись с ней, решил командир. В принципе, через него они и собирались первоначально возвращаться на Африку. Однако батя уже был настороже и искал подвох буквально везде. Конечно, внеплановые обновления не были чем-то из ряда вон. Случались они не особо редко. Но батю напрягало количество неприятностей, обрушившихся на группу в течение одного дня. Суеверным он никогда не был, но ассоциации с волей злого рока никак не шли из головы. Планировалось-то всего лишь обнести супермаркет, да потратить дополнительные 3 часа на то, чтобы высадить деда подальше от Африки. А по факту, группа была в пути уже часов 6, что сильно превышало запланированное время рейда. И кто знает, что еще успеет случиться по пути домой. День-то явно неудачный. Группа свернула на восток. Границы 7-го приближаться опасались, держались метрах в 200. И вскоре заметили первые устремившиеся к ней стаи. А через некоторое время унюхали и разлившуюся в воздухе кислинку. Действительно кисляк. «Бать, может нам кого-нибудь из тварей на постоянку приручить? Как думаешь?» – хохотнул док. «Смотри, работает точнее, чем синоптики». Это ты винту с соколом расскажи. – буркнул батя. Вот они обрадуются. Док, усмехнувшись, поднес к губам рацию. Но в ответ на свою идею получил от кинологов только короткое. «Сам приручай, или иди нахрен», «Так и знал», – вздохнул док. «Надо будет подумать, как бы им добавить граней дара, который позволит договариваться с тварями на долгую, а не так, чтобы все время контроль держать. Наверное, ворона можно так развить». Батя, не выдержав, громко хмыкнул. Я бы на твоем месте лучше подумал не о барометре, а о том, что всякая мелочь элитников боится, как те, обновлений. Вот как нам куски элитников законсервировать, чтобы к машинам можно было прикрепить? От крепости всякую мелочь они неплохо отпугивают, но на машинах вонять будет хуже газовой камеры. Идея витала в воздухе давно, и батя с доком обсуждали ее уже не в первый раз. Но пока так и не придумали, как сохранить плоть убитых тварей от гниения или хотя бы замедлить его. Ведь не добывать же нового элитника в каждом рейде, правда? Для этого опять придется брать с собой кинологов, что в принципе делает это мероприятие практически бесполезным. Потому что вся суть с этими кусками как раз в том, чтобы облегчить задачу кинологов и бати и получить возможность выезжать на ту же мародерку малыми группами, распределяя имеющиеся человеческие ресурсы. А пока батя опасался оставлять бойцов даже без прикрытия своим даром, не говоря уж о кинологах. А как можно было бы развернуться, а? Вламываться на лоскуты одновременно с толпой голодных тварей и, не боясь их, собирать оттуда отдельных свежаков. Привозить их в крепость, тех, кто обратится, 200, а иммунных представлять к делу. Да, процесс будет не быстрый, придется учить гражданских, перековывать их в бойцов. Но уж как минимум на них можно будет переложить разнообразные ремонты техники, ее вождение, патрули и все такое. Ну а со временем и они станут полноценными боевыми единицами. Вон некоторые из ополченцев вполне себе полезные оказались, несмотря даже на то, что далеко не сразу научились понимать русский язык. Настроение бати, без того близкое к плинтусу, окончательно рухнуло, когда ведомый то вороном, то винтом элитник отказался пересекать границу уже 121-го лоскута и узкого. Да твою же мать! Уже вслух никого не стесняясь, выругался батя. Бойцы поддержали его негодование нестройным хором и намного менее литературными выражениями, демонстрировавшими вершину знаний великого и могучего. Пришлось сделать еще один крюк, теперь уже через лоскуты, один из которых прозвали Кривым за его странную форму, а второй значился на карте под номером 206. 206-й выходил на знакомый бате с первых дней в этом мире ПГТ с пятиконечной звездой на бараках, который, в свою очередь, соседствовал с Африкой. Но прямого пути с ПГТ на домашний лоскут сотни не было, так что объезд узкого через 206-й и безымянный с последующим выходом на небоскреб добавил еще час дороги. Благо, хоть твари за множество обновлений не особо обращали внимание на отряд, да и элитник сопровождения тоже делал свое дело по отпугиванию. Хоть кинологи и держали его уже из последних сил, то и дело перекидывая друг другу поводок. На недострой, который обычно использовали в качестве основной дороги на Африку, не поехали. Бойцы устали, топливо в машинах заканчивалось. Отпустив восвояси элитника, въехали на привычную саванну прямо с небоскреба и понеслись к крепости, предвкушая долгожданный отдых. И даже немного расслабились. Родной лоскут никогда не славился большим количеством бегающих по нему тварей. Скорее даже наоборот, он был островком спокойствия в этом безумном и постоянно меняющемся мире.
Но батина чуйка почему-то едва не взвыла от нехорошего предчувствия. Настолько нехорошего, что он, вопреки здравому смыслу, приказал первым двигаться единственному уцелевшему в рейде орлу, хотя логичнее было бы оставить его прикрывать отряд сзади. Сам при этом приник к биноклю и принялся вглядываться вперед. Беспокойство командира передалось сначала Доку, который молча сел за пулемет, а потом и американцам. Мэри без приказа вернулась в снайперское гнездо, а Джон, просигнализировав тягачу и пикапу, обогнал их и занял место прямо за танком. Это, собственно, и спасло их, когда под днищем идущего первым номером «Орла» неожиданно для всех расцвел огненный цветок взрыва. Танк подбросило в воздух, одна из гусениц сорвалась с колес и отправилась в собственный полет, выбрав в сторону противоположной боевой машине. А танк, не оправдав гордое имя, которое носил, грозно перевернулся на один бок и рухнул. Мрап батя обдала шрапнелью из металлических шариков, по которой командир безошибочно опознал противопехотную мину МОН-90. Броню мрапа шрапнель не пробила, но лобовое стекло все равно пошло тонкой сеточкой трещин. Шедшему последним пикапу поражающих элементов почти не досталось. Основной ущерб от подрыва Монки принял на себя Черный Орел, остаточный достался бронеавтомобилю и совсем уж незначительный – кабине Манна. Быстро оценив последствия своего решения по перестроению, батя связался с экипажем танка. «Ромео, что у вас?» Как ни странно, рация отозвалась довольно бодро. «Все живы, командир, и относительно целы. Что это была за хрень? Мы же Монки совсем в других местах разложили». Мины МОН-90, совсем недавно привезенные со склада, бойцы врыли в землю на подъездах к крепости. Имевшиеся в комплекте взрыватели МВЭ-72 подрывали их не дистанционно, а при физическом воздействии. Монками бойцы сотни перекрыли сектора, защищать которые было труднее всего, и, разумеется, оставили чистыми подъезды, которыми пользовались сами. Тогда как одна из этих мин могла оказаться мало того, что как раз на одном из подъездов, да еще и так далеко от крепости? Этого батя не знал. Пока не знал. Но твердо намеревался выяснить, причем максимально быстро. «Ромео, псих, бросайте дохлого пернатого и дуйте в МАН. Док, ты тоже. Мэри и Джон остаются со мной. Мэри, смотри в оба. Код замыкающий. Дрозд, держись за нами след в след и не ближе 50 метров. Как понял?» «Понял тебя, бать». Отозвался водитель тягача. «Командир, а я-то зачем?» Запротестовал было Док, но быстро сник под тяжелым взглядом бати и отправился к Дрозду. «Джон, езжай чуть в стороне от привычного маршрута». «Ес, командир!» Нахмурился бывший американский пехотинец и сцепил пальцы на руле так, что они побелели от напряжения. Лобовое стекло Мраппа выдержало шрапнель из шариков, которыми была начинена Монка, но все же покрылось трещинами, которые сильно испортили обзор. Поэтому, когда все распределились, батя высунулся в окно и принялся всматриваться в каждую неровность, применяя весь свой боевой опыт в разных точках мира. Благодаря этому удалось заранее заметить еще 2 Монки, уложенные именно так, чтобы отряд обязательно на них наехал. Третья рванула заранее. То ли взрыватель оказался слишком чувствительный и среагировал на колебания земли, то ли уложена мина была из рук вон плохо. Fucking shit. Commander, look. Сосредоточившись на том, чтобы провести остатки техники через неожиданно появившееся минное поле, батя уже по тону голоса Мэри понял, что произошла очередная за сегодня дрянь. И дрянь серьезная, раз снайперша от волнения сходу перешла на родной английский, хотя давно уже чесала по-русски без запинок, разве что от акцента еще не избавилась. Поднял голову и почувствовал, как по спине градом полился холодный пот. Над тем местом, где располагалась крепость, в небо поднимался столб густого удушливого дыма. Глава 10. «Твою налево!» Батя стоял возле Мрапа и неверяще смотрел на пепелище, оставшееся от крепости. Сгорело все. Чистокол ограды, к которому с внутренней стороны уже пристроили мостки для дежурных, хижины жилые и те, которые использовали как хозпостройки, навес, где хранилась боевая техника, мастерская Горелого, баня. Пожар был рукотворный, в этом батя был уверен на все 100. Хотя бы потому, что не увидел ни одного остова от тех же орлов, манов или пикапов. Да и Монки, неожиданно оказавшиеся аккуратно на пути его группы, а не там, где он приказал своим бойцам их разложить, тоже недвусмысленно намекали на то, что в крепости завелась крыса в человеческом обличье. Подозрение пало, разумеется, на новичков, но смущал тот факт, что они, принимая присягу, не врали.
Да и слишком привыкли они подчиняться по субординации, а не по уважению за дела, в отличие от всех ранее спасенных батей бойцов сотни. Так что нет, без приказа свыше они на такое не пошли бы. Но не дед же вернулся и переманил их на свою сторону. Нет, переманить-то он мог, но вот вернуться нет. Даже если предположить, что он попытался и выбрал при этом правильное направление, все равно не успел бы из-за тех же обновлений, которые задержали группу бати. Но тогда кто мог намеренно уничтожить единственное в этом мире место, которое можно было хотя бы с натяжкой назвать домом? Место, где можно было более-менее спокойно жить, не вскакивая ежесекундно от урчания тварей, унюхавших запах двуногой еды. Ополченцы? Нет, но они же не дураки, хоть и негры. Они защищали крепость и до того, как попали в этот мир. С чего бы им теперь ее уничтожать? В том, что пожар является диверсией, сомнений не было ни у кого. Уж слишком грамотно все организовано. Вся накопленная тяжелейшими усилиями техника попросту уведена. На это, помимо отсутствия островов, указывают и следы. Следов боя тоже не видно, а значит, люди просто ушли, при этом успев собрать все необходимое. Но ведь должна же у этого исхода быть причина, у которой, в свою очередь, по-любому имеется имя, фамилия и должность. Бойцы, как и сам батя, пребывали в шоке от вида сожженной крепости. Док тихо и заковыристо матерился, употребляя слова, которые в иной ситуации легко можно было бы принять за узкоспециальные научно-медицинские термины. Мэри попросту ревела и, похоже, сама этого не замечала. Горелый причитала своей сгоревшей мастерской, заботливо натащенными с лоскутов наборами редких и крайне нужных инструментов. Сокол и дрозд, но точь-в-точь близнецы, стояли рядом в одинаковых позах, запустив пальцы в волосы, и никто не знал, что теперь делать. Следовало немедленно заставить бойцов действовать, чтобы вернуть им боевой настрой и состояние потерянности превратить в желание действовать. «Обыскать!» – коротко скомандовал батя. «Но осторожно, мало ли какие тут остались сюрпризы». Бойцы, выведенные из состояния ступора уверенным голосом командира, бросились выполнять приказ. Первая находка, пролившая каплю света на случившееся, обнаружилась буквально тут же. За чудом уцелевшей частью стены ближайшей хижины обнаружилось тело Чоса. Опознали его по однорукости, потому что голова бойца обгорела практически до кости, а вот тело сохранило остатки плоти. «Разойтись! Продолжайте обыск!» Снова заставил бойцов действовать батя, а сам склонился над телом. Док, вопреки приказу, остался, но командир не стал возражать. Осторожно перевернул труп Чоса с живота на спину и невольно сглотнул. Перед бойца огонь практически не тронул. Видимо, когда начался пожар, Чос уже лежал на животе и, скорее всего, был к этому времени категорически 200-м, потому что в его груди зияло хорошо заметное пулевое отверстие с подтеками засохшей крови вокруг. «Док, твой выход!» Вздохнул батя и, сжав от злости кулаки, поднялся, уступая место лекарю. Тот присел на корточки над телом. Ну что тут сказать, командир? Сам же все видишь. Тут врач не требуется, чтобы причину смерти установить. Грохнули нашего Чоса и оттащили в сторонку, чтобы не спотыкаться в процессе сборов. «Думаешь, из-за этого все сбежали?» – усомнился батя. Думаю, что Чос был сильно против покидать крепость. Высказал единственное, напрашивающееся само собой мнение док. Но кому-то это не понравилось настолько, что он парня попросту пристрелил и взялся командовать вместо него. А кто это был? Это командир вопрос вопросов. «Да уж», – вздохнул батя. «Все люди, кроме новичков, были с нами не первый месяц. Для большинства из них крепость едва ли не дом родной. Вот скажи, док, какой им смысл уходить, да еще вот так?» «Кабы я, мля, знал!» – выдохнул, поднимаясь док. «Может, новички набузили? Ты вроде говорил, что они не врали, когда...» «Не врали, сомневались, были растеряны, но в целом искренне. Да и жидковато они малость, сами без приказа, вряд ли бы рискнули». Мотнул головой батя. «Твоя правда, командир», – согласился док. «Но тогда я вообще не понимаю, что за хренотень тут произошла. После того, как наши мины оказались закопаны на подъезде к крепости, да еще и далеко не на основном, случайности мне как-то не верится». «А нет тут никаких случайностей». Зло и досада, прожигавшие батя изнутри, вырвались. «Есть недосмотр, плохая работа с человеческим ресурсом, как любили это называть наши с тобой инструктора. Где-то я дал маху, короче». Док оторопело отступил на шаг, но быстро взял себя в руки. «Бать, командир, ты это, разреши обратиться не по уставу». Батя, удивившись формулировке, кивнул. «Охренел на себя слишком многое брать, да?» Тихо, чтоб не услышали другие бойцы, зашипел док. «Ты командир или кто? Расклеился, как половая тряпка в грязном ведре.
возьми себя в руки. Разберемся, что тут произошло, но позже. Сначала надо выжить. Давай, бать, вспоминай, как мы с тобой и Винтом чуть более полугода назад втроем остались после схватки с Брандашмыгом. Батя несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, заставляя себя успокоиться. Правильно, командир. Почесав кончик носа, одобрил его док. Я-то ладно, врач. Мне обо всех все знать положено. Но перед парнями не позорься, что ли. Захлопнись. Посоветовал доку батя. Я в норме. Ага, вижу, мля. Скривился док. Ты, главное, перед бойцами морду лица держи. Выплывать из всего этого дерьма будем. И, развернувшись, ушел, оставив батю одного справляться с внутренними сомнениями и внезапно остро нарисовавшейся неуверенностью в себе, как в командире, способном вести людей и отвечать за них. Крепость обшарили быстро. Не так уж много от нее уцелело. Намного меньше, чем должно было бы при случайном пожаре. Все постройки поджигали целенаправленно, предварительно вынеся из них содержимое, так или иначе считавшееся важным. Полностью был вычищен склад и от запасов оружия, и от консервов. Сняты карты. Какой идиот стал бы их сжигать? Аккуратно собраны запасы одежды и мыльно-рыльного. При этом оставлены детские игрушки, детские же книги с картинками и женские тряпки. То есть все то, что обеспечивало скорее комфортное существование, чем безопасность. Батя снова вспомнил деда и на всякий случай в деталях своего возвращения. И снова убедился в том, что дед никак не мог успеть вернуться в крепость. Если, конечно, не научился каким-нибудь образом проходить по лоскутам во время их обновления. И похолодел. А что если... «Батя, батя! Подойди к воротам!» Ожила пристегнутая к нагрудному карману рация. Что там, Винт? Нетерпеливо уточнил батя. В 2 словах не объяснить. Крайний раз, когда мне говорили подойти и скрывали из-за чего, у нас нарисовался мой двойник. Хотел было встрять внутренний Петросян, но был жестко и своевременно остановлен. Иду. Коротко отчеканил батя. За воротами, где расставленная полукругом дежурила уцелевшая техника и снайпера, царила неожиданная суета. Батя нашел взглядом Винта и направился к нему. Выглядел боец растерянно. Ну, что тут? Винт вздрогнул. Бать, пойдем, я тебе лучше покажу. Чертыхнувшись про себя, командир направился вслед за бойцом. Винт обошел кругом кабину Манна, единственной машины, которую поставили между воротами и защитным полукругом из военной техники. Подошел к задней части кустарного тента и жестом пригласил батю подойти ближе. Первым командир увидел Дока, напряженного и очень делового, а вторым – залитого слезами Семена. «Дядя Андрей! При виде бати бросился к нему пацан. Дядя Андрей, я знал, что вы вернетесь!» Батя не сдержал внезапно нахлынувших чувств и прижал мальчишку к себе. Случайно спасенный всего неделю назад пацан неожиданно стал для него очень важной частью возрождаемой сотни. Почему? Командир не понимал. Осматривая сгоревшую крепость, он даже не вспоминал о Семене. Но сейчас, увидев, что мальчишка жив и здоров, он вдруг почувствовал что-то вроде облегчения. Увидел пусть далекий и неясный, но свет в конце тоннеля. И силы, душевные и физические, чтобы в очередной раз начать все сначала. Ну тише, боец, тише. Докладывай, что тут произошло. В порыве чувств батя провел пару раз своей заскорузлой ладонью по волосам Семена. Неизвестно, что подействовало лучше. Капля проявленной батей отцовской нежности или волшебное слово «боец». Но Семен решительно отстранился и вытер слезы. Глубоко вдохнул, собираясь мыслями. «Приехал этот, который второй вы, дядя Андрей. В смысле, который дед». У бати в мгновение ока земля ушла из-под ног. Как? Ведь тоже об этом думал, но отмел вариант как невозможный. «Сказал, что он это вы, и что надо собираться, потому что на крепость движется лавина тварей, что бойцы, которых он, в смысле вы, взял с собой, их сдерживают, но надо торопиться». Ему поверили. Оторопел батя, внутренне исходя на желчь и самое страшное ругательство, которое знал. «Он на вашем броневике приехал и вел себя точь-в-точь, как вы. Собираться помогал, все подсказывал, карты велел в первую очередь собрать. Только Сева что-то заподозрил». Сева? Новичок? Как? «Я не знаю, Пожал плечами почти успокоившийся Семен. но он мне сказал, что тут что-то нечисто, и чтоб я держался от вас, от деда подальше, а сам пошел к Чесу. Тут мальчишка снова всхлипнул, но быстро взял себя в руки. Я не особо слышал, о чем они с дедом говорили. Подкрался ближе, и тут дед взял и выстрелил Севе в колено. Я тогда тоже сразу понял, что это дед, а не вы. Вы бы так не поступили. Я точно это знаю. Мне бойцы ваши рассказывали». А кто-нибудь кроме тебя видел, как он стрелял? Уточнил батя. Семен активно замотал головой. Он взял пистолет с такой же штукой, как вы мне давали. Выстрел тихий получился. А Чёс что?
Из глаз Семена снова потекли непрошенные слезы. Это я виноват, дядя Андрей. Я к Севе побежал. Закричал, чтоб вы, ну который не вы, остановился. А вы, дед на меня пистолет навел. А чёс, он... Что? Что? Едва не закричал батя. А он меня собой закрыл, когда дед выстрелил. Снова разревелся Семен. Да так отчаянно, что бате снова пришлось прижать мальчишку к себе. Это я виноват, дядя Андрей, простите. Ни в чем ты не виноват. Сглотнув застрявший в горле ком, твердо сказал батя. На войне такое бывает. А мы с тобой именно что на войне. Слышишь, малец? Семен всхлипнул, но кивнул. Давай, боец, рассказывай, что дальше было. Севу дед тоже убил. Батя старался говорить твердо, но голос то и дело давал петуха от распиравших командира эмоций. Жалость к Семену, злость на деда и на себя за то, что не пристрелил его к чертям собачьим, когда была такая возможность. Отчаяние и чувство вины перед погибшим чесом и вынужденными уйти с дедом ополченцами, женщинами и детьми. Все смешалось внутри, формируя из нынешнего, уставшего и отчаявшегося бати, кого-то нового, кого-то настолько сильного, что его не сломит никто и ничто, даже он сам. Севу я забрать успел. – схлипнул Семен. Он крови много потерял. Дядя Андрей, он ведь не умрет, правда? Так он жив. Батя отстранил Семена от себя, присел напротив, удерживая мальчишку руками за худые плечи. Как? Ну, – смутился зареванный Семен. я к нему подбежал, хотел утащить подальше от вас, деда, а потом мы с ним оказались вдруг возле реки. Я Севу в заросли тростника затащил, чтоб не видно было, и сам тоже спрятался. Сидел, пока крепость горела, а потом услышал, что кто-то подъехал, выглянул и ваших бойцов увидел. Винта вон, Дока, выбежал к ним. Молодец, – с чувством сказал батя. Семен, какой же ты у меня молодец. Все правильно сделал. Смысла расспрашивать мальчишку больше не было. Оставалось ждать, пока док подлечит Севу. А батя был уверен, что врач в кузове тягача колдует именно над раненым новичком, и поговорить уже с ним. Семен от слов командира зарделся. Ну все, приведи себя в порядок, умойся, боец ты или кто, и приходи, выдам тебе оружие, какое есть. Поскольку нас осталось мало, считай, что ты вне очереди принят на службу в ЧВК «Адская сотня», звание курсанта. Будешь моим личным помощником. Так точно. Смешно вытянулся по стойке мальчишка. Ну все, иди, а я посмотрю, что там с Севой. Может, доку какая помощь нужна. Посмотрев пару секунд на удаляющегося Семена, батя направился к тягачу. Уже в курсе? Коротко спросил его док. Да. Батя кивнул. Ну что скажешь? Кровопотеря большая. Пока в отключке, но жить будет. Я ему вколол жижу, на всякий случай стимулятор. А ноги? А что ноги? Не понял док. На месте, заживут. Когда поговорить-то с ним можно будет? Док вздохнул. Выглядел он устало. Наверняка использовал по полной и свой дар, чтобы помочь Севе. Откуда мне знать? Может, к вечеру, может, завтра. Да я и не уверен, что он нам что-то полезное скажет. Тут Семка твой самым полезным информатором оказался. Только толку-то с этого. Обвел нас дед вокруг пальца, как детей. Мы его запутать хотели, времени кучу потеряли, а он дуриком рванул в противоположном направлении. И смотри-ка, успел, мля, черт поганый, мимо всех обновлений. Женщина с детьми-то ему нахрена. Оставил бы в крепости, сумели бы убраться от пожара. Чтоб меня уесть. Неожиданно произнес батя, сам шалея от догадки. Зачем вся эта странная операция понадобилась деду? Ополченцы понятно зачем. Других бойцов у деда нет, а нужны. Да и технику кто-то должен был вести. А женщина с детьми просто так, чтобы продемонстрировать, что они бесполезны. Или чтоб шантажировать ополченцев, если они в какой-то момент догадаются, что он не ты. Подал голос незаметно подошедший сзади винт. Возможно и так. Подумав, кивнул батя. Долго притворяться мной дед вряд ли сможет. Так что, командир, в погоню? Деловито уточнил винт. Бате очень хотелось ответить утвердительно, но вместо этого он покачал головой. Не сейчас. Мы остались без крепости и запасов. Бензина в баках тоже мало, да и раненый имеется. Нет, первым делом нам надо найти спокойное место, где мы сможем организовать лагерь для проживания. Желательно подальше от привычных маршрутов, потому что их наверняка будет караулить дед. Думаю, надо уходить на юг, через крематорий. Там у нас практически необследованная территория. Как скажешь, бать. Согласился винт. Сейчас крепость до конца осмотрим. Вдруг еще что-то или кого-то найдем. Разреши идти? Батя кивнул и, глядя в спину винту, подумал о том, что вот теперь-то сделал все правильно. Принял решение, которое, как он надеялся, сбережет жизни и силы оставшимся бойцам, а не бросился за обидчиком, сломя голову. В конце концов, дед тоже нуждается в бойцах,
Так что вынужден будет ополченцев беречь хотя бы немного. А это позволяет ему, бате, перегруппироваться, провести анализ ситуации и принять взвешенное решение о том, как действовать дальше. Глава 11. Собрав то немногое, что уцелело после пожара, батя повел группу на крематорий. Недострой был более удобным для временного лагеря лоскутом, но там существовал риск встретиться с дедом. Окончится такая встреча, судя по поведению двойника, могла только одним – боем, к которому командир был однозначно не готов. И дело было не столько в неминуемых человеческих потерях, сколько в их откровенной бессмысленности. Дед, упрямо стоявший на своей точке зрения и противопоставивший ее батиной, не просек главную фишку пекла. Хочешь выжить – объединяйся, а не враждуй. Из нее вытекает всего несколько простых правил, написанных кровью. Спасай всех, кого можешь спасти, потому что иммунные – самая большая местная ценность. Отдавай командование тому, кто опытнее и знает, что делать, а свое эго засунь в собственную же задницу, да так, чтобы не торчало. Учись у тех, кто прожил тут больше тебя и знает, как не откинуться по-быстрому и по-глупому. Ни одна истина из перечисленных в голове деда не улеглась. Он не осознал, где оказался, и стал действовать как привык, то есть продавливать свое видение, основанное на старом опыте, который в этом мире был слабо применим. Ну а батя наконец понял, что, несмотря на внутренние метания и сомнения, все делал правильно. Берег людей, объединял их, своим примером и участием в рейдах показывал, что надо делать. Нес выпавшую на него ответственность. И именно поэтому он намеревался пока избегать встреч с дедом. А тот, можно даже не сомневаться, будет эти встречи наоборот искать. Будет как шакал рыскать по известным лоскутам в надежде, что то же самое сделает и батя. Будет первым прискакивать на обновление склада и троечки в надежде обогнать и демонстративно уделать. Прежний батя, возможно, тоже выбрал бы такой путь противостояния. Нынешний стал умнее и предпочел отступить. Пекло большое, места в нем вполне вероятно хватит всем. Да, людей, уведенных дедом, жаль, но он ведь не на казнь их забрал. Ему придется выдавать себя за батю, а значит, хотя бы делать вид, что заботится. Да и понимает он, что других людей взять ему пока негде. И будет беречь тех, что есть, пусть даже как безмолвных и бездушных пешек. Будет, никуда дед от этого не денется. Рано или поздно им, конечно, придется снова встретиться, но чем позднее, тем лучше. Возможно, к тому времени дед тоже поймет то, что осознал батя, а если и нет, то у командира хотя бы будет время перегруппироваться и придумать, как уничтожить двойника, не столкнув в смертельном бою своих бойцов со своими же ополченцами. На крематории, насквозь провонявшим дымом от сожженных машин и тел, и заночевали, замаскировав технику в старых, заросших кустарником и деревьях ангарах. А наутро двинулись дальше. Крематорий граничил с ничем в целом непримечательным лоскутом. Все те же высотки из стекла и бетона, те же широкие улицы, разлинованные линиями платной парковки, те же крохотные прогулочные зоны, стандартные для бизнес-центра крупного города. Везде, как водится, царила разруха и следы пребывания тварей. Изувеченные скамейки, искореженные и разорванные когтями остовы автомобилей, выбитые двери зданий и стекла на первых 3 этажах, и, конечно, костяки. По состоянию последних можно было сделать вывод, что обновление этого лоскута произошло уже довольно давно. Остатки плоти сгнили, кости выбелило солнце. Расписание обновлений этого лоскута батя не знал. Он и его бойцы как-то все больше исследовали северную и западную от Африки часть пекла, а до южной руки все никак не доходили. Что ж, пришла пора исправить это. Батя скомандовал машинам остановиться в самой застроенной части лоскута. «Обыскать машины и здания», – скомандовал он. «Ищем оружие, даже гражданское, патроны, консервы и канистры». Бойцы тут же занялись делом. 2 группы под предводительством Винта и Ворона отправились на мародерку. Батя остался в Мраппе, накрыв все оставшиеся машины невидимостью. Самым нужным предметом для остатков сотни сейчас были канистры. В них можно попытаться слить бензин из баков автомобилей. А бензин сейчас батя необходим как воздух. Бронеавтомобили «Тягач» уже почти израсходовали запас топлива и теперь мигают паническими лампочками на приборной панели. В пикапе есть еще литров 10, но это практически ни о чем в условиях этого мира. Можно выжить здесь и без транспорта, будучи одиночкой с хорошим и полезным даром. Но в 15-ром, да еще имея на руках раненого, уже проблематично. Слишком малая скорость перемещения для такой группы,
Слишком много припасов и оружия придется таскать на себе. Даже с учетом того, что физически все, кто сюда попал, становятся сильнее и выносливее, вариант откровенно плохой при наличии альтернатив. К тому же возникнет серьезная опасность попасть под обновление. На машинах можно попытаться вырваться. Пешком это просто нереально, если ты не находишься прямо на границе, на которой, кстати, уже ждут обеда голодные твари. В районе, где провели первую мародерку, удалось найти всего 2 канистры. Зато полные. Их содержимое тут же вылили в баки мраппа и тягача, даже не задумываясь об октановых числах, не до них уже. Поскольку тварей в округе пока не наблюдалось, принялись в освободившуюся тару сливать бензин из раскуроченных машин и смогли набрать еще 5,5 канистр. По 2 опять влили в бронеавтомобиль и тягач, 1,5 в пикап и переместились в соседний район. Тут бате и бойцам повезло обнаружить заправочную станцию. Электричества на ней не было, но зато обнаружился исправный генератор. Его запустили и залили баки машин под крышечку. Заодно наполнили канистры как найденные, так и честно смародеренные в магазине заправки. Заодно погрузили в кузов тягача найденные тут же бутылки с водой, консервы и даже пачки со снеками и чипсами. Тоже еда, хоть и не особо питательная. Предварительно, правда, пришлось задвухсотить 2 голодных зомби в фирменных жилетках, бродивших в подсобном помещении. Шум генератора и заправочных колонок привлекли стаю тварей, но Сокол вовремя заметил их приближение и предупредил погонщиков, которые взяли их под контроль и увели в сторону. К сожалению, на заправке не оказалось никакого алкоголя, даже легкого, а запасы пойла и гороховки у бойцов уже подходили к концу. Из-за этого остро встал вопрос охоты, но заниматься ею без подготовки не хотелось. Даже при наличии кинологов и батиной невидимости риск нарваться слишком велик. Сначала надо найти удобное место и подумать над тактикой охоты. Тем не менее, тянуть слишком сильно тоже было нельзя. Обнеся заправку, двинулись дальше. Следующий лоскут, несмотря на обилие небоскребов из все того же стекла и бетона, оказался частью элитного жилого района. Здания тут имели смотровые площадки на средних по меркам небоскребов этажах, что-то вроде террас, украшенных плетьми вьющихся растений и переходные мостики от дома к дому. Под каждым имелся подземный гараж, а нижние этажи занимали фитнес-центры, кинотеатры, фудкорты и элитные продуктовые магазины. Батя при виде эдакого богатства аж зубами заскрежетал от досады, что раньше не сунулся исследовать эту часть пекла. Но быстро себя одернул. В высотных зданиях количество двуногой еды на проекцию квадратного метра зашкаливает. Так что сюда, как на троечку, не сгоняешь спустя всего сутки после обновления. А значит, добычей могут стать только консервированные продукты. И то только в том случае, если твари не разнесут магазины перед своим уходом. Метку на карте батя тем не менее сделал. Рано или поздно у него появится возможность обносить и этот лоскут. Вот тогда он сюда и вернется. Быстрый обыск пары магазинов показал, что рассуждения были верными. Твари уже успели добраться до торговых залов и активно в них похозяйничали, разнеся полки, холодильники и даже склады, находившиеся в задней части зданий. Более того, во втором магазине обнаружился топтун, случайно запершийся в огромном, занимавшем целую комнату холодильнике. Его обнаружили благодаря винту, почувствовавшему чужое присутствие. Разумеется, тут же взяли под контроль и задвухсотили, разжившись при этом виноградинами и парой горошин. Так себе добыча, но не разбрасываться же ею. До вечера успели обшарить еще 3 торговых центра, попутно отправив на покой парочку горилл из десяток зомби, подобно топтуну, не сумевших найти выход наружу. На ночь загнали машины в подземный гараж под самым скромным по местным меркам небоскребом, на первом этаже которого располагался только небольшой фитнес-центр. Сами переместились в квартиру, расположенную на 8-м этаже. То есть достаточно высоко, чтобы твари, за исключением самых крупных, могли бы легко туда забраться. Быстро перекусили тушенкой и распределили дежурство. Половине бойцов батя дал возможность поспать полноценно. Остальные, включая его самого, сменялись каждый час. Себе командир оставил самое сложное – предрассветное дежурство. Ночь прошла беспокойно. То и дело по улице пробегали стаи тварей. Причем в таком количестве, что батя диву давался, где они все были днем. Как расцвело, ответ выяснился сам собой. В километрах 3 к западу от месторасположения бойцов к небу поднимался столб тумана, в котором то и дело сверкали молнии. Моментом стоило воспользоваться, поэтому батя поднял бойцов и приказал им собираться. Спустя полчаса все уже сидели по машинам
и отряд двинулся дальше. С лоскута, давшего им убежище на ночь, свернули на юго-восток и неожиданно оказались на лоскуте, представлявшем из себя огромную промзону с заводами, складами, ангарами и прочими строениями, предназначенными для организации непрерывного цикла производства. Чего именно, выяснилось практически тут же, когда отряд в первом же цехе обнаружил полусобранный кузов от самоходного комбайна, а рядом с ним, собственно, специализированную насадку шириной в 3 раза больше самого комбайна, с рядами ножей, предназначенных для скоса явно не травы, а чего покрепче и повыше, кукурузы, например. Пока отряд проверял цех, Горелый задумчиво разглядывал комбайн. Батя возмущаться тем, что боец ослушался приказа, не спешил. Водитель-механик одного из черных орлов, что в первом своем возрождении, что во втором, обладал крайне специфическим и полезным даром понимать устройство любой подвижной техники и уметь из разрозненных запчастей создать эдакого с виду Франкенштейна, который в итоге не только поедет, но еще и окажется незаменим в ситуации, для которой был задуман. Из дальней части цеха послышалась короткая очередь. Практически сразу ожила рация. «Порядок, гориллу завалили. Сейчас вскроем». Батя, остававшийся с Горелым, выдохнул. Пока никаких особых трудностей отряд не встречал. Орда не просто сбила к такой-то матери все расписания обновлений, она увела на восток огромное количество тварей. Первая создавала дополнительные проблемы, но только в той части пекла, которую батя знал. А здесь, на неизведанных лоскутах, в принципе не оказывала никакого влияния. Второе, в зоне, по которой прошла Орда, и рядом, скорее облегчало жизнь, чем усложняла. Горелый, пока батя размышлял о превратностях судьбы, успел облезть весь тракторный кузов и уже осматривал насадку. «Командир, я тут подумал...» Заметив внимательный взгляд бати, Горелый почесал заросший щетиной подбородок. «Может, обоснуемся на этом лоскуте? Ну, хоть на неделю, а лучше на 2. Вроде тут нежилой район. Тварей сильно много бегать в округе не будет. Да и цеха тут неплохие. Можно и технику спрятать, и людей с комфортом разместить. Что задумал?» Проницательно поинтересовался батя. Горелый усмехнулся и ткнул пальцем во внутренности насадки. «Ножи видишь? Есть у меня идея, как их применить. Будем крупняк просто машинами разматывать, если получится то, что я хочу. Но мне время для этого нужно. И вот это все оборудование». Механик-водитель широким жестом обвел просторное помещение цеха со сборочной линией и множеством специализированных рабочих мест. «Что толку с конвейера? Обесточен же». Засомневался батя. Хотя к идеям Горелого он всегда относился с большим интересом и уважением, несмотря на то, что не всегда их понимал. «Вон там генераторы есть», – показал дальний угол боец. «Снаружи не сильно их будет слышно, особенно если тряпок на них навалить. Разве что бензина потребуется прорва, но тут должен быть запас на черный день. На первое время и его хватит. А если обновление? Мы ж не знаем, когда оно будет». Батя, как и положено командиру, просчитывал все возможные варианты. «Так мы на краю лоскута», – мотнул головой Горелый. «Успеем свалить». Батя ненадолго замолчал, а потом махнул рукой, давая свое одобрение. Он бы предпочел уйти еще немного дальше от привычных мест, но решил довериться подчиненному. А вдруг и правда сумеет собрать что-то такое, что усилит группу. Да, к тому же батя хоть и старался изменить тактику, все равно в глубине души опасался, что дед сможет его решение просчитать и таким образом подобраться ближе. А тут место выбрал Горелый, на пару с волей случая, а батя... Батя просто не стал этому мешать. Доверился бойцу, чего уж точно никогда бы не сделал дед с его идеей фикс, что командир важнее группы и любого бойца в ней. Группа, услышав приказ зачистить территорию вокруг понравившегося Горелому цеха, взялась за дело с огоньком. Место понравилось всем. Машины сразу загнали внутрь, расположив так, чтобы в любой момент можно было бы забраться в них и немедленно уехать. Семен и все еще слабый, но уже гарантированно живой Сева занялись тем, чем могли. Принялись подсчитывать имеющиеся запасы еды и патронов, а заодно раскладывать их так, чтобы НЗ из всего необходимого имелся в каждой из 3 оставшихся машин. К вечеру подготовка была завершена. В дальнем углу цеха оборудовали спальные места из найденных тут же палет, накрытых добытыми на троечке тонкими одеялами. Противоположный угол отвели под сортир. Под руководством Горелого попробовали запустить генераторы, а затем и линию. Цех оказался очень неплохо звукоизолирован, так что с улицы практически никакого шума от работы линии не появилось. Тем не менее, снайпера распределили наблюдательные позиции снаружи цеха и накрутили на дуло своих винтовок глушители. С ними вызвались оба кинолога. В итоге и снайперов, и кинологов батя от ночных дежурств освободил, приказав будить их только в крайнем случае.
Обе выбранных для наблюдения позиции и все предполагаемые пути перемещения между ними и цехом тщательно обсыпали смесью перцев, намародеренной на троечке, чтобы отбить нюх тварям, которые могут заинтересоваться двуногой едой. Все входы в цех, кроме одного, забаррикадировали. У окон, поднятых над уровнем пола метров на 10, оборудовали огневые точки на имевшихся пандусах из металлокаркаса с натянутой на него сеткой. Распределив дежурство, быстро перекусили тушенкой. Пустые банки собрали в полиэтиленовый пакет, чтоб не распространяли запах, и закинули в кузов манна, обвешанный мешочками со все тем же перцем. Батя долго крутился с бока на бок. Его в который раз уже за последнее время одолела бессонница. Но причина ее на этот раз была не тревожной, а словно бы предвкушающей. Командир подспудно чувствовал, что грядут изменения. Какие сказать не мог, но чуйке своей доверял. И просто надеялся, что все произойдет к лучшему. На следующий день в цеху закипела работа. Глава 12. «Дядя Андрей, ну можно я с вами? Ну пожалуйста!» Конючил Семен по пятам, следуя за батей. «Нет, боец, ты остаешься и будешь помогать Горелому». Строго качал головой командир, подгоняя по телу разгрузку. «Да я ему не нужен там. Горелый меня к своему изобретению даже близко не подпускает. Возмущенно пытался убедить командира пацан. Дядя Андрей, ну возьмите меня!» «Не можешь помогать? Охраняй». Оставался непреклонным батя. «Еще чего, тащить ребенка в рейд по незнакомым лоскутам». Думал он при этом про себя, досадуя на пристававшего к нему Семку. Бойцы жили в цеху уже почти неделю. Горелый, взяв себе в помощь Севу, Ромео и Ветрянку, ваял из имевшихся тут деталей чудо-монстра от мира сельскохозяйственной деятельности. Сам он свое будущее творение ласково называл «цыпочкой» и прятал от чужих взглядов, завесив занятую часть цеха с конвейером и корпусом трактора невесть где найденными тряпками. Хоть в работу подчиненного бати предпочитал не лезть, но любопытство, как же в итоге будет выглядеть этот чудо-комбайн против тварей, все равно заставляло его то и дело, проходя мимо импровизированной мастерской, бросать взгляды в щели между тряпками. Из них на командира поглядывали хищно поблескивающие лезвия косилок, скрученные из заточенных арматурин спиралевидные шипы и куча других, непонятных пока приспособлений. Но общего понимания, что же именно задумал Горелый, не было. Пока главный кулибин новой сотни и его помощники занимались реализацией технического прорыва, батя с остальными бойцами взялись за обеспечение отряда необходимыми ресурсами. С едой и водой проблем пока не намечалось, всего было в достатке, но требовались виноградины и желательно горошины, то есть то, без чего существование в этом мире попросту невозможно. Да и бензин, которого и так было немного, после запуска генераторов стал расходоваться с огромной скоростью. Один короткий, можно даже сказать, разведывательный рейд на соседний лоскут батя за эту неделю уже совершил. Настала очередь второго, уже более основательного. 6 бойцов, включая еще не вполне здорового Севу, командир оставил охранять цех. Вторая половина уже сидела в салоне МРАПа, ожидая старта. И тут, откуда ни возьмись, со своим упрямым желанием отправиться в рейд влез Семен. «Дядя Андрей, ну какой из меня охранник? Меня даже к дежурствам не допускают. Говорят, что маленький, а мне почти 13, между прочим». Совсем не по-детски возмутился пацан. «Семен», – вздохнул батя, отвлекаясь от сборов. «мои бойцы много лет воевали в разных горячих точках. Перед этим они все имели опыт службы в армии, проходили жесткое обучение при приеме в сотню. Они слажены между собой, как винтики одного механизма, понимаешь? А тебе всего лишь почти 13, и все эти 13 лет ты был обычным городским ребенком. Семен, прежде чем я начну брать тебя в рейды, ты должен очень многому научиться, и проводить это обучение в условиях рейда я не буду». «А как же мне тогда учиться?» – расстроился Семен. «Все от меня отмахиваются, а док говорит, чтоб я напрямую к вам шел с этим вопросом». «Я займусь этим, обещаю», – поклялся батя. «но сначала мне нужно, чтобы ты усвоил понятие дисциплины. Без него от обучения никакого толка не будет». «Я готов», – буркнул Семен. «Тогда урок первый, преподам прямо сейчас. Дисциплина – это когда командир отдает приказ, и все его выполняют, без вопросов и возражений, даже если приказ кажется несправедливым, понимаешь? Так вот, я сейчас отдаю тебе приказ остаться здесь. Выполнишь – поставлю тебя сегодня ночью на дежурство. В процессе объясню, что да как». Плечи мальчишки поникли. «Так нечестно, дядя Андрей». «А жизнь, она вообще не очень-то честная, сынок», – Вздохнул батя. «И, кстати, сразу тебе второй урок.
У каждого бойца, помимо имени, есть позывной, короткий и известный всем. Существует он для того, чтобы было легко общаться в бою. Поэтому запомни, я батя, а не дядя Андрей. Дяди остались в прошлой жизни. А у меня позывной тоже будет? Немного оживился Семен. Обязательно, Пообещал батя. но только при условии, что ты будешь выполнять мои приказы. Все, Семен, иди к доку, и пусть он тебя нагрузит общественно полезной работой. Например, научит разбирать и собирать калаш. Вернусь, продемонстрируешь. Договорились? Семен неохотно кивнул. Обычно бойцы отвечают так точно. Мягко подтолкнул его батя. В то, что Семен послушается, он не особо верил и хотел знать, ожидать ли от мальчишки неожиданностей. Но на кивок его способность отделять правду от лжи не работала. Нужен был прямой ответ на прямой вопрос. Так точно, командир. Нехотя подтвердил Семен. И, конечно же, соврал. Но батя не показал, что понял это. Хорошо, боец. Тогда поручаю тебе прямо сейчас отправиться к доку. Имей в виду, за нарушение приказа твоя подготовка будет отложена, и вместо нее ты дальше будешь заниматься подсчетом ресурсов. Как понял? Так точно. Вот на этот раз мальчишка оказался искренним. Хорошо, понял, командир. Так держать. Потрепал Семена по голове батя. Вернусь, покажешь, чему научился. А теперь иди. Угроза не обучать в случае нарушения приказа подействовала хорошо. Семен умчался к доку на ускорении и даже пару раз телепортировался метра на 3. Батя, глядя ему в спину, только покачал головой. Горячий пацан, решительный. Удивительно, как на самой ранней стадии развития дара, когда предел его прыжка составляет каких-то метров 15, сумел свалить из крепости, да еще и Севу с собой прихватить. Видно, на адреналине поднапрягся. Да, будет из парня толк, будет. Дай только время на подготовку. И терпение. Хмыкнув, батя полез за руль МРАПа, в салоне которого его уже ждали остальные бойцы. Бронеавтомобиль вырулил из ангара уже под прикрытием невидимости и, медленно набирая ход, поехал к восточной границе промзоны. Что там, батя не знал. Лоскут он выбрал методом научного тыка. А как еще поступить в условиях, когда ты находишься в незнакомой тебе местности? Только угадывать и исследовать. Чем, собственно, батя решил заняться попутно с добычей необходимых для выживания ресурсов. Соседний Лоскут оказался элитным микрорайоном с малоэтажной застройкой, огромными дворами без машин и обустроенными зонами отдыха. Обновление тут произошло не так уж и давно, но масштабного пиршества у твари не получилось. Не так оказалась концентрация людей, чтобы хорошо отожраться. Соответственно, и следов обычного погрома было мало. Лишь кое-где виднелись привычные взгляду растащенные костяки да взрытый газон. А в целом Лоскут практически не пострадал от обычного после обновления нашествия тварей. Однако для бати и его бойцов он был совершенно бесполезен, полным отсутствием как тварей, так и машин. Раздосадованно вздохнув, батя повел МРАП с бойцами еще восточнее. Следующий Лоскут был максимально типичным для этого мира. Высотки делового центра современного мегаполиса. И он был почти свежий. Приметное урчание твари раздалось уже на подъезде к нему. Бойцы тут же распределились по боевым постам. Мэри залезла в снайперское гнездо. Псих перехватил у бати руль, Дрозд уселся за пулемет. Винт замер рядом с батей, готовый брать твари под контроль. Остальные с калашами и АДС расселись у бойниц, контролируя обстановку вокруг. «Малый вперед!» – велел батя психу. Первую тварь, бронированного по самое «не могу» элитника, ростом метров так под 8 и с длинным хвостом, оканчивающимся покрытыми шипами приплюснутым шаром, встретили практически сразу. Элитник, обладавший крайне чувствительным, как у любой твари, слухом, выскочил на звук работающего на малых оборотах двигателя бронеавтомобиля и закрутил головой с рогами, расположенными по 3 в 2 ряда. Псих, не дожидаясь команды, плавно остановил МРАП и покосился на батю. Тот, в свою очередь, на винта. «Уже?» – отчитался тот. «Можно валить». «Бойцы, начали!» – выдохнул батя и первым полез из МРАПа наружу. За ним потянулись стрелки с автоматами. Мэри и Дрозд остались на местах. Рассредоточившись, бойцы взяли территорию вокруг твари под контроль. Батя тут же обеспечил им невидимость, а сам, вооружившись ножом, двинулся к элитнику, который по команде винта неохотно опустился на четвереньки, а потом и вовсе прилег. «Огромный какой!» – подумал батя, взбираясь на бронированную спину. «Наверняка народ крепкий. Придется повозиться». Нащупал щель под бронированным капюшоном, прикрывавшим нарост, сделал первую попытку вонзить нож и с мутюгами полетел обратно на асфальт, потому что элитник, несмотря на поводок винта,
сделал попытку подняться. Батина чуйка взвыла, предупреждая об опасности. Командир попятился. Батина чуйка взвыла, предупреждая об опасности. Командир попятился. Элитник, рухнувший было снова под давлением дара винта, предпринял еще одну попытку подняться и протяжно заурчал. Тут же вдалеке раздалось многоголосое ответное урчание. «Отступаем!» Облившись холодным потом, приказал батя. Бойцам повторять не пришлось. Они и сами поняли, что элитник в этот раз им попался капитально непростой. Громкое многоголосие и, главное, близкое урчание слышалось уже со всех сторон. Элитник все пытался сбросить с себя невидимый поводок, упрямо мотал головой и двигал носом, выискивая, откуда доносится такой аппетитный запах живой человечины, приправленный потом и адреналином. Бойцы организованно грузились в мрап. Стрелки напряженно держали под контролем свои сектора обзора. Батя пятился последним и мысленно проклинал попавшего им на пути элитника, явно очень и очень непростого. Времени с начала отступления прошло всего ничего, секунд 15, может 20. Но его хватило, чтобы мрап, набитый людьми, оказался окружен плотным кольцом тварей, самой безобидной из которых была горилла, которая вот-вот переродится в топтуна. Псих, не дожидаясь приказа, включил заднюю и медленно тронул бронеавтомобиль туда, где еще виднелся просвет в кольце тварей. Но звук мотора, как бы боец ни старался держать малые обороты, все равно заставил мутантов заволноваться сильнее, и кольцо вокруг укрытого под невидимостью мрапа стало стягиваться. Отчаиваться командиру было некогда, несмотря на патовую ситуацию. Из-за деда у них не было никакого оружия калибром крупнее 12-го, и весь расчет строился на способности винта контролировать тварей. Раньше эта тактика давала свой результат, но сегодня выяснилось, что самые крупные из элитников все-таки способны сопротивляться управлению извне. Или, возможно, дар винта для них просто был пока еще слабоват. Как бы оно ни было, в данный момент батю больше интересовало, как выкручиваться из нештатной ситуации. Командир прогонял в голове одну идею за другой, и все их отметал практически сразу. Такой толпе тварей противопоставить было нечего. «Псих, давай аккуратно!» Подсел ближе к нему батя. «Попробуем выбраться тихим сапом. Винт, бросай этого переростка. Задних сможешь раздвинуть, чтобы мы прорвались?» А потом еще и натравить на этого. Так же тихо, как и батя, предложил вечно неунывающий дрозд. «И натравить!» Мрачно подтвердил командир. Идея была отличной, но полностью зависела от сил винта. Батя покосился на него. На бойца жалко было посмотреть. Настолько он выдохся, борясь с неожиданно сильным элитником. Но, заметив взгляд командира, он рукавом вытер пот со лба и висков, приложился к фляге с остатками пойла, сделал большой глоток и решительно кивнул. «Так точно, постараюсь!» Дальше оставалось только ждать и надеяться. Батина невидимость продолжала работать и даже не причиняла особых неудобств. Как сторожил пекло, командир успел развить свой первый дар сильнее, чем появившиеся много позже бойцы. Однако больше он ни на что повлиять не мог. Мрап полз задним ходом на тварей, но те, несмотря на старания винта, расступались медленно и неохотно. Другие мутанты во главе с суперэлитником медленно двигались вслед мрапу, не желая упускать невидимую, но такую аппетитную добычу. В салоне бронеавтомобиля царила гробовая тишина, нарушаемая только напряженным дыханием людей, готовых умереть, если придется, но не готовых продавать свои жизни каким-то мутантам слишком дешево. «Винт!» – тихо спросил батя, бросив короткий взгляд на бойца. «С трудом!» – не стал отмазываться тот. «Они тут все какие-то слишком сильные, давят в ответ, причем все вместе. Видимо, ими тот суперэлитник управляет, его стая, и никого из своих, мля. Думаешь, у переростка такой же дар?» С полуслова командир догадался, что пытался сказать ему боец, и почувствовал, как внутри все сжалось от ощущения неизбежности близкого конца. Батя ходил под смертью много лет и не боялся встречи с Костлявой. Он как-то жился с тем фактом, что все люди внезапно смертны, и просто не задумывался. А что же там на другой стороне? Никаких религий и верований командир не придерживался, поэтому его не ждали за чертой ни рай, ни Волгалла. Попав сюда, он впервые задумался, а не филиал ли это того самого загробного мира? Правда, не рая, а ада. Даже стал потихоньку называть это место пеклом. Уж больно похоже. Потом, правда, стало ясно, что нет, это не ад, а всего лишь параллельная реальность. И батя, успокоившись, забыл о своих псевдорелигиозных размышлениях. И вот снова о них вспомнил. Как только выяснилось, что он изучил далеко не все опасности своего нового мира. «Походу, так оно и есть», – устало подтвердил Винт и опрокинул в себя остатки пойла из фляги. Батя сцепил зубы так,
что захрустела, крошась эмаль. Ситуация становилась настолько безнадежной, что он уже жалел и о том, что решился на этот рейд, и о том, что вообще ушел на неизведанную территорию, стремясь избежать новой встречи с двойником, до того, как будет к ней готов технически и психологически. Но что-то явно надо было делать, и главное быстро. Просвет между тварями, в который полз мраб, стремительно сужался, а количество врагов все прибывало и прибывало. Суперэлитник без устали звал подмогу. И батя решил рискнуть. «Псих, а давай-ка по газам!» – предложил он. «По команде, парни, огонь из автоматов по тварям, мешающим проехать. Дрозд, займись главарем этой шоблы, пусть отвлечется от борьбы с винтом». «Бать, ты в курсе, что эти нас по звуку быстро определят? С неуместной веселостью уточнил Дрозд. Будем помирать под аккомпанемент очередей?» «Помирать пока не планирую», – отрезал командир. «Готовы?» Так точно, бать, так точно!» Нестройным хором отозвались бойцы, и в воздухе почти физически почувствовался привкус лихости, которая появляется только у тех, кто готов принять факт своей близкой смерти, но собирается встретить ее волчьим оскалом, а не страхом. «Тогда огонь!» – резко бросил командир. «Псих, гони!» Мраб, взревев двигателем, резко ускорился до максимума, возможного для езды задним ходом. Одновременно затрещали пулеметы и автоматы, поливая врагов дождем из свинца. Твари заурчали громче, придвинулись, но в грохоте выстрелов, отразившемся от окружающих зданий, быстро потеряли направление, с которого велась стрельба. А вот суперэлитник оказался развитым настолько, что смог просчитать местонахождение противника. Как только по нему ударили первые пули, все его тело окуталось фиолетовой дымкой энергетической брони. Каждое попадание на ней отмечалось эффектом, подобным кругам отброшенного камешка на воде. Элитник некоторое время изучал эти круги, а потом поднял голову и уставился точно на бронеавтомобиль и издал низкое, не предвещающее ничего хорошего. Твари тут же прекратили бесноваться и замерли, сверля глазами вожака, а затем их взгляды, как по команде, устремились на невидимый мраб. Впрочем, почему невидимый? Очень даже видимый, понял батя, ощутив, как с катастрофической скоростью теряет силу уже его собственный дар. Глава 13. Суперэлитник не был кинологом, как предположил изначально батя. Он умел гасить чужие дары. С винтом эта способность работала со скрипом, мешал поводок. А вот с батиной невидимостью показала себя во всей красе, как только поводок был сброшен. «Бать!» – простонал винт, подтверждая догадку. «Они меня не слушаются! Я, ни хрена не понимаю, что за...» «Дары наши он выжирает», – процедил сквозь зубы батя. «Переключись обратно на него, отвлеки. Дрозд, огонь по задним!» Винт, судя по осунувшемуся лицу и градом катящемуся по щекам и вискам поту, был уже на грани. Даже сидячее положение он сохранял с видимым трудом, и то и дело ловил себя в тот момент, когда начинал заваливаться в сторону. Приказ командира он выполнить попытался и даже смог взять гигантского мутанта под контроль, но только на жалкие несколько секунд, после чего обессиленно отключился. Поймав потерявшего сознание бойца в полете, батя аккуратно спустил его на пол и уложил так, чтобы тот не ударился ни обо что головой во время резких маневров. Поднял голову и с ужасом увидел, как разъяренный сопротивлением потенциальной еды суперэлитник несется прямо на мраб. «Теперь точно все», – мелькнула мысль, неожиданно равнодушная. Батя упрямо отогнал ее. «Все, это когда ты с кишками наружу перевариваешься в желудке. А пока у тебя в руках есть еще оружие, а рядом верные бойцы. Конец наступит чуть позже. Может, всего на мгновение, но...» «Но!» – вынырнула из-за спины суперэлитника стремительной тенью. Блеснула лакированными бортами цвета серебристый металлик и хищно улыбнулась не ожидавшему вмешательства монстру раструбом хорошо знакомого бати РПГ-29 «Вампир». Одновременно с выходом снаряда полыхнуло пламя. У неожиданных помощников в наличии оказался еще и огнемет. Монстру ни огонь, ни даже снаряд, состоявший из двух кумулятивных боевых частей калибрами 64 и 105 мм, особого вреда не причинили, но прилично разозлили, заставив переключить внимание на новую цель. Свита суперэлитника, в отличие от главаря, от атаки немного пострадала. Полыхая с болезненным урчанием, умчались в сторону развитая горилла и два молодых топтуна. Один моллюск принялся кататься по асфальту в попытке сбить охватившее его пламя. «Отставить назад! Медленный вперед! И огонь из всех стволов!» Быстро сориентировался батя. «Псих, сам!» Но бойцы и сами уже заметили неожиданную подмогу и изменили тактику. «Так точно, бать!»
С кривой ухмылкой, больше похожей на оскал, процедил псих. Есть сам. Из серебристого седана с визгом колес, маневрировавшего среди тварей так, словно за рулем находился профессиональный стритрейсер, снова ударил гранатомет. На этот раз боеприпас оказался термобарический, созданный специально для борьбы с живой силой противника. Этот выстрел, наконец, оказался результативным и пробил силовую броню суперэлитника. Мигнув, фиолетовая дымка, окружавшая мутанта, исчезла. «Мэри, Дрозд!» – заорал батя так, что на полу дернулся, приходя в себя винт. Бойцы и сами поняли, что нужно делать. Но тут произошло еще одно «но». На этот раз черная, угловатая и явно стоившая своему бывшему владельцу весьма круглую сумму. Элитный внедорожник вмешался в бой в самый неожиданный момент, выехав со стороны противоположной той, откуда появился седан. И он явно не просто проезжал мимо, а ждал своего часа, чтобы вступить в бой, поскольку из окон сразу с двух сторон внедорожника высунулись еще гранатометчики. Выстрелы прозвучали практически с разницей ровно в секунду. Снаряды, снова один термобарический, а другой кумулятивный, ударили друг за другом в одну и ту же часть тела суперэлитника, проделывая в его шкуре приличных размеров дыру, в которую Мэри тут же всадила пулю из своей крупнокалиберной винтовки Макмиллан ТАК-50. Застрочил пулемет Дрозда, внося свою лепту. Элитник пошатнулся и упал на четвереньки. Попытался подняться, но не смог, и снова упал, забившись в конвульсиях. Неожиданные союзники тут же занялись слегка растерявшейся от потери предводителя стаи. Снова вступил в дело огнемет, громыхнул гранатомет, уничтожая второго элитника, обычного на вид. Дрозд и Мэри переключились на моллюсков. Остальные бойцы взялись за тварей поменьше. Ход боя был переломлен за какие-то 5, а то и меньше минут. Неожиданные помощники грамотно использовали комплект снарядов к своим гранатометам, и к тому моменту, как он закончился, большинство крупных тварей были уничтожены. Оставшихся задвухсотили бойцы Бати. Расход патронов оказался огромный, но хотя бы живы остались, что не могло не радовать. Седан и внедорожник, прекратив кружить, подъехали к Мраппу, взяв его в клещи. Задняя дверь седана открылась, и из нее вышел мужчина лет 50 с полностью седой головой и форменной куртке с шевронами, выдававшими в нем сотрудника службы исполнения наказаний. «Ну, пойду познакомлюсь», – решил батя, поднимаясь со своего сиденья. «Отпоите пока винта. У кого пойл осталось? Дрозд, Мэри, контроль. Остальные наготове собирать ресурсы». Открыл дверь и спрыгнул на асфальт. Седой двинулся батя навстречу. Старший прапорщик службы исполнения наказаний Липецкой независимой республики Иванов. Первым представился он и протянул руку. «Батя», – просто сказал батя и пожал протянутую ладонь, оказавшуюся крепкой и мозолистой. командир взвода ЧВК «Адская сотня», Российская Федерация. Спасибо за помощь. Без вас бы уже переваривались у тварей в желудках. Вы откуда тут?» Мимо проезжали. – пожал плечами Седой. А если вы про ад этот, то... Да черт его знает, если честно. Пару дней как тут оказались. Сами ничего не понимаем. А скоро и головная боль доконает до того, что и не поймем уже. Все таблетками закидались по самое не могу, а она не проходит. «Свежая, значит?» – кивнул батя. «Пара дней без лекарства. Это до хрена много. Рискуете в зомби превратиться». Этого только не хватало. – вздохнул Седой. У нас большинство ими стало прям в первые часы. Что заключенные, что сотрудники. 5 нас уцелело. «Не переживай, Седой. Батя сам не заметил, как привычно дал новому знакомому позывной. Сейчас подгоню лекарство. Вкус, как у протухших носков, но работает отлично. Сделайте все по паре глотков, чтоб в себя прийти». И, обернувшись, скомандовал. «Парни, у кого пойл осталось? Сюда давайте, и за дело». Получив единственную полупустую флягу, протянул ее Седому и спросил. «Ты не против, если мы тут, как более опытные, вскроем тварей? Поделим честь по чести, не волнуйся». Да какое вскрывать? Аж всплеснул руками Седой. Валить надо, пока новые не набежали. «Действительно, свежак свежаком», – подумал батя. Не знает еще, что крупняк даже трупом своим распугивает мелкоту. А его, крупняка, тут столько, что хоть на перекус можно устраиваться и тушенку прямо на улице жрать. Старший прапорщик оказался бате симпатичен. Мало того, что не пытался ни врать, ни юлить, так еще и чувствовалась в нем эдакая спокойная сила, мягкая с виду, но в любой момент готовая превратиться в непробиваемый гранит. «Ты глотни и своим дай», – потряс фляжкой батя. «Мозги сразу прояснятся. Я объясню коротко, почему в ближайшее время бояться нам тут почти нечего». «Почти?» – уловил самую суть прапорщик и с некоторым недоверием взял флягу. Открутил крышку, понюхал,
и ожидаемо сморщился. Мля, да это же хуже носков. Из тварей этих, что ли, самогон варишь? Зря спросил. Хмыкнул батя. Угадал, да? С полуслова понял его Седой. Лекарство, говоришь? Ну, с Богом. И опрокинул флягу в себя. Батя хотел было остановить прапорщика, как бы все не выхлебал. Но увидев, как тот уже на втором глотке закашлялся и зажал рот рукой, заставляя себя проглотить содержимое, только усмехнулся. А ведь говорила мне маменька в детстве. Не бери у незнакомых дядей конфеты. С трудом проговорил Седой, отодвигая флягу подальше от лица. Слушай, бать, а работает ведь? Конечно, работает, Кивнул командир. парням своим дай. Пусть тоже по паре глотков сделают, пока не заурчали. Прапорщик, держа флягу в вытянутой руке, вернулся к седану. Навстречу ему вывалился парнишка лет 19 на вид, весь зеленый. Ща блевану. Вяло сообщил он. Звездец укачала. Вот уж, мля, не думал. На, глотни, полегчает. С него и начал Седой. Ты чё, командир, травануть меня решил? Возмутился было парнишка, понюхав флягу. Да ты без меня? А ну глоток сделал, гонщик хренов. Без предисловий рявкнул на него прапорщик. А то сам пристрелю, пока ты в зомби не превратился и нас не искусал. Укусы не опасны. Пояснил подошедший батя. Вирус он в воздухе. Все его уже вдохнули. Вы иммунны к нему. Но это вот пойло придется пить теперь постоянно. Без него долго тут не протянуть. Слыхал, гонщик хренов? Поднажал Седой. А ну живо пей. Тот посмотрел на Седова плывущим взглядом, и батя понял, что парень уже на грани, и приготовился к худшему. Однако парень, судя по гражданской одежде, к ведомству Седова никакого отношения не имевший, все-таки послушался. Глотнул, сморщился, разразился отборным матом. Но и эффект почувствовал почти сразу. Охренеть, дайте 2. Удивленно протянул он. Обойдешься. Отобрав флягу, отрезал Седой. Не тебе одному надо. Остальными соратниками Седова оказались 2 сослуживцев, и, судя по дорогому черному костюму, личный водитель какой-то большой шишки. Все они пробовали пойло молча. После этого также кривились, выражали свое мнение о том, что самогон явно настаивался не на можжевеловых ветках, но и действия оценивали также практически сразу. «Где обустроились?» – спросил Седова батя, когда получил обратно уже практически пустую флягу. Да нигде, собственно. Пожал плечами Седой. Так колесим по округе. Ночуем, где придется. Машины у нас тихие, как видишь, электромобили. Все начальство заставили на них пересесть, как указ о защите окружающей среды вышел от царя-батюшки. «А может, с нами давайте?» Неожиданно для самого себя предложил батя. Седой все-таки ему нравился, да и остальные свежие, кроме парня, тоже вызывали симпатию. «Мы пока временно бездомные. Пристроились тут в одном цехе». Временно? Невесело ухмыльнулся Седой. Но это ты, бать, загнул, конечно. Я в юности фантастику любил. Знаешь про всяких там попаданцев. Так вот то, что тут происходит, скажу я тебе, покруче будет. «Куда как покруче», – согласился батя. «И про попаданцев ты тоже прав. Но дом у нас все-таки есть. Не тот, который раньше был, но...» А, понял. Дошло до прапорщика. Бать, я так понял, ты тут поболее нашего будешь. Сколько, если не секрет? «Не секрет. 1,5 года уже. Бойцы кто как. Есть и такие, кто неделю назад появился». Это как? Не понял Седой. В смысле, твоими тут только стали? Я, глядя на вас всех, решил, что вы давно уже сработанные. «Долго рассказывать», – ответил батя и повторил. «Давай с нами, Седой. Вместе всяко легче». Твоя правда. Вздохнул прапорщик. Вон, поодиночке вас бы крупные сожрали. А нас те, что чуть мельче, перекусали бы. А вместе сдюжили? Ладно, уговорил. Машины бросать? У нас там аккумуляторы почти на нуле. А зарядные станции того отрезало. Да и толку с них никакого. Электричества-то тоже нет. «Пока не надо. Может, придумаем, как зарядить». Вспомнив генераторы в цехе, покачал головой батя. «Надо только бензина бы набрать из брошенных машин». Да откуда их возьмешь? Снова удивился Седой. У нас же указ. Всех на электричке. «Так это у вас. Поправил батя. А тут всякого полно. Мы же вон ездим». Точно. Смущенно почесал затылок Седой. Чё-то плохо соображаю. Намучился с этой головной болью. Да и монстры эти. Не, бать, всякой шушеры повидал в своей жизни. И насильников, и серийных убийц по коридорам лично водил. Но тут, видно, не готов оказался. «Ничего, пройдет. Успокоил нового знакомого батя. Слушай, откуда у вас вампиры с огнеметами? Я бы тоже с удовольствием разжился этим добром». Так на складе были. Пожал плечами Седой. «А больше нет?» Расстроился командир. Нету те. Сплеснул руками Седой.
Мы ж служба исполнения наказаний, а не армия. И так хрен знает, зачем их в нашу тюрьму привезли». «Ну, на нет и суда нет». Подытожил батя. Он вообще спокойно относился к подобным превратностям судьбы. А тут в пекле и вовсе с ними смирился. Пока он разговаривал со свежими, бойцы вскрыли большинство элитников, включая переростка. Содержимое наростов без разбора совали в карманы и опустевшие после боя подсумки. Применение нашлось даже ящику из-под пулеметных лент, и все равно часть добычи никуда не влезала. «Седой, подключайся. Махнул рукой прапорщику батя. Пакеты, сумки, карманы, коробки. Грузи во все, что есть. Такая добыча редко бывает». Седой тут же загрузил работой своих. В седане нашлась упаковка тонких прозрачных пакетов, в багажнике внедорожника вместительный рюкзак. Кое-как упихали виноградины, горошины, жемчуг и сыпучее янтарное содержимое наростов элитников. Серую паутину твари поменьше просто выкинули. Применения ей не нашел даже док. В процессе сбора содержимого наростов все перезнакомились. Свежие все оказались весьма общительными ребятами. Парень за рулем седана, которого звали Игорь, оказался образцовым представителем движения стритрейсеров. В тюрьму он попал за наезд на пенсионерку, так что батя, недолго думая, обозвал его Раскольниковым, а бойцы тут же сократили новый позывной до Кола. Седой, как и его коллеги Толян и батин тезка Андрей, работали в охране Липецкой государственной исправительной колонии. Единственный молчун из всей компании, Михаил, был личным водителем начальника этой же колонии, но к службе исполнения наказаний отношения никакого не имел. После сбора содержимого наростов батя принял решение двигаться к цеху. Причин на это было несколько. Во-первых, хватит на сегодня приключений, и так чудом живы остались. Иначе как везением такие события даже не назовешь. Во-вторых, электричкам, как обозвал свои электромобили Седой, заряда аккумуляторов должно было хватить аккурат до цеха, а бросать, пусть и не бронированные, но удобные своей бесшумной работой машины категорически не хотелось. Да и самих новичков важно было сохранить и ввести в курс дела, чтоб вливались в сотню. К сожалению, бензин для генераторов добыть так и не удалось, но у Горелого еще был запас на пару дней работы, и батя по праву старшего намеревался сократить его вдвое, использовав для зарядки электромобилей, на которых как раз и можно было бы выехать за топливом, но уже не с таким риском, как сегодня. В целом, батя после всего произошедшего находился в приподнятом настроении. Встреча с иммунными новичками, как раз ведь думал, что надо как-то личный состав увеличивать и между обновлениями Африки. Сама по себе стоила того момента безнадёги, когда батя уже готов был попрощаться с жизнью. А уж свалившаяся по результатам сложившейся ситуации добыча и вовсе превосходила все ожидания. Хватит аж до следующего обновления Африки. Если, конечно, сотня за это время не прирастет еще несколькими десятками бойцов. Поэтому, проезжая по лоскуту с элитной малоэтажной застройкой, не сразу обратил внимание на появившуюся на одном из домов надпись, которой не было на пути туда. Но главное, сделана она была очень знакомым почерком. Его почерком. «Не прячься, брат, я тебя найду». Глава 14. В дороге думать о том, как могла появиться эта надпись, было некогда, но мысли о ней то и дело лезли бате в голову, отвлекая от текущих дел. Батя, увидев сожженную крепость и убитого Чоса, постарался отступить, чтобы сберечь жизни бойцов, оставшихся с ним, и не подвергнуть лишней опасности ополченцев, уведенных дедом. Намеревался уйти подальше, но уступил уговорам Горелого остаться в цеху, считая, что уж это-то решение дед просчитать не сможет. Смог. Вычислил таки. Вряд ли прям выследил, скорее просто предположил, но угадал. Что в принципе неудивительно, ведь и дед, и батя были копиями одного и того же человека, и мыслили, несмотря на всю разницу характеров и мнений, тоже одинаково. Присутствие деда создавало бате и его бойцам изрядные трудности. Конкретный лоскут, где они засели, дед вряд ли знал, но в том, что вскоре двойник его найдет, сомневаться тоже не приходилось. Уж слишком логично было бы остаться именно на нем. А дед будет искать. Надпись, смысл которой мог понять только сам батя, недвусмысленно говорил о том, что двойник вышел на тропу войны. Он не врал, когда говорил, что с батей они не уживутся. Вот только командир, пребывая в растрепанных чувствах, забыл спросить у двойника самое главное.
будет ли тот с ним воевать, если его отпустят. Дед без прямого вопроса, само собой, об этом намерении промолчал. А дар бати чуять неправду, разумеется, не сработал. Ведь она должна быть произнесена вслух, а не задумана молча. И винить тут было некого, кроме самого себя. Так что радость, которую испытал батя от встречи со свежими, оказалась недолгой и сменилась теперь пожирающей командира изнутри тревогой. До цеха, тем не менее, добрались без проблем. Зараженные как будто сами решили разбежаться от еды, сумевшей задвухсотить столько их собратьев, включая суперэлитника. Новичков встретили радостно, а самого батю, воспользовавшись всеобщей суматохой, ангажировал Горелый. «Командир, на пару слов!» – обронил он, выглянув из-за импровизированной занавески. Батя потрепал по голове Семена, которому не терпелось похвастаться своими успехами, и направился за бойцом. То, что предстало его глазам, трудно было описать словами. Даже с учетом того факта, что в цеху было огромное количество разнообразных деталей кузова, комплектующих и прочего, необходимого для сборки вполне себе серийного трактора, Горелый создал нечто изумительное и крайне агрессивное. Тесная тракторная кабина была наращена отсеком для десанта и стрелков, сваренным из еще 3 кабин с отрезанными капотами. Колесную платформу, на которой стоял кузов, тоже нарастили, сделав 12-осной. На крыше сзади и спереди возвышались гнезда для пулеметчика и снайпера. По бокам Горелый со своими умельцами наварили в несколько наклонных рядов небольшие металлические листы треугольной формы, частично наслоив их друг на друга, словно чешую, правда торчащую не вниз, а вверх. В промежутках между листами установили длинные шипы из арматуры. Точно такие же, только уже закрученные в спирали, торчали между гнездами на крыше. На колесные диски Горелый приделал изогнутые наподобие серпов лезвия. Но с особой гордостью рукастый механик-водитель продемонстрировал бате то, что раньше должно было собирать урожай с полей, а теперь уже одним только своим видом недвусмысленно указывало, что претендует на урожай крупнее и зубастее. Перед бампером трактора красовалась конструкция, состоящая из одних только лезвий и шипов. Присобачены все эти орудия убийства были к вращающемуся валу, за которым виднелась еще и горизонтальная сетка из уже других лезвий. Позади трактора имелась похожая конструкция, только размером поменьше. Причем обе они, судя по всему, могли подниматься на разную высоту в зависимости от желания того, кто будет этим монстром от сельскохозяйственного мира управлять. «Я хотел назвать эту штуку жнецом», – гордо сообщил Горелый. «Потом подумал, чё за пафос? Я позвал монстроломкой. Как тебе, бать?» Батя не мог подобрать слов, чтобы выразить свое мнение. Только ходил вокруг бывшего трактора, трогал руками шипы, пластины и лезвия и восхищенно цокал языком. «Горелый», – наконец заговорил командир. «если тебя обеспечить достаточным количеством горючки для генераторов, сможешь сделать то же самое с мрапом и барахолкой?» «Комплектующих маловато», – вздохнул Горелый. «Мрап я бы трогать не стал, а вот барахолку и пикап подтюнинговал бы. Такие же монстроломки из них сделать не выйдет, но опасней для твари они станут точно». Батя хмыкнул. Глаза Горелого светились, словно лампочки. Он явно очень гордился своим чудовищного вида детищем. И батин вопрос о том, можно ли превратить нечто подобное и другие машины, пришелся ему по душе. «Ладно», – не стал спорить командир. «Сколько литров надо и как много времени займет?» «Барахолка дня 3. Задумчиво поскреб щеку Горелый. «Пикап за день сделаем. Итого 4. Только топлива осталось всего ничего». «Сколько?» – забеспокоился батя. «Мне хотя бы 1 электромобиль надо зарядить, а лучше 2. «Вон те?» – посмотрел за спину командира Горелый. «Зачем? Едут тихо», – усмехнулся батя, вспомнив суперэлитника. «Иногда это бывает важнее брони». Горелый покосился на стоящие неподалеку канистры. «На 1 хватит, за 2 не уверен». «Тогда внедорожником займись», – велел батя. «Мы не знаем, когда этот лоскут на обновление пойдет, так что считаем, что времени у нас в обрез». «Так точно, бать», – кивнул Горелый. «Утром будет готов к рейду». Вернувшись к остальным, батя занялся своими прямыми обязанностями. Принялся вводить новичков в курс дела, то есть рассказывать, что тут в этом мире к чему. Те слушали спокойно, успели за 2 дня насмотреться на местные выкрутасы. Потом поужинали. Док осмотрел новичков, показал им, как готовить пойло и гороховку. Каждому подобрал по жемчужине из сегодняшней добычи и проконтролировал, чтобы все прижилось. Горелый отправился заниматься зарядкой внедорожника. Выбор в его пользу был сделан исключительно из совместимости. Батя выбрал 3 бойцов, которых решил взять с собой завтра. Остальные распределились по дежурствам согласно графику. Завернувшись в тонкое одеяло из троечки, батя попытался уснуть.
Но, как обычно, в последнее время не смог. Мозг, освободившись от текущей суеты, снова вернулся к мыслям о двойнике. Правильно ли он сделал, отступив, а не бросившись сразу спасать уведенных дедом людей? Логика подсказывала, что да. С ополченцами гражданскими вряд ли произойдет что-то ужасное, ведь они весь ресурс, который имеется у двойника. Причем ресурс ненадежный. Рано или поздно обман вскроется, и доверия к деду не станет. В этот момент ему придется прибегнуть к одному из двух методов – запугиванию или убеждению, что деваться ему и ополченцам друг от друга некуда. И каким бы принципиальным ни был дед, он предпочтет второе, потому что иначе его, бати, люди, могут и уйти, решив, что двойник ничего не может им дать. Африканцы, стоявшие горой за независимость своей маленькой непризнанной страны, не согласятся прикрывать спину тому, кто легко пошлет их на убой, чтобы спасти себя. И они, в отличие от двойника, как минимум, умеют тут выживать. Деду придется с этим считаться, по крайней мере до тех пор, пока у него есть конкурент, батя. И именно поэтому конкурента надо как можно скорее устранить. Да, фраза деда про «не уживемся» похоже имела под собой более глобальный смысл, чем понял батя. Две копии одного командира не смогут ужиться не просто в крепости или на Африке, нет. Им, чтобы разойтись в разные стороны, не хватит и всего пекла. Что дальше делать? Выигрывать время, обрастать человеческими и техническими ресурсами, вроде той же монстроломки, выжидать, думать, искать решение. Хотя какое к чертовой матери решение? Оно всего одно, другого дед принять не даст. Куда бы батя ни пошел, он будет преследовать его. Где бы батя ни спрятался, двойник станет его искать и обязательно найдет. Ведь он знает каждый его, батин, шаг наперед. Значит, война. Полноценная война группировок. До армии количеством личного состава не дотянули. С засадами, гонкой вооружений, в том виде, в котором она возможна в этом мире, и идеологическими установками, которые каждому из командиров придется доказать. Последнее, пожалуй, единственное, в чем батя уже гарантированно выиграл. А это, в свою очередь, означает, что деду просто кровь из носа необходимо заполучить себе бойцов уровня адской сотни, которые именно его сразу признают своим командиром, то есть новых. И получается... Не выдержав, батя вскочил и принялся нервно рассказывать по цеху между спящими бойцами. Бойцов того уровня, что служили в адской сотне, можно достать только в одном месте – на Африке во время ее очередного обновления. И у деда есть карты с расписанием обновлений. До бати как-то резко дошло, чего добивался дед, преследуя его и оставляя надписи на стенах. Он хотел, чтобы батя оказался как можно дальше от Африки, чтобы не успел к обновлению, ни к ближайшему, ни к последующим. И чем дольше ему будет удаваться удерживать батю в стороне, тем больше у него будет в итоге верных именно ему профессиональных бойцов, тех, для кого именно дед окажется спасшим их командиром. А батя будет всего лишь очередным двойником, причем лишним. «Твою, самка ты собаки! Хренов ты черт бешеный!» Шепотом ругался батя себе под нос. Хотел было разбудить Дока, чтобы посоветоваться, но понял, что не о чем. Теперь, когда замысел деда стал понятен, война не просто стала неизбежной. У нее появился конкретный день финального сражения и вполне конкретная стратегия. Дед собирался, пользуясь заботой бати о бойцах, отжимать его все дальше и дальше от Африки. А бате, соответственно, следовало как-то сымитировать, что он на это купился, и при этом все равно остаться поблизости. Походив немного, командир заставил себя улечься обратно. Уже несколько бойцов подорвались от звука его шагов и стали выяснять, что произошло. Батя успокоил их, но решил, что когда как следует все обдумает, обязательно посоветуется со всеми перед тем, как принять окончательное решение. Пусть это будет неправильно с точки зрения армейской дисциплины, которая за исключением формальной субординации применялась и в ЧВК «Адская сотня», но это будет честно. Его парни прошли с ним огонь, воду, десятки обновлений и боев с тварями. Они в конце концов заслужили, чтоб с их мнением считались. Да и пора потихоньку готовить их к тому, что рано или поздно они и сами станут командирами, пусть и всего лишь группой взводов. Сон все равно не шел. Возбужденный мозг не желал прекращать мыслительную деятельность и требовал немедленного действия. Поворочившись с полчаса и проиграв бой за попытку уснуть, батя снова встал и отправился к ближайшему посту часовых. Поднявшись по лестнице, услышал, как его тихо окликнули. «Командир, ты?» «Я рыжий», – прошептал батя. «Чего не спишь?» – поинтересовался боец. «Да так, – отмахнулся командир. свободен, сам подежурю». «Ну ты, бать, даешь. – удивился боец. Тебе в рейд завтра. Какое дежурство?» «Подумать надо, вот как раз перед рейдом». Рыжий, хмыкнув, смерил командира взглядом.
«Свободен, говорю», – чуть надавил батя. «Да не, бать, Неожиданно отказался боец. мой пост, я отдежурю. Все равно скоро сменюсь. Ну а ты думай, раз надо». Батя дальше спорить не стал. Сел рядом с Рыжим и погрузился в свои мысли. Боец его не беспокоил. Только махнул рукой на прощание, когда на смену заступил Ромео. «Что, бать, не спится?» Командир покачал головой. «Я тоже полночи ворочался. Поделился Ромео. Все думаю, как там Марта? Бать, какого вообще черта мы бегаем от него, а? Может, дадим бой?» Батя вздохнул. Ромео был явно не тем собеседником, с которым ему хотелось поговорить по душам. Но ситуация, в которой они все оказались, попав в этот мир, оказалась такой, что бойцы уже не выполняли приказы, отданные сидящим где-то там, в кабинетах высоким начальством. И батя не выполнял. Теперь он их отдавал, но, будучи командиром прямым, боевым, считал нужным пояснять свои решения. Это помогало бойцам ощущать себя нужными и причастными, скованными присягой и обязательствами выполнять отданные приказы, но все-таки личностями, а не бездушными пешками. «Дадим сейчас, просто угробим наших», – со вздохом пояснил командир. а дед свалит закат, ищи его потом. «А не дадим? Выжмет он нас к чертовой матери из Африки и из изученной части пекла», – возразил боец. Ромео никогда не отличался способностями к пониманию человеческих мотивов, да и в принципе был прост как никто. Вкусно жрать, крепко спать, иметь регулярный секс и просто наслаждаться жизнью. Вот были все его желания между боями. Во взводе он был одним из самых проблемных бойцов, и батя даже раздумывал о том, чтобы подать рапорт о его переводе. Но это был тот, другой Ромео, который давно уже превратился в одну из тварей. Более того, даже первая копия того Ромео умудрилась едва не наворочать дел уже тут, в пекле. Эта копия не сильно отличалась от предыдущих в концептуальных вещах, но кое-что все-таки изменилось. К своей чернокожей любовнице этот Ромео относился на порядок лучше, чем предыдущий. Был менее склонен к асоциальному поведению, хотя до дисциплины остальных бойцов ему было еще хромать и хромать. И в целом воду хоть и мутил, как и все его предшественники, но в пределах разумного, но и был поумнее. Поэтому, даже не зная всего, вывод сделал правильный, что еще сильнее убедило батю, что он прав. «Вот нам и надо тихо окопаться, и за время, оставшееся до обновления Африки, максимально усилиться», – вздохнул батя. «и при этом не попасться на глаза деду, а лучше вычислить его первыми». Как ни странно, боец понял все, что крылось за этими словами. «Задачка, бать!» – выдохнул он. «Задачка», – подтвердил командир. Через час Ромео сменил код. «Не спится, командир?» Батя кивнул, и боец приступил к дежурству, не задавая вопросов. Как обычно, сон сморил командира только перед рассветом. Пробуждение, соответственно, вышло тяжелым. Тело после вчерашнего рейда требовало отдыха. Мозг, не получив возможность забыть о проблемах, хотя бы на несколько часов, тоже работал со скрипом. Однако утро принесло новость, от которой батя прямо-таки воспрял. У двоих свежих появились дары. Дар одного из коллег Седова док изучал довольно долго, прежде чем смог внятно объяснить, что он из себя представляет. «Никаких предчувствий не ощущаешь?» – наконец спросил док. «А должен?» – хмуро буркнул свежий, пока еще не вполне понимавший, что вообще происходит. «Мне откуда знать? Короче, как засвербит внутри, или там мураши побегут, или левое полужопие к полнолунию зачешется нестерпимо. Ты предупреждай сразу, понял?» «Понял. Ничего не понял свежий. Но прямо сейчас точно не свербит и не чешется». «Вот». Подняв палец вверх, важно резюмировал док. «А я ничего не понял», – раздраженно сообщил батя. «Док, давай без своих, закидонов и заходов издалека. Мне еще в рейд». «Ну что ты скучный такой, командир?» – деланно возмутился док. «Этот товарищ у нас теперь самый важный человек после тебя. Пока жопа у него не свербит, можно немного подрасслабиться. Всеми нами, а особенно Горелым. Любимый цех на обновление идти не намерен. Вот я, собственно, о чем». «Обновление предсказывать будет?» – дошло до бати. «Так точно, командир». Расслабленно козырнул док. «Понял теперь, чего я вокруг него так долго прыгал?» Батя даже не удосужился кивнуть, пребывая в шоке. Вот это боец достался его отряду. Это ж действительно можно слегка расслабиться. Правда, не сейчас. Сначала надо выяснить, за какое время до начала свежий почувствует перезагрузку, и можно ли это время увеличить. «Поначалу придется методом проб и ошибок действовать», ответил на невысказанный вопрос док. «Ну а дальше как пойдет». «А ты говорил расслабиться», – хмыкнул батя. «Рано расслабляться-то». Несмотря ни на что, командир был доволен открывающимися перед ним перспективами. Однако он еще не знал, что его ждет и второй сюрприз, не менее приятный, чем первый.
Кажется, удача снова решила продемонстрировать ему лицо вместо собственной филейной части. Глава 15. Вторым сюрпризом стал Игорек Кола. У бывшего стритрейсера тоже прорезался дар. Причем в текущей ситуации он был ни разу не менее полезен, чем дар Седова. Парень неожиданно для самого себя оказался ходячим аккумулятором. Пока довольно слабым, способным разве что зарядить процентов на 50 обычный современный смартфон. Но батя сразу разглядел перспективу и поручил доку немедленно заняться развитием Колы. После чего быстро позавтракал, проверил свой калаш, мысленно обругав себя за то, что забыл вечером его почистить, набил патроны в 2 запасных магазина и отправился к воротам цеха. Электрический внедорожник, полностью заряженный с помощью генератора, был готов к выезду. Возле него уже ждали командира Ворон, Кир и Ветрянка. «Канистры загрузили?» «Так точно, командир!» За всех откликнулся Ветрянка. 15 штук насобирали. Немного, но и багажник не резиновый». «Погнали!» Вместо комментариев сказал батя и уселся за руль. Бойцы быстро расселись по местам. 15 канистр по 10 литров. Итого 150, подсчитывал про себя батя, выводя внедорожник из цеха. Только на работу Горелого и хватит, и то на пару дней. Ладно, сегодня найдем подходящий лоскут, заполним канистры. Если все пройдет удачно, завтра снова наведаемся на него. На этот раз батя свернул на запад. Восточные лоскуты, без бензиновых автомобилей, но зато кишащие элитниками, ему категорически не понравились. Ну к черту эти бегающие ядрен батоны с 3 рядами зубов. Пусть по своей малоэтажной элитной застройке жратву ищут. А батя предпочтет место как можно менее пафосное. Такое, где все ездят на дешманских бензиновых движках и живут в человейниках, паркуя свои корыта едва ли не друг на друге в узких дворовых проездах. Батя хохотнул вслух. «Над чем смеешься?» Не отворачиваясь от окна, поинтересовался Ворон. Пришлось объяснить. «Неожиданный эффект от того, что мы в прежней жизни справедливо ненавидели». Усмехнулся Ворон и снова сосредоточился на деле. Вскоре въехали на лоскут, который уже с самого первого взгляда представлял из себя то, что надо. Жилой квартал, состоящий из однообразно разноцветных домов-монстров с огромным количеством типичных квартир-клетушек. Добрались до него спокойно, даже ни разу не выстрелив. Электрический внедорожник работал настолько тихо, что почти не привлекал внимания тварей. А тех, кто обладал излишним даже для мутантов слухом, благополучно отвел Ворон. Остановив внедорожник посреди двора и убедившись, что в непосредственной близости нет ни одной твари, бойцы расхватали канистры и принялись с помощью нехитрого приспособления из гибкого шланга и ручной помпы сливать в них бензин. Заполнить удалось в общей сложности 9 канистр, после чего пришлось перебраться в соседний двор. По пути едва не столкнулись с элитником, пробегавшим мимо. Он среагировал на шорох шин по асфальту, усилившийся при торможении, но Ворон быстро накинул на него поводок. Элитник оказался вполне обычный и легко подчинился, помчавшись в указанном ему направлении. Залив оставшиеся канистры, отправились в обратный путь. Сверившись с уровнем заряда аккумулятора и временем, батя по прибытии в цех распорядился сразу же залить половину привезенного топлива в генераторы, а вторую в баки мраппа, пикапа и монстроломки. Когда канистры опустели, их снова погрузили в багажник, и отряд повторно направился на тот же лоскут. До вечера успели повторить поездку дважды, счастливо разминувшись с несколькими стаями тварей. Тихая работа электрического мотора не особо привлекала их внимание, а наброшенная батей невидимость снижала его практически до нуля. Однако, покидая лоскут после 3-го захода, батя заметил еще одну надпись вроде вчерашней. «Я рядом, брат». Было выведено краской на стене одного из домов, и надпись была свежее некуда. Во время предыдущего проезда тут она отсутствовала. Весь оставшийся путь до цеха батя максимально внимательно смотрел по сторонам, выискивая признаки слежки или присутствия двойника, но так ничего и не заметил. Однако невидимость с внедорожника снял только перед воротами цеха, и то буквально на десяток секунд, чтобы бойцы успели увидеть и впустили машину внутрь. Но свербящее чувство стягивающейся сети никуда не делось даже после того, как ворота закрылись за его спиной. Дед не просто решил воевать, он вышел на охоту. Теперь батя мог утверждать это наверняка. Вряд ли двойник будет подключать к ней ополченцев. Скорее поручит им охрану какой-нибудь временной базы, а сам будет искать батю в компании тех бойцов, что все-таки предпочли его командование. А главная проблема заключается в том, что рано или поздно он его найдет. А бате, лишенному оборудованной базы в крепости,
потерявшему почти все боевые машины, запасы оружия и половину людей, придется в крайне затрудненных этими обстоятельствами условиях где-то всем этим разжиться, то есть постоянно ходить в рейды, изучая новую территорию, поскольку на старой, давно известной, ловить пока нечего, и при этом каждый раз рисковать спалить местоположение цеха. Или, а ведь правда, если дед просчитывает его действия, зажимая батю так, чтоб сидел тихо, то почему бы ему не взять пример с деда, а? Мысль была настолько неожиданной, что батя едва не споткнулся на ровном месте. Ее стоило обдумать, но недолго. В общей сумме за сегодняшние рейды удалось набрать почти 1,5 тонны топлива. Этого хватило, чтобы под завязку заправить все машины и заполнить баки генераторов. Запас в 100 литров заскладировали в дальнем углу. Горелый, весь день маявшийся от безделья, тут же занялся барахолкой. Тентованный тягач был отогнан в рабочую зону. Боец снова закрылся тряпками и запустил генераторы. А батя, отпустив бойцов отдыхать, отправился к Семену выполнять обещание, данное еще вчера. Пацан обнаружился в стороне от основной массы бойцов. За одним из конвейеров он оборудовал себе что-то вроде рабочего места, приспособил несколько палет в качестве столов и обложился выданными доком автоматами АК-47, АДС и тем самым пистолетом Макарова, который вручил ему сам батя. При виде командира на лице Семена, занятого сборкой и разборкой оружия, проступило выражение обиды. Но мальчишка, вместо того, чтобы дать волю эмоциям, быстро вскочил и вытянулся по струнке. «Вольно!» – Скомандовал батя. «Ну, вчера замотался, так что у тебя было больше времени, и ты, смотрю, его не терял. Показывай, чему научился». Так точно, командир, не терял. Отчеканил мальчишка. И принялся для начала за сборку-разборку пистолета. Времени Семен действительно не терял. Делал он все пока еще медленно, но аккуратно и точно. Ему не хватило сил, чтобы быстро отжать защелку магазина, известную своим тугим ходом, и оттянуть спусковую скобу. Но мальчишка, закусив губу, так старался, что батя счел за лучшее не вмешиваться. Как-то же Семен это делал все прошедшие 2 дня, значит, справится и теперь. А на помощь может и обидеться. Все ж таки ребенок еще. Семен действительно справился. «Молодец», – Подбодрил его батя. «пока все правильно. Продолжай». Дальше пошло проще. После сборки пистолета и признания батей ее правильности наступила очередь калаша. Автомат чернокожих ополченцев был хорошо разработан, поэтому с ним у Семена проблем не возникло. Как, впрочем, и с АДС. «Отличная работа, боец», – похвалил мальчишку батя. «Смазывать и чистить уже пробовал?» Да, Сева показал. Важно кивнул Семен. И как держать и целиться тоже. Только пострелять не дал. Сказал, что ты сам меня будешь этому учить. «Да какое уж тут пострелять?» – вздохнул батя. «В цехе нельзя, рикошеты и все такое. Снаружи тоже шуметь нельзя». Из-за тварей. Тут же уточнил Семен. Чтоб не услышали. «Из-за них и...» Едва не проговорился батя. Подумал немного и махнул рукой. Да все, была не была, надо рисковать. Но предварительно, разумеется, поставить в известность бойцов. «Семен, тут еще одна проблема нарисовалась. Сделай-ка важное дело. Собери мне всех бойцов. Будем советоваться». Пока мальчишка бегал, батя присел прямо на пол между палетами. Вздохнул. Не дело командиру вот так вот вываливать на подчиненных свои проблемы. Но если так разобраться, касаются они всех. И парни имеют право знать о них. В конце концов, старая адская сотня давно осталась в прошлом, в других мирах. А та сотня, что появилась здесь, она другая. Она его, батина. С теми бойцами, которых ему удалось собрать, командир прошел через огонь, воду, кисляк и нападение брандашмыга, и уже поэтому имел право устанавливать свои правила, как командир, признанный бойцами, а не высшим руководством. Его полностью устраивала та субординация, что сложилась в уже его сотне, неформальная, дающая право на мнение и голос каждому бойцу. Она при всей видимой необязательности оказалась в условиях пекла намного более толковой и эффективной, поскольку здесь командира уважали исключительно за дела, за его заботу не о себе, но о благе всех, кто стоит на его стороне, за его решения, принятые во благо создаваемого общества, а не самого себя, за то, что ценил жизнь каждого не меньше, чем свою, и каждому находил дело по силам, приносящее при этом пользу всем. Бойцы выбрали батю своим командиром не потому, что и раньше служили под его началом, а потому, что знали, что он из себя представляет. Ну а сам батя, из-за конфликта с дедом, который иначе кроме как боем решиться не мог, чувствовал в себе ответственность за то, чтобы его решения были понятны личному составу новой сотни, и намеревался впервые в жизни получить их одобрение от своих бойцов. Или, может, послушать, что предложат они сами? Собрались быстро, обступили задумчивого батю со всех сторон, замерли в молчаливом ожидании.
Командир со вздохом встал, не зная, с чего начать. Он впервые с тех пор, как поступил на службу в сотню, чувствовал себя неуверенно и немного виновато. Как в тот день, когда стоял перед родителями и объявлял им о своем решении связать свою жизнь с армией. «Бойцы!» Голос предательски сорвался. Такого волнения, как сейчас, батя прежде никогда не испытывал. И не ожидал, что обычная речь вдруг станет даваться ему так тяжело. «Я топчу этот мир уже 1,5 года. С каждым обновлением в Африке я спасал вас, каждого, кого мог. Спасал, объяснял, где вы оказались. Пытался нормализовать нашу жизнь. Воссоздавал нашу адскую сотню с нуля, под нынешнюю реальность. Знаю, что на самом деле вы были не моими бойцами. У каждого из вас в той прежней жизни был свой батя. А с некоторыми вы, мы, даже воевали. Однако этот мир не похож ни на один из тех, откуда мы все родом. Здесь, чтобы выжить, необходимо не сражаться друг с другом, а объединять усилия. И мы это сделали, и продолжаем делать. Однако нашелся и человек, который все решил перекроить по-своему. И, к сожалению, этот человек, как и я, привык отдавать приказы, а не подчиняться. Но пока я пытался решить ситуацию миром, мой двойник, дед, готовил войну. Простите, парни, я совершил ошибку, на которую командир не имеет права. По рядам бойцов пронесся тихий ропот. Я не увидел опасности там, где должен был. Чуть повысил голос батя. Мне следовало бы пристрелить своего двойника, но я почему-то решил, что он оценит жест доброй воли. Но дед не оценил. Его амбиции, к сожалению, позволяют решить ситуацию только одним способом. Либо он, либо я. Ропот стал громче. «Бать, мля! Не выдержал Винт. Больше чуши не слышал. Откуда ты мог знать, что дед так себя поведет?» Да. Нестройно поддержали его остальные бойцы. Стоящие особняком свежие только удивленно заозирались. Они пока вообще не понимали, о чем речь и кто такой этот дед. Не мог, Согласился с Винтом батя. но ответственности с меня перед вами это не снимает. «Командир, подготовимся, отобьем у него наших. Не останутся ополченцы под его началом, когда тебя увидят». На этот раз посчитал нужным высказаться Дрозд. «Согласен. Поддержал двойника Сокол. Мы за тобой пошли не по старой памяти, а потому что ты отличный лидер и командир. И да, своих бать мы все тоже видели и имеем что с чем сравнить». Я рад это слышать. На душе у бати потеплело. Но факт остается фактом. Мы находимся в состоянии войны с человеком, который может просчитать каждый мой шаг наперед. Мы уже знаем от Семена и Севы, что он смог прикинуться мной, чтобы увести из крепости ополченцев. И сделал это настолько мастерски, что даже приказ сжечь крепость и вкопать мины на пути нашего следования не вызвал у них вопросов. Да разберутся они, бать. Там же Нбонга, Аксу, Марта. Уж они-то быстро поймут, что их обманули. И другим расскажут. Не станут наши парни против нас воевать. А им и не придется. Покачал головой батя. Дед увел их для другого. Он не хочет возиться с теми, кто уже признал меня как своего командира. Ему нужны другие бойцы, новые, и он хорошо знает, где их взять. Обновление? Изумленно пронеслось над бойцами. Да, дед уничтожил крепость, зная, что мы не останемся на ее руинах, а будем искать новое укрытие. Но он не хочет, чтобы оно было временным. Он пытается выжить нас с изученных территорий для того, чтобы собрать собственную адскую сотню. Наши ополченцы нужны ему только для того, чтобы подставить их под зубы тварей вместо новых бойцов во время следующего обновления Африки. А чтоб мы не мешались, он будет гнать нас все дальше и дальше, точно зная, что для меня вашей жизни дороже собственной, и я сделаю все, чтобы их сохранить. «Бать, но ведь наших бросать тоже нельзя», – подал голос Кир. «А мы и не станем. Еще вчера я не понимал, чего добивается дед, но сейчас у меня есть план, как ему помешать. Поскольку дед может просчитать мои шаги наперед, я должен сделать то, чего не совершил бы ранее ни при каких обстоятельствах. Я должен вас бросить». Воцарилась гробовая тишина, в которой стало слышно даже дыхание. «Но поскольку ситуация у нас нестандартная, я хочу пояснить свое решение и послушать ваше мнение о нем. Итак, план такой. Я попробую выйти на след деда, и если получится, выясню, где он окопался. В худшем случае заставлю его гоняться за мной, отвлекая от вас. Делаю я это не с целью принять удар на себя. Я хочу, чтобы за время, оставшееся до ближайшего обновления Африки, вы как следует к нему подготовились. Что скажете?» Бойцы принялись озадаченно переглядываться. «То есть ты, бать, собрался просто мотаться по округе в надежде нарваться на деда, так?» Наконец задал вопрос Горелый. «Вроде того», – кивнул батя. «Надеюсь заставить его увязаться за собой, что позволит вам спокойно выезжать из цеха за тем же бензином для генераторов.
Или тихо уйти, не спалившись, если начнется обновление, и перебазироваться на другой удобный лоскут. Ясно. Но ты же понимаешь, что если пойдешь один, то дед все поймет. Добавил Винт. Короче, бать, я это к чему? Раз ты решил побуянить самостоятельно, то давай реализуем это грамотно. В смысле, сделаем вид, что просто ходим в рейды. К чему ты клонишь? Нахмурился командир, почуяв подвох. К тому, что мы не ходим в рейд без кинолога. Сложив руки на груди, пояснил Винт. Поэтому я иду с тобой. И, кстати, предлагаю взять внедорожник. Он тихий. Для рейдов с учетом твоего и моего дара подходит идеально. Бате сначала идея не понравилась, но быстро подумав, он с ней все-таки согласился. Хорошо, идешь со мной, но остальные... Не, командир, не остальные. С ехидной ухмылкой влез док. Я так понял, что встретимся мы уже только на Африке. Батя кивнул. Да, до этого момента командование на тебе, док. Найти друг друга у нас вряд ли получится. Я буду стараться держаться от вас подальше. Тогда тебе точно надо взять с собой еще двоих. Еще шире заухмылялся док, явно что-то замысливший. Во-первых, Колу. Пусть прямо на внедорожнике свой дар и тренирует. Я подготовлю ему рекомендации по Гороховке и выдам еще одну жемчужину для усиления. Разумно. Снова согласился батя. А второй кто? Полагаю, что я. Неожиданно выступил вперед Михаил и покосился на лекаря. Да, док? Соображаешь. Подтвердил тот. Бать, у нашего водилы. Это я ему погоняло такое дал, кстати. Тоже дар обнаружился. Короче, он может ставить на людей метки и в некотором радиусе всегда будет знать, где помеченный находится. Ну ты понял, да? Понял. Батя прошелся взглядом по Михаилу. А ты что скажешь, водила? Присягу я у тебя не принимал, так что решение за тобой. Тебя, Кола, тоже касается. А ты, насколько я понимаю, почти ни у кого не принимал. Усмехнулся Михаил. Копии твои принимали. Но я с тобой, бать. Мне нравится твоя группа. Без тени улыбки сообщил Михаил. Ну, от меня на дороге пользы точно больше, чем тут. Согласился и Кола. Заодно хоть посмотрю, куда попал. А то парни такие ужасы рассказывают, что жопа от любопытства чешется. Шутка, какой бы дурацкой она ни была, заставила батю улыбнуться. И правда, к черту присягу. Добро пожаловать в адскую сотню, бойцы. Единственное во всех существующих мирах ЧВК, где звание и прошлое не играют никакой роли. Глава 16. До полуночи в цехе царила деловая суета. Батя, Горелый, Док и Ворон обсуждали, что предстоит сделать бойцам. На этот раз у нас не будет огненных периметров, отсекающих тварей, и на Африку они ломанутся в полном составе, а не как обычно. Поэтому, Горелый, кровь из носа, но сделай хотя бы пару таких вот монстроломок. Остальные машины тоже оттюнингуй по максимуму возможностей. Док, не забывай тренировать Семена. Ему, хоть он и ребенок, тоже придется участвовать в зачистке Африки. У нас каждая пара рук будет на счету. Сделаю, бать. Хорошо. Провизии и ингредиентов для пойла вам недели на 2 хватит, так что в рейды без особого повода не суйтесь. Обижаешь, командир, не маленькие. Батя старался предусмотреть все. Лично поговорил с Семеном, объяснил, почему уходит, и составил план тренировок для пацана. Пожал руку Севе, единственному, кто не вернулся на сторону деда, когда тот решил сжечь крепость. Проверил оружие и боеприпасы. Поговорил с тезкой, вместе с даром предсказывать обновление, получившим позывной «Туман», и убедился, что пока тот ничего не чувствует. Ему было капитально непривычно оставлять свой отряд на столь длительное время. Умом батя понимал, бойцы справятся, тем более под командованием опытного дока, но все равно вынужден был бороться с самим собой. Никогда раньше он не чувствовал такой неуверенности, как сейчас, и в то же время привычная, доведенная до автоматизма решительность помогала ему не отказаться в последний момент от своего плана, который, к тому же, благодаря дарам Колы и Водилы, уже не выглядел таким уж безумным. Не иначе пекло само благоволило сделать так, как решил командир, и подкидывало его людям подходящие к ситуации дары. Ну а батя давно уже умел замечать такие подгоны и использовать их. Выезжать решили затемно и сразу под невидимостью. За руль внедорожника сел Кола. Он хотел потренироваться заряжать электромобиль прямо на ходу. Рядом устроился Винт, поскольку именно ему был нужен лучший обзор для контроля тварей, которых тут бегало без меры. Батя с Водилой разместились сзади, причем последний перед этим минут 5 стоял с закрытыми глазами, держа за локоть Дока. Видимо, ставил свою метку, по которой, в случае чего, можно было найти новое убежище бойцов. Вчера вечером для Водилы и Колы бойцы устроили краткий курс молодого бойца, научили обращаться с автоматами и обслуживать их.
У водилы, как выяснилось, опыт уже был. Он служил срочную. Кола, как представитель молодежи, нарочито пацифистской, учился в вузе с военной кафедрой, поэтому никакого представления о том, с какой стороны держать калаш, не имел. Этот факт вкупе со стритрейсерскими навыками определил его как основного водителя отделившегося отряда. Ну а более опытному и спокойному водиле досталась роль стрелка. Тяжелое вооружение брать не стали, решив сделать упор на невидимость и бесшумность. К тому же лишний вес увеличивал расход энергии аккумулятора, а Кола пока еще не мог зарядить его полностью. Хоть док и снабдил его подробными рекомендациями, как пить гороховку, и накормил перед отъездом еще одной жемчужиной для усиления дара. Поиски начали с того лоскута, где обнаружилась вторая надпись. В предрассветных сумерках медленно проехали его вдоль и поперек, прикидывая, куда мог двинуться отсюда дед. Винту то и дело приходилось отгонять пробегавших мимо тварей. Монстры вели себя беспокойно, из-за чего батя предположил, что где-то рядом скоро произойдет обновление. Так и получилось. Вместе с первыми рассветными лучами на востоке появился кисляк, и твари с урчанием ломанулись в его сторону. «Ну, можно на полчаса расслабиться и для вида помародерить квартиры», – резюмировал Винт. «Вдруг деду на глаза попадемся». «Отставить, расслабон», – велел батя. «Мародерку разрешаю. Заодно свежих научим. Кола, давай задницей вон к тому подъезду паркуйся, прямо в дверь». «А менты тачку не эвакуируют?» – хохотнул парень. «А то мою от дома постоянно забирали, когда я так делал». «Местным ментам тебя сожрать интереснее», – ухмыльнулся давно молчавший батин Петросян. «Понял», – кивнул Кола. «Тишину соблюдаем?» «Обязательно». «Жаль, хотел красиво вписаться. Ну да ладно. Красиво на танке вписываться учись», – посоветовал парню Винт. «Как с дедом разберемся, скажу Горелому, чтоб научил». «О да, это мне понравится», – расплылся в мечтательной улыбке Кола. «Это если Орлов удастся вернуть», – вернул мечтателей на землю батя. «До новых рано или поздно добудем», – беспечно махнул рукой Винт, переглянувшись с Колой. «У нас поставки каждые 2 месяца, главное успеть отбить». «Юмористы», – выдохнул батя. Припарковавшись, двинулись внутрь подъезда. Особых сложностей не ожидалось, поэтому Винта батя оставил наблюдать за улицей и машиной. Уж больно примечательно они припарковали внедорожник, а сам повел водилу и Колу по квартирам. В одной обнаружился едва живой от голода зомби. «Кто готов учиться?» – спросил батя, доставая нож. Кола сглотнул и побледнел, зато водила колебаться не стал. «В основании затылка?» – уточнил он у бати и, взяв нож, направился к зомби. Один удар, и все было кончено. «Потрошить не надо», – остановил командир, уже приготовившегося было водилу. «Это зомби, начальная стадия, он еще пустой. Вот у тех, кто грязный, полуголый, дерьмом воняет и быстро бегает, уже можно обнаружить виноград». «Понял», – встал водила и 2 движениями вытер окровавленный нож. Протянул его Коле. «Ты следующим будешь». «Черт, обязательно с грязной работы начинать». Попробовал было возмутиться Кола. «Чистое приятней покажется», – отрезал водила. Батя кивнул, подтверждая его слова. Следующую незапертую квартиру обнаружили на 6-м этаже. Едва только распахнув дверь, чуть не задохнулись от концентрированной вони разлагающихся тел. Вернее, это батя с водилой чуть не задохнулись. Изнеженный Кола тут же согнулся пополам, исторгая на пол содержимое желудка. Тем не менее, проблевавшись и вытерев рот рукавом, парень решительно распрямился и покрепче взял нож. Первым внутрь вошел батя. Держа наготове калаш, осмотрелся. И только обнаружив в одной из комнат 2 обглоданных скелета, едва шевелящегося от голода зомби, махнул рукой водиле и Коле. Первый зрелище выдержал стойко, а вот второй побелел еще сильнее. Только на этот раз не от дурноты, а от злости. Один из скелетов был детский. Кола постоял, неотрывно глядя на него. Потом шагнул к неспособному даже урчать из-за слабости зомби и вонзил нож тому в шею. «Ну, так тоже пойдет», – поддержал парня батя. «Главное, чтоб наверняка». «А если укусит?» – спросил водила. «Заживет. Зараза передается по воздуху. Тут или ты сам по себе к ней иммунный, или белку успеешь проглотить, или заурчишь. Другого не дано». Кола для надежности нанес зомби еще несколько ударов и встал. «Молодцом, мужик», – хлопнул его по плечу батя. «А теперь за дело. Давайте обшаривать квартиру. Нам же надо сделать вид, что мы просто на мародерку выехали. Только холодильник не открывайте, а то задохнемся». «Похоронить бы», – с трудом выдавил из себя Кола. «Отставить», – покачал головой батя. «Тут в каждой квартире и в каждом доме так. Обновление само трупы уберет. Всех ты никак не похоронишь». Кола, надо отдать ему должное, спорить не стал.
Парень хоть и был, как понял батя, изнеженным сынком богатых родителей, к реальности пекла привыкал на удивление быстро, что говорило о наличии внутреннего стержня. «Привыкай!» – Еще раз хлопнул его по плечу батя. «За дело. Ищем долго хранящуюся еду и предметы, которые могут нам пригодиться. Оружие, легкие пледы, туристические приспособления вроде ледорубов, ножи, топоры и тому подобное». Квартиру обчистили быстро. Ничего особо ценного, кроме банки растворимого кофе, в ней не оказалось. Поднялись выше. Зашли в еще одну с гостеприимно распахнутой дверью. Тут не было ни останков, ни зомби. Жильцы сумели выбраться из жилища и уже за его пределами превратились то ли в пищу, то ли в тварей. В обеих комнатах и на кухне были видны следы торопливых сборов. В одном из шкафов обнаружился открытый оружейный сейф, к сожалению, пустой. Не найдя ничего полезного и тут, направились было дальше по этажам, но сквозь выбитое окно на лестничной клетке вдруг услышали звук мощного двигателя. «Вниз!» – скомандовал батя. «Из подъезда не выходить!» На 4-м этаже встретились с бегущим навстречу винтом. «Что там?» – не останавливаясь, бросил батя. БТР, наш 152-й. Выдохнул винт. «Всем оставаться в подъезде!» А сам, включив невидимость, побежал к припаркованному у подъезда внедорожнику. Машину прятать было поздно, да и ни к чему. Командир хотел, чтобы ее заметили. Дед вряд ли рассекает по пеклу без сопровождения более опытных ополченцев, а уж те сразу поймут, что сверкающий хромом внедорожник не просто так уперся задницей прямо в дверь подъезда. Появись он тут во время обновления, либо уже отсутствовал бы, либо был бы раскурочен. Значит, на нем приехали иммунные. Вопрос только, какие? Сам дед, скорее всего, тоже обратит внимание на внедорожник. Учится он, как и батя, быстро. Наверняка попытается затаиться и проследить за ним, поскольку сразу же и догадается, чей он, или нет. БТР, едва только миновав дом с прижавшимся к нему внедорожником, остановился, а затем, медленно пятясь, двинулся в обратном направлении. Достигнув угла дома, также медленно свернул за него и затих. Механик-водитель заглушил двигатель. «Ну вот», – удовлетворенно прошептал батя себе под нос. «начнем игру». Вернулся на 2-й этаж за бойцами, приказал винту и водиле вернуться в исследованные квартиры. Найти там сумки и, забив их любым хламом, тащить сюда. Когда они вернулись, принялся объяснять план действий, скорее для новичков, чем для опытного винта, который и так понимал командира без слов. «Так, сейчас выходим как с обычной мародерки. Мы с винтом первые и берем сектор под контроль. Вы двое тащите сумки. Быстро грузите их в багажник и рассаживайтесь по своим местам. Кола, как только все окажемся в машине, медленно выезжай и поворачивай вон туда, чтобы проехать мимо затаившегося БТРа». А они в нас не пальнут? Нервно уточнил парень. У них вон какая техника внушительная. «Я включу невидимость», – пояснил батя. «Не сразу, а как только им станет понятно, в какую сторону мы двинемся. Дед знает об этом моем даре, так что наверняка попробует за нами погнаться. Твоей задачей будет ехать так, чтобы БТР был от нас в метрах в 300. Когда я скажу, спрячемся так же, как они, и пропустим их вперед. А дальше? Они ведь нас так не найдут». Не понял водила. «Именно что. Сами сядем им на хвост. Рано или поздно они прекратят погоню и двинут в сторону своего убежища, а мы за ними. Будем держаться так, чтобы не попасть на дозоры. Нам надо просто выяснить, где окопался мой двойник. А дальше уже посмотрим, что можно будет сделать». Понял, бать. Гонки это я люблю. Расцвел Кола. «Не перестарайся, Раскольников», – строго посоветовал ему водила. «Одну бабку уже прибил, хватит». Батя, хмыкнув, притянул голову Колы к себе. «Запоминай сюда, боец. Если увидишь на дороге бабку, прислушайся. Заурчит – разрешаю давить. Тут тюрем нет». Так точно, командир. Шепотом, но по-военному четко ответил Кола. «Но не сегодня». Чуть поубавил пыл гонщика батя. «Сегодня бабок в суе не поминаем». Кола продемонстрировал бате большой палец. «Все, двинули». Держа калаши наготове, батя и винт, крадучись, вышли из подъезда. Несколько секунд делали вид, что оценивают обстановку. Достоверности прибавило раздавшееся неподалеку многоголосое урчание. Но поскольку твари в зоне видимости так и не появились, батя поднял левую руку и сделал ею движение, приказывающее новичкам выдвигаться. Те свои роли тоже отработали на отлично. Быстро вышли, закинули сумки в багажник и полезли во внедорожник. Батя показал винту, чтоб тот тоже загружался. Сам сел последним, продолжая изображать контроль обстановки. И легонько похлопал Колу по плечу, дескать, стартуй. Тот включил двигатель и осторожно вырулил на дорогу. Батя врубил невидимость. Мимо бронетранспортера проехали совсем медленно,
и батя успел заметить высунувшегося из люка двойника. Сразу догадался, что тот делает. Дед внимательно слушал. «Водила, вон на того с моей мордой метку сможешь поставить?» Попробую. Не очень уверенно произнес водила. Я пока только ВКонтакте пробовал. «Ну, пора учиться бесконтактным чудесам. Решительно рубанул батя. Давай. А ты, Кола, газани чуть», – Попросил командир Колу. «Пусть этот урод грёбаный услышит». Командир, это электричка, а не ДВС. Усмехнулся Кола. Громче не будет. Могу вон по мусору колесами проехать, чтобы зашуршало. «Только шины не проколи». Обижаешь, командир? Я, бля, с 5 лет на папкиных тачках гонял. Быстро понял, что за колеса жопа долго гореть от ремня будет. «Странно, что ты у такого отца гонщиком вырос». Позволил себе язвительный комментарий водила. Так мне портить запрещали, а не гонять. Не обиделся Кола. Отец сам тоже любил притопить. На 150 штрафов за год собирал. «Отставить разговоры», – прервал батя. «Давай, Кола, пошурши, чтоб нас заметили». Парень чуть подправил траекторию и правой стороной проехал по мусору, выпавшему, судя по всему, из опрокинутого чуть дальше мусоровоза. Дед тут же повернул голову на звук, секунду вглядывался в пустую с виду улицу и полез внутрь БТР. «Водила, что у тебя?» Пытаюсь, командир, пока не выходит. «Старайся, будем держаться в пределах видимости, сколько сможем». Батя напряженно смотрел в зеркало заднего вида. Наконец, когда внедорожник отъехал метров 300, БТР тоже выбрался из своего укрытия, но сразу преследовать не стал. Дед понимал, что его транспорт будет слышно издалека, и надо отпустить батю как можно дальше, но так, чтобы не потерять из виду. Командир, может еще пошуршать, чтоб твой этот дед не потерялся? Решил проявить инициативу Кола. «Пока не надо. Заподозрит, что мы его ведем, а не он нас». Понял. Разочарованно вздохнул Кола. Выждав еще немного, БТР все-таки двинулся вслед за внедорожником на пределе видимости. «Вот теперь пошурши», – разрешил батя. «Только не звуком. Не услышат за своим движком. Как-нибудь еще привлеки внимание». Сейчас делаем, командир. – пообещал Кола и, чуть подрулив, левым бортом ткнул неизвестно как уцелевший дорожный конус, вовремя оказавшийся на дороге. «Молодец, соображаешь», – похвалил батя новичка. Движение конуса в БТРе заметили, и тут же раздался радостный возглас водилы. Командир, получилось! «Молодец. Кола, теперь немного оторвись от БТР. Видишь, вон там подходящий заезд во дворы». Через дублер? – уточнил Кола. «Да, вот на этом дублере и пропустим их. Винт, потом будет твой выход. Поймай мне небольшую стаю и поведи ее впереди БТРа, как будто твари нас унюхали и преследуют. Пусть минутку пробегутся, а после отправь их восвояси». Принято, бать. – осклабился боец. Азарт Колы передался и ему. «Водила, если почувствуешь, что метку держать трудно, сразу говори», – предупредил батя. «Своих нам потерять не страшно. На Африке найдемся. А деда упустить никак нельзя. Кола, к водиле прислушивайся. Он сейчас будет решать, какую дистанцию держать». Как скажешь, командир. Заехав на дублер, гонщик остановил внедорожник, выждал, пока мимо проползет БТР, и пристроился к нему в хвост. Бать, есть подходящая стая на параллельной улице. 5 голов, предводитель моллюск. Веду? Подал голос Винт. «Веди». Рубанул ладонью в воздух батя. Вон на том перекрестке выскочат. Пообещал Винт. Глава 17. Твари появились аккурат вовремя. 3 топтуна, горилла и возглавляющий их молодой с виду моллюск. Бросились было в погоню за несуществующей целью, но быстро остановились, услышав шум движка БТР. Может, пусть нападут? Спросил Вин. Это было бы естественно. «Пусть. Подумав, согласился батя. Только проследи, чтоб деда не грохнули. Он нам еще нужен». Отстреляется, не маленький. Кровожадно усмехнулся Винт. Твари рванули в сторону БТРа. Кола чуть притормозил, отпуская боевую машину подальше. Установленный вместо штатного СГМБ «Корт» застучал короткими очередями. Из боковой двери высунулся раструб РПГ-7, нацелился на моллюска и выпустил снаряд. «Кола, отъедь-ка с линии огня, чтоб нас ненароком не задело», – велел батя. Гориллу и одного из топтунов завалили быстро. Второму топтуну удачной очередью подрезали заднюю лапу, и он, хромая, предпочел убраться из боя. А вот третий вместе с моллюском успешно добрались до БТРа и принялись рвать его броню когтями. «Придержи их», – велел батя. Обе твари замерли, одновременно повернув головы в его сторону, словно что-то услышали. Пулеметчик в БТРе воспользовался моментом и прицельно навелся на топтуна, снеся ее с брони длинной очередью.
Одновременно с этим из двери снова высунулся боец с РПГ. На этот раз батя безошибочно опознал мокрого и влепил снаряд моллюску под челюсть. Тварь снесло с брони вслед за топтуном. Моллюск оказался живучий, но больше нападать не стал, сочтя за лучшее ретироваться. Топтун решил последовать его примеру. Экипаж БТР, убедившись, что на шум боя больше никакие мутанты не несутся, попытался было продолжить преследование. Но до деда быстро дошло, что вряд ли это будет иметь смысл. Внедорожник уже должен был бы убраться куда подальше от тварей, пользуясь своей невидимостью и бесшумностью. В итоге двойник принял решение вернуться к первоначальной цели своего рейда и повернул назад. За ним, не привлекая внимания. Тут же сориентировался батя. БТР вернулся на то же место, где заметил внедорожник. Подъехал к дому напротив, и из боевой машины вылез дед. Встряхивая баллончик с краской, подошел к стене и вывел. «Я знаю, что ты здесь, брат». «Командир, а тебе не кажется?» – подал голос Кола. «Что это твой двойник-сектант? Они обычно так себя и ведут. Пишут всякие странные надписи, задвигают всем свою философию, чушь какую-то про богов несут». «Вполне допускаю», – не стал спорить батя. «но мне больше нравится теория, что дед – беспринципный моральный урод». «Но одно другому так-то не мешает», – хохотнул Винт. Двойник, закончив писать, воровато огляделся и вернулся в БТР. «Ну, Кола, теперь держи такую дистанцию, чтобы не потерять его, но не спалиться», – велел батя. «Водила метку не снимай, попробуем так отследить, а то у нас будешь на подстраховке». «Понял, бать», – кивнул тот. «Пока держится хорошо. Вот на наших тяжело не потерять. Далеко уехали, но она все равно понадежнее у меня стоит». «За это особо не парься, парни не подведут», – уверенно сказал батя. «Я с ними пекло прошел, знаю, что справится». Но внутри все равно почувствовал что-то вроде беспокойства, свойственного человеку, привыкшему брать ответственность исключительно на себя. БТР, выехав с Лоскута, направился на восток. В какой-то момент бате даже показалось, что они вот-вот завернут к цеху, но дед со своими бойцами миновал его едва ли не по стыку с соседним Лоскутом и двинулся дальше. Вскоре остановился, чтобы намалевать еще одну надпись. «А почему они так спокойно рассекают по пеклу?» В какой-то момент поинтересовался Винт. «Может, среди них тоже кинолог обнаружился?» Батя задумался. Может и так. Ведь действительно, БТР производит приличный шум, на который уже должны сбежаться толпы тварей. А вокруг тишина и спокойствие, какие в этом мире вообще случаются крайне редко. Ответ обнаружился быстро, когда над крышами домов справа завиднелся далекий столб тумана, в котором тускло засверкали беззвучные молнии. «Ну, теперь понятно, где все». Облегченно выдохнул Винт и тут же выдвинул еще одну догадку. «Бать, а бывает такой дар, чтоб обновление внепланово вызывать?» «Это тебе у Дока уточнить надо», – отрезал батя, но сам задумался. Ведь именно внеплановые обновления помешали им тогда вовремя вернуться на Африку, а для деда они препятствием не стали. Так что кто его знает. Однако на сей раз обновление точно было плановым, и об этом как раз явственнее всего свидетельствовало отсутствие тварей, заранее переместившихся к обновляемому Лоскуту. Так что предположение, что у деда появился дар вызывать обновление, пришлось отмести. Правда, не без облегчения. Но так просто размышления об этом забыть не получилось. Что-то в них было такое, ощущавшееся, как еще не ответ, но зацепка в его поиске. Кола справлялся с преследованием деда без подсказок и дополнительных команд. Винт обеспечивал безопасность экипажа внедорожника, что в условиях почти полного отсутствия тварей было несложно. От самого бати требовалось только поддерживать невидимость. Но это были настолько привычные усилия, что требовали участия сознания только в момент включения. Поэтому командир остался на время фактически неудел и развлекал себя тем, что то запоминал дорогу, то наблюдал за водилой, которому выпали крайне сложные условия для развития только-только появившегося дара. Водила пока держался молодцом, но было понятно, что обе поставленные им метки все еще держатся просто невероятным чудом, и момент, когда они отвалятся, довольно близок. В принципе, пока что нужды в них и не было. Дед находился в пределах прямой видимости, а местоположение цеха, где засели верные бате бойцы сотни, оставалось понятным просто по местности. Метка была нужна на случай, если цех обновится, и бойцам придется с него уйти. Расслабившись, батя едва не пропустил момент, когда дорогу им перебежала сначала одна, а потом и вторая крупная стая. Твари спешили на обновление и едва не снесли невидимый глазу внедорожник. Кола в последний момент успел ударить по тормозам и увести машину в сторону. Бесшумный внедорожник тут же сообщил о своем присутствии визгом шин, но контроль над тварями быстро перехватил Винт, не дав им заинтересоваться звуком, и перенаправив внимание на чешущий впереди БТР. Боевая машина сама по себе была шумной, так что твари упрямиться не стали и рванули вслед за ней.
БТР прибавил ход. Пулеметчик снова начал стрелять короткими очередями. «Обожди!» – Взял Колу за плечо батя. «Винт, пусть твари подерут БТР, но так, чтобы люди не пострадали». «Командир, а может пусть сожрут их? Предложил водила. Если это твой двойник такая мразь, то зачем его беречь?» «У него мои люди. Хочу выяснить, где он окопался. Тогда как пойдет в очередной рейд, можно будет его из-за 200. Внимательно наблюдая за тварями, пояснил батя. «Понял». Вздохнул водила. Дед, похоже, сообразил, что от 200 ему не отбиться, и решил попытаться удрать. Но направление выбрал странное. БТР неожиданно свернул к обновляющемуся лоскуту. Вот теперь давай за ним. Снова тронул Колу за плечо батя. Винт, веди тварей, не давай им излишне приблизиться. А сам задумался, почему дед выбрал такое направление. Надеется, что обновление вот-вот закончится, и твари предпочтут беззащитную человечину, которая появится на лоскуте. Видимо, расчет именно на это, ведь не дурак же двойник. Наверняка выяснил у своих людей все, что те узнали от его бойцов, пока еще находились в крепости. Однако дед удивил. Его БТР двигался прямиком к обновляющемуся лоскуту и, кажется, не собирался сворачивать. Вот уже показались ряды тварей, ждущих обеда. Увидев БТР, они заволновались. Чего бы и не закусить консервированной человечиной до того, как появится свежая и беззащитная еда. Элитники, раздвигая менее развитых тварей, уже рванули закуски наперевес, но БТР, взревев двигателем, только прибавил скорость до максимально возможной. И тут до бати дошло. «Тормози!» – крикнул он Коле. Парень поморщился от громкости, но приказ выполнил беспрекословно и четко, словно заправский боец. «Винт, отпускай! Пусть жрут к чертям собачьим! Всех на него натрави!» Но БТР и так привлек все внимание, которое мог. Твари рванули к нему со всех сторон, плотоядно урча в предвкушении. Самый шустрый из элитников даже успел запрыгнуть на боевую машину и одним ударом лапы свернул ствол огрызающегося огнем пулемета. Однако граница лоскута была уже близка. БТР, не обращая внимания на атаковавшую его тварь и никуда не сворачивая, несся к ней. «Он же там сдохнет!» – Выдохнул Винт. «В том-то и дело, что нет!» – процедил батя, скрежеща зубами от досады. Дед снова его переиграл. Даже не зная о преследовании, все равно смог обвести вокруг пальца. Так же, как сделал это в тот злополучный день, когда его вместе с мрапом, полным оружия и припасов, высадили на 9-м лоскуте. Деду никто не объяснял, что в обновление соваться не стоит. Вот он и решил тогда сократить путь. И пока батя обновляющиеся лоскуты старательно объезжал, дед пёр прямо по ним, пользуясь наконец-то появившимся даром, самым, пожалуй, нужным для человека, который с дуру полез в кисляк. Никто в сущности не знал, что будет, если зайти на лоскут во время обновления. Но что у опытного уже бати, что у всех остальных, желание проверять отсутствовало. Зато имелось стойкое ощущение, что ничем хорошим это действие закончиться не может, ни при каких условиях. Так подсказывала верная чуйка, тренированная еще там, в прошлой жизни, и многократно усилившаяся в этом. Кол остановил внедорожник метрах в 50 от границы, практически за спиной у беснующихся от близости еды тварей. Бате оставалось только бессильно наблюдать, как БТР, который рвут когтями, уже двое элитников, упрямо мчит к кисляку. Твари злились и урчали, но атаковать изуродованную консервную банку на колесах больше не рвались. Элитники, успевшие запрыгнуть на БТР, торопливо рвали броню, но им было понятно, что они не успевают. В последний момент оба мутанта, обиженно взревев, сиганули с крыши боевой машины, и та, изуродованная и годная теперь только в утиль, ушла в туман обновления. «Собакин, мать твою, сын!» – тихо выматерился батя. «Водила, что с меткой?» «Отвалилась, командир, извини», – виновато сообщил тот. «Вот как только они в туман влетели, сразу отпала». «Твою!» – не выдержал батя. На водилу командир не злился. Сам понимал, что дар мало того, что только проснулся и еще слабый, да еще использовать приходится сразу в сложных, давящих на непривычную гражданскую психику условиях. Да еще этот кисляк грёбаный, который и связь глушит, и на твари влияет. Чего бы ему и некоторые дары не блокировать, а? «Командир!» – понурившись, произнес водила. «Не твоя вина», – отрезал батя. «Такое могло произойти. Попробуем обогнать. Невидимость-то у нас никто пока не отобрал. Кола, покажи все, что умеешь». «Это я с радостью». Расплылся в ухмылке, больше похожий на оскал гонщик. «Всем пристегнуться». Водила, недолго думая, потянулся к ремню. Видимо, что-то знал. На всякий случай батя и Винт решили последовать его примеру. И, как выяснилось, правильно сделали. Кола взял с места без пробуксовки, но настолько резво и ловко, что сразу стал понятен уровень его вождения, запредельный. И батя даже подумал, что потом, когда они все вернутся в крепость,
отдаст оба электромобиля Горелому на тюнинг и назначит на них постоянным водителем именно Колу. У парня явно имелся талант к этому, причем талант хорошо развитый. Внедорожник буквально летел, лавируя между задними рядами тварей и естественными препятствиями. На лице Кола расплылось блаженное выражение человека, занятого делом всей своей жизни. Винт сидел, вцепившись в ручку над окном и торпеду, и только успевал разгонять с дороги тварей. Батя, хоть и пристегнутого, мотал из стороны в сторону. И только водила сидел относительно спокойно. Будучи водителем, он тоже привык водить машину быстро. Обновление все никак не заканчивалось. Туман был плотный настолько, что походил на вспененное молоко для кофе, и даже молнии в нем виднелись только неясными сполохами. Но когда внедорожник почти уже достиг противоположной границы лоскута, он наконец начал потихоньку рассеиваться. Твари напряглись, приготовившись к рывку. Туман поредел, разделившись на рваные хлопья, и растаял. Но прежде чем твари бросились на обновленный лоскут, батя успел заметить Мокрого, одного из бойцов деда. Тот стоял посреди дороги в окружении двух потоков машин, чьи водители вынуждены были остановиться из-за тумана, а теперь непонимающе смотрели на монстров, не веря своим глазам. Мокрый тоже стоял, но его взгляд был не удивленным, а пустым. По лицу бойца блуждала дебильная улыбка. С уголка губ тянулась тонкая ниточка слюны. За спиной Мокрого с тем же туповато-бессмысленным выражением лица стоял один из новичков-американцев. Батя похолодел. «Кола, вон к тем двоим сумеем прорваться?» Парень, вцепившись в руль, покачал головой. Только если взлетим, командир. Вся дорога заставлена. Там пешком-то и то с трудом можно пробраться. «Винт, прикрой!» Бать, ты охренел? Только успел выкрикнуть боец. Но батя уже выбрался из машины и вместе с радостно заурчавшими тварями рванул к бойцам деда. «Только бы успеть!» – думал он. «Только бы успеть!» До бойцов было от силы 70 метров. Батя сделал их за смешные секунды, прыгая по капотам перегородивших дорогу машин и не обращая внимания на панические вопли их владельцев. Все это время он старательно держал невидимость и только надеялся, что радиуса дара хватит, чтобы прикрыть и бойцов, дебильно лыбящихся монстром, и внедорожник со своими. Вокруг него образовалось пространство, в котором твари не замечали истошно орущих людей, но за его пределами творился обычный по местным меркам кошмар. Твари жрали. Американец, чьего имени батя не запомнил, вдруг зачем-то развернулся и побрел вглубь лоскута. «Да стой же, придурок!» Едва не заорал батя вслух, но вовремя прикусил язык. Оба бойца явно не в себе. Что толку им орать? Только свое местонахождение тварям подскажет. Привлечет их внимание. Мелочь, может, и не разберется, где искать. А крупняк умный. Сообразит, мля. Добравшись до Мокрого, батя схватил бойца за плечи и как следует встряхнул. «Мокрый, а ну приди в себя, живо!» Радостно оскалился тот. «За мной давай!» Сообразив, что прямо сейчас ничего не добьется, скомандовал батя. И, подхватив Мокрого под локоть, потащил к внедорожнику. Перед этим с сожалением посмотрел вслед Амеру. Того спасти уже не представлялось возможным. Внедорожник находился на самом краю радиуса действия батиного дара невидимости, и уходить от него еще дальше было попросту нельзя. Тащить невменяемого Мокрого по капотам уже частично изуродованных машин и в окружении пирующих тварей оказалось непросто. Боец зачастую отказывался лезть куда сказано, и его приходилось в буквальном смысле слова гнать пинками и угрозами. Кроме того, он много и громко мычал, возмущаясь подобному обращению, и от внимания твари спасало лишь огромное количество другой еды вокруг, до усилия винта. Наконец батя выбрался с лоскута. Не церемонясь, столкнул Мокрого на заднее сиденье внедорожника, вплотную к водиле. Сел сам, лишая бойца возможности к побегу. «Гони!» – приказал он Коле. Куда? Не понял тот. «Куда-нибудь, где будет тихо. Винт, покажи новичку, как искать подходящие для ночевки места». «А твой двойник?» – не понял водила. «Ушел», – просто сказал батя. Бросил своих и усвистел в закат на останках своей консервной банки. Черт знает, как он прорвался через тварей, но факт остается фактом. Иначе мы бы обнаружили и наш БТР. А его, как видишь, нигде нет. Думаешь, этот Подбородком указал водила. знает, где его искать? Уверен, Кивнул батя. но не уверен в том, что нам удастся его разговорить. Хотя попытаться точно стоит. Глава 18. В качестве укрытия на ночь выбрали квартиру на 12-м этаже дома свечки. Во многом благодаря тому, что остальные 3 квартиры на площадке, как и выбранная, были покинуты еще вменяемыми хозяевами и, соответственно, остались чистыми, а площадка к тому же закрывалась прочной металлической дверью,
которые изнутри можно было открыть без ключа. Из этих квартир выбрали ту, из которой, благодаря количеству и расположению комнат, открывался максимальный обзор. Расположившись, первым делом распределили дежурство, после чего батя распорядился об ужине, состоявшем из консервов, которые запили пойлом, даже не морщась. Напряженный день вымотал всех. А сам, сделав всего 2 глотка, да и те лишь для того, чтобы прекратить накатившую головную боль, приступил к допросу Мокрого. Но тот ни на что реагировать не хотел. Сидел на продавленном диване с видом полного блаженства и раскачивался из стороны в сторону, сильно смахивая на только-только обратившегося зомби. Урчать и бросаться на людей, правда, не пытался, что внушало некоторую надежду. Однако крепкий нож с эмблемой адской сотни батя из рук выпускать не спешил. «Мокрый, мать твою, приди уже в себя!» На раздраженный голос бати с кухни, примененный строго по назначению для еды, вышел Кола с банкой недоеденной тушенки в руках. Посмотрел на командира, нахмурился и не выдержал. «Бать, ну не так же это делается. Да я попробую, а?» «Что, опыт есть?» Раздраженно съязвил батя. «Да, было дело. Заносило меня к психам-санитарам», Туманно пояснил гонщик и, подумав, добавил. «Исправительный отрабатывал». Командир на секунду растерялся от ответа, а потом махнул рукой. «Давай, моих, сил больше нет». Кола отставил банку на тумбочку у двери, подошел к Мокрому, присел перед ним на корточки и начал тихо с ним разговаривать, как с ребенком. Когда Мокрый стал радостным угуканьем реагировать на Колу и пытаться поймать палец, которым тот затеял непонятную батя-игру, командиру было показалось, что гонщик нашел подход к психу. Спустя полчаса выяснилось, что нет. «Командир, ты извини, но он, походу, в себя уже не придет», вынес вердикт Кола. «Реакция, как у младенца. Довольно характерная картина при прогрессирующей шизофрении крайней степени. Насмотрелся я на таких. Он уже овощ, а не человек». Скрипя зубами, пришлось признать то, что признавать не хотелось. Состояние бойца не было ни шоком, ни аффектом. Побывав в кисляке, он просто банально протек крышей, подтвердив подозрение о том, что лезть в него не надо ни при каких обстоятельствах. Еще он подсказал, что дар деда, в отличие от батиной невидимости, защищал только собственного носителя, но не тех, кто находился рядом с ним. То ли потому, что деду в развитии не помогал док, а то ли по естественным причинам, черт его знает. Но факт оставался фактом. Мокрый, побывав в кисляке, крепко тронулся умом и был теперь совершенно бесполезен. «Что делать с ним будем?» – поинтересовался Винт, присоединившийся к допросу немногим позже Колы. Батя задумался. Для его группы Мокрый, лишенный рассудка, был исключительно обузой, которая не стоила, как выяснилось, даже того риска, на который командир пошел ради его спасения. Да и правда, что с ним теперь делать? Бросить на поживу тварям? Как-то бесчеловечно. Пристрелить? Пулю жалко. Таскать с собой? Для чего? Чтоб сбагрить при оказии деду? Так тот точно воспользуется первым вариантом. Никакой жалости к собственным бойцам у двойника не было и не предвидится. А если посмотреть с другой стороны, Мокрый предатель, который присягнул бате, но при первой же возможности снова вернулся на сторону деда. Может, не сразу раскусил бывшего командира? Может. Но что ему потом мешало уйти? Мокрый ведь не африканец-ополченец, вчерашний гражданский, взявший оружие в руки по необходимости. Он боец лучшего в мире ЧВК. Навыки выживания и ведения боевых действий, в том числе в одиночку, у него, мягко говоря, выше среднего. Нет, Мокрый просто предал батю и всех, кто его спасал. Всех бойцов новой адской сотни, включая своего двойника-ветрянку. «Утром решу», – ответил батя. «Пока запрем его в одной из квартир, чтоб не мешался под ногами». Устроив Мокрого, стали готовиться ко сну. Первым на дежурство заступил Кола. Себя батя, как обычно, взял в волчью утреннюю смену. В назначенное время его разбудил водила и, дождавшись, пока командир встанет, завалился на нагретый диван и тут же заснул. Батя, позевывая и ежась от предрассветной прохлады, перебрался на табуретку у окна, выглянул наружу. Как раз в этот момент по улице пробежала стая из 7 голов под предводительством молодого элитника. Эхо их громкого урчания заметалось в лабиринте тесной и высотной застройки. Ему вторило другое эхо, пришедшее с параллельной улицы. «Разбегались, мля», – пробурчал себе под нос батя. «Свалите нахрен, уроды!» Твари, разумеется, его не услышали. Да и услышь, не послушались бы. Скорее попытались бы забраться к вожделенной еде. Но тихий голос, двойной стеклопакет и высота 12-го этажа лишили их этого шанса, что батю полностью устраивало. Дождавшись утра, командир разбудил бойцов, выдал им по банке тушенки, из запасов водки и виноградин приготовил пойло. Отцедив, разлил по флягам.
Банки, завернув пакеты, найденные под кухонной мойкой, оставили в квартире. Маловероятно, что в таком виде они будут пахнуть настолько крепко, что твари учуют их на высоте. Мокрого тоже покормили. Кола, использовав свой необычный опыт, уговорил сошедшего с ума бойца поесть и даже влил в него пару глотков пойла, хотя это оказалось невероятно сложно из-за вкуса. Мокрый, как ребенок, отворачивался, отталкивал кружку с пойлом и нечленораздельно мычал, выражая свое нежелание это пить. «Командир, может, возьмем его с собой?» – жалостливо спросил Кола, когда закончил. «Пропадет ведь». Батя, уже было решившийся бросить мокрого, заколебался. Сумасшедший был обузой. Своим безумием он представлял из себя серьезную угрозу всему мероприятию и людям, которых командир взял с собой. Убить его было бы не только разумно, но и милосердно. Но батя не поднялась на это рука, и он, скрипя сердце, принял решение, которое испарилось как дым, после простого вопроса, еще не ожесточившегося от местной реальности Колы. «Командир, я...» Уловил смену выражения лица командира Кола и опустил голову. «Связать», – коротко сказал батя. «Кляп в рот, чтоб молчал. Будет создавать угрозу, сам пристрелишь, чтоб не мучился в зубах тварей». Ожидавший совсем другого, Кола воспрял. «Сделаю, командир, все сделаю, не переживай», – засуетился он. А батя, кляня себя за мягкосердие, развернулся и вышел из квартиры. Кола справился на отлично. Уже через 10 минут, связанный по рукам и ногам мокрый, с кляпом во рту, снова сидел на заднем сиденье внедорожника, зажатый батей водилой. Вел себя так смирно, словно еще был в состоянии что-то понимать. Кола с деловым видом проверил заряд аккумулятора. «Командир, давай сегодня спокойно поездим», – предложил он. «Боишься, что твоего приятеля стошнит?» Беззлобно подначил водила. «Не», – мотнул головой Кола. «Просто зарядить надо тачку, а у меня, когда сильно на дороге сосредотачиваюсь, пока не получается дар применять». «Так давай подменю». Оба они, не сговариваясь, уставились на батю. Тот, в свою очередь, на мокрого. Винт, будто прочитав мысли командира, хмыкнул. «Разрешаю», – кивнул батя. «Кола, тебе, чтобы аккумулятор заряжать, что нужно?» «Да контакт только. Жопа на сиденье подойдет», – хохотнул тот. Про жопу гонщик, судя по всему, пошутил. Поменявшись местами с водилой, он обеими руками вцепился в ручку двери и закрыл глаза. «Веди осторожней», – предупредил он водилу, «а то вдруг меня укачает». «Я задницу уровнем повыше катал, еще ни одна не жаловалась», – серьезным выражением лица сообщил водила. Большой фанат шуточек уровня ниже пояса, батин внутренний Петросян, давно не подававший признаков жизни, воспрял и принялся почти дословно записывать перепалку. А сам батя задумался, куда им ехать сегодня. Решил, что надо попробовать проехать пару лоскутов в той стороне, куда изначально направлялся дед. Идея была так себе, но ничего лучше в голову не приходило. Водила, ввиду своей профессии в предыдущей жизни, рулем владел ничуть не хуже Колы, но привык ездить более плавно. Видимо, работодатель не очень любил резкие торможения и ускорения. Кроме того, у бати уже через 5 минут езды возникло подозрение, что внедорожник был тем самым транспортным средством, на котором водила перемещал начальственную задницу домой и на работу, потому что сквозила в движениях свежего какая-то привычность, которая бывает только у людей, знающих расположение каждого рычага настолько хорошо, что они могли переключать их закрытыми глазами. Ближайший лоскут представлял из себя обычную для этого мира офисную застройку. Высились по обеим сторонам дороги, неожиданно узкой, небоскребы из стекла и металла, один другого вычурней и дороже. А липовато играли разноцветными красками, уляпавшие все и вся, рекламные плакаты и вывески дорогих и бесполезных бутиков и магазинов элитных продуктов и прочих бесполезных и сильно переоцененных товаров. Машин на дороге не было, зато каждые 500 метров высились павильоны автобусных остановок. Когда-то они были остеклены и снабжены интерактивными экранами, но твари разнесли все это на осколки и запчасти. Сами монстры тоже до сих пор ковырялись на нижних этажах зданий, выискивая остатки жратвы. Видимо, лоскут обновился не так уж и давно. Но тем не менее прошло уже достаточно времени, чтобы все появившиеся во время обновления люди уже обратились в зомби или, что вероятнее, стали едой. И достаточно для того, чтобы дед и тут успел отметиться со своими художествами. «Шустрый у тебя двойник, командир», – при виде надписи усмехнулся водила. «Времени зря не теряет. Такими темпами скоро на каждом лоскуте автограф свой оставит». «Да уж», – вздохнул батя, и тут в голову ему пришла идея. «А подъедь-ка поближе к надписи и остановись так, как сделал бы, если бы ты ее малевал». Водила молча подвел внедорожник, куда сказано. Батя вылез из машины, обошел ее и уставился на надпись. Так,
Обновившийся вчера лоскут вон там, сзади справа. Значит, это направление можно исключить. То, откуда они приехали, тоже. Слева высотки тесным строем. Что остается? Батя, прищурившись, посмотрел на дорогу впереди. Прямая, как натянутая струна, она шла до самой границы лоскута, где ее должна была сменить другая дорога. Этот мир любил стыковать похожее к похожему. Это касалось дорог, рек, железнодорожных путей и даже мостов. Что ж, оставалось только одно – ехать дальше, ища еще надписи и надеясь снова наткнуться на деда. Так и поступили. Правда, продвижение сильно замедляли курсирующие в хаотичном порядке твари. Видимо, сегодня в ближайшей округе обновлений не намечалось. Боя удавалось избегать благодаря винту и невидимости. В спокойные минуты батя бросал украдкой взгляд из-за плеча водила на приборную панель. Заряд аккумулятора не увеличивался, но и уменьшался явно медленнее, чем должен был. Однако Кола, судя по бледному и напряженному лицу и невысыхающих каплях пота на висках, был на пределе. Дар гонщика работал на полную, но, к сожалению, был еще не развит. Глядя на это, батя вдруг засомневался в своем решении отправиться на поиски деда. Но о чем он, мля, в самом деле думал? Взять с собой электромобиль, зависящий от электричества, который, в отличие от бензина, найти тут крайне затруднительно, и двух новичков с едва только проснувшимися дарами. Только идиот мог решиться на такую авантюру. Впрочем, идиотизм, на который решился батя, дед, судя по всему, просчитать пока не смог. А значит, в целом идея работала, но пока она не дала результата. Шанс достичь его был вчера, но, к сожалению, обернулся неудачей. Представится ли второй, и будет ли это до того, как обновится Африка, неизвестно. «Надо раздобыть обычную машину», – подумал батя. «В подстраховку к этой. Тогда можно будет время от времени выезжать на ней, а Кола пусть тренирует свой дар в спокойной обстановке. А еще надо выбрать место постоянной дислокации, где можно будет спокойно оставлять мокрого и каждый день возвращаться. А то, тьфу, скитаюсь, как в первые дни в пекле. Не дело». Достав карту, батя принялся дорисовывать на нее новые лоскуты. Хотел пометить цех, но на всякий случай не стал, и вместо этого написал на нем 3 и 2 нуля, решив, что легко запомнит такой номер и при этом не выдаст своих, если эта карта каким-нибудь образом попадет деду в руки. А вот на лоскутах с надписями пометки сделал, в надежде, что так, на бумаге, сумеет увидеть какую-то систему их размещения. Все было тщетно. Дед малевал свои предупреждения без всякой системы. Складывалось впечатление, что он просто пытался украсить своей мазнёй каждый лоскут без исключения. Может быть, за прошедшие 1,5 дня он даже успел нанести ее на стены цеха, где окопались батины бойцы. Свободных от надписей мест, тем не менее, оставалось еще довольно много. Закусив кончик карандаша, батя обвел пальцами свободные от меток лоскуты. Снова взяв карандаш, пронумеровал их от 401 до 430. «Водила, притормози-ка где побезопасней». Похлопал он свежего по плечу. Тот, выполнив приказ, выключил мотор, чтобы не тратить заряд, и обернулся к командиру. «Смотри», – Показал ему карту батя. «мы вот здесь, на 411-м. Видишь, где нет меток? Нам надо все эти лоскуты объехать и поискать на них автографы моего двойника. Заряда хватит?» Я продержу. Слабым голосом сообщил Кола. Мокрый поддержал гонщика невнятным мычанием. «Значит, хватит», – кивнул водила. «Но, командир, я бы поискал еще одну тачку. Док сказал, что дары будут развиваться от использования, но мы с Колой всего лишь новички. Парень справится, я уверен, но ему вскоре потребуется отдых. Он пока восстанавливается пойлом, но док предупреждал не злоупотреблять им». Я продержу. Упрямо повторил Кола. «Я тебя услышал», – кивнул батя водиле. «Подходящее убежище будем искать поближе к уже существующим надписям. Раз не можем найти деда, спрячемся там, где прятаться неприятнее всего. Как можно ближе к его потугам напомнить мне о своем присутствии. Ну и запасную тачку тоже поищем». Командир. Открыв глаза, запротестовал гонщик. «Я тоже уверен, что ты справишься, Кола», – твердо сказал батя. «но в моем взводе и в моей сотне людей берегут, а не эксплуатируют». На этот раз парень спорить не стал. Водила снова включил двигатель. До вечера успели объехать с 1,5 десятка лоскутов. Надписи обнаружились на большей части из них. Однако 3 лоскута из этих 1,5 десятков оказались немеченными. Убежище тоже удалось найти. Для него приспособили огромную квартиру на 10-м этаже элитного дома свечки, занявшую весь этаж. Внутри не было трупов. К тому же в отделанной мрамором прихожей нашлись ключи от мощной, буквально сейфовой двери.
Чтоб я так жил!» выразил всеобщее одобрение водила. Обустроились, поужинали, распределили дежурство. До сна остался еще примерно час свободного времени. Бойцы, обнаружив несколько припасенных 5-литровок с водой, занялись гигиеной. А батя, расположившись в гостиной на кожаном диване, снова взялся за карту. Расстелил ее на журнальном столе, внутрь которого была будто бы впаяна, уменьшенная в десятки раз река с валунами, мшистыми берегами и зарослями камыша. И с первого же взгляда понял, что дед все-таки прокололся. У его художеств была система. Лоскуты, где он отметился, расходились кругами вокруг одного, отмеченного номером 417. Глава 19. Времени до обновления Африки было еще предостаточно, а найденная квартира оказалась комфортабельной и безопасной. Так что батя решил дать Коле и Винту день отдыха. Те хоть и попытались уже в 2 голоса запротестовать, дескать, ни хрена они не устали, но командир остался непреклонен. В итоге оба бойца, наотдыхавшись утром, после обеда дружно свалили к припаркованной во внутреннем дворе машине. Кола намеревался потренировать свой дар единственно возможным и максимально полезным способом. Водила развалился на диване с книгой. В квартире обнаружилась целая библиотека классической литературы со всего земного шара. Батя от нечего делать занялся очисткой оружия. Расположился на кухне, разложил на столе чистую тряпку, шомпол, смазку и приступил к делу. Время от времени он выглядывал в окно на пробегающих внизу тварей. Те сегодня были уж больно деятельны и сновали туда-сюда даже не стаями, а стадами. Уж не кордели дело. Даже заподозрил батя. Но к вечеру движуха поутихла до обычной. Вернулись Винт с Колой, усталые, но довольные. «Бабку с 3 рядами зубов и наростом сбил?» Лениво поинтересовался с дивана водила. «Звездочку будем рисовать?» «Да там сам черт не разберет, кто бабка, а кто дед». Весело отмахнулся Кола. «Командир, я ее зарядил, полностью». «Кого?» – затупил батя. «Машину?» «Ее!» – кивнул Кола и умчался на кухню за пойлом. «Командир, а может звездочки все-таки будем рисовать, а?» – напомнил о своей идее водила. «Ну мало ли кого придется бампером давить». «Бампер пожалей». Тут же отреагировал батин внутренний Петросян. «Тут бабки покрепче него будут, а сервисов и магазинов автозапчастей черта с 2 найдешь». «Тогда на монстроломке рисовать», – не сдался водила. «Че, мы хуже твоего двойника, что ли, малевать умеем?» «На ней через 2 дня цвет краски придется менять и 2-м слоем идти», – в тон ему ответил батя. Петросян хмыкнул. Специфический юмор водилы нравился ему все больше и больше. Поужинав и накормив мокрого, легли спать. Дежурить особо не требовалось, но батя все равно распределил смены. Во-первых, они в рейде, и расслабляться сверх меры не должны. Во-вторых, обновления имеют свойство случаться неожиданно, и времени, чтобы убраться, дают не так, чтобы много. Утром под прикрытием невидимости отправились на лоскут, где предположительно окопался дед. Потекшего крышей мокрого, предварительно накормив и напоив, заперли в одной из комнат. Саму квартиру тоже заперли от греха подальше и двинулись в путь. Тварей было чуть меньше, чем вчера, но все равно постоянно приходилось то менять маршрут, объезжая крупные стаи по параллельным улицам, то пережидать, спрятавшись во дворах и подземных гаражах. От 2 стай, выскочивших поперек внедорожнику, уйти не удалось. Одну из них возглавлял матерый элитник. Он не обладал даром, подобно тому элитнику, от которого батю спасло только своевременное появление Седова, но умел, как сам батя, становиться невидимым. И точно так же не брезговал этим умением пользоваться. Поэтому, когда он внезапно оказался прямо перед капотом внедорожника, даже водила с его навыками, не уступающими талантам Колы, смог только с глухим матом вывернуть руль, превращая прямой удар в столкновение по касательной. Заскрежетал раздираемый когтями металл. Батя на звериных рефлексах отодвинулся от борта, прижимаясь к Коле и радуясь тому, что сегодня с ними нет мокрого. И вовремя. Бочина внедорожника по всей своей длине прогнулась внутрь и ощетинилась острыми ошметками. От переворота через крышу внедорожник спас вовремя подвернувшийся бордюр. Подпрыгнув на него правым передним колесом, машина, уже опасно накренившаяся, кое-как выровнялась. Водила не растерялся и дал по газам, закрепляя эффект. Благо двигатель от когтей элитника не пострадал. Но невидимость пропала, и элитнику вместе со всей его свитой, состоящей в основном из моллюсков и топтунов, открылось прекрасное зрелище, пахнущее адреналином и потом человеческой консервы, которую, к тому же, было совсем несложно выковырять.
Но вот догнать консерву оказалось совсем непросто. Водила быстро понял, что маскировка слетела, и вдавил педаль газа в пол, переключаясь на более мощную пониженную передачу. Одновременно Кола снова вцепился в ручку двери со своей стороны и начал подзаряжать аккумулятор автомобиля. Батя, спохватившись, восстановил невидимость, но элитник был не глуп и не собирался упускать законную добычу. Он уже сообразил, что тихий-тихий звук, который никогда раньше не привлек бы его внимание, издает именно она. Ароматная, лакомая и живая еда, запертая в корпусе из тонкого металла, который так легко вскрыть. И бросился в погоню, а вместе с ним и вся стая. «Винт!» – окликнул батя, недоумевая, почему тот все еще не взял элитника под контроль. Боец не отзывался. Он, обмякнув и уронив голову на грудь, болтался по сиденью, словно безвольный куль. У бати похолодело под сердцем. «Башкой приложился», – вовремя подсказал Кола. «Сам видел, походу в отключке». «Ясно», – сцепил зубы батя. «Водила, гони, гони! Вся надежда на тебя! Кола, подвинься!» Схватив винта за плечи, батя попытался втянуть его на заднее сиденье, но помешал ремень безопасности. Бросив затею, прикоснулся к шее бойца. Пульс был нормальный. Умирать винт явно не собирался, и то ладно. Осторожно, чтобы не напороться на торчащие внутрь салона обрывки кузова, батя вернулся на свое место и обернулся. Элитник не отставал. Быстрый взгляд по сторонам показал, что обновлений поблизости тоже нет. «Твою налево!» Надо придумать, как отвадить этот мутировавший ядрен батон от внедорожника. И срочно, пока дорога еще позволяет выжимать из машины все, на что она способна. «Гони!» – повторил батя, берясь за калаш. Открыл окно и, высунувшись в него, принялся расчетливо поливать преследователя свинцом. Стандартная «семерка» была элитнику нечувствительней комара. Доставляла дискомфорт, выбивая дробь по пластинам биологической брони. Элитник ярился, его стая недовольно урчала, когда выстрелы рикошетили по ним. «Да отвалишь ты или нет, урод ходячий!» Не выдержав, заорал батя. Выщелкнув опустевший магазин, сменил его на новый. Удивился, услышав, что стрельба не прекратилась. С удивлением покосился на Колу. Гонщик тоже взялся за ствол. Навыков стрельбы у него не было. Где находится переключатель, отсекающий 2 патрона, он благополучно забыл. Хотя уж это-то батя объяснил ему еще в цеху, когда вручил парню АДС. Но несмотря ни на что, Кола пытался работать в команде. И бате это нравилось. Тем более, что пусть гонщик делал это неумело и пользы почти не приносил, вреда от его действий тоже не было. Перезарядившись, батя снова принялся стрелять. На этот раз по свите. Удачно попал в промежуток между еще не покрывшими все тело пластинами брони молодого моллюска. Свалил топтуна, практически отстрелив ему одну из ног. Грохот выстрелов не мог не привлечь внимания других тварей. Слух у них был отменный. Предводитель еще одной стаи, матерый моллюск, сам уже без 5 минут элитник, вылетев из узкого проезда между 2 высотками, только чудом не задел внедорожник. Но зато удачно налетел на преследующего добычу соперника, которого даже умудрился сбить с ног. Элитник, расстроенный подобным обращением, переключился на моллюска, взмахнул лапами в попытке ударить, но когти, способные раздирать железо, только скрежетнули по бронепластинам соперника. Обезумев от ярости, элитник окончательно забыл про консерву и сцепился с моллюском. Тот не остался в долгу и тоже замолотил элитника лапами. Стаи одного и второго, злобно заурчав, последовали примеру предводителей. «Прекратить стрельбу!» – сориентировался в ситуации батя. «Уходим, пока они заняты друг другом. Кола, в машину! Окна закрыть!» Гонщик, прекратив стрельбу, торопливо выполнил приказ. Батя тоже забрался обратно в салон и шумно выдохнул. «Пронесло. Просто чудом, мля, пронесло!» Глухо застонал, приходя в себя винт. «Твою!» «Отдыхай уже!» – протянул ему флягу с пойлом батя. «Нашел время отключаться!» «Вообще-то удачно выбрал», – нервно усмехнулся Кола. «Даже не почувствовал бы, как его переваривают». «Захлопнись!» – тяжело посоветовал ему винт. «Мля, угораздило же об какую-то хрень приложиться». «Главное, живы!» – разом прекратил все подколки и сожаления батя, которого и самого потряхивало от адреналина. «Водила, зарули куда-нибудь в спокойное место. Надо винта смотреть. А вы с Колой хоть передохнете». «Лишним не будет», – как-то бесцветно согласился с командиром водила. Удачно разминувшись с еще несколькими стаями, зарулили в закрытый со всех сторон домами двор какого-то элитного жилого комплекса. Твари тут побывать явно успели, и даже схорчили пару несчастных местных жителей, чьи скелеты со шметками подгнившей плоти виднелись возле одного из подъездов. Но в целом не лютовали, так что двор остался в почти первозданном виде, весь заставленный машинами и с окруженной липовой аллеей современной детской площадкой в центре.
Травма винта оказалась плевой. Всего-то шишка чуть повыше бритого виска. Судя по самочувствию, боец, приложившись о стойку, даже сотрясение умудрился не получить, хотя по меркам пекла и оно являлось так себе повреждением, восстанавливающимся само собой. А вот с водилой дела обстояли куда серьезнее. Бывший водитель не стал сообщать сразу, но, как оказалось, у него, в отличие от бати, не было возможности отодвинуться от взрезаемого когтями элитника борта, и один из обломков вошел ему в бок. Повреждения были серьезными, но не фатальными. Обломок из водилы вытащили, рану промыли водкой, обработали антисептиком и перебинтовали. Будь с ними док, ничего из этого бы не потребовалось, но в его отсутствии батя предпочитал не брезговать никакими средствами. Хоть и помнил, что в этом мире убить человека гораздо сложнее, чем в прежнем. После короткого отдыха за руль вместо водила сел Кола. Батя хотел было сменить машину. Мало ли что. Вдруг у электрического внедорожника повреждено что-то жизненно важное, и он внезапно вздумает превратиться в сверхновую. Но гонщик уверил его, что ни двигатель, ни ходовая не пострадали. В ответ на вопрос, почему он так уверен, Кола просто пожал плечами и с мечтательной улыбкой заявил: «Вижу». Батя сразу догадался, что у удара парня просто открылась новая грань, и настаивать не стал. Хотя местонахождение двора на всякий случай отметил на карте. Машины в нем были одна другой дороже, а значит, почти бесшумные электромобили тоже могли отыскаться. Уже на выезде вынуждены были переждать волну зараженных, спешивших на обновление неподалеку. Его было хорошо заметно по столбу тумана, поднимавшемуся над крышами домов. Батя за это время сделал пометку на карте. Двинулись дальше, и спустя час добрались, наконец, до нужного лоскута. Он представлял собой район с длинными и многоэтажными типовыми панельными домами, тянущимися вдоль улиц, чем сильно напоминал Монстродом. Но тот был построен явно не для простых людей, а здесь все эти однотипные панельки невыносимого мышино-серого цвета сразу давали понять, что это место – гетто для низших слоев населения. Об этом говорили и необустроенные дублеры вдоль домов, которые жители приспособили под стихийные парковки, и неухоженные автобусные остановки, и редкие вялые деревца, закованные корнями в бетон. «Черт!» – поюжился Вин. «Депрессивное место. Не хотел бы я тут жить». Батя не ответил, внимательно разглядывая дома. Да, для жизни место крайне неприятное, но в этом мире критерии выбора жилья сильно отличаются от тех, что были в прежней жизни. А вот для целей деда лоскут удобней некуда. Унылый и однообразный настолько, что даже если знаешь, что искать, запросто не увидишь из-за замыленного взгляда. Бесконечные ряды бюджетных, в основном черных седанов, бесконечные ряды серых окон и ржавых автобусных остановок, бесконечная одинаковость, от которой клонит в сон, и в голову лезут мысли о бессмысленности человеческого существования в целом. Батя помотал головой, сбрасывая наваждение. Крепко его проняло от всего-то какого-то гетто. Куча трупов, включая детские, разорванные на части, видал он и такое, оставшееся после подрыва террористами торгового центра. Вот испытание для психики обычного человека, но уж точно не для бойца адской сотни. А тут всего лишь мрачноватые неухоженные панельки. Не слишком ли сильная реакция, а? «Командир, давай свалим отсюда, а? Неожиданно едва ли не простонал Кола. Не могу я на этот мрачняк смотреть. Да уж, хочется пулю себе в лоб пустить от безысходности». Поддержал его Вин. «Отставить пулю», – резко бросил батя. это просто дома. И ошарашенно замолчал, сообразив, что просто дома так на психику давить не могут. Даже у Кола реакция на них слишком сильная. Но они-то с винтом чего вдруг? И вдруг понял. «Внимание! Рядом мощный элитник с даром». «Не чувствую, бать», – начал было Винт. «Значит, с 2 дарами», – сообразил батя. «Сопли подобрали. Депрессуха – это его влияние на нас. Заманивает в надежде, что поддадимся и даже сопротивления не окажем. И, наверное, предполагает, что мы можем и невидимыми быть, но не выдержим и из-за пати ее снимем». Кола с силой лупанул себя ладонью по щеке. Водила только устало вздохнул. Он был сейчас не у дел и поэтому оказался единственным, кому не нужно было бороться с наведенным депрессником. «Так, Кола», – взял дело в свои руки батя. «Вон туда езжай. Там, где большое свободное пространство. Там элитник нас точно ждать не будет». «А дальше что?» «А дальше глушим машину. Сидим тихо и не отсвечиваем. «Долго?» Пока элитнику не надоест, и он не свалит в другое место». Ощущение давящей безысходности стало слабеть только в сумерках. До этого батя приходилось непрерывно тормошить находящихся в машине парней и заставлять приунывшего внутреннего Петросяна вспоминать все анекдоты, которые он когда-либо слышал. Винт, понятное дело, держался лучше других, сказывалась выучка сотни.
К тому же невозможность ощутить элитника и, соответственно, применить к нему свой дар он воспринял как вызов и все это время упрямо пытался. Кола тоже старался держаться, хоть и с переменным успехом. Сложнее всего оказалось со спокойным с виду водилой. На него дар сидящего в засаде элитника подействовал сильнее всего. Бывший водитель, ослабленный раной, вдруг принялся хлюпать носом и хлопать по карманам штанов. Вытащил из них портмоне, раскрыл и с тоской уставился на содержимое. По лицу его полились слезы. Батя с трудом отобрал портмоне и тоже заглянул внутрь. «Жена?» И дочки. Без стеснения размазывая слезы по щекам, разревелся водила. Как же я без них? «Радостно. Отрезал батя. Твоя семья дома была? Дом далеко? Значит, обновление их не затронуло. Живут своей жизнью и знать не знают ни о каком пекле и ни о каких тварях. Как же они без меня-то теперь? Жена в декрете, кто ее? Ты и будешь. Поднажал батя. Настоящий ты, который так и остался в том мире, и у него все хорошо». Кое-как удалось водилу успокоить, после чего батя и принялся травить анекдоты. Первым отступление элитника заметил, как ни странно, Кола. Командир, вроде легчает, не чувствуешь? Батя прислушался к себе. Да, состояние психики стремительно улучшалось, голова очищалась от суицидальных мыслей. Бррр, вот же мерзкий урод, мля. Подал голос и винт. Водила, так и сжимавший все это время портмоне, с удивлением посмотрел на него и стыдливо спрятал обратно в карман. «Ну все, собрались. Навел порядок батя. Хлебнули пойло, ждем». Чего ждем? Не понял Кола. «Деда. Если он окопался здесь, то рано или поздно мы его увидим». До утра придется сидеть. Вздохнул винт. Батя ничего ему не ответил, внутренне приготовившись к бессонной ночи. Но ожидание, как ни странно, было недолгим. Вскоре послышался звук двигателя, а вслед за ним на дороге показался, хорошо знакомый как бате, так и винту, белый форт. Глава 20. Дед припарковал украденный у бати внедорожник прямо у соседнего подъезда, вышел из него не таясь и даже не сняв с плеча АДС, и неторопливо двинулся к подъезду. Даже не осмотрелся на предмет опасности. Пробормотал винт. Ведет себя будто хозяин. «Ага». Бате тоже не понравилось, с какой уверенностью в собственной безопасности разгуливает по пеклу дед. «Так, Кола, заводи. Надо машину отогнать, так, чтобы из квартир того подъезда ее не было видно. Потом мы с тобой пойдем за дедом, а винт с водилой останутся наготове. Водила, ты как?» Нормально, командир. Рана болит, но так, терпимо. Машину вести смогу. «Хорошо, будь готов. Винт, ты сам знаешь, что делать». Так точно, бать. Пока командир раздавал приказы, Кола, не теряя времени, перепарковал внедорожник и уступил место за рулем водиле. Сам взял автомат и вопросительно посмотрел на батю. «За мной держись, не отставай и не шуми. Прикрываешь. Задача выяснить, где мои ополченцы и техника. Поэтому вступаем в бой только в самом крайнем случае». Понял. «Тогда пошли». Крадучись, они добрались до подъезда, в который зашел дед. Первым делом батя проверил его на ловушке и наличие второго выхода, но ничего не обнаружил. Начали подъем. Все квартиры на втором этаже были заперты. Прислушиваться, не зашумит ли кто внутри, не стали. Вряд ли дед мог выбрать этаж ниже 6-го, раз уж у бати в свое время хватило ума до этого додуматься. Да и отсутствие ловушек тоже подтверждало этот вывод. На 3-м и 4-м этажах ситуация оказалась в точности такой же, как на 1-м. На 5-м одна из квартир была открыта, но по доносящемуся из нее запаху гниющей плоти сразу было понятно, дед окопался не в ней. Первая ловушка, натянутая от стены до перил нитка, с прикрепленными на нее пустыми консервными банками и бутылками, обнаружилась между 5-м и 6-м этажом. «Подготовился, гад», – подумал батя. «Ловушка-то от людей. Крупным тварям проще по выбитым окнам забраться, а мелким мозгов не хватит лестницу искать». Тем не менее, батя понимал еще кое-что. Ловушка выставлена не на него, слишком простая. Дед перестраховался на случай, если сюда заберутся другие люди, сумевшие не только оказаться иммунными к местной заразе, но и каким-то чудом выжить в кошмаре постобновления. Но тем не менее решил соблюдать еще большую предосторожность. Опустившись на четвереньки, батя приблизил лицо к натянутой под самым потолком нитке. Так и есть. Сразу за ней лестница была усыпана битым стеклом. Подозвав Колу, командир указал на препятствие и, аккуратно подсунув руку под нить, отложил в сторону несколько осколков. Поднялся, перешагнул ловушку, встав на очищенное место, нагнулся и расчистил еще один пятачок,
достаточный, чтобы поставить на него ногу. Обернулся на Колу. Тот кивнул. Так поднялись еще на один этаж, где битое стекло закончилось. Зато обнаружились расставленные в хаотичном порядке целые бутылки. Но освободить себе путь сквозь них было несложно. Однако батя, подумав, дальше решил пока не подниматься, заподозрив неладное. Показав Коле оставаться на месте, прокрался на площадку с квартирами, отгороженную от лестницы дверью, и в слабом свете редких звезд увидел на полу следы армейских ботинок того же размера, что и у него самого. Следов было много, обладатель ботинок явно проходил тут не раз и не два. Вернувшись на лестницу, батя также изучил ее пролет, ведущий наверх. Тут следы тоже были, но намного более редкие, словно бы оставленные намеренно. Впрочем, почему словно? Жестом показав Коле оставаться на месте и контролировать этажи ниже и выше, батя вернулся к квартирам. Ступать старался по следам двойника. В его планы не входило брать деда прямо сейчас. Следы вели ко всем 4 квартирам. Дед и тут не терял осторожности. Но к одной, расположенной справа, с окнами, выходящими как раз на тот дублер, где был припаркован форт, следы становились гуще. Дальше батя проверять не стал. Вернулся на лестницу и обследовал следующий, 7-й этаж. Как и ожидалось, на нем ложные следы закончились. Было бы неплохо проверить квартиры. Возможно, та, что была расположена прямо над занятой двойником, оказалась бы открыта. Но батя не стал, потому что для этого ему бы пришлось наследить самому. Зато стало ясно, что ополченцев дед явно оставил где-то в другом месте, а этот лоскут использует как перевалочный пункт для своих рейдов. Вернувшись к Коле, батя показал гонщику, что надо возвращаться. Сам пошел замыкающим, вернув на место бутылки и битое стекло, чтоб дед не заподозрил, что его все-таки нашли. Все так же под невидимостью они вернулись в свою машину. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Винт. «Там он». Устало выдохнул батя, прикладываясь к фляге с пойлом. «Один?» «Один». Винт шумно выдохнул и матюгнулся себе под нос. «Какой план?» «Вы трое ложитесь спать, я дежурю. Через 2 часа бужу тебя. Ты еще через 2 часа поднимаешь Колу». А я? Немного обиженно поинтересовался водила. «А ты спишь всю ночь и активно выздоравливаешь. Кола завтра опять будет зарядником, так что баранка полностью твоя». Командир, я в порядке. «Отставить!» – резко прекратил споры батя. «Это приказ». Незнакомый с магией этой фразы водила, тем не менее понял ее совершенно правильно. А утром что, бать? Продолжил Винт. Снова будем колесить по пеклу за дедом? «Да, Долго? пока не найдем наших. А потом? Суп с котом, мля. Огрызнулся батя. Вытащим своих, заберем всю технику и оружие, которое сможем, и свалим в цех. Если в процессе удастся вальнуть деда, вальнем. Нет, черт с ним. 2-й раз он провернуть тот же трюк и выдать себя за меня не сможет. Но лучше будет за 200. А, Спать ложись. Чуть повысил голос батя. И так без комфорта ночевать придется. эх, как там мокрый, интересно. Тихо вздохнул Кола. Не помрет. Отрезал командир. Пару суток без пойла продержится, а там, надеюсь, и мы подоспеем. И мысленно добавил. Но в любом случае, мои парни мне важнее, чем потекший крышей предатель. Так что если придется выбирать, мокрый окажется явно не в приоритете. Но вслух, разумеется, произносить этого не стал. Коле, привыкшему к комфортной жизни, состоящей из развлечений, и так непросто. Он молодец, справляется. Но кто знает, где предел его психологической стойкости. Ни к чему его раньше времени расстраивать. Успеет еще закалиться и очерстветь. А пока пусть считает, что мокрому ничего не грозит. Утро выдалось неожиданно пасмурным и прохладным. Небо заволокло тяжелыми тучами, подул промозглый ветер. Батя насторожился. Уж не обновление ли? Тревога развеялась, когда на психику давануло вчерашнее ощущение безысходности. Вернулся и летник, который, судя по всему, этот лоскут облюбовал себе в качестве охотничьих угодий. Однако бойцы, еще вчера испытавшие на себе его дар, на этот раз сами поняли причину своей неожиданной депрессии и сразу же взяли себя в руки. Ну, дед, ну хитер. С некоторым восхищением в голосе прокомментировал Винт. Хорошо ведь устроился, гад, под прикрытием. Да уж. Немного завистливо согласился с ним батя. Спустя полчаса, за которые бойцы успели позавтракать и справить малую нужду прямо рядом со своим покалеченным электрическим внедорожником, появился и дед. Бодрой походкой хорошо отдохнувшего человека он направился к Форду. Однако по его напряженному лицу было видно, что дар элитника действует и на него. Эх, подсунуть бы ему под днище радиоуправляемый заряд. Мечтательно вздохнул Винт. Можно было бы рвануть издалека после того, как наших найдем.
«Слушайте, а как он мимо элитника пройдет?» Вмешался в разговор Кола. Батя с Винтом удивленно переглянулись. «А ведь правда», – протянул боец. Сейчас увидим. Батя, в отличие от Винта, не растерялся. Приготовились. Водила, действуй. От элитника дед ушел до обидного просто. Завел форт и поехал в противоположную монстру сторону. А тот, похоже, решил, что добыча слишком мелкая, чтобы гнаться за ней. Водила вырулил следом. О том, что элитник остался позади, бойцам подсказало стремительно улучшающееся настроение. «Да у них прям симбиоз. Урод с уродом. Жаль, что умные оба, а не один», – хохотнул Винт. Жаль, Подтвердил батя. но мы, как придет время, уполовиним их количество, а может и помножим на 0. «Я за 0. Процедил водила. Терпеть не могу, когда мне в душу лезут». Дед, подъехав к границе лоскута, стал заметно осторожнее. Остановив машину, он вышел из нее и, вооружившись биноклем, долго изучал лоскут перед ним. Потом перевел взгляд на соседние, вернее, на небо над ними. Единственное, что можно было разглядеть, за плотной высотной застройкой. «Что он высматривает?» – не понял Кола. Обновление. Мрачно пояснил батя. Они в этой части пекла чаще, чем в нашей, происходят. Дед это подметил и перемещаться старается тогда, когда большая часть тварей несется на пирушку. Двойник действительно дождался, когда вдалеке над крышами покажется столб тумана, и неторопливо полез обратно за руль. Водила без команды тронулся следом. Дед не искал коротких путей. Впрочем, тут ими увлекаться никому не следовало, даже людям вроде бати, даже когда они перемещаются по хорошо знакомым лоскутам, чье расписание обновлений известно. Случайности на то и случайности, чтобы случаться. А в этом мире происходит это намного чаще, чем хотелось бы. Вот и приходится перестраховываться. А то вон сходили уже по прямой. Так все равно внеплановые кисляки пришлось объезжать. А в результате дед первым вернулся в крепость и заварил грёбаную кашу. Проехав весь лоскут, двойник свернул на юг. Петляя по улицам, заставленным машинами, проехал его насквозь и перебрался на следующий. Там доехал до расположенного в центре парка и остановился. Зачем? Батя понял сразу, увидев выглядывающий из-за деревьев второй БТР-152. «Быстро, вон туда!» Показал он водиле на замершую возле придомового магазина продуктовую фуру. «Спрячься за ней!» Как только внедорожник оказался за импровизированным укрытием, батя, перехватив автомат, выпрыгнул из него и, зачем-то пригнувшись, помчался к роще. Деда в форде уже не было. Батя, бросив быстрый взгляд на машину, побежал дальше. С посыпанной гравием дорожки сошел сразу. По такой бесшумно не пройдешь. По траве, впрочем, тоже особо не побегаешь. Сухие листья и предательски спрятавшиеся под ними крохотные ветки выдадут предательским хрясь, стоит только на них наступить. Пришлось сбавить скорость. Однако батя не особо боялся, что дед уйдет. В прошлом своем мире он в такой ситуации постарался бы найти для встречи со своими максимально неприметное укромное место. Двойник поступил бы так же. Но здесь смысла в этом было немного. Твари – это машины-убийцы, а не хитроумные шпионы врага. Им плевать, что за секретную информацию ты хочешь обсудить со своими визави. Им нужен сам ты, и они выковыривают тебя отовсюду, если заметят. Поэтому главная задача в данной ситуации – не привести за собой мутантов. Если она успешно выполнена, то искать для встречи надо не неприметное место, а наоборот, очень отличающееся от остального пейзажа. Просто для того, чтобы не заблудиться в лабиринтах заброшенных сюда мегаполисов. Однако все казалось проще. Дед ни с кем не встречался. Роща в центре мегаполиса оказалась лишь чем-то вроде парковки. В центре ее находился засыпанный все тем же гравием большой прогулочный круг с клумбой посередине. И на нем прямо сейчас громоздилась вся собранная батей за прошедшие 1,5 года техника. Деда командир догнал, когда тот садился за руль подаренного ему мраппа. Бросив быстрый взгляд на широкую просеку с поваленными и вдавленными танковыми гусеницами в землю молодыми деревцами, батя повернул обратно. Услышав, как завелся двигатель бронеавтомобиля, перешел на бег. «Вокруг рощи, быстрее!» – скомандовал он, впрыгивая в машину к своим. «Дед сменил транспорт. Теперь на мрапе раскатывает. Надо догнать, пока не ушел». Успели в последнюю секунду. Бронеавтомобиль деда виднелся уже в конце улицы и как раз поворачивал на перекрестке, когда водила вывел внедорожник к выезду с просеки. Выйдя напрямую, прибавил скорость. Снова успели увидеть, только как мрап поворачивает, но на этот раз уже ближе. Спустя еще 3 перекрестка, наконец, уверенно сели деду на хвост. Двойник явно успел обжиться в пекле. Ни один батин совет он не забыл. Кроме того, оказался столь же наблюдателен и, не имея преимуществ батиного дара невидимости, выработал свою тактику перемещения.
Он отследил, как твари реагируют на близкие обновления, выяснил, как издалека и какими маршрутами они спешат на грядущий пир, изучил территорию и теперь действительно перемещался практически в полной безопасности, рискуя нарваться лишь на припоздавшие или случайно встреченные стаи. Батя взял тактику на вооружение. С его невидимостью 2 кинологами она не была нужна, но бывает всякое, и знать, как выкрутиться из положения еще, просто необходимо. Особенно тем его людям, у которых нет ни скрытных, ни даже боевых даров. Например, это точно пригодится его ополченцам, ведь в машину бати они все не поместятся, и их придется вести к парку с техникой едва ли не пешком. Несмотря на продуманность своих действий, дед все равно несколько раз пересекался со стаями тварей. От одной, состоящей из мелкоты, предводительствуемой всего-то гориллой, просто удрал. Еще с 2 пришлось аккуратно вмешаться в винту. А 4-й дед спрятался на полуразрушенной автомойке, просто заехал внутрь одного из боксов и заглушил двигатель. А с 5-й удачно разминулся, свернув на другую дорогу сразу, как впереди показались мутанты. Батя старательно отмечал на карте все перемещения двойника. Потом, когда все закончится, и его бойцы и ополченцы снова будут с ним в крепости, эту карту придется перерисовать заново. Уж больно много на ней стало временных меток, которые вряд ли пригодятся в будущем. Но сейчас эти пометки были просто необходимы. Попутно командир анализировал все зигзаги, выписываемые двойником, и пытался по ним понять, где все-таки находится место, куда направляется дед. Но пока пазл не складывался. Вернее, предположения были, но ни одно из них не выглядело более достоверным, чем остальные. Но, наконец, направление движения деда явно сместилось к группе лоскутов на самом краю нарисованных. О них бате не было известно ровным счетом ничего. Кроме того, их расположение в максимальном удалении от Африки сильно смущало. Если дед надеялся, что батя уйдет, то почему сам не нашел убежище поближе к крепости? Не на ближайших лоскутах, конечно, это слишком очевидно, но хотя бы просто ближе. Еще у командира из головы не шла та стоянка в роще. Тоже не очень логично располагать технику так далеко от людей, способных ею управлять. Но батя надеялся, что все поймет по мере слежки. Наконец двойник въехал на лоскут, представлявший из себя остатки, судя по всему, тюрьмы. Догадку подтвердили побледневший Кола и мотягнувшийся водила. «Вы отсюда пришли?» – проницательно уточнил батя. «Да», – кивнул водила. только «Только что?» тут немного иначе все было. Вместо водила ответил Кола. Вон там башня с колючкой и прожектором была. Ну где сейчас КПП? И административное здание иначе выглядело, буквой «П» было, а сейчас почему-то прямое. Обновление. Вместо командира пояснил Винт. Видимо, лоскут быстрый. Но, бать, это что же получается? Дед постоянно заставлял наших менять место дислокации? Как он им это объяснял? «Скоро узнаем», – напряженно ответил командир. Хотя и сам нутром почуял, что что-то тут очень нечисто. Может, эта тюрьма просто очередной перевалочный пункт деда, и ополченцы снова окажутся не здесь. Глава 21. Дед въехал на территорию тюрьмы и, припарковав МРАП у административного здания, скрылся в нем. Правда, ненадолго. Вскоре он вышел, неся в руках 5-литровую баклажку с мутной жидкостью, в которой батя безошибочно опознал пойло, и клетчатой хозяйственной сумкой размером с Европу, и направился в здание тюрьмы. «Бать!» – повернул голову Винт. «Ждем!» – твердо произнес командир, про себя подсчитывая примерный период обновления этого лоскута. Новички в сотне всего пару дней. До этого еще 2 суток, по словам Седова, они скитались по лоскутам. В принципе, глядя на тюрьму, чья территория вместе с основным зданием оказалась разрезана пополам, батя их даже понимал. Зачем оставаться в не слишком-то безопасных руинах и ждать не пойми чего? Лучше поискать убежище понадежней и уже в нем пытаться понять, что произошло и как из этого выкручиваться. Однако деду место показалось достаточно надежным, чтобы расположить тут ополченцев. Понятно, что у человека, сначала прошедшего отбор в ЧВК «Адская сотня», выдержавшего муштру инструкторов, а впоследствии успешно дослужившегося до командира взвода, понятие безопасности значительно шире, чем у тюремных охранников, да и умения в наличии такие, что эту самую безопасность можно соорудить буквально из говна и палок. И все же. Лоскут, который обновляется самое редкое раз в 4 дня, вполне подходящее убежище для одиночки или малой мобильной группы человек из 5-6. Но для 26 человек, часть из которых гражданские и вообще дети, выбор двойника батю откровенно смущал. Настолько, что он все сильнее подозревал. Ополченцы на самом деле находятся в каком-то другом месте. А тюрьма – просто обманка,
созданное для того, чтобы взять батю на живца. Но он ведь не мог знать, что батя висит у него на хвосте. Может, просто перестраховался? «Бать, тебе не кажется, что место странное для того, чтобы наших тут держать?» Подтвердил сомнение и Винт. «Обновляется быстро. Подходящих помещений нет, только камеры. Заключенных держать в них – милое дело. Но бойцов, на которых ты рассчитываешь...» Что-то в словах Винта привлекло внимание Чуйки, и она прямо-таки взвыла в попытке предупредить. Только батя по-прежнему не понимал, о чем. Нужна была разведка. Но идти в нее должен был сам батя, а никто иной. Слишком велик риск спалиться в узких коридорах. Но в таком случае существовал риск упустить деда. Ведь оставшийся без невидимости внедорожник придется спрятать довольно далеко, и батя просто физически не успеет до него добраться раньше, чем дед, закончив свои дела, сядет в мрап и уедет по своим делам. Выходит, на разведку надо идти кому-то из новичков. И строго после того, как дед покинет Лоскут с тюрьмой. Хорошо бы отправить водилу. Он, как водитель важной шишки, мог быть знаком с внутренним устройством. Но куда ему с раной? Из вариантов оставался только Кола. Винт был необходим в экипаже внедорожника. Время утекало, как пересыхающий на глазах ручей посреди жаркой африканской саванны. А батя все никак не мог решиться. «Командир, давай я, а?» Неожиданно заговорил Кола, словно прочитав мысли командира. «Дед, как я понял, надолго тут не задержится, и отпускать его нельзя. Вы с Винтом при деле. Водили с раной, нечего внутрь соваться. Да и не был он никогда в самой тюрьме. Только в административный его пускали». «Слышь, Раскольников!» – среагировал водила. «Пасть захлопни!» «А я был, знаю, где там что. Закончил Кола, не обратив внимания на возмущение водилы. Сейчас занычусь где-нибудь, а как этот свалит, проверю, там твои люди или нет. А как дед в свою квартиру вернется, вы за мной прикатите». Ватя замолчал, задумавшись. Парень за считанные дни уже показал огромный рост из разбалованного сынка богатого папаши в полезную боевую единицу. Хотя вот уж от кого не ожидалось. Да и все равно, некого больше тут оставить. «Командир, я справлюсь», – твердо произнес Кола. «Меня столько по этим коридорам и камерам водили, что я там с закрытыми глазами сориентируюсь. Я чисто посмотрю, даже на глаза твоим показываться не буду». «На глаза по ситуации», – решился батя. «Но сделай так, чтобы дед о твоем визите не догадался. Возьми АДС и Макар с глушителем. Но пальбу почем зря не поднимай. Ночью вернемся за тобой». «Да знаю я, командир. Стелс наше все». Упоминание термина из видеоигр снова заставило батю засомневаться, но сдавать назад было поздно. Да и других претендентов все равно не было. «Тогда иди, учитывая, что из окон тюрьмы тебя тоже можно увидеть», – дал указание батя. «Командир!» – Кола расплылся в ухмылке. «Меня из камеры в допросную, свидальную и санитарную столько таскали, что я отлично знаю, что откуда видно. Окна везде, кроме допросной, под самым потолком. Чтоб в них выглянуть, надо табуретку с собой таскать. Да и стекло там такое, специальное, только свет и пропускает». «А прятаться ты где собрался? В камерах?» Снова влез водила, которому почему-то очень не понравилось, что на разведку в тюрьму пойдет Кола. «В шкафах?» – не растерялся Кола. «Это с каких пор в тюрьмах шкафы есть?» – удивился Вин. «Прям в камерах, что ли?» «Не!» – Кола помотал головой. «Это так называется просто. Каморки такие по сторонам коридора между камерами, без окон и форточек, в которые еду суют. Их используют, когда надо по коридору провести двух заключенных так, чтобы они друг друга не увидели». «А, ясно», – пробормотал Винт и задумался. Батя протянул Коле АДС со сдвоенным магазином и пистолет в тактической кобуре на бедро. «На, держи». «Все, командир, побегу», – немного смущенно сообщил Кола. «Надо спрятаться до того, как двойник свои точили пойдет. Ты не переживай, я справлюсь». «Надеюсь», – коротко кивнул батя. Кола, выбравшись из машины, пригнулся и двинулся в сторону мусорных баков на тротуаре, расположенных на лоскуте рядом с тюремным. Оттуда, осмотревшись, перебежал к раскуроченному тварями журнальному киоску. Замер, услышав раздавшееся урчание. Тварям ни тюрьма, ни экипаж внедорожника, ни даже такой вкусный и беззащитный с виду Кола оказались неинтересны. Стая в 5 голов под предводительством гориллы пронеслась мимо, даже не повернув головы. Цель их была понятна. Где-то недалеко началось обновление. Но люди выдохнули с облегчением, когда твари скрылись из виду. Особенно шумным оказался выдох Винта, приготовившегося стаю перехватывать. В кои-то веки не понадобилось. Кола, убедившись, что стая ушла, совершил еще одну перебежку и спрятался в здании КПП. Больше он никаких передвижений не совершал, затихарившись до появления деда. Тот не заставил себя ждать. Вышел из здания тюрьмы и снова направился к административному. Бутыли в руках у него больше не было, а хозяйственная сумка опустела и в свернутом виде торчала из кармана. Надолго дед в помещении не задержался. Снова вышел на улицу
и, наконец, направился к МРАПу. Заурчал двигатель, и бронеавтомобиль медленно покинул территорию тюрьмы. Водила, чуть отпустив деда, последовал за ним. Батя бросил быстрый взгляд на приборную панель. Заряд аккумулятора был полный. Кола перед тем, как вызваться на разведку, постарался и подзарядил электромобиль. Дар его креп так же быстро, как и сам гонщик приспосабливался к новым реалиям своей жизни. «Будет толк». Удовлетворенно подумал батя, обернувшись на тюрьму и заметив перебегающий двор в направлении от КПП к административному зданию человеческую фигуру. «Будет, если не задвухсотиться раньше времени. Впрочем, тьфу-тьфу-тьфу». Суеверным батя никогда не был, но тут не постеснялся и трижды сплюнул через плечо, воспользовавшись тем, что остался один на заднем сидении. В этом мире хоть в черта, хоть в Бога поверишь, если внутренних сил не хватит происходящее вокруг выдерживать и кукухой не течь. Впрочем, где-то в глубине души батя, всегда далекий от верований существ, управляющих жизнью людей, начинал подозревать, что Бог все-таки есть. Не такой, каким описывают его мировые религии, но все-таки. Потому что то, что он сам до сих пор жив, иначе как божественным провидением и не объяснишь. Интересно, а дед, проживи он тут столько же, сколько батя, начал бы верить в существование высших сил? Хотя что об этом думать? Дед, попав в мир, где надо объединяться, затеял войну. Это батя ему прощать не намеревался. Не будет у двойника ни единого шанса поверить ни в Бога, ни в черта, ни во что-либо другое. Дальнейшее преследование деда никаких плодов не принесло. Он мотался по лоскутам, везде оставлял свои писули, которые батя уже даже не читал. Время от времени делал пометки на такой же карте, что была у бати. В какой-то момент он даже добрался до цеха, и батя, а вместе с ним и Винт с водилой, уже было приготовились нападать. Но дед, остановившись, походил под стеной, пожевал губы в раздумье и не стал оставлять на ней свой автограф. Просто сел обратно за руль МРАПа и уехал. Батя последовал за ним. К вечеру дед снова вернулся на лоскут с элитником, чей дар источал всепоглощающее отчаяние и заражал им потенциальных жертв. Сам элитник уже убрался. Он, как и дед, предпочитал охотиться и обделывать свои элитные делишки подальше от места, где жил. Так что бороться со своей психикой не пришлось ни бате, ни Винту, ни даже водиле. Дождавшись, пока дед зайдет в подъезд, командир оставил Винта следить, а сам вместе с водилой отправился на поиски подходящей для убежища квартиры в соседнем подъезде. Таковая отыскалась буквально через полчаса. Элитник своим даром распугал с лоскута всех тварей. Оставив водилу обживаться, батя вернулся за Винтом. Боец поначалу принялся отказываться остаться, но командир напомнил ему, что водила все еще ранен, и к тому же не имеет боевого опыта бойца адской сотни, так что ему нужен напарник. И Винт сдался. Нагрузившись пойлом и банками с тушенкой, боец под прикрытием батиной невидимости отправился к водиле. А сам батя, сев за руль внедорожника, направился к тюрьме. Пора было забрать оттуда Колу. Езда по ночному пеклу, пусть даже на электромобиле и под невидимостью, тут еще экстрем даже для опытного бойца. У твари отличное зрение, которое позволяет им видеть в темноте намного лучше, чем людям. И нюх, который можно отбить большим количеством специй. Но их у бати под рукой нет. Вот и приходилось командиру соблюдать максимальную осторожность и ехать медленно и с выключенными фарами. Их свет дар невидимости не глушил. То и дело батя вынужден был останавливаться и пропускать стаи. С наступлением темноты твари активизировались. Пару раз пришлось заезжать на полуразрушенные мойки и в подземные гаражи, чтоб не быть растоптанным, сметающим все на своем пути крупняком. Так что путь занял немалое количество времени. Добравшись до тюрьмы, батя припарковал машину за тем же киоском, где днем спрятался Кола, и выбрался наружу. С наслаждением вдохнул прохладный ночной воздух, сдобренный вездесущим душком разложения, и принялся осматриваться. О конкретном месте встречи он с Колой не договаривался, рассчитывая действовать по ситуации. Но гонщик и сам сообразил, что надо дать о себе знать. Прямо на задней стене киоска, на невидимой со стороны территории тюрьмы, по пыли пальцем была выведена надпись «Раскольников и Ко», а рядом стрелка, которая указывала прямиком на административное здание. «Молодцом сообразил». Себе под нос довольно пробормотал батя и отправился в указанном направлении. Дверь в административное здание была чуть приоткрыта. За ней царила темнота. Батя, взяв на изготовку ополченский АК-74, стволом толкнул полотно двери и сразу же вжался в стену, готовый ко всему. Дверь распахнулась бесшумно. От порога пролегла полоса слабого света от звезд, скорее мешающая, чем помогающая что-то разглядеть. Батя выждал минуту, прислушиваясь, не донесется ли изнутри какой-нибудь шорох, и, крадучись, шагнул внутрь. Впереди метрах в 3 виднелась решетка, преграждающая путь. Раньше она была заперта на магнитный замок, но сейчас замерла в полуоткрытом состоянии.
Слева находилась комната дежурного, закрытая бронестеклом. Справа еще одно небольшое помещение. Заглянув в него и обнаружив только поваленный в кучу стол и две скамейки, батя двинулся к решетке. Миновал ее и уперся в длинный коридор со множеством дверей, тянущийся вправо и влево. В обоих торцах виднелись окна. Не узкие под потолком, а вполне обычные, разве что забранные решетками. Приметив, что на пол правого коридора из-за одной двери падает узкая полоска тусклого света, батя направился туда. Бегло прочитал надпись на двери «Досмотровая» и также стволом толкнул дверь, приоткрывая ее сильнее. Зашел внутрь. По одной из стен тянулись столы со скамейками, с другой был проход, оснащенный металлоискателем, и застекленное окошко для приема вещей на хранение или передач для заключенных. В углу у окна, снова обычного, но заклеенного пленкой, через которую невозможно было заглянуть с улицы в помещение, стоял древний холодильник бирюса, а на нем дешевая и обшарпанная микроволновка. Убедившись, что помещение пустует, батя, стараясь ступать бесшумно, прошел под рамкой обесточенного металлоискателя и оказался в следующей комнате. Здесь у застекленного окошка стоял стол с большими весами и кипой каких-то тетрадей. По стенам высились стеллажи, на которых стояли пакеты, мешки и пластиковые контейнеры, заполненные вещами, которые забрали у заключенных. Запах тухлятины отсутствовал, что сразу подсказало бате. Досмотровая для посетителей находится в другом месте, а здесь забирают на хранение именно что вещи заключенных. Командир хотел было уже идти обратно в коридор, но вдруг заметил, что в одном из контейнеров, прямо напротив металлоискателя, торчит листок бумаги, на котором снова имеется надпись «Раскольников» и цифра 14. Бесшумно хмыкнув, батя выскользнул в коридор. Досмотровая имела номер 9, дверь чуть дальше – 8. По логике, следующая должна была оказаться 7, поэтому батя развернулся и отправился в левое крыло. Да, все верно. Помещение под номером 14 было первым, которое ему попалось на глаза. С виду дверь была заперта, но слабый толчок заставил ее отвориться с едва слышным скрипом. Батя тут же принял боевую стойку, вскинув калаш к плечу, и медленно прокрался в помещение. Это был кабинет, о чем недвусмысленно говорили письменный стол с древним массивным монитором и забытой чашкой, с торчащим из нее ярлычком чайного пакетика, офисный стул и полки, заставленные папками с фамилиями и номерами дел. Обстановка выглядела по-деловому строгой и в то же время бедной, но батю интересовала не она. Помещение казалось пустым, и с первого взгляда обнаружить новые целеуказания не удалось. Командир даже немного растерялся. Куда теперь-то, мля? Решил осмотреться внимательнее, раз уж школа придумал, как направить батю и при этом не спалиться перед дедом, если вдруг тот заявится раньше, значит подсказка есть. Просто надо ее найти. Но стоило только командиру сделать еще один шаг, как в затылок ему уперся ствол, и тут же раздался шепот Колы. Как зовут нашего водилу? «Михаил?» Чуть запнувшись, вспомнил батя, но мысленно похвалил Колу еще раз. Имя водила он уже почти забыл, но дед в принципе не мог его знать. Так что бывший гонщик все сделал правильно. И если бы не получил ответ, пальнул бы деду в голову. А получив, сразу понял, что перед ним свой. Ствол тут же отодвинулся от затылка. Батя обернулся. «Растешь, молодежь. Что выяснил?» Улыбка, появившаяся была на лице Колы после похвалы, исчезла. Командир, тут это... В общем, тебе лучше самому посмотреть. Но сразу скажу. Дед твой, урод моральный. Самка, мля, собаки. Короче, пойдем. Сейчас сам все поймешь. Глава 22. Двор тюрьмы миновали открыто. По уверениям Колы, за ним никто не следил. Вошли в трехэтажное здание. Вернее, в ту часть, которая от него осталась. Первый этаж занимали кабинеты сотрудников, комнаты для переодеваний, досмотров, свиданий и проведения санобработки заключенных. Здесь же имелась служебная столовая, от которой осталась лишь малая часть, с парой сохранившихся столов. Остальное безжалостно отрезало обновление. По лестнице поднялись на второй этаж. Миновали решетку вроде той, что перегораживала вход в административное здание. Она тоже была открыта. Еще одну, буквально через пару метров от нее. И снова оказались в длинном коридоре с множеством запертых на обычные навесные замки дверей по одной стороне. И тут батя наконец увидел, о каких окнах говорил Кола днем. Да, через такие узкие щели с матовым стеклом и правда ничего не увидишь, как ни старайся. Да и добраться до них, расположенных под 3-метровым потолком, совсем непросто. Кола повел командира дальше,
и остановился только у самой дальней камеры. Наклонился, взялся за задвижку, закрывающую форточку для подачи еды. «Эй, это снова я батю привел». У командира бешено застучало сердце и выступила испарина. Сглотнув, он подвинул колу и сам заглянул внутрь камеры. «Батя, это ты?» В глаза командира уставились черные глаза, не слившиеся с черным же цветом кожи только благодаря белкам. По бокам лица упало множество тугих косичек, переплетенных цветной лентой. «Марта?» – узнал батя. Негритянка отстранилась так, что ее лицо стало видно полностью, и радостно улыбнулась, продемонстрировав ровные белоснежные зубы. «Батя, как хорошо, что ты пришел. Дед факин мерзавец. Он запер нас тут, чтобы и остальные его слушались. Но мы не верим, что он отпустит наших после того, как они отобьют крепость у тварей. И нас он тоже не отпустит». Выслушав путанное объяснение Марты, батя облился холодным потом. Все, абсолютно все встало на свои места. И попытки деда отогнать батю подальше, и техника, хранившаяся в городском парке. Но требовалось узнать подробности. Так что следующие 5 минут батя молчал. А Марта говорила, и говорила, и говорила. О том, как люди догадались, что дед не тот, за кого себя выдает, и отказались ему подчиняться. Как новички-амеры, в отличие от ополченцев, добровольно приняли сторону двойника и помогли ему захватить женщин и детей, чтобы деду было чем надавить на африканцев. Батя был в ужасе. Его двойник оказался не просто мудаком и моральным уродом. Он был чудовищем с его, батиным лицом, и его же батиной подготовкой. И, судя по всему, намеревался собрать свою армию. Оставалось только понять как, ведь естественный иммунитет обнаруживался у единиц, а белых жемчужин, чтобы получить его принудительно, у деда не было. В ответ на вопрос Марта заливисто и довольно рассмеялась. «Мы наврали ему, что подойдут черные и красные». Тут уже и батя не удержался от усмешки. «Вы молодцы. Мы видели деда днем. Он тащил вам еду и пойло. Судя по количеству, не на один день. Когда он собирался к вам вернуться?» «Сказал, что через 3 суток еще принесет». «То есть уже после обновления?» Быстро посчитал батя. Негритянка охнула, прижав руки к щекам. «Не бойся», – тут же успокоил ее батя. «Я честно думал о том, чтобы вытащить вас в последний момент, если дед не почешется и не заберет вас отсюда своевременно. Это чтобы не выдавать, что мы его выследили. Но раз он собрался появиться только после обновления, то и ждать нечего. Кола, где ключи от камер? Нашел?» Батя был уверен, что гонщик и сам сообразил поискать ключи и ждал только положительного ответа. Но тот только стыдливо опустил голову. «Все обыскал, командир. Подозреваю, дед забрал их с собой для надежности». В том, что Кола действительно искал ключ, батя даже на секунду не засомневался, но на всякий случай решил предпринять еще одну попытку. В конце концов, он знал своего двойника лучше, чем кто-либо еще. Поиски ожидаемо закончились ничем. Предположение, что дед забрал ключ с собой, ожидаемо подтвердилось, и батя задумался, как быть. Дверь в камеру придется в буквальном смысле слова выносить, но чем? Взрывчаткой? Ее негде взять, да и опасно это для тех, кто внутри. Вышибить? Для этого нужна подходящая техника, но и ее взять негде, да и запихать в довольно узкий коридор не получится. Невдалеке раздалось урчание пробегающей мимо стаи, заставив и батю и Колу вздрогнуть и схватиться за оружие. Но твари не собирались вламываться в тюрьму, снося все преграды. Они мчались по своим делам и не унюхали, что внутри бетонной коробки, от которой осталось одно только ровно, словно по линейке обрезанное крыло, часть стены КПП и административное здание, сидит живая и вкусная еда. Часть ее, правда, придется добыть из-за бронедвери, крепостью, немногим уступающей броне какого-нибудь БТР или БМП. Но если уж эти машины для крупных тварей всего лишь консервная банка, которую не так уж и трудно вскрыть, то дверь тюремной камеры... Батя вскочил, едва не бегом направился к камере. «Марта!» Негритянка не заставила себя ждать. «Да, командир». «Вам придется посидеть здесь еще денек. Дед, мать его, за ногу, утащил ключ от камеры с собой. У меня есть идея, как вас освободить без пальбы, но мне нужен винт. Я вернусь с ним вместе завтра ночью и вытащу вас. Если вдруг дед появится раньше, ведите себя, как ни в чем не бывало». «А если он решит нас перевести?» – забеспокоилась Марта. Да, такое тоже было возможно. Раз уж дед пошел на шантаж ополченцев, чтоб те воевали за него, то мог и перестраховаться. И неважно, что он оставил еды и пойло на несколько дней. У двойника, как и у самого бати, звериное чутье, может и поменять планы. С другой стороны, ведь на хвосте у деда будет он, батя. Если что пойдет не так, он сможет легко узнать, куда двойник собрался перепрятать женщин и детей. «Не бойся, дед не знает, но мы все время висим у него на хвосте. Именно так мы вас, кстати, и нашли. Найдем снова, если придется. Или вернемся завтра и вас освободим».
«Хорошо, командир. Улыбнулась Марта, хотя в голосе ее прозвучал страх. Мы будем ждать». Вы будете не одни. Кола!» – обернулся батя. Бывший гонщик демонстративно положил руку на ствол висящего на плече АДС. «Пока без пальбы. – отрезал батя. Дед пока нужен живым. Только он знает, где мои люди. Твоя задача – защищать женщин, если сюда залезет мелочевка вроде зомби, и обеспечить их едой или пойлом, если понадобится. У нас полный багажник запасов. Запрячем необходимое в тех ящиках в досмотровой, а ты уже разберешься по ситуации». Понял, бать. Без улыбки подтвердил Кола. Справлюсь. «Рассчитываю на тебя». С чувством хлопнул его по плечу командир. Парень, не производивший поначалу впечатления человека, способного обустроиться в этом мире, нравился бате все больше и больше. Вернуться на Лоскут, где располагалось убежище деда, удалось только под утро. Спрятав внедорожник так, чтобы не было видно из квартиры, занятой дедом, батя прокрался к своим. Раз выходил к мраппу, – отчитался Винт. поковырялся внутри минут 5 и ушел обратно. Больше не показывался. «Хорошо. – зевнул батя. Толкни меня, как расцветет». И бессовестно завалился на продавленный диван, еще в полете погрузившись в сон. И тут же проснулся от того, что его трясут за плечо. Навалилось жесткое отчаяние и злоба на все и всех. Явный признак, что элитник вернулся. «Дед, Тут же уточнил батя. Не выходил. Мрап на месте. как долго я спал?» Нехорошее предчувствие кольнуло командира. Что-то было не так. 2 часа. «Твою налево!» Отчитывать бойца за то, что не разбудил вовремя, батя не стал. Вскочив, первым делом выглянул в окно. Бронеавтомобиль стоял на том же месте, где дед его оставил вчера. «Странно, очень странно. Дед что, выходной от своих художеств решил устроить? Бред же. У двойника каждый день на счету. Должен рвать и метать, лишь бы убрать батю подальше от Африки». Сам батя на месте двойника расслабляться бы себе не позволил точно. «Вин, следи, я на разведку». Хлебнув пойло и врубив невидимость, батя направился к убежищу деда. Ловушка между 5-м и 6-м этажом была на месте. За ней все так же было рассыпано битое стекло, но в дневном свете, падающем из грязного окна, миновать ее не нашумев, было легко. Но следом за стеклом шли баррикады из целых бутылок. И они быстро объяснили бате горькую правду. Дед снова его обставил. Неизвестно, как он понял, что его нашли, но сделал единственно верное в данной ситуации – сбросил хвост. Батя, разумеется, на всякий случай проверил квартиры на этаже, в одной из них обнаружив газовую горелку с пустым баллоном и завернутые в 3 целлофановых пакета банки из-под тушенки и других консервов. Пробежался по квартирам этажами выше, хоть и понимал – бесполезно. Потом, уже не скрываясь, также проверил и все ниже лежащие этажи. На 1-м обнаружил открытое окно, выходящее на двор с обратной стороны дома. Через него дед и ушел, так, чтобы его не увидели. Вернулся к своим. Объяснять ничего не пришлось. Винт с водилой виновато понурились. «Кто мог знать?» – вздохнул батя, хотя внутри рвало металл от злости. Но в первую очередь на себя. Не догадался, не просчитал, не предположил. «Винт, осмотри мрап. Не зря же дед к нему ходил. Уверен, он оставил нам сюрприз. Но не ключи. Разминируй его, выведи из строя и снова заминируй так, чтобы дед ничего не понял». Так точно, бать. «Водила, собираемся. Нужно срочно ехать в тюрьму. Не удивлюсь, если дед уже там». Пешком? – удивился водила. «Да сейчас. Уверен, у него была на примете запасная тачка». С парковки никто не выезжал. – возразил водила. «С какой конкретно?» – усмехнулся батя. «Тут везде одна большая парковка. Найти машину с ключами и бензином не такая уж и проблема». Водила опустил голову. «Все наука. Не стал отчитывать его батя. Сейчас надо действовать». Мрап, как и ожидалось, оказался заминирован. Вин все сделал как надо, и бронеавтомобиль больше не способен был перемещаться, по крайней мере до тех пор, пока в нем не покопается горелый. Бросать его было жаль, но выбора не было. Надо было продолжать скрываться на случай, если дед просто решил устроить проверку. До тюрьмы практически долетели, игнорируя попадавшихся на пути тварей. Винт на полную использовал свой дар, расчищая от них дорогу. Спрятав электромобиль за все тем же киоском, батя долго изучал двор тюрьмы и прилегающие территории. Он не готовился к ситуации, в которой оказался из-за хитрости деда, поэтому расположение брошенных машин изучал с точки зрения использования их как укрытий, но ни цвета, ни модели, ни тем более номера не запоминал, и теперь отчаянно жалел об этом, хоть и не позволял эмоциям встать над разумом. Закончив осмотр, батя взял свой калаш и открыл дверь. «Сидите тут. В случае, если вас спалит дед, возвращайтесь в цех». И решительно зашагал к тюрьме. Никаких признаков того, что дед здесь побывал, не было. Батя прокрался вдоль камер, убедился, что женщины и дети все еще на месте. Кола искать не стал, вернулся к машине.
«Там?» – уточнил Винт. «Наши, да. Дед, похоже, решил не палить место. Не увидел признаков, что он тут сегодня был». «Так, может, освободим?» «Ночью», – мотнул головой батя. как и планировали. Пока наблюдаем. День только начался. Дед может и заявиться с проверкой». «А что с Колой?» – вклинился в разговор водила. «Не видел его, но думаю, он в порядке. Вышел бы, если бы я невидимость выключил. Но я решил пока никому на глаза не показываться. У нас всего 2 варианта. Либо дед заподозрил, что мы знаем про тюрьму, и явится, чтобы перевести женщин в другое место. Либо, если предполагает, что мы про тюрьму не знаем, постарается нас запутать и будет намеренно обходить этот лоскут дальней дорогой. Поэтому до ночи ничего предпринимать не будем». Дед так и не появился, и настроение бати, весь день валявшееся где-то в пыли под ногами, немного приподнялось. Похоже, двойник выбрал второй вариант действий, и это было командиру только на руку. Уже в сумерках, убедившись, что дед сегодня уже точно не появится, батя поделился с Винтом планом по освобождению заложников. «Нам нужен моллюск. Самый мелкий из тех, кого сможем найти. Чтоб в коридор влез. Дед ключ от камеры забрал с собой, так что дверь придется вскрывать подручными средствами». «Хочешь сказать, командир, что Винт умеет не только отпугивать тварей, но и управлять ими?» – удивился водила. Винт горделиво ухмыльнулся. «Отставить разговорчики!» – прервал бойцов батя. «Ищем!» Весь день в окрестностях тюрьмы было тихо. По местным меркам, конечно. Стаи твари-одиночки пробегали мимо, но не сказать, что в большом количестве. И на машину, спрятанную под невидимостью, внимания, разумеется, не обращали. К вечеру и они практически исчезли. Лишь изредка, шаркая ногами и слабо урча, ковыляли по другой стороне улицы зомбаки. Да откуда-то со стороны слышалось урчание тварей немногим крупнее. Пришлось вылезать из машины и идти на поиски, оставив тюрьму без присмотра. Винту нужна была батина невидимость, а бросать водилу одного было слишком опасно. От раны он уже оправился и был практически в норме, но без прикрытия дарами представлял собой слишком легкую добычу для случайной твари крупнее гориллы. Подходящего моллюска отыскали уже практически в темноте. Винту пришлось попотеть. Мутант был членом стаи под предводительством другого, уже матерого моллюска, и развести их в разные стороны оказалось непростой задачей. Тем не менее, боец хоть и с трудом, но справился. Подойдя к тюрьме, батя снял невидимость, чтобы прячущийся на территории Кола смог вовремя понять, что пришли свои, пусть и с тварью, на поводке. Бывший гонщик не заставил себя ждать и встретил их у двери, открыв ее перед Винтом и моллюском и сделав приглашающий жест. Провести моллюска по лестнице и коридору получилось с трудом. Твари было банально тесно. Однако, как бы ни потел Винт, управляя едва ли не каждым движением твари, эта же теснота гарантировала некоторую безопасность мероприятия. Пока сорвавшийся с цепи моллюск пытался бы развернуться в тесноте, у людей появилось бы время, чтобы уйти. Наконец добрались до камеры. Коротко переговорив с Мартой, батя велел ей и остальным отойти как можно дальше от двери и кивнул Винту, дескать, давай. Боец кивнул. Моллюск слабо заурчал и приблизился к двери. Постоял секунду неподвижно и вдруг принялся со стервенением драть ее когтями. Много времени твари не потребовалось. Уже через минуту изуродованная, а местами и попросту порванная дверь с грохотом обрушилась внутрь камеры. Моллюск, увидев перед собой жмущихся друг к другу женщин и детей, заурчал громче, предвкушая еду, и рванул было внутрь, но был моментально остановлен Винтом. В принципе, пробраться в камеру он бы и не смог, габариты были не те. Но вот шанс, что он застрянет в дверном проеме и перегородит выход, был не нулевой. «Уведи его в сторону и грохни по-быстрому», – велел батя Винту, а сам, протиснувшись по стенке мимо снова замершей неподвижно твари, пробрался в камеру. Марта, опустив плечи чернокожего мальчонки лет 9 с труднопроизносимым именем, поприветствовала батю улыбкой. Вторая женщина, Нгуэн, державшая в руках мальчишку-пятилетку, тоже выглядела обрадованной. «Дамы, на выход!» Дамы себя ждать не заставили. Моллюск уже был в конце коридора, где Винт заставлял его вскрыть еще одну камеру. «Это зачем?» – не понял батя. «Чтоб полез туда и застрял», – пояснил Винт. «Проще будет пройти, и на улицу вонь не особо донесется. Это на случай, если дед мимо пройдет, но заходить не будет». Батя кивнул, обернулся на женщин. «Так, бойцы, слушай мою команду. Сейчас располагаемся на ночлег в административном. Утром водила и Кола остаются здесь и следят за обстановкой. Мы с Винтом везем женщин в цех, сдаем бойцам, а затем возвращаемся за вами». «Что, охота на деда окончена?» Почему-то расстроился Кола. «А я только в раж вошел». «Первым делом надо женщин в безопасное место отправить, а там посмотрим». Глава 23.
То ли жизнь бати из черной полосы потерь и проигрышей перешла наконец в белую, то ли что, но ночь прошла относительно спокойно. Твари, конечно, появлялись, но это было явление совершенно обычное для этого мира, и настораживаться стоило бы только в том случае, если их нет. Но укрывшиеся в административном здании люди, мутантов, занятых своими обычными поисками пищи, не заинтересовали. Стены и закрытые окна не позволяли запахам человечины вырваться наружу и привлечь ненужное внимание. Под утро Кола подзарядил аккумулятор покореженного электромобиля, так что батя, Винт и женщины отправились в путь, едва только рассвело. Где-то поблизости начались сразу 2 обновления, так что путь был почти свободен. Везение, в которое батя уже почти поверил, не оставляло командира. Вера во внезапно повернувшуюся к нему передом удачу исчезла так же быстро, как и появилась, когда батя подъехал к цеху и в том самом месте, где вчера останавливался дед, все-таки обнаружил очередную надпись. «Обмен, брат?» Сердце батя, сделав громкое бух, замерло. Пальцы вцепились в руль так, что побелели, и хрустнули костяшки. Мля! Только и произнес Винт. Батя молча вжал педаль газа, уже не очень заботясь о скрытности. Притормозил только перед воротами цеха, выскочил из машины и помчался к ним. Внутри было пусто. Ни людей, ни техники. Исчезла даже монстроломка, сама по себе весьма монструозная. Исчезли канистры, в которых батя возил сюда слитый из машин бензин для генераторов, которых, кстати, тоже не было. Остался только конвейер, который горел и использовал, чтобы собрать монстроломку, да куча пакетов из троечки, набитых пустыми консервными банками. «Идти твою налево!» – протянул вошедший следом Винт. Батя несколько раз сжал и разжал кулаки, унимая гнев и заставляя сердечный ритм выровняться. И медленно пошел вдоль стен, внимательно изучая обстановку, изучая взглядом профессионала военного дела, а не человека, который не имел сил поставить дело выше жизни своих людей. Следов боя нигде не было видно, но батя знал, его парни не сдались бы деду добровольно. Тогда как? Что вообще произошло тут? Выглядит так, словно бойцы сами организованно покинули цех. Но надпись, она четко демонстрировала, что дед срисовал это убежище. Он не стал оставлять свой автограф сразу, дав себе время продумать действия. Черт знает, как он почуял, что за ним следят, но убедившись в этом, дед принялся действовать. Заминировал мрап и удрал, дав себе фору больше полсуток. Их хватило, чтобы убедить сотню организованно покинуть цех вместе со всей техникой и припасами, не забыв даже канистры, и предложить провокационный обмен. На что? На ополченцев? Так они у деда. На освобожденных женщин? Зачем они двойнику? По его мнению, они обуза, не более. На технику, спрятанную в том парке. А зачем она уже бате, лишенному бойцов? Что-то тут, мля, нечисто. Батя наматывал круги вдоль стен, пытаясь понять, что тут произошло. Но ответа не находил. Наконец он вышел на центр цеха и просто уселся на полу. Может, сотня ушла вовсе не с дедом? Например, началось обновление лоскута. А ведь один из новичков стал обладателем дара предсказывать ее. Это было бы самым лучшим вариантом, но тогда не было бы аккуратно сложенной в углу груды пакетов из троечки с жестяными банками, ведь обновление не оставляет после себя ничего старого. Батя сидел на полу и ничего не понимал. Однако время шло, и он постепенно приходил к выводу, что продолжать гадать нет никакого смысла. Если с бойцами все в порядке, то надо просто вернуться к водиле, и пусть найдет их при помощи своей метки. Есть, конечно, очень ненулевая вероятность, что метка потеряна, но попробовать в любом случае стоит. А если нет? Думать об этом бате не хотелось, но он заставил себя рассмотреть все варианты. В этом случае план остается прежним – выслеживать деда. Снова с нуля. Просто колесить по лоскутам в надежде внезапно пересечься и опять присесть двойнику на хвост. Только на этот раз учесть все моменты, в которых он, батя, мог проколоться. Винт и испуганно прижавшиеся друг к другу женщины молча ждали решения. «Возвращаемся!» – решительно поднялся батя. «Куда?» – не понял Винт, для которого отсутствие в цехе бойцов тоже оказалось шоком. «В тюрьму, к нашим. Если водила не потерял метку, то мы их найдем». Думаешь, дед их? «Не знаю. Боя не было. Уходили парни организованно. Не знаю». Больше вопросов не последовало. На выходе из цеха стало ясно, что удача снова не просто отвернулась от бати, но и, задрав юбку, недвусмысленно продемонстрировала ему место чуть пониже поясницы. Пока командир пытался понять, что произошло, их машину, брошенную перед воротами цеха, разделывал на запчасти молодой элитник. И разделывал весьма успешно. В данный момент он активно пережевывал оторванный багажник вместе со всем его содержимым, включая запасы консервов, алкоголя, воды, виноградин и горошин. Но главное, делал он это непривычно молча, из-за чего его появление осталось незамеченным находившимися внутри цеха людьми. «Не увидишь!»
Холодея пробормотал про себя батя фразу, которая включала его дар становиться невидимым. Элитник, унюхав живую еду, выплюнул багажник и принялся шевелить носом и крутить головой, но ничего не увидев, продолжил разделывать машину. Батя, взяв за плечи винта, успевшего уже вскинуть автомат, и Марту, испуганно прижавшую к себе одного из мальчишек, и медленно отступил назад. На вопросительный взгляд винта одними губами произнес: «Аккумулятор». Элитник, взявшись за задние стойки, растянул кузов электромобиля в стороны и сунул морду в салон. Целиком башка не влезла, помешали растущие рядами витые рога. Но монстр быстро понял, что в салоне ничего интересного нет, отпустил машину, обошел ее по кругу и принюхался к капоту. Что-то его насторожило. Элитник не стал с жадностью и злостью набрасываться на капот. Походил вокруг него, наконец-то уркнул, задумчиво и тихо, и потерял к машине интерес. Батю это не устраивало. Запах человеченки, незаметный для самих людей, но более чем отчетливый для твари, заманчиво витал в воздухе. И элитник намеревался выяснить его источник. Ворота цеха ему были что кузов той же машины. Их размер вполне позволял проникнуть внутрь и схорчить людей, которым негде было прятаться в пустом помещении. Оглядевшись, командир зацепился взглядом за валявшуюся на полу гайку. Поднял ее и, прицелившись, кинул в машину. Попал. Гайка звонко стукнула о раскуроченный кузов и отскочила в сторону. Элитник взревел, показав наконец-то свой истинный голос, и рванул к машине, забыв о цехе. Подскочил к ней, занес лапы с когтистыми пальцами и с размаху опустил их на капот. Заскрежетал раздираемый металл. Элитник, сорвав капот, отбросил его в сторону, разъявил пасть с иглоподобными зубами в 3 ряда и сомкнул ее вокруг содержимого капота. В течение пары секунд элитник активно пережевывал то, что попало к нему в пасть. А затем рвануло так, что у бати и его людей, заранее отступивших еще глубже в цех, заложило уши, а в расположенных под потолком окнах со звоном повылетали стекла. Голову элитника в буквальном смысле разорвало пополам. Раскрыло словно орех. Уже гарантированно мертвый элитник от взрывной волны отлетел к воротам и приложился о них всей своей тушей. Ворота столкновения выдержали, но заметно прогнулись и мелко-мелко завибрировали. Тварь на инерции, простояв некоторое время, начала медленно съезжать на асфальт, при этом умудрилась притереться к воротам одним из своих рогов и все-таки с противным скрежетом прочертила в них длинный разрез. Дождавшись, пока все затихнет, батя с калашом наперевес выглянул из цеха. Все вокруг было заляпано расплескавшимися мозгами. Морда твари, несмотря на броню, превратилась в кровавое месиво с пустыми глазницами и частично выбитыми зубами. Однако нарост полный жемчужин, горошин и виноградин, как ни странно, не пострадал. Более того, теперь к нему можно было легко подобраться, ведь изогнутая в виде капюшона защитная пластина прикрывала его только со спины, но уж никак не изнутри. Ресурсы бати сейчас, после уничтожения электромобиля, в багажнике которого хранился весь имевшийся запас, были нужны, как никогда. Однако следовало торопиться, чтобы успеть их забрать. На грохот взрыва и остальной шум вот-вот должны были нагрянуть новые твари. Они, как никто, знали, что такой грохот в большинстве случаев происходит по вине вкусной, свежей и пока что живой человеченки. Убедившись, что пока вокруг никого нет, батя закинул автомат за спину и решительно полез на тушу дохлого элитника. Штанами и камуфляжной курткой старался развороченных внутренностей не касаться. Не из брезгливости. Твари отлично чувствовали запахи, и кровь, пусть даже и уже мутировавшая, была для них словно сахарная косточка для голодного бездомного пса. На вскрытие нароста не ушло много времени. Упругая оболочка была плотной, но качественный армейский нож из арсеналов адской сотни справился с ней пусть не играючи, но вполне уверенно. Командир, сделав надрез, запустил внутрь нароста пятерню и принялся прямо в карманы выгребать содержимое. Старался брать только шарики, но частично попадалась и паутина ярко-янтарного цвета. Ее батя сразу отбрасывал в сторону. Док умудрялся варить из нее что-то вроде лекарства, помогавшего раненым быстрее восстанавливаться, но конкретно сейчас она была не нужна. Закончив, батя спрыгнул на асфальт, вытер заляпанные ошметками мозга элитника руки об его же тушу и обернулся к ждавшим его винту и женщинам. «Уходим!» Вовремя. Вдалеке послышалось многоголосое урчание нескольких крупных тварей. Батя тут же врубил невидимость, пробормотав про себя сакраментальное «не увидишь». Винт тоже напрягся. «Пока далеко», – резюмировал он. «Не могу определить направление». Батя вспомнил карту и расположение тюрьмы относительно цеха. «Туда!» – рукой показал он. «Держимся рядом. Если скажу прятаться, немедленно заскакиваем в ближайшее укрытие. Подъезды, подвалы, любые ближайшие помещения. Ясно?» Объяснения предназначались исключительно женщинам и чернокожим мальчишкам. Винт в них не нуждался. Те послушно закивали и предусмотрительно прижали детей к себе. «Двинули!» – выдохнул батя.
Путь к тюрьме был похож на помесь фильма ужасов и дурной сон, который все никак не хотел заканчиваться. Командир, уже привыкший рассекать по пеклу, как по Бродвею на боевых машинах с мощными дарами и в компании своих хорошо обученных и вооруженных до зубов бойцов, успел забыть, как выживал в первые месяцы после того, как попал в этот мир, без оружия и без припасов. Вспоминать пришлось на ходу, да еще и учитывая тот факт, что отвечает он сейчас не только за себя. Правда, наличие даров у него и у винта все-таки облегчало задачу, но не настолько, чтобы можно было хоть немного расслабиться. Подходящих укрытий на пути оказалось очень мало, а количество тварей, спешащих навстречу, увеличивалось с каждой секундой. Батя попробовал было сменить маршрут, но монстры были везде. В какой-то момент он своим чутким носом унюхал легкую кислинку в воздухе, обернулся и увидел позади поднимающийся в небо туманный столб аккурат там, где располагался цех. Беззвучно выругался. Твари спешили именно туда, и в ближайшее время их количество должно было увеличиться настолько, что пройти мимо незамеченными стало почти невозможно даже под дарами командира и винта. Пришлось быстро спрятаться в здании кинотеатра, оказавшемся поблизости, и переждать, пока вал тварей наконец спадет. Заняло это порядка 2 часов. Сверившись с картой, на этот раз бумажной, извлеченной из рюкзака, который батя никогда не оставлял в машине, командир пришел к выводу, что надо остаться в укрытии до утра. «А наши?» – уточнил Винт. «До завтра продержатся», – отрезал батя. «День в запасе до обновления у них есть. Если начнется раньше, знают, что делать, не маленькие». На лице Винта отразилось сомнение, но спорить с командиром он, разумеется, не стал. Ситуация не располагала. А батя и вправду был полностью уверен, что если не водила, то Кола точно сообразит, как не попасть ни под кисляк, ни под толпы тварей. Тем более территория тюрьмы, та ее часть, что скопировалась в этот мир, находилась на самой границе лоскута, и уйти с нее было не настолько сложно. Конечно, при условии, что парни вовремя унюхают кислый запашок. Батя, как опытный боец и командир, не видел смысла переживать о том, на что не мог повлиять, поэтому все эмоции загнал глубоко внутрь, заперев на 7 замков, чтоб не мешали. У него сейчас своя цель – защитить женщин и детей и сберечь винта. А если продолжить путь сейчас, то до темноты они не доберутся, а ночь, как известно, время тварей. Время, в которое у них появляются дополнительные преимущества, а вкусные людишки, наоборот, становятся максимально легкой добычей. Разделив между всеми остатки пойла, батя вытащил из кармана переломанную и слегка расплавившуюся от тепла его тела шоколадную плитку. Тоже разделил, детям выдав немного больше, чем взрослым. Мальчишки, кстати, держались отлично. Не шумели, женщин слушались беспрекословно. Одним словом, дети пекла, мать его, за ногу. Лоскут с цехом оказался не таким уж и питательным, так что твари начали разбредаться еще ночью. Однако спрятавшихся в разгромленном кинозале людей они все-таки не обнаружили. Утром батя, проверив обстановку, скомандовал выход. Прятаться и пережидать снова пришлось довольно часто. Неподалеку началось еще одно обновление. Однако лежавшие на пути лоскуты были уже более пригодны для этого, так что особо волноваться не пришлось. Действовали четко и спокойно, поскольку все были уже привычны к опасностям этого мира. Водила с Колой встретили их прямо у двери, ведущей в здание самой тюрьмы. Несмотря на то, что батя не вернулся в заявленное время, парни не стали паниковать и отправляться на поиски. Вместо этого они окопались в самой тюрьме, обустроив наблюдательный пункт и распределив дежурство. Так что пешего батю, винта и женщин они заметили издалека. Рассказ о том, что бойцы сотни пропали, а машину сожрал элитник, не занял много времени. «Водила, что с меткой?» Закончив, спросил батя. Тот только покачал головой. Батя сжал кулаки и молча выругался, внешне постаравшись остаться бесстрастным. Водила, разумеется, не был ни в чем виноват. Он новичок, его дар развит еще слишком слабо. Да и, как выяснилось, постоянно происходящее вокруг обновления сильно мешает ему отслеживать тех, на кого наложена метка. Попробовать, конечно, стоило, но вот сильно надеяться, что сработает, нет. Теперь оставалось только ждать. Если с бойцами все в порядке, и они почему-то ушли сами, то батя встретится с ними уже на Африке. Если нет... А нет, батя думать не видел смысла. «Что будем теперь делать, командир?» Тихо поинтересовался Винт. «Найдем другую машину и переместимся в квартиру, где оставили Мокрого», вздохнул батя. «Потом будем искать магазин. Нам надо продержаться до обновления Африки. Виноградин мы с этого элитника набрали прилично, но нет ни еды, ни воды, ни алкоголя. К тому же мы остались без оружия. Придется выживать». «Деда искать не будем?» расстроился Кола. «Специально нет», принял решение командир. «Нет ресурсов. Но если наткнемся случайно, надо будет постараться за ним проследить». И тут же добавил персонально для гонщика. «По возможности. Мы не имеем права подвергнуть опасности женщин и детей». Собрав оставленные на складе досмотровые припасы, приготовились выдвигаться на поиски подходящей машины. О тихом электрическом двигателе никто даже не заикался.
Вместимость и запас хода сейчас имели намного большее значение. Мини-вэн темно-синего цвета с 3 рядами сидений, полным баком и ключом в замке зажигания, отыскали спустя час прямо в окрестностях тюрьмы. Правда, не с той стороны, где обычно в нее заезжали. Уселись. Водила потянулся было к ключу, чтобы завести новое транспортное средство, но не успел. Откуда-то послышался звук другого двигателя. А вскоре из угла неожиданно показался хорошо знакомый бате белый форд. Его форд. А за рулем вместо деда оказался новичок Амер. Видимо, один из тех, кто добровольно согласился работать на батиного двойника. Глава 24. Винт и женщины вопросительно уставились на батю. Новички, ни разу не видевшие этого бойца в натовском камуфляже, сначала переглянулись между собой, а потом тоже посмотрели на командира. Батя сидел неподвижно, но мозг у него в это время работал на максимальных оборотах, прорабатывая все возможные варианты дальнейших действий и выбирая лучшие из них. Американец в это время спокойно припарковал форд возле административного здания, заглушил мотор и вылез наружу. Осмотрелся и отправился прямиком к зданию тюрьмы. «Хорошо, что не в административное. Мы всю их нычку оттуда выгребли», – слабо усмехнулся водила. «Уже не важно», – сжал зубы батя. Его поняли без лишних объяснений. Усмешка сползла с лица водилы. Кола побледнел. «Что будем делать?» – подобрался Винт. «Действовать», – рубанул ладонью воздух батя, принимая решение. «Рисковать. Парней наших на месте нет. Что с ними случилось, неизвестно. Зато точно известно, что дед срисовал их и четко дал нам это понять. Скорее всего, он послал этого Янки, чтобы забрать женщин в другое место. Подозревая, что раз он вычислил нас, то и мы вычислили его. Так что к черту нашу загонную охоту. Будем действовать максимально нагло и быстро». «Ничего не понял», – вклинился в беседу Кола. «Сейчас поймешь». Лихо ухмыльнулся батя и переглянулся с Винтом. «Справимся, бать. Что мы с тобой, мало по пеклу на громких машинах рассекали? Дед он вообще без кинологов справляется». Батя молча протянул Винту руку. Боец в ответ раскрыл свою ладонь и ответил на рукопожатие. «Ждите в квартире, где мы мокрого оставили. Если будет обновление, а я не вернусь, двигайте на крематорий». «Так точно, бать!» – сурово кивнул Винт. «Удачи!» Командир только кивнул, открывая дверь. Удобнее перехватил калаш, быстро похлопал ладонью по карманам, проверяя оставшиеся магазины. «Пригнитесь и не отсвечивайте, пока Амер не свалит», – велел он и аккуратно прикрыл дверь. Дожал до щелчка и двинулся к форду. Того, что Амер заметит Винта и остальных, он не опасался. Минивэн стоял здесь задолго до сегодняшнего дня и не должен был вызвать никаких подозрений. А вот ему самому надо было успеть спрятаться внутри форда до того, как Амер обнаружит, что в камере больше никого нет, и суметь не спалиться, пока он будет ехать с докладом к деду. Белый внедорожник оказался предусмотрительно заперт. То ли Амер еще не привык, что в этом мире угонять машины практически некому, то ли дед настоял на подобной безопасности. Но факт оставался фактом. Проникнуть незамеченным внутрь машины батя не смог. Однако оставался еще один вариант. Забросив автомат за спину, батя ухватился за установленный на крыше решетчатый багажник, подпрыгнул, ложась на него животом. Быстро развернулся, закидывая наверх ноги, и замер. Поездка предстояла крайне некомфортная, но другого варианта все равно не было. Да и сказать по правде, бывали в жизни бати ситуации похуже. Амер, переметнувшийся на сторону деда, появился спустя всего пару минут после своего отсутствия, и на лице его было явственно написано все. Практически бегом Амер добрался до форда, не глядя по сторонам, хотя батю под невидимостью он так и так не смог бы заметить, запрыгнул в машину. Взревев двигателем, форд резко развернулся, отчего батя едва не свалился с багажника, и, набирая скорость, понесся прочь от лоскута с тюрьмой. Захлопала на ветру куртка, которую командир в попыхах забыл застегнуть. Едва не свалился на багажник ухоженный, но надежный старичок АК-74. Батя в последний момент едва успел перехватить его рукой, чтобы не стукнул по крыше форда. И снова едва не свалился. Из переулка справа выскочили на дорогу 2 топтуна и моллюск. Амер резко свернул влево, в надежде, что твари его не заметят. Заметили, поэтому бате пришлось вмешаться. Благо его невидимость не была заметна для тех, кого он ею прикрывал. Потеряв внедорожник из виду, твари растерянно замерли. Звук-то никуда не делся. За это время, ничего не успевший понять Амер, отъехал достаточно далеко, и твари все-таки решились отправиться по своим делам. Батя выдохнул, сняв невидимость. Использовать этот свой дар батя мог только в ситуации крайней необходимости. Кто знает, как далеко форт от убежища деда. Не хватало только применить его на глазах наблюдателей, которые тут же доложат двойнику, что вместе с Амером приехал и лично батя.
Однако путь, как оказалось, был далек от завершения. Амер проехал мимо парка, где была спрятана вся украденная дедом техника. Судя по неизменности пейзажа, ее отсюда никто перегонять не стал. Потом свернул еще южнее. За это время бате пришлось применить дар еще дважды. Первый раз против такой же стаи, только покрупнее. Второй – от 3 элитников, которые неслись параллельной дорогой на столб кислого тумана, временами видневшийся над крышами высоток вокруг. И, увидев на одном из перекрестков форт, решили отведать и эту закуску, раз все равно в ту же сторону движется. Этих отвадить оказалось труднее всего. Элитники, как птица-говорун, зачастую отличались умом и сообразительностью. Нечеловеческими, понятное дело, но это во многом зависело от развитости. Самые крупные и мощные твари даже обладали своими собственными дарами, могли устраивать засады, как тот элитник, который наводил невыносимую тоску, вгоняя потенциальную жертву в состояние полной апатии, чтобы та не сопротивлялась. Вот и эти, едва только заметив белый внедорожник, ринулись за ним. Причем самый крупный, судя по всему, обладал даром телекинеза и сразу же принялся мешать потенциальной еде в ее стремлении остаться живой и невредимой. Делал он это с умом. Сначала попытался швырять во внедорожник стоящие по бокам дороги машины и мусорные урны, но быстро сообразил, что гораздо эффективнее не кидаться предметами, а раскладывать их на пути улепетывающей жрачки. А Меру, чего имени батя как не пытался, так и не вспомнил, пришлось активно маневрировать и все время менять маршрут, сворачивая в боковые проезды и дворы. Скорость передвижения из-за этого сильно упала, и расстояние до элитников начало стремительно сокращаться. Бате пришлось врубить невидимость. Потеряв жертву из виду, элитники растерялись, но не сильно. Тот, что был поумнее и с даром, решил ориентироваться на звук. И теперь препятствия прилетали неприцельно, но зато повысилась вероятность, что одно из них может упасть на крышу Форда, придавив батю вместе с подчиненным деда. Амер, однако, ситуацией сумел воспользоваться. Прибавил газу и принялся вилять по дороге так, что бате пришлось сцепиться в багажник до побеления пальцев. Помимо этих маневров, Амер продолжил неожиданно менять направление, путая элитников. Закончилось все тем, что, выбравшись на широкую многополосную дорогу и найдя на ней относительно свободное место с единственной целой на вид фурой, замершей в правом ряду, Амер вдруг сделал полицейский разворот при помощи ручника, тут же заглушил двигатель и накатом завел форт за фуру. «Не увидишь», – на всякий случай повторил про себя батя, под действием вражеского пехотинца догадавшись, что тот не заметил помощь и замер. Элитники промчались мимо с озабоченным видом, чуть притормозили возле фуры, поводя носами. Тот, что обладал даром, швырнул на дорогу пару сломанных деревьев, которые раньше росли по бокам, но, убедившись, что не слышит больше ни визга шин, ни рева двигателя, ни тем более звуков удара, разочарованно заурчал. Второй поддержал его негодование, но при этом тоскливо обернулся туда, где виднелся вдалеке столб кисляка. Немного помаявшись, более сильный элитник все-таки сдался и повернул назад. Второй последовал за ним. Батя выдохнул и, дождавшись, когда обе твари исчезнут из поля зрения, снял невидимость внедорожника, сам, разумеется, оставшись под нею. Американец же, вместо того, чтобы продолжить путь, вылез из машины и принялся красочно ругаться по-английски. Его заметно трясло, но штаны пехотинца, вопреки батиным ожиданиям, оставались сухими. Спустя 3 минуты боец сумел привести себя в нормальное состояние психики и снова забрался на водительское сиденье Форда. Чуть слышно скрипнул, приходя в движение ремень ГРМ, и двигатель зарокотал агрессивно низкими оборотами. Сдав назад, Амер, стараясь держать обороты так, чтобы шум не становился громче, тоже поехал в обратном направлении. Батя мысленно припомнил карту в попытке понять, куда занесла их безумная погоня. Сориентироваться сумел только в направлении, однако вскоре узнал лоскут, соседний с тем, где располагалась та шикарная квартира, где оставили безумного мокрого. Не сдержался и хмыкнул, удивляясь тому, на каком на самом деле крохотном пятачке они с дедом устроили игру в кошки-мышки, вместо того, чтобы просто разойтись в разные стороны этого огромного мира, где каждому нашлось бы место. Ирония, мля, что тут еще скажешь? Впрочем, не батя устроил эту войну, но он ее выиграет и точка. Или сдохнет, пытаясь спасти тех из своих людей, кому действительно пока не обойтись без его помощи. А бойцы, они все парни опытные, справятся без него. У них есть док, который продолжит батино дело, если придется. Если они живы, то отобьют Африку у тварей после очередного обновления и начнут все сначала. Винт привезет туда женщин и колу с водилой, и все будет хорошо. Пора признаться самому себе. Его парни справятся. Да, с батей им будет легче, но они не пропадут и без него. Хватит трястись над ними, как над детьми. Любой из бойцов, даже оставшись один, уже имеет достаточно опыта, чтобы выжить тут даже в одиночку. Поэтому, если даже те, кто был в цехе, погибли, остается Винт. И он, как и любой другой боец,
Имеет достаточно опыта, чтобы не только выжить, но и повторить его, батин путь. И как бы ни сложилась ситуация с дедом, адская сотня будет жить и раз за разом возрождаться подобно Фениксу, пока в живых будет хотя бы один боец. И бате пора уже наконец это заметить и перестать считать, что абсолютно все зависит исключительно от него. Его задача – дед и ополченцы. С остальными его бойцы справятся сами, без назойливой помощи и опеки командира. Впервые за долгое время командира, взвалившего на себя бремя абсолютной ответственности, отпустило. Он вдруг понял, что не обязан становиться штабным генералом. Его худший страх – оставить поле боя и взять на себя командование из безопасного места – стал вдруг крохотным и стаял, словно кисляк после обновления. Не нужно ничего и никого оставлять, нет надобности ломать себя. Бате стало вдруг легко-легко. Он словно освободился от пут, которыми сам же себя и связал, и снова почувствовал себя на своем месте. Пока командир наслаждался внезапно свалившимся на него ощущением свободы и ясности, Арчи, батя наконец вспомнил его имя, проехал еще 2 совсем крохотных лоскута. Один с руинами какого-то ПГТ, второй, как ни странно, с куском самого что ни на есть настоящего леса, дремучего и мрачного, сквозь который вела старая, укатанная до твердости камня грунтовая дорога. За лесом обнаружилась промзона, похожая на ту, где располагался цех. Но это, в отличие от убежища сотни, представляло собой сборище небольших надувных ангаров, раскрашенных олиповатыми бело-голубыми полосами. Промка была конечной целью. Это батя понял сразу, увидев возле одного из ангаров второй БТР-152. Проверил собственную невидимость. Среди ополченцев не было никого, кто мог бы заметить командира сквозь нее. Но кто знает, какие дары уже успели прорезаться у новичков. Американец припарковал форт рядом с БТР и заглушил двигатель. Батя поднял голову и принялся осматриваться. Тут же заметил часового, спрятавшегося в секрете, замаскированном под кучу строительного мусора. Арчи тоже, осмотревшись, махнул рукой часовому. Тот скрылся из виду, а буквально через минуту из дальнего ангара вышел дед. Арчи вытянулся по струнке и резко поднес ладонь к виску. Дед махнул рукой, разрешая пехотинцу встать вольно. «Докладывай!» Американец в хаотичном порядке, мешая английские и русские слова, принялся рассказывать. Получалось у него максимально путано. Даже батя, неплохо владевший английским и к тому же знавший, о чем пойдет речь, едва смог его понять. Дед, похоже, иностранными языками не владел, поэтому запутался еще в начале рассказа и недовольно потребовал от Амера выражаться яснее. Причем сделал это таким тоном, словно перед ним находился сильно провинившийся зеленый новобранец. Арчи, побледнев, прибег к помощи языка жестов, чем взбесил деда еще сильнее. В какой-то момент бате даже показалось, что двойник вот-вот ударит пехотинца. Но дед сдержался, хотя по выражению лица можно было уверенно сказать, он в бешенстве. Батя не торопился вмешиваться. Американец, присягнув деду, сам выбрал свою судьбу. Сам с ней пускай и разбирается. А ему надо убедиться, что эти ангары не очередной перевалочный пункт двойника. И что все его ополченцы действительно тут, а не где-то еще. Только после этого можно будет обнаружить себя и вступить в бой. А лучше просто тихо прирезать деда и Амеров, и вся недолго. Наконец пехотинец сумел донести до деда информацию о том, что женщин в камере нет. Дед внешне остался спокоен, но сжавшиеся кулаки выдали его подлинное состояние. Уж батя-то знал, куда надо смотреть, и что значит тот или иной неосознанный жест. «Жека!» Немного помолчав, вдруг зычно скомандовал дед. «Сюда иди!» И снова посмотрел на Арчи. «Уверен, что за тобой никто не следил?» Американец старательно закивал. «Урою, если соврал!» Сквозь зубы процедил дед. «Собирай манатки. Надо взять всех водителей и переместить технику, пока мой братуха до нее не добрался. Этот гад дважды умудрялся повисать у меня на хвосте. Не удивлюсь, если он не только тюрягу обнаружил. Черт, жаль, не успел я на его бойцов тварей натравить. Ушли гады. Как задницей почуяли». На душе у бати после этих слов прямо-таки отлегло. Живы, сами ушли, успели. Но радоваться было рано. Батя собрал волю в кулак и снова превратился в слух. «Командир!» Пока двойник высказывал свое недовольство Арчи, к ним подошел Жека. Вполне себе славянской внешности молодой парень, оказавшийся гражданским. «Тоже успел новичками разжиться», – сцепил зубы батя. «Сколько их у него? Где находится?» И порадовался, что не поспешил вскочить и всадить двойнику пулю в лоб, рискуя под вторую, а соратников двойника подставить свой. Осознание, что сотня справится без него, развязало бате руки. Но прежде чем рисковать, надо было освободить ополченцев и вывести их на знакомые лоскуты. А мертвым он это сделать точно не сможет. «Иди с пиндосом, собери мне всех, кто умеет сидеть за рулем», – обернулся к новичку дед. Тот открыл был рот, но двойник с нажимом добавил. «Будут упираться, напомни им про тюрьму. А ты...» Дед поднял руку и ткнул пальцем в сторону Арчи. «Следи, чтоб все прошло штатно.
Если кто тявкнет, вали его. Understand? Американец часто-часто закивал. Пошли к черту отсюда. Раздраженно взмахнул руками дед, и Арчи с Жекой практически бегом рванули к одному из ангаров. Двойник же, заложив руки за спину, вдруг обернулся к Форду. Ты здесь, брат? Батя похолодел. Выходи, Велел дед. твоя невидимость тебя не спасет. И быстро рванув к Форду, зачем-то пнул его ногой, отчего на двери появилась неглубокая вмятина, а сам внедорожник заметно качнуло. Успел перепрятаться. Прищурился дед. Брат, ты на моей территории. Я все равно тебя найду. Батя, так и оставшийся лежать на крыше, круглыми глазами смотрел на двойника и ничего не понимал. Тот совершенно точно его не видел, иначе вместо разговоров просто пристрелил бы незваного гостя. Но был, тем не менее, абсолютно уверен, что батя его нашел. Это было странно. От поведения двойника, помимо обычных для него жестокости и самодурства, веяло какой-то ненормальностью, что ли, эдакой легкой сумасшедшенкой, совершенно не вязавшейся с образом командира одного из взводов ЧВК «Адская сотня». А не тронулся ли и он умом, как мокрый? Вдруг пришла в голову бате мысль. Он ведь может защититься от кисляка, но по факту еще сам остается новичком со слабым пока даром. Одними глазами посмотрев на подчиненных деда, которые как раз в этот момент друг за другом входили в ангар, батя перевел взгляд на стоящего к нему спиной двойника, оценил расстояние и решительно отбросил все сомнения, уже не пытаясь скрыть свое присутствие, вскочил на ноги, одновременно выхватывая нож, и прыгнул с крыши на спину двойника. Глава 25. Дед и батя, несмотря на различия в характере и подходах, все-таки были копиями одного и того же человека, пусть и жившего в разных мирах мультиверсума. Оба они имели одинаковые навыки, боевой опыт и то самое чутье, которое в народе называют звериным. Причем у деда оно явно неплохо дополнялось протекшей кукухой, превращая его в параноика, которому везде чудится опасность, да и знанием своего двойника тоже. Поэтому в последний момент он все-таки обернулся, оскалился, заметив летящего на него батю, потянулся к ножу, но выхватить оружие не успел. Батя, упав сверху, сбил деда с ног, и оба они тихо рыча покатились по земле. Времени было мало, задвухсотить деда надо было до того, как из ангара выйдут Амер и Жека. Кто знает, как они отреагируют на внезапную схватку двойников, вдруг откроют огонь по ополченцам. Дед ведь мог предусмотреть и такой вариант и отдать соответствующий приказ. Да и новичков у двойника пока неизвестно сколько. Вдруг там 10 или 2, а не 1. Батя выбрал момент и извернулся так, чтобы оказаться сверху деда. Коротко замахнулся и попытался всадить лезвие ножа двойнику в шею. Тот выставил руки в блоке, схватив батю за запястье, удерживая смертоносное острие на расстоянии. «Я знал, что ты придешь, брат!» – прохрипел двойник. «Нашел своих баб, да? Думаешь, победил?» Батя не ответил, не увидел смысла. Есть дело, которое ему нужно завершить, а вся эта болтовня – пустая трата времени. Тем более с тем, кто вот-вот станет трупом. Иного исхода батя не допускал даже в самых затаенных своих мыслях. «Ты же слаб, брат!» – продолжил дед. «Ты слишком боишься остаться один. Совершаешь из-за этого ошибки». На этот раз батя не выдержал. «Один?» – оскалился он. «Я никогда не был один даже здесь. Даже до того, как вытащил с Африки винта, я не был один. Знаешь, кто такая Лариска?» «Плод твоего больного воображения!» – не остался в долгу и дед. «Ты двинулся психикой, брат!» Батя рассмеялся. Куда уж его черствому двойнику понять ту историю с крысой, ставшей для бати спасением и мотивацией. «Пришло время умирать, брат!» Сквозь зубы процедил он и надавил сильнее. Воспоминание о Лариске, всегда ждавшей своего человека в супермаркете «Троечка», придало сил. Нож, застрявший было в одном положении, продолжил двигаться к шее деда. Коснулся острием кожи, показалась капля крови. Дед захрипел, в отчаянном усилии напрягся так, что вздулись жилы на лице и руках. Но у него за спиной не было никого, кем бы он дорожил, а у бати были. И да, крыса, каким бы маленьким и бесполезным существом ни была, среди них занимала свое законное место. Хрип сменился бульканьем, когда лезвие ножа погрузилось в плоть на треть. Сопротивление ослабло. «Ты был прав в одном, брат!» Не удержавшись, пафосно произнес батя, вспомнив вдруг старый фильм про бессмертных, сражавшихся друг с другом на мечах. «Должен остаться только один. Из нас, так уж мля точно!» Спустя примерно минуту дед наконец затих. Батя, бросив быстрый взгляд на ангар, в котором скрылись Арчи и Жека, поднялся и ухватил деда. Торопливо потащил его за форт. Закончив, осмотрел себя,
не измазался ли в крови, и, приосанившись, вернулся к месту схватки. Вовремя. Из ангара как раз показался Жека. При виде командира прибавил шаг. «Командир, черномазые готовы. Сейчас Арчи их приведет». Батя, старательно нахмурившись, кивнул. Посмотрел на автомат новичка. «Мля, ну кто так оружие держит? Дай сюда, пока не задвухсотил самого себя». Новичок, привыкший к крутому норову деда, выполнил приказ без возражений. Батя, забрав автомат, поставил его рядом с собой, предварительно включив предохранитель. «Вон там стой!» – указал он на место метрах в 4 от себя и добавил для эффекта. «Смирно стой!» Новичок, наглухо отученный дедом мыслить критически, повиновался. А батя принялся, заложив руки за спину, расхаживать туда-сюда. Наконец появился и Амер. За собой он вел 10 ополченцев. Батя узнал Нбонга, Аксу и многих других, обладавших навыками вождения. И едва сдержал радостную улыбку. Выглядели ополченцы крайне недовольными, но вполне здоровыми. «Что так долго?» – набросился он на Арчи, едва тот приблизился. «Мать твою, ты пехотинец или баба на шопинге?» Амер побледнел. I'm sorry, commander. То есть я хотел, скажите. Батя, убедившись, что Амер, судя по заброшенному за спину АДС, не готов к бою, решил, что хватит ломать комедию. Медленно потянулся к своему АК-47, передернул затвор и с ухмылкой направил его на Арчи. Shut up. Американец, напряженно пытавшийся вспомнить, как там по-русски должны звучать его оправдания, замер, забыв закрыть рот. «Командир!» Не понял ничего Жека. Но батя не собирался разговаривать ни с одним, ни с другим. «Нбонга, сколько у деда вот таких?» Стволом показал он на Жеку. На лице высокого, атлетически сложенного негра, с заплетенными во множество тонких косичек волосами, медленно проступило непонимание. Но продержалось буквально мгновение, сменившись ничем не прикрытой радостью. «Один, батя!» Показав белоснежные зубы, отчитался он. «Остальные уже того! Дед никого не берег!» «Взять!» – коротко приказал батя и снова перевел дуло автомата на Амера. «Обоих!» Африканцы, до которых уже начал доходить, что перед ними их настоящий командир, а не двойник, в едином порыве ринулись на прихвостни деда. «Живыми!» Пришлось добавить бате при виде получившейся кучи малы, испытавшему разумное опасение, что Жеку и Арчи сейчас просто задавят. Когда обоих подручных деда повязали, батя снова подозвал к себе Нбонга. «Наши все целы?» Негр отрицательно покачал головой. 2 женщин дед сразу убил, чтобы показать, что он не шьютит. Майгу твари съели. Конба при побеге застрелился. Еще Тёба. «Ясно», – вздохнул батя. «Про новичка что скажешь? Есть смысл оставлять живых?» Африканец тряхнул головой так, что косички взметнулись вихрем. Идиоту! Хотел Марту изнасиловать. То б я ее защитил, но... «Я тебя понял», – не стал слушать дальше батя. ответит за это. «Кстати, Марта в безопасности. Мы тут тоже нескольких новичков толковых встретили. Они за ней детьми приглядывают. Про остальных потом расскажу». Африканец кивнул. Хорошо, что ты вернулся, батя. Дед тот еще fucking shit. «Был», – поправил командир и указал за форт. «Возьми кого-нибудь, осмотрите тело. Вдруг он что полезное с собой таскал». А сам, хлопнув негра по плечу, направился к удерживаемым счастливыми ополченцами Жеки и Арчи, попутно вынимая нож, которым убил деда. Американец сразу все понял. No, commander. No, please. I had no choice. «You gave me out», – ровно сказал батя. «After that, you betrayed me and my people. Treason in time of war is punishable by death. You have lost your chance to make choice». Рука бати взметнулась. Нож по самую рукоятку вошел в горло американца. Африканцы радостно загомонили, а сам командир не испытал ровным счетом ничего. Этот Амер не был своим, он всегда оставался врагом, и только им. Пытался искать выгод, присягая то бате, то деду, и думал исключительно о себе. К тому же был виновен в смерти одного из ополченцев. Таким в адской сотне бате места нет. Резко выдернув нож, батя двинулся к Жеке. Да что за хренотень, а? Завопил тот в панике. Я тут вообще при чем? «И в борьбу не вступил с подлецом, с палачом», процитировал батя фразу из известной песни. «Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем». И снова ударил. Тем, кто вечно ни при чем, в его сотне места также не найдется. А за спиной он больше никого оставлять не станет. Хлебнул уже проблем собственным двойником. Когда оба тела перестали дергаться, батя вытер нож и занялся расспросами. По словам Нбонга, лоскут с промзоны дед нашел буквально через пару дней после того, как вывез ополченцев с Африки. Тогда все еще считали его батей, а двойник не спешил раскрывать карты. Первые подозрения появились, когда в обещанный срок не появились бойцы сотни.
Хотя дед всем рассказал, что они добровольно остались прикрывать отход оставшихся на Африке от нескольких преследовавших их огромных стай. Усилились они, когда двойник решил спрятать технику в другом месте, причем сделал это тайно от ополченцев, в помощь взяв только бойцов, спасенных с ним вместе, и Арчи. Ну а окончательное прозрение наступило только после того, как дед вернулся из очередного своего рейда один, потеряв кузена и мокрого. Он просто не знал, как повел бы себя в подобной ситуации батя, и прокололся. Ополченцы попытались было взбунтоваться, но Арчи и уже присоединившиеся к деду 4 новичков вместе с Жекой быстро заставили всех подчиниться, поскольку у них оружие было, а у ополченцев нет. После чего вмешался дед собственной персоной. Убил 2 женщин из 4, забрал оставшихся вместе детьми и увез их, пообещав, что теперь их жизни будут зависеть от того, насколько послушно станут вести себя ополченцы. Больше дед не скрывал ни свою личность, ни план отогнать батю подальше от Африки и самому ее захватить после очередного обновления и набрать себе бойцов. Он даже пообещал, что после этого отпустит ополченцев и скажет, где спрятал женщин, после чего они все могут свалить на все 4 стороны. Никто ему, разумеется, не поверил, и африканцы стали думать, что делать, но руки у них были связаны, поскольку теперь они днем и ночью находились под контролем приспешников деда, у которых был приказ открывать огонь на поражение при малейшем подозрении на бунт. Но мы и сидели тише воды, чтоб женщин не подставить, и ждали удобный случай, и дождались тебя. Радостно закончил свой долгий рассказ Нбонга. Правильно, Хмуро одобрил батя. иначе 200 было бы больше. Поднял голову к небу. Местное светило, которое все по привычке называли солнцем, медленно опускалось к горизонту. Расписание обновления этого лоскута успели вычислить? Откуда, батя? Ухмыльнулся Нбонга. Ясно. Тогда план такой. Завтра утром я и еще 4 выдвигаемся за нашей техникой. Я знаю, где дед ее спрятал. Забираем самое нужное. На обратном пути заскакиваем за женщинами, моими новичками с винтом и мокрым. Ты пощадил его? Вытаращился на батю ополченец. Сумасшедшими, мля, еще не воевал. Скривился командир. Мокрый в кисляк попал, потек крышей. Им сердобольный Кола будет заниматься. Понял, командир. Хорошо, дальше. Привозим всех сюда и снова едем за техникой. Если успеем, то в тот же день. Если нет, на следующий. Когда все ее соберем здесь, займемся обслуживанием и подготовкой к походу на Африку. Попутно будем решать вопросы про питание и оружие. А что с бойцами? Задал вопрос Нбонга. Они где? Не знаю, Признался батя. я хотел перехитрить деда и оставил их в удобном месте под командованием Дока. Они оттуда ушли. Но если с ними все в порядке, то подоспеют как раз к обновлению. У них со снаряжением ситуация получше, чем у нас. За планированием провели остаток вечера. Перед сном поели. Запасы продовольствия и добытых из тварей ресурсов дед никуда запрятывать не стал, так что этот вопрос отпал сам собой. Распределили дежурство. В этом мире без них было никуда. С оружием имелась огромная проблема. Его батин двойник тоже куда-то вывез. Так что решили выставлять по 4 часовых, по количеству имевшихся стволов. Тела деда, Арчи и Жеки затащили в один из ангаров, чтобы они своим запахом не привлекли внимание тварей. Следы крови засыпали песком из ящика, прилагавшегося к противопожарному щиту. Утро началось с привычной всем организованной суеты. Ополченцы, обрадованные тем, что деда больше нет, были полны энтузиазма. 4, которые должны были ехать с батей, первыми закончили завтракать и уже ждали командира рядом с Фордом. Остальные набились в привычный ангар и затихли. Именно в этом и состояла их основная задача. Батя сел за руль внедорожника, провернул ключ в замке зажигания и, включив невидимость, поехал в сторону лоскута, где была спрятана техника. По пути пришлось, конечно, уходить от встречных стай и даже разок применить оружие, но в целом все прошло штатно. Первым решили забрать один из маннов, на платформе которого высился последний уцелевший черный орел, из-за повреждений так и остававшийся пока стреляющей недвижимостью. Второй БТР-152, последний МРАП и один из пикапов. Подумав немного, пикап все-таки оставили. А ополченец, который собирался им управлять, забрался в кабину «Орла». Пушка калибра 152 мм являлась весомым аргументом в пользу такого решения, а сам танк был надежно закреплен на платформе тягача. За манным барахолкой и еще 2 пикапами решили вернуться завтра. Батя на всякий случай заглянул в кузов барахолки и с удивлением обнаружил в нем все вывезенное из крепости оружие. Дед решил, что схрон достаточно надежен, чтобы поместить в него вообще все. Настроение поднялось до высот, на которых не бывало уже давно. «Загружай!» – зычно скомандовал батя и первым полез в кузов. Все сразу забрать было невозможно, поэтому занялись тщательным отбором. Среди автоматов выбрали АК-74, АДС оставив на завтра.
Разумеется, забрали все гранатометы и 3 неиспользованных «Монки». Не забыли и о цинках с патронами, сразу набив запасные магазины и рассовав их по карманам. Закончив с погрузкой, завели технику, проверили запасы топлива в баках, выстроились в походный порядок и двинулись в путь. С мощным оружием чувство опасности, преследовавшее батю все это время, уступило место, нет, не расслабону, а уверенности в том, что теперь есть, что противопоставить тварям в случае нападения. А их вероятность как раз-таки выросла. Караван хоть и шел под невидимостью, производил немалое количество шума, но наличие крупных калибров, которые способны были сделать больно даже элите, нивелировало этот недостаток. Именно шум их и выдал. Иначе чем можно было бы объяснить тот факт, что уже на подъезде к убежищу в люксовой квартире их встретил винт. Батя снял невидимость, махнул бойцу рукой. Тот быстро запрыгнул на пассажирское сиденье Форда. «Все!» – широкой улыбкой уточнил он. «Все!» – подтвердил батя. «Сейчас Колу с водилой заберем и будем готовиться к обновлению Африки». Новички и женщины, как выяснилось, были готовы стартовать сразу. Проблема возникла только с Мокрым. Протекший крышей боец неожиданно начал сопротивляться, когда его попытались вывести из квартиры. Закончилось все трагедией. Вырвавшись из рук Колы, Мокрый рванул к окну, прыгнул в стекло, сгруппировавшись на рефлексах и вылетел наружу в облаке сверкающих осколков. Вскрикнула и тут же зажала себе рот одна из женщин, кажется, Марта, но сделать уже ничего было нельзя. Спустившись вниз, батя нашел тело Мокрого, чтобы на случай, если боец еще жив, избавить его от мучений. Но не понадобилось. Мокрый лежал в луже крови, широко открытыми глазами уставившись в небо, и не подавал признаков жизни. «Может, и к лучшему». С сожалением и одновременно облегчением пробормотал себе под нос батя. «Покойся с миром, Мокрый». Вернулся к каравану. В ответ на вопросительный взгляд Колы покачал головой. Бывший гонщик помрачнел, но не сказал ничего. Парень все понимал и очень быстро приспосабливался к реалиям этого мира. Потери надо минимизировать, но они все равно неизбежны. К этому надо просто привыкнуть. И каждый раз двигаться дальше, ведь для выживания большинства необходимы усилия каждого. И сейчас надо было готовиться, а не плакать. До обновления Африки оставалось чуть больше месяца. Эпилог. О том, что с его бойцами все в порядке, батя догадался, обнаружив вокруг Африки привычные огненные барьеры из машин и проброшенных между их баками пропитанных бензином тросов. Эти барьеры были не чета привычным, всего одним рядом. Но это объяснялось недостатком вооружения и потерей 2 месяцев на игру в кошки-мышки с дедом вместо подготовки. Тем не менее, на взгляд бати, даже ополченцы были полностью готовы к зачистке. А уж в бойцах командир вообще не сомневался. Батя решил заходить с привычного крематория. Бойцы, вопреки ожиданиям, выбрали другое направление. Какое, пока командир не знал. Но готовился не только к бою, но и к наблюдению. Если тактика захода с разных сторон окажется эффективной, ее надо будет взять на вооружение. Посадив остроглазого Колу и Марту, женщин с детьми оставлять было негде, поэтому они тоже участвовали в зачистке, наблюдать за периметром, чтобы вовремя заметить, когда он активируется, и пересечь его до того, как огонь преградит путь, батя раздал ополченцам последние указания и приготовился ждать. Туман пришел точно по расписанию, едва ли не минута в минуту. Сначала запахло кислым, и над Африкой и протекавшей по ее границе рекой появились первые серые клочья. Потом кисляк сгустился настолько, что стал непроглядным. В его толще беззвучно сверкнули первые молнии. И, наконец, наступил момент, когда туман стал рассеиваться. Никаких средств связи у них не было. Часть пекла южнее Африки оказалась крайне бедна на снаряжение. Поэтому батя просто молча завел старенький, но бодрый форт и двинулся к периметру, попутно поглядывая то направо, то налево. На МРАП и БТР-152, в которых и находились Кола и Марта. Но никаких сигналов не увидел, из чего сделал вывод, что сотня заходит на Африку либо с севера, с ПГТ, либо с востока. Решил он так потому, что огня на периметре пока не наблюдалось. Следом за командиром двинулись и остальные машины. В бой решили бросить все, включая так и оставшийся на платформе обездвиженный танк. Задачей экипажа этих 2 машин было пересечь реку и заняться отстрелом всех крупных тварей, попавших в зону поражения. В самую гущу боя этим боевым единицам лезть не полагалось. Более того, в случае непосредственной опасности экипаж тягача имел приказ немедленно отступать, сохраняя танк. Основной наступательной силой стали МРАП и БТР-152. Огневую поддержку должны были обеспечивать пикапы с крупнокалиберными пулеметами. Экипажи юрких, но самых плохо защищенных машин батя усилил гранатометчиками, по одному на каждый пикап.
Техническое оснащение было откровенно так себе для предстоящего боя, но батя успокаивал себя тем, что когда-то вообще ходил на Африку после обновления, имея в руках один только гражданский карабин-вепрь, и все равно умудрялся пусть одного человека, но вытащить. Да и главным сейчас было не увязнуть в бою, лишившись пути отступления, до того, как подоспеет сотня. Поэтому план был носиться вокруг места основного столпотворения тварей, жалить их и быстро сваливать, не неся потерь. Просто наводить хаос, которым воспользуется Док и остальные бойцы. Ну и по возможности подбирать выживших, всех подряд. Огонь, бегущий по периметру, батя сначала услышал грохотом взрыва одной из машин, и только потом заметил сполохи пламени. Его отряд в это время уже форсировал реку. Как ни странно, с крематория в этот раз на Африку не сунулось ни одной твари. Не иначе поработал ворон, расчистив командиру путь. Что в свою очередь означало, что не вся сотня заходит далеко от крематория, часть ее где-то совсем рядом. Знать бы только в какой стороне. Грохнул пушечный выстрел. Из густого смога пороховых газов показался силуэт орла, ведомый экипажем бойцов-новичков, еще не понявших, где оказались. Батя поспешил на выручку. Танк сражался сразу с двумя преследовавшими его элитниками. Одного удачно подбил, практически оторвав когтистую переднюю лапу, из-за чего она волочилась по земле вслед за тварью, удерживаясь на нескольких толстых жилах. Второй же уже готовился вскрыть грозную боевую машину. Сидящий рядом с батей винт активировал свой дар, замедлив тварей. Одновременно с этим застрекотали пулеметы на БТРе и МРАППе. Шустрые пикапы окружили элитников, из кузова одной из машин вылетел гранатометный выстрел, придя аккурат в затылок того элитника, что был полностью здоров. Вреда ему этот выстрел не причинил, но заставил уверенно отвлечься от танка и сосредоточить свое внимание на пикапах. Те бросились в рассыпную. И вдруг с борта одного из них в элитника саданула молния, самое что ни на есть настоящее. Батя каким-то шестым чувством догадался, что у зарядника колы, бывшего на «ты» с электричеством, открылась новая грань дара, сделав парня не только полезным членом команды, но и грозной боевой единицей. Молния оставила на груди элитника подпаленное пятно. Издалека командиру даже показалось, что края находящих друг на друга бронепластин слегка оплавились. Экипаж «Орла», получив неожиданную помощь, думать не стал и снова включился в бой. Пушка дернулась, выплевывая 150-миллиметровый снаряд, то же самое место, куда прилетел выстрел из гранатомета, и на этот раз атака оказалась успешной. Элитник, в чьем затылке появилась широкая кровавая дыра, чуть повыше прикрытого броней нароста, пошатнулся и навзничь рухнул. Добивать его не стали, сосредоточившись на втором, которого сдерживал винт. Тут уже хватило меткой очереди из пулемета под бронекапюшон. Неподвижная тварь представляла из себя легкую мишень. Батя, подъехав к танку, высунулся из окна и махнул рукой. Экипаж ответил ему легким покачиванием ствола пушки. Дальше двинулись усиленной группой. Тварей в этот раз было много. Одиночный барьер остановил лишь малую часть. Уничтожив пару элитников, батя повел свой отряд к крепости, перед которой обычно и разворачивался основной бой. Африка была небольшим лоскутом, и командир надеялся, что сотня уже успела подойти. Как и планировали, двинулись по краю толпы тварей, не залезая в глубину. Вскоре обнаружили еще один черный орел. К сожалению, танк уже превратился в груду металлолома с сорванной башней и вскрытым передом, причем в разломе виднелось тело в камуфляже, которое обгладывали двое горилл. Без приказа ударил пулемет одного из пикапов. 2 коротких очереди привалили тварей, и отряд двинулся дальше. Вскоре удалось подобрать выжившего. Им оказался Саур. «Батя?» – вытаращил сонный командир, едва только плюхнувшись на сиденье Форда. «Я ж тебя только что...» «Что, урчал и пытался тебя сожрать?» – ухмыльнулся Винт. «Ну да». – растерянно кивнул Саур. «Задвухсотил?» – уточнил батя, и, услышав короткое «да», довольно улыбнулся. «Считай, что это был не я». – бросил он. «Так точно!» – отозвался Саур, но всего смысла, заложенного во фразу, так и не понял. Вскоре едва не лишились одного из пикапов. По полю боя стлался такой густой дым, что видимость упала практически до нуля. А сквозь грохот взрывов, треск очередей и несущиеся со всех сторон урчание, трудно было разобрать, откуда может появиться опасность. Крупный элитник вынырнул из дыма молча прямо перед носом пикапа. Взмахнул лапой, но Кола, вспомнив прежние навыки, в последний момент сумел прямо на месте развернуть пикап почти на 180 градусов и избежал удара. Дружно ударили пулеметы отряда, но крупнокалиберные пули были мутанту, что комариные укусы. Злили, но вреда не причиняли. Грохнул выстрел из орла. Попадание. Элитник его заметил и решил сосредоточиться на самой опасной цели. Рванул было к танку и... Батя не сразу понял, что это было. Из тумана вынурнула махина размером с ман-барахолку,
вся утыканная шипами длиной от метра до 1,5. На колесах махины вместе с дисками вращались длинные серпообразные лезвия. Они подсекли лапы элитника и хоть не причинили особого вреда, но промяли бронепластины и вынудили монстра споткнуться и упасть. Ман, а это действительно был он, промчался дальше. Элитник попытался подняться, и тут вслед за барахолкой, которой теперь явно потребуется новое название, выехала монстроломка. И ей, как выяснилось, броня элитника была вполне по зубам. Тяжелые прочные лезвия, крутящиеся с такой скоростью, что выглядели серебристыми кругами огромной болгарки, принялись лупить по лапам элитника, раз за разом углубляя порезы, и в какой-то момент добрались до беззащитной плоти. Мутант обиженно взвыл и попытался отползти, но тут снова появился Ман. Батя, несмотря на то, что вокруг шел бой, позволил себе остановиться и в деталях разглядеть работу детища Горелого, собранного из обыкновенного, казалось бы, сельскохозяйственного трактора. Элитник яростно урчал, загребал сухую африканскую землю когтями, но против двух изначально мирных, но конкретно оттюнингованных под местные реалии машин сделать ничего не мог. Спустя буквально пару минут монстроломка сдала немного назад, открыв батиному взгляду месиво из костей и плоти, все, что осталось от нижней части элитника. Батя коротко махнул своим рукой. Ему также ответили из Мана и монстроломки, после чего объединившаяся сотня приступила к зачистке Африки уже по-серьезному. Конец второй книги. Ирен Рудкевич. «Адская сотня Стикса». Для вас читал Александр Никитин.